Ensemble Studios прилетела в Чикаго на неожиданно серьезное выездное совещание. Можно сказать, что у них был кризис идентичности. Ensemble долгие годы делали прототипы, которые упорно их не радовали, и им нужно было вырваться на несколько дней, чтобы это обсудить. «Мы решили, что нам пора заняться чем-то увлекательным», — говорит Крис Риппи, продюсер из Ensemble, который присутствовал на той встрече. «Снова войти в колею». Но вот вопрос, а как это должно выглядеть? Расположенная в Далласе, штат Техас, студия Ensemble вот уже почти 10 лет делала однотипные игры. Слава их держалась на Age of Empires, интеллектуальной серии, где вы начинаете игру горсткой крестьян, а в итоге строите мощную цивилизацию. Как Warcraft от Blizzard или Command & Conquer от Westwood, Age of Empires — это стратегия в реальном времени, RTS, то есть действие там разворачивается без ходов или пауз. Игроку предстоит пережить цепочку технологических эпох, каменный век, бронзовый век и так далее, собирая ресурсы, возводя здания, тренируя солдат и завоевывая противников. Чтобы сделать первую Age of Empires, команда Ensemble прошла через то, что ведущий дизайнер Дэйв Поттингер впоследствии назвал чудовищным маршем смерти, невообразимым в нынешнее время. Они почти год работали по 100 часов в неделю. Когда в 1997 году Age of Empires все же вышла, она сразу стала хитом. К удовольствию самих Ensemble и их издателя Microsoft были проданы миллионы копий игры. За этим последовала лавина прибыльных сиквелов, дополнений и спин-оффов. И в итоге Microsoft купили Ensemble. К 2004 году студия работала над очередной игрой серии Age of Empires 3, которая должна была выйти в конце 2005 года. У Ensemble есть необычная черта. Сотрудники этой студии воспринимают ее как семью, и поэтому текучки там почти нет. Основанная в 1995 году, Ensemble изначально состояла в основном из молодых, холостых мужчин, которые вместе не только работали, но и отдыхали. «Каждую субботу многие люди из студии собирались у кого-нибудь дома», вспоминал ведущий дизайнер Иоанн Фишер в статье-мемуаре. В пятницу вечером кто-нибудь непременно сидел в зоне для плейтестов и рубился в Quake, а потом в Quake 2, а потом в Half-Life. До 3 утра. Если вы с тем парнем, что сидит от вас за соседним столом, не жили в одной квартире, то уж точно порой пили вместе пивко. Даже в начале нулевых, когда основатели Ensemble выросли и обзавелись настоящими семьями, отношения между ними остались очень тесными и дружескими. Каждому потенциальному сотруднику предстояло пройти изматывающую серию собеседований. Некоторое время она включала в себя встречи со всеми 20 с чем-то сотрудниками компании. И если хоть один из них говорил «нет», соискателю отказывали. «Мы правда были как семья», вспоминает Рич Гелдрич, графический программист. «Это была такая семья-общага». Летом 2004 года, пока шла работа над Age of Empires 3, многие ветераны Ensemble начали ворчать, что устали делать игры из этой серии. Некоторые так и вовсе устали от стратегий. Они уже несколько раз пытались создать вторую команду разработчиков, чтобы та экспериментировала с другими жанрами, но ничего не выходило. У Ensemble каждый раз повторялся один и тот же сценарий. Вторая команда некоторое время экспериментировала со всяческими прототипами, ранними идеями игр, а потом основная команда, работающая над очередной игрой из серии Age, неизбежно сталкивалась с какой-нибудь бедой. Например, когда им после года разработки пришлось переделать весь дизайн Age of Empires 2, потому что играть в нее было неинтересно. Тогда руководство Ensemble просило вторую команду временно приостановить свой проект и помочь первой. И каждый раз, когда такое происходило, вторая команда теряла запал, увядала, как паровой двигатель без угля. Начиная с Age 2, мы повторяли один сценарий. Мы так амбициозно придумывали игры и с таким трудом их доделывали, что хоть и пытались заниматься чем-то еще, в итоге приходилось привлекать всех к тому, чтобы выпустить очередную Age, говорит Дэйв Поттингер. За прошедшие годы вторая команда Ensemble успела запрототипировать RPG, платформер и еще несколько игр, но все их бросили. Бросать прототипы нормально для игровой студии, но повторение этого сценария стало давить на сотрудников Ensemble, которые жаждали показать миру, что способны на что-то еще, кроме Age of Empires. И поэтому в 2004 году руководство студии сидело в Чикаго и пыталось понять, как им жить дальше.
Крис Риппи, Дэйв Поттингер и остальные руководители Ensemble взвесили варианты. Сейчас в разработке у них было две игры — Age of Empires 3 и их будущий флагман экшен про машины Range, который никого особо не вдохновлял. 2 дня они сидели и спорили. Хотят ли они продолжать работу над Range? А почему тогда продолжают? По инерции? Сверкала куча новых идей. А почему бы им не сделать клон Diablo? А что насчет многопользовательской онлайн-игры, ММО? Или стратегии в реальном времени, но для консолей? Долгие десятилетия в индустрии считалось очевидным, что стратегии в реальном времени уместны только на компьютере. Это быстрый и сложный жанр, поэтому в РТС лучше играть с клавиатурой и мышкой. Так проще одной рукой двигать карту, а другой отдавать команды. На консолях клавиатур и мышек нет, есть только контроллеры с их стиками и относительно небольшим количеством кнопок. Неэффективное устройство ввода для быстрой игры, требующей многозадачности. За все годы существования РТС никто не сумел решить эту проблему. Страстные ревнители ПК-гейминга любили потыкать StarCraft 64 2000 года, несовершенную консольную версию StarCraft от Blizzard, не отражавшую многих нюансов своей компьютерной сестры. Она вроде бы подтверждала, что хороший РТС на консолях невозможно. Анджело Лаудон, опытный программист и один из руководителей Ensemble, всегда считал иначе. Как и большинство инженеров, он всегда обожал решать нерешаемые задачки, и мысль о консольной РТС казалась ему достойным вызовом. Анджело горел этой идеей, рассказывает Крис Риппи, и у нас возникло несколько прикидочных мыслей, как это можно сделать. На встречах в Чикаго Лаудон с Риппи активно продавливали идею консольной РТС, заверяя, что для Ensemble это прекрасная возможность. У них есть правильные люди и опыт. Игроки уважают их именно как разработчиков РТС, а их родительская компания Microsoft в обозримом будущем запустит горячо ожидаемую Xbox 360, новую мощную консоль, на которой было бы славно выпустить первую в мире хорошую консольную РТС. Еще этот план позволил бы Дэйву Поттингеру и тем членам команды, кто был сыт РТС по горло, поработать над чем-нибудь другим. SEO Ensemble Тони Гудман давным-давно хотел сделать ММО в духе World of Warcraft от Blizzard, которая как раз должна была выйти в ноябре 2004 года. Почти все в Ensemble играли в ее бета-версию. Идея большой многопользовательской игры вызвала в студии разные реакции, но Гудман и некоторые другие ветераны, например, Иан Фишер, давно об этом мечтали. Из Чикаго руководство Ensemble возвращалось, одобрив 3 новых проекта. Во-первых, консольную РТС, которую они предварительно окрестили «Феникс». Во-вторых, ММО под кодовым названием «Титан». Третья игра «Нова» станет фантастической экшен-РПГ, тем самым клоном Diablo, и руководить ее разработкой будет Поттингер, как только он и его команда доделают Age of Empires 3. Если Blizzard удастся жонглировать StarCraft, World of Warcraft и Diablo, рассудили менеджеры, почему бы Ensemble не сделать нечто подобное? Когда руководители студии вернулись в Даллас, они объявили, что отменяют Range и запускают 3 новых, куда более заманчивых проекта. Ведущим программистом на Phoenix будет Анджело Лаудон, программистом Крис Риппи. А чтобы разобраться в тонкостях игрового процесса, они пригласили одного из самых опытных своих сотрудников, дизайнера по имени Грэм Девайн. Девайн, экспат из Шотландии с длинными волосами и тоненьким смехом, может похвастаться одним из самых эклектичных резюме в игровой индустрии. В 80-е, тинейджером, он программировал для Atari, Lucasfilm Games и Activision. Ему не было еще 30, когда он основал собственную компанию Trilobyte и сделал ставшую хитом игру The Seventh Guest, где хитрые загадки переплетались с кинематографичным повествованием. Поругавшись со основателем Trilobyte и увидев, что студия гибнет, Девайн ушел в id Software, где работал с одним из давних своих друзей, легендарным программистом Джоном Кармаком. 4 года он помогал делать игры вроде Quake 3 и Doom 3, пока в 2003-м не перешел в Ensemble, где руководил написанием алгоритмов поиска пути, математических формул, определяющих, как передвигаются юниты, в Age of Empires 3. Задним числом это решение показалось руководству студии странным,
Divine блистает на поприще игрового дизайна и повествования, так почему же его поставили обучать юниты из Age of Empires ходить? Как вспоминает сам Divine, мне позвонил Дэйв Поттингер и говорит: «Слушай, мы в Ensemble нерационально тебя используем. Нам очень хочется сделать одну консольную РТС. Как тебе идея возглавить команду, которая будет с этим работать?» «Отлично», — ответил Divine Поттингеру. «С чего начнем?» Теперь в команде Феникс состояли Грэм Девайн, Анджело Лаудон, Крис Риппи и еще несколько художников и программистов. Это был маленький дружный коллектив, всех участников которого прельщала перспектива поработать над чем-нибудь, что не Age of Empires. «Команда белых ворон», — любил говорить Divine. Когда будем Базовый работать? концепт игры появился у них быстро. Феникс станет фантастикой, где людям вот, предстоит видимо, сражаться с инопланетянами, примерно как в StarCraft. Игра за людей и за инопланетян, которых Divine назвал свеями, должна была сильно различаться. Команда хотела воссоздать ощущение от войны миров, где гигантские инопланетные машины сражались с разрозненными отрядами людей. Набрасывать идеи было несложно. Куда сложнее, понимал Divine, разобраться с управлением. Когда разработчики берутся за создание игры, обычно им есть на что опереться в этом вопросе. Есть традиция. Если вы делаете шутер от первого лица, то заранее знаете, что правый триггер отвечает за стрельбу, а левый — за прицеливание. Левый стик — это движение персонажа, правый — вращение камеры. Разработчики больших серий вроде Call of Duty или Assassin's Creed могут вносить в этот рецепт небольшие правки, но им не приходится заново сочинять всю схему управления каждый раз, когда они садятся делать новую игру. Феникс таким похвастать не могла. Собственно, из-за отсутствия удобной схемы управления РТС и не были популярны на консолях. Так что команде Divine с самого начала разработки пришлось задаться фундаментальными вопросами, которые в большинстве игр решены заранее. Как перемещаться по экрану? Вот хочу прям такой тематический стрим устроить. Юниты и отдавать RDR команды? 1? Или лучше управлять юнитами напрямую? Можно ли выделить сразу нескольких? Ну, блин. Как строить здание? С RDR 1 сложности. Не протестировав все варианты, знаешь, ответить на эти вопросы было невозможно. Так что у команды Divine месяцы ушли на эксперименты. Мы меняли один прототип за другим. Надо сначала RDR 2 пройти, выступивший а на потом Феникс взяться за инженером RDR графики. 1. Как перемещать камеру и при этом хватать юнитов. Как сделать так, Да, чтобы он игрока взломанный, к тому же не не стошнило. в этом проблема. Мы провели много уникальной исследовательской работы. Пришлось перебрать сотни разных схем управления. Команда освежила в памяти игры вроде Pikmin и Aliens vs Predator Extinction. Обе вышли на консолях и содержали элементы РТС, так что можно было проанализировать, что в них работало. «Сперва мы копировали их решения, а потом выбрасывали то, что нам не нравилось», — говорит Крис Риппи. «Во всех этих играх имелись очень остроумные находки, и мы, по сути, просто собрали их в один пакет». Блин, прикольно так-то с графическим Каждую неделю, а обычно и каждый день, студии проводили обязательно. Короче, у меня сейчас что на уме? Команда Феникс садилась и играла в прототипы, сделанные сегодня будем заниматься оформлением. Это был напряженный процесс, стрима, требовавшей большой концентрации вот и приводивший к тому, что большое количество проделанной работы шло в корзину. Сначала, наверное, связи в Ensemble сделаем оформление для но в итоге этого, она помогала делать для прохождения игры нечто. Так они изобрели несколько схем управления. Будем смотреть фильмы 2, нечто 2010-го и старый, область, и группу юнитов в ней, потом будет прохождение игры. По хронологии пойдем. Теперь им нужно было одобрение компании. Microsoft, конечно, дали Ensemble свободу экспериментировать с прототипами. И к RDR у меня тоже такой и прочими подход. играми второй команды, вроде всех тех, что они за эти годы отменили. Но чтобы всерьез начать производство игры по такому прототипу, нужно было официальное согласие. Так, вот это вот хочется мне сохранить. Пока боссы в Редмонте не дадут Феникс зеленый свет, игра останется в невесомости. Начать производство или нанять новых сотрудников на нее не получится. Когда студию посетили управленцы из Xbox, команда Феникс показала им свои прототипы. Microsoft вроде понравилось увиденное, и они дали Ensemble добро продолжать. К концу 2005 года, пока остальная студия готовилась к выпуску Age of Empires 3, команда Phoenix продолжала трудиться, воодушевленная тем, что они наконец-то делают игру не из серии Age, которая при этом нравится Microsoft.
Сотрудники в команде Age of Empires 3, работавшие ночами, чтобы доделать игру, были в куда меньшем восторге. Это был интересный период жизни Ensemble, потому что Microsoft впервые увлеклась игрой второго порядка, говорит Поттингер, ведущий дизайнер Age of Empires 3. И, к сожалению, для нас это была РТС. А мы ведь столько времени пытались сделать что-нибудь другое. Нам не хотелось становиться конторой, которая делает исключительно РТС. Но, конечно, именно этого хотели Microsoft. Мы в этом хороши, за это нас и купили. И, конечно, от нас этого и ждали. Microsoft не одобрили ни один из предыдущих прототипов Ensemble. А тут есть такая Phoenix тема, как... представители компании просто влюбились. Управленцы из команды Xbox, которых волновала только одна цель — обойти PlayStation 3 в так называемой войне консолей, были в восторге от мысли, что одна из их ведущих студий выпустит игру для Xbox 360. Что им не нравилось, так это новый бренд. По мнению Microsoft, полностью новую франшизу было бы сложно рекламировать. Стратегии в реальном времени и так не самый популярный жанр, и продаются они часто хуже, чем столь любимые Microsoft шутеры от первого лица. Если Phoenix не выйдет под неким уже известным брендом, то по опасениям Microsoft они могут не продать такое количество копий игры, какое оправдало бы вложение. Чтобы игре дали зеленый свет, сотрудникам Ensemble пришлось провести череду собраний с руководителями Xbox, такими как Фил Спенсер и Питер Мур. На первом собрании все шло хорошо, но когда Грэм Девайн и сотоварищи встретились с Microsoft во второй раз, те выдвинули новое требование. Пусть это будет игра в мире Halo. Halo тогда были очень популярны, вспоминает Питер Мур. Были проданы миллионы копий двух первых игр, а Halo 3, вышедшая в 2007-м, до сих пор остается одной из самых ожидаемых игр в истории. Мы решили, что Halo — это бренд, по которому стоит сделать стратегию в реальном времени, с учетом того, как устроена ее вселенная. Хорошие против плохих. Все, что нужно для РТС. На мой взгляд, все указывает на то, что выпустить игру в мире Halo — меньший риск, чем под новым брендом. В игровой индустрии такое случается нередко. Издатели часто консервативны и не хотят идти на риск, предпочитая устоявшиеся франшизы и сиквелы новым начинаниям. Даже самые амбициозные студии подчас перекраивают свои игры, чтобы связать их с известными франшизами. Но для команды Девайна, проработавшей над этой игрой почти год, предложение сменить бренд на более привлекательный звучало, как если бы матери предложили поменять младенца на более симпатичного. Последовали долгие горячие споры. В итоге руководство Microsoft отрезало. Если Ensemble хотят делать свою РТС на консолях, она должна быть в мире Halo. И точка. По сути, нам сказали, либо вы делаете Halo, говорит Девайн, либо вы все уволены. Девайн был морально уничтожен. Он месяцами сочинял и прорабатывал персонажей Феникс. И с его точки зрения они были для игры не менее важны, чем все остальное. Это была не просто какая-то консольная РТС, это было его детище. Когда ты по уши в создании собственного бренда, его нельзя не полюбить, говорит Девайн. Ты любишь его, очень любишь. Он твой, он замечательный. Еще он понял, что замена мира Феникс на мир Хейла повлечет за собой ряд логистических проблем. Большую часть проделанной работы придется выбросить. Когда тебе предлагают сделать Halo, ты пытаешься объяснить, что нельзя просто переименовать инопланетян в ковенантов, а людей в ККОН. На самом деле изменения куда глубже, говорит Девайн. Но мне кажется, меня не услышали. Кажется, для Microsoft это было как перекрасить стены, чисто вопрос графики. Помню, я не то чтобы очень удивился, говорит Крис Риппи. Уверен, Грэму было тяжелее. Он увлекающийся человек, а этот прототип был сделан на его крови, поте и слезах. Наверняка это его ранило больнее. Сердце Девайна было разбито. Он решил уйти из Ensemble. Сел за компьютер, открыл Google. Что это вообще за Halo такая? Известнейшая игра, да. А за что люди ее так любят? Им просто нравится сносить головы инопланетянам? Или там скрывалась некая глубина, о которой Девайн не подозревал? Больше прочитав про мир Хейла от могущественного героя Мастер Чифа до продвинутой инопланетной империи ковенантов, Девайн заподозрил, что верно именно второе. В
пятницу вечером я представлял себе Хейла как игру, где перед тобой носятся фиолетовые инопланетяне, а ты их мочишь, говорит Дивайн. В понедельник утром я сказал себе: черт, а они за эти годы серьезно продумали свой мир. Может, он интереснее, чем я сперва думал? Итак, команда Дивайна приняла решение. Феникс станет Halo Wars. Прощайте, свеи, здравствуй, Мастер Чиф. Хотя использовать Мастер Чифа им запретили. Банжи, студия, сделавшая Хейла, не хотели, чтобы кучка не пойми кого из Техаса лезла в историю их культового героя. Банжи и Ensemble были сестринскими студиями, но папа с мамой любили именно первую из них. Age of Empires — популярная серия, но по сравнению со славой Хейла, она оставила в культуре примерно такой же след, как фотография завтрака в Инстаграме. В 2005 году серия шутеров от первого лица от Bungie была одним из самых известных произведений на Земле. Спустя пару дней руководители проекта Phoenix прилетели в Сиэтл к Bungie. Сперва они встретились с ведущими специалистами студии. Обсудили мир и сюжет серии с Джо Стейтоном, давним сценаристом Хейла. Потрепались про схему управления с Джейми Гризмером, ведущим дизайнером серии. Позже они пообщались и с остальными сотрудниками Bungie. Стоя перед создателями Хейла, рассказывая про свой замечательный новый проект, Крис Риппи и Грим Дивайн получали в ответ лишь недоуменные взгляды. Мы рассказали им, что будем делать РТС по миру Хейла, но, кажется, никого из них не предупредили об этой встрече, объясняет Риппи. А если вы знакомы с ребятами из Bungie, то знаете, как щепетильно они относятся к своим проектам. Думаю, мы их шокировали. Не скажу, что к нам отнеслись так уж враждебно, но прием определенно был холодный. И они тут не виноваты. Если бы кто-нибудь пришел к нам и внезапно сказал: «Привет, а мы тут делаем экшен по Age of Empires», мы бы, наверное, отреагировали так же. Чтобы снять напряжение, Дивайн и Риппи занялись тем, что умеют лучше всего — сели играть в игры. Рассказав сотрудникам Bungie про Halo Wars, всего через пару минут они уже запустили им раннюю сборку Phoenix, чтобы доказать, что в их консольную РТС и правда приятно играть. К тому времени, как Bungie немного оправились от шока, они уже играли в нашу игру, говорит Риппи. Это пришлось кстати. Кстати, пришлось и то, что Дивайн был рад поглотить столько информации про мир Хейла, сколько вообще способен поглотить человек. Дивайн впитывал все, что говорил Джо Стейтон, даже самые неочевидные мелкие детали. Он хотел к концу встречи быть в состоянии подробно объяснить, чем Саншайюм отличаются от Сангхейли. Ясное дело, Саншайюм, они же пророки, это правители Ковенанта, а Сангхейли — раса ящероподобных воинов. Вернувшись в Даллас, команда Halo Wars выбросила почти все, что успела сделать. Они оставили схему управления и интерфейс, но остальные идеи, придуманные ими для Phoenix, не подошли бы игре по миру Halo. Команда начала набрасывать новые элементы дизайна, сюжета и рисовать новый арт Halo Wars, понимая, что по сути они берутся за дело с нуля. Поскольку права на все, что хоть как-то связано с Halo, по-прежнему принадлежали Bungie, Ensemble вынуждены были получать их одобрение по каждому сюжетному решению, что вело к бюрократическим проволочкам. Ensemble хотели, чтобы действие игры было посвящено группе солдат КОН, космического командования Объединенных Наций, на корабле «Дух огня», и чтобы основная часть сражений происходила на планете Аркадии, которую команда придумала специально для Halo Wars. Все эти решения должны были пройти через Bungie. Понимая, что лучше бы ему очаровать коллег, Грэм Дивайн сделал вымышленную туристическую брошюру Аркадии и показал ее Джо Стейтону, человеку, отвечающему в Bungie за информацию о мире Хейла. Я сказал: я добавляю новую планету, можно, пожалуйста, вот такую, вот ее рекламный буклет, говорит Дивайн. Стейтона позабавила эксцентричная манера Дивайна, и в последующие месяцы тот постоянно летал в Сиэтл, чтобы обсудить с Bungie сюжет Halo Wars. Думаю, сперва они были обеспокоены, говорит Дивайн, но со временем полностью мне доверились. И все же команда Halo Wars постоянно будто отставала на пару шагов. Трудно рассказать историю про мир Хейла, когда мир Хейла существует преимущественно в головах кучки людей в 3000 километров от вас. А кроме того, Bungie были заняты собственным проектом, окутанной завесой тайны Halo 3.
Мы столкнулись с тем, что они готовы показать или пересказать нам не все, что связано с Halo 3, а это усложняло процесс, говорит Крис Риппи. Они блюли целостность своего сюжета и своей игры и защищали свои тайны, так что у нас остались некоторые лакуны в понимании и приходилось искать обходные пути. По словам нескольких людей, работавших в обеих компаниях, правда состояла в том, что существенная часть руководства Bungie была недовольна существованием Halo Wars. Bungie терпели вопросы Ensemble и старались отвечать как можно дружелюбнее. Их забавлял эксцентрик Грэм Дивайн, а Джо Стейтон всегда вел себя достойно. Но когда сотрудники Bungie оставались наедине, они досадовали. Им вовсе не хотелось, чтобы какая-то чужая студия трогала Halo. Когда Ensemble присылали вопросы или просили разрешения использовать некие элементы мира, Bungie порой специально ставили им палки в колеса. В 2012 году в интервью сайту GameIndustry.biz глава Ensemble Тони Гудман публично признался, что отношения у студий напряженные. Bungie были не в восторге от этой идеи, рассказал он. Кажется, они высказывались в том духе, что их франшизу выгнали на панель. Напряжение между студиями только усугубило внутренние проблемы Ensemble. Разработка Halo Wars шла не слишком гладко, и по некоторым оценкам смена мира игры на Halo стерла месяцы работы. Им нравилась схема управления. Дизайнеры Ensemble поверили, что наконец-то нашли подход к консольной РТС, но на то, чтобы придумать и создать мир Halo Wars, ушло куда больше времени, чем они ожидали. К середине 2006 года Microsoft официально дали добро на Halo Wars, так что руководство Ensemble теперь могло нанять на проект нужных людей и начать производство графики и кода. И теперь им предстояло разобраться с бедой, вскрывшейся за пару месяцев до этого. Кроме Грэма Дивайна, Криса Риппи, Анджела Лаудона и других людей из маленькой команды Phoenix, никто в Ensemble не хотел работать над Halo Wars. После десятилетия, посвященного только Age of Empires и ее спин-оффам, ветераны студии видеть больше не могли жанр РТС. Когда им предоставили выбор, многие пошли на зарождающийся ММО-проект, надеясь превратить свое обожание World of Warcraft в собственный хит. Другие делали фантастическую Diablo, Nova, с Дэйвом Поттингером. У всех в Ensemble были разные представления о том, что делать дальше, так что каждый делал что-то свое. Сотрудники шутили, что название студии теперь звучит иронично. Нынче они вовсе не ощущали себя семьей. Теоретически им стоило бросить большую часть ресурсов на Halo Wars, ведь их владельцы, Microsoft, не давали добро на другие прототипы, но студия раскололась. Команда Age of Empires 3 не хотела переходить на Halo Wars. И хоть команде Halo Wars и требовалось пополнение, кое-кто в ней и сам не был рад видеть людей из Age на своей территории. «Нас это устраивало», — говорит Кольт МакКенлис, инженер на Halo Wars. «Просто имелись внутренние склоки, и мы думали, окей, переходите туда-то и оставьте нас в покое». В глазах команды Halo Wars, состоявшей в основном из молодых и менее опытных сотрудников Ensemble, поведение ветеранов выглядело высокомерно и недружелюбно. «Стоило им что-то решить, как они тут же выжимали сцепление», — говорит МакКенлис. «Не обсуждали, не оценивали, ничего. И я такой: нет, у нас так дела не делаются, не нравится, уходите». А тем временем в другой части Ensemble Halo Wars воспринимали как проект, нужный лишь за тем, чтобы задобрить Microsoft. Как когда голливудский актер снимается в фильме про супергероев, чтобы у него появилась возможность сделать дорогую сердцу картину про глобальное потепление. Большинство ветеранов Ensemble мечтали о других играх. В какой-то момент руководители студии решили, что действие ММО не будет разворачиваться в свежепридуманном фантастическом мире, как планировали изначально. На общем собрании студии они заявили, что теперь делают ММО по Halo. Иан Фишер поднялся на сцену и говорит: «Мы выбрали бренд «Это Halo», — рассказывает Грэм Дивайн. Но многие сильно удивились, ведь официального разрешения так поступать от Microsoft они не получали, и это предвещало плохие новости. «Мы поняли, что Microsoft не даст нам таких денег на неведомый бренд», — говорит Дэйв Поттингер. Идея использовать бренд Halo пришла нам в голову как способ добиться, чтобы игра состоялась. Так что да, разрешения мы не спрашивали, хотя они знали о проекте. А мы знали, что рискуем. Со стороны все это может показаться полным безумием. В Ensemble работало меньше сотни человек, но студия пыталась сделать 3 игры одновременно. При этом одна из них
ММО, а этому жанру нужны как минимум десятки сотрудников. По словам представителя Blizzard, когда World of Warcraft запустилась в 2004 году, над ней работала команда из 50-60 человек, а именно эта игра поставила Ensemble планку. Без разрешения Microsoft студия не могла расширяться, а в Microsoft, кажется, не особо стремились дать добро на другие прототипы Ensemble, включая ММО по Halo. Но Ensemble все равно продолжали работать над всеми тремя играми. В какой-то момент он нашла работа над фантастической консольной РТС, фантастической ММО и фантастической Диабло, причем все они были разными, вспоминает Дэйв Поттингер. Если взглянуть на ситуацию пессимистически, то она наглядно свидетельствовала о том, что в студии раскол. В результате команде Halo Wars по-прежнему не хватало людей. «Я долго не мог взять в толк», — говорит Рич Гелдрич. «Почему над проектом работает всего человек 25, когда это наш новый будущий флагман, когда было столько прототипов?» Halo Wars очень не хватало программистов, особенно таких, которые разбирались бы в более тонких аспектах создания РТС, вроде симуляции искусственного интеллекта. В стратегии компьютер ежесекундно принимает тысячи микрорешений, незаметно подсчитывая, когда построить здание и отправить фаланги юнитов по карте. Для неопытного программиста это сложная задача. Представьте, что у вас в игре сотни сущностей, и каждая должна простраивать маршрут, принимать решения в реальном времени, ну или хотя бы создавать такое впечатление, говорит Келдрич. Это требует АИ. Когда отдаешь им команды, это команды высокого уровня, вроде «иди сюда», или «бей тут», или «стой». А потом они должны сами разобраться, как построить маршрут из точки А в точку Б, и это порой сложнейшая задача. Представьте, что пока юнит идет от А до Б, у него на пути взрывается здание. Или новый маршрут возникает потому, что где-то срубили деревья. Это динамическая задача. А если добавить к уравнению многопользовательский онлайн-режим, где задержки соединений могут вывести компьютеры из синхронизации и расстроить всю симуляцию, то становится ясно, как легко такой игре оказаться сломанной. Проблемы усугублялись и тем, что команда Halo Wars не взяла наработки серии Age, а стала делать систему с нуля на новеньком движке, способном эффективно использовать уникальные вычислительные мощности Xbox 360. Построение маршрута всегда было сложной задачей в РТС, но мы к тому времени вложили в ее решение, кажется, с 20 человека лет, говорит Дэйв Поттингер. А команда Halo Wars выбросила это все в корзину и начала заново. Несмотря на неувязки, Microsoft всей душой обожали игру Ensemble. 27 сентября 2006 года издатель представил Halo Wars миру, показав драматичный CGI-трейлер про войну между человеческими солдатами-спартанцами и их инопланетными противниками. Был момент, когда Ensemble рассчитывали выпустить игру в конце 2007-го, и, возможно, именно этого ожидали и в Microsoft. Хотя более пристальный взгляд на положение дел студии дал бы им понять, что это невообразимо. Грэм Девайн с его белыми воронами вполне наслаждались процессом, но вообще команде Halo Wars не хватало рук, и они много в чем важном отставали. Как-то раз Рича Гелдрича достало, что художникам все не удается в должной мере ухватить эстетику Halo, так что он распечатал 400 полноцветных скриншотов из игр серии и развесил их по стенам. «Я залепил ими всю студию», — говорит он. «Туалеты, кухню, коридоры, залы, потому что меня бесило, что наша игра выглядит не как Halo». У других команд дела обстояли не сильно лучше. После почти года работы прототип поттингеровского клона Diablo Nova отменили. Вместо этого Microsoft дали добро на многообещающую экшен-РПГ Two Human от другой студии. Несколько месяцев Поттингер с небольшой командой работал над другим прототипом — Зельда про шпионов под названием Agent. Но ему не удалось набрать на этот проект достаточно сотрудников, и в итоге он присоединился к Halo Wars. Команда Поттингера разделилась. Многие художники ушли на ММО, а программисты на Halo Wars, где их как раз отчаянно не хватало. В начале 2007 года команда Грэма Девайна начала работать над демо-версией для E3. Они надеялись развеять скепсис многих поклонников, убежденных, что из Halo нельзя сделать стратегию в реальном времени. К выставке они подготовили эффектное 10-минутное видео с закадровым голосом Девайна.
где показали серию схваток между солдатами Кокон и злобными ковенантами. В демоверсии игрок строил 2 вепря, бронированных вездехода, ставших символом серии, и прыгал ими через расселину рядом с базой. Вепри позволяют захватывать контроль над зонами карты, куда другой транспорт добраться не может, объяснял на видео Divine. Аудитория была в восторге, что взбодрило и разработчиков. Демка была очень привлекательная, и с E3 мы вернулись полными энтузиазма, вспоминает Дэйв Поттингер. «Приняли нас хорошо. Грэм — идеальный шоумен, он сказал все нужные слова про нашу любовь к франшизе. Да он и в самом деле ее любил. Мы убедили людей, что команда, которая знает толк в РТС и любит Хейла, подарит им идеальное сочетание первого и второго». Но когда работа над проектом продолжилась, стало ясно, что у Halo Wars проблемы. После E3 2007 их выявилось 2. Во-первых, команде Halo Wars по-прежнему не хватало людей. Многие из ветеранов студии продолжали работать над ММО по Halo. Она все еще не была одобрена, но вытягивала из студии немало ресурсов. Вторая проблема состояла в том, что дизайн игры постоянно менялся. Из-за того, что Ensemble отменили ряд прототипов, и из-за внутренней динамики в коллективе вышло так, что к концу 2007 года над Halo Wars работало сразу несколько опытных дизайнеров, включая и Грэма Дивайна, и Дэйва Поттингера. Divine вел этот проект еще с тех пор, когда он назывался Phoenix, то есть с 2005 года, и имел четкое представление о том, чего хочет от игры. Поттингер присоединился к команде лишь пару месяцев назад, но он был старшим дизайнером серии Age и имел собственное мнение. Но дирижер в оркестре только один, и в итоге команда Halo Wars немало времени тратила на ссоры. «Мы, конечно, не орали, но голос повышали», — говорит Divine. «Забавно, но только по делу. Должна ли игровая экономика быть дешевле или дороже? Что лучше, свободное расположение баз или когда они все соединены? В общем, отличные темы для ссор. Не какой-нибудь там, божечки, какая у тебя дрянная футболка. Замечательные ссоры, от которых игра становится куда лучше. Но, конечно, выматывает это изрядно». Одна из самых значительных ссор казалась того, что Divine называл правилом 8, принципа которого команда Halo Wars придерживалась еще со времен Phoenix. Он постулировал, что чтобы игра при помощи контроллера не становилась неповоротливой и сложной, за раз должно выделяться не больше 8 юнитов. Кое-кто из дизайнеров начал сомневаться в этом правиле, утверждая, что из-за него Halo Wars выходит слишком простой. Divine не поддавался. «Когда тестируешь игру каждый день, очень к ней привыкаешь», — говорит он, «и забываешь, что когда-то тебе приходилось всему учиться. Тебе вдруг начинает казаться, что управиться с 10 юнитами тоже просто, а то и с 16. Разработчики часто сталкиваются с этой дилеммой. Когда делаешь игру многие годы, неизбежно начинаешь скучать. Тянет носить изменения просто ради изменений, чтобы как-то все разнообразить, потому что тебя задолбало каждый день приходить на работу и использовать всю ту же схему управления. На Halo Wars это вело к раздражению. Divine с командой сознательно сделали игру проще, чем компьютерный РТС, потому что консольное управление непривычно. А теперь некоторые хотели обратно все усложнить? «Мы старались избежать наслоений», — говорит Крис Риппи. «Это одна из серьезнейших проблем при долгой разработке. Когда слишком долго тестируешь игру, начинаешь сочинять проблемы и добавлять в игру новые пласты, которых там не требуется». Несмотря на то, что аудиторию впечатлила демо на E3 2007, то самое с закадровым голосом Дивайна, команда Halo Wars была в плачевном состоянии. Демо-версию они заскриптовали вручную. В конечной игре этот код не заработал бы. Да, графика там обрабатывалась в реальном времени, а вот АИ на самом деле не был подключен. Так что играть в реальную Halo Wars было вовсе не так увлекательно, как казалось по демо. По мнению Дэйва Поттингера, Halo Wars нужно было разворачиваться и идти совсем другим курсом. «Игра была неинтересная», — говорит он, — «все не складывалось. Демо-версия для E3 выглядела просто обалденно, но она не отражала реальный геймплей. Мы сделали ее чисто для E3». В последовавшие месяцы команда Halo Wars продолжала спорить о базовых фичах игры. Не маловаты ли юниты на экране? Почему база такая сложная? Не стоит ли дать игроку возможность назначать горячую клавишу на конкретный отряд юнитов, как StarCraft или других РТС? Когда все грызутся, однажды кому-то приходится отступить.
И этим кем-то стал Грэм Девайн. «Нехорошо, когда ведущие дизайнеры на ножах», — говорит он. Так что на одной встрече я сказал: «Дэйв, становись ведущим дизайнером игры. Мне очень нравится ее сюжет. Сюжетом я и буду заниматься». При этом Девайн остался лицом игры, демонстрируя ее на встречах с маркетологами Microsoft и пресс-показах. А Дэйв Поттингер, который несколько лет не желал больше работать над РТС, стал ведущим дизайнером Halo Wars. Поттингер немедленно внес изменения в ключевые механики. «По сути, мы выкинули старый дизайн и начали с нуля», — говорит он. Он изменил большинство юнитов, включая прыгучие вепри из DMS E3. В игре они остались, но прыгать через ямы и расселены больше не могли. Выбросил возможность строить бесконечно разрастающуюся базу, заменив ее на стандартную с ограниченным количеством слотов. Переработал систему ресурсов, сделав так, что на менеджмент экономики у игрока уходило меньше времени. И добавил кнопку «Выделить всех», чему команда прежде сопротивлялась. Halo Wars должна была выйти всего через пару месяцев, а Поттингер выбросил почти весь дизайн Девайна. «Дизайном теперь занимался я», — рассказывает Поттингер. А Грэм на полную ставку занимался сюжетной стороной, и у него отлично вышло. Не все было гладко и у второй команды Ensemble. К этому моменту значительная часть студии уже не первый год работала над игрой мечты — ММО по миру Halo. Проект не был тайным, Microsoft знали, что Ensemble хотят сделать свою World of Warcraft, но добро на него так и не было дано. У некоторых сотрудников Xbox вызывал недоумение тот факт, что существенная часть команды работает над ММО по Halo, когда, по идее, вся студия должна трудиться над Halo Wars. Когда люди из Microsoft к нам приходили, их реакция часто бывала: «Что за хрень? Почему вы работаете над этим?» — говорит Кольт Маккенлис. Помню пару ключевых совещаний, на которых присутствовал, где они такие: «Мы не знали, что вы вкладываете в эту штуку ресурсы. Разве вы должны их вкладывать не вот туда?» Другие с этим спорят, заявляя, что руководство Microsoft отлично знало, сколько именно людей из Ensemble работали над ММО. Но однажды дамоклов меч упал. Microsoft недвусмысленно сообщили Ensemble, что не планируют тратить десятки миллионов на ММО, и проект, не церемонясь, закрыли. «Мы искали компромиссы», — говорит Дэйв Поттингер. «Halo Wars мы делали отчасти ради того, чтобы нам дали шанс закончить ММО. Но, увы, боюсь, проект вышел очень большим, и Microsoft решили, что он им не интересен». Кое-кто из команды, делавшей ММО, откололся и некоторое время работал над новыми прототипами, включая гипотетическую Age of Empires 4, а другие присоединились к Halo Wars. Без сомнения, все эти разборки вызывали в Microsoft удивление. Еще с выхода в 1997 году первой Age of Empires между Ensemble и издателем случались периоды напряжения. Пока Ensemble выпускали игры и приносили прибыль, периоды эти ни к каким особым последствиям не приводили. Но с выхода Age of Empires 3 прошло уже 2 года, а студия пока ничего нового не сделала. Их интерес к ММО смущал руководителей Microsoft, которые сокращали свое присутствие на рынке ПК-гейминга в пользу горячей новинки — Xbox. В отличие от Halo Wars, Halo MMO делалось под ПК. Держать на зарплате 100 с лишним сотрудников Ensemble стало не слишком выгодно. Вопреки распространенному мнению, люди не обходятся Microsoft бесплатно, говорит Шейн Ким, бывший тогда вице-президентом подразделения Xbox. По правде сказать, так получалась игра с нулевой суммой, персонала было много, зарплаты большие, мы решили, что эти ресурсы нужны нам в других сферах. В отличие от большинства разработчиков, Кольт Маккенлис любил приходить на работу в 6 утра. Коллеги обычно являлись только через 4-5 часов, а ему лучше всего удавалось кодить именно когда он был один, и никто его не отвлекал. Маккенлис отвечал на Halo Wars за очень сложные сферы, инструменты для работы с графикой, шейдеры, многопоточность. Уединение помогало работать. В один понедельник в сентябре 2008 года Маккенлис прибыл в офис в свое обычное время. Ему не составило труда быстро понять, что что-то не так. Вместо пустых столов его встретили десятки коллег. Я подумал тогда: «Эй, что происходит?» — говорит он. «Чего вы все тут делаете?» Внятного ответа ему никто не давал, и только через несколько часов стало ясно, что в офис скоро приедут какие-то большие шишки из Microsoft. Разлетелась весть: всей студии нужно собраться в актовом зале.
Заходя туда, сотрудники Ensemble видели, как много там представителей Microsoft, люди из HR, вице-президент, управленцы. Когда собралась вся компания, CEO Ensemble Тони Гудман вышел на сцену и озвучил страшную новость. Тони поднялся на сцену и говорит: «Есть новости», — рассказывает Грэм Дивайн. «После Halo Wars Ensemble закрывается». 14 лет, десяток игр, и вот история Ensemble подошла к концу. «Хорошая новость», — говорит Гудман, «в том, что Microsoft просит студию закончить Halo Wars». Еще месяца 4 все сотрудники продолжат работать, так что у всех будет время подыскать новую занятость. Microsoft хотели рассказать нам, что желает видеть нас всех на проекте, пока Halo Wars не выйдет, говорит Дивайн, и Тони передал им микрофон. Они стали объяснять, как все будет организовано. А мы ведь все только что узнали, что после выхода игры остаемся без работы. Представители Microsoft, включая вице-президента Шейна Кима, 2 часа стояли на сцене и отвечали на вопросы возмущенных сотрудников Ensemble. Они говорили: «Почему мы?» — вспоминает Ким. «У вас есть Rare, есть Lionhead, еще 2 студии. Наверняка же можно сэкономить где-то еще, а не на нас». Увы, это одна из печальных сторон нашей работы. Ким постарался быть как можно дипломатичнее, пообещав весьма неплохие выходные пособия всем сотрудникам Ensemble, кто останется в студии до выхода Halo Wars. Кто-то расплакался. Другие разозлились. «Я просто взбеленился», — говорит Кольт Маккенлис. «У меня жена только что впервые забеременела. Ребенок должен был родиться в конце января, то есть как раз когда компания закроется. Получается, на сокращение я приду буквально с младенцем на руках». 2, братья Пол и Дэвид Бетнери, немедленно покинули Ensemble и основали собственную студию New Toy, в итоге выпустившую популярный клон Scrabble под названием Words with Friends. Их решение, кажется, вполне окупилось. В 2010 году Zynga купили New Toy за $5,3 миллиона. Рич Гелдридж, инженер компьютерной графики, тоже вскоре ушел из студии. «У меня мозг сломался напополам», — рассказывает он. «Я чокнулся. Просто не мог принять, что Ensemble — крышка. Это была такая прекрасная компания. Я отдал ей 5 лет, и все эти технологии, весь код пошли прахом. Другие тоже ехали крышей, сходили с ума. Безумие». Гелдридж скоро получил работу в Valve. Те же, кто остался в Ensemble, оказались в неловкой ситуации. Дело в том, что через пару месяцев они лишались работы. Но не все. Тони Гудман сообщил команде, что ему удалось договориться с Microsoft о сделке. Ему позволят основать новую независимую студию под названием Robot Entertainment. И по договору с Microsoft у этой студии будет право сделать онлайн-версию Age of Empires. Но вот беда. Денег у Гудмана хватало меньше, чем на половину нынешних сотрудников Ensemble. И лишь пара человек знала, кто попал в список счастливчиков. И вдруг начались какие-то интриги, люди боролись за работу, вспоминает Кольт Маккенлис. Какое-то время творилось полное безумие, никто не понимал, что происходит. У Кулера постоянно слышались диалоги в духе: «А с тобой говорили? Нет? А если тебе предложат работу, ты согласишься?» Когда приглашали в Робот, те узнавали об этом быстро, но для остальных последующие дни были настоящей пыткой. В какой-то момент, чтобы расставить все по местам, один из менеджеров повесил на стену бумажку с полным списком потенциальных сотрудников Робот. Вокруг нее столпились десятки людей. «Это как та сцена из кино, когда выходит учитель, — говорит Маккенлис, — вот кого мы выбрали в команду чирлидеров, и все толпой бегут к доске». Для многих в студии этот новый пласт офисных интриг дополнительно ухудшал и без того дурную ситуацию. «С нашей точки зрения мы спасли половину рабочих мест», — говорит Дэйв Поттингер. «А с точки зрения тех, кого не пригласили, мы подставили половину компании. Мы старались сделать как лучше, но ошибки были». Несмотря на хаос, все, кроме Рича Гелдрича и братьев Бетнеров, остались в студии. Обещанное выходное пособие наверняка на это повлияло. В последовавшие месяцы Ensemble попытались избавиться от внутренних расприй и мысли о том, что студию закрывают, и все же доделать Halo Wars. «Нам хотелось уйти хотя бы красиво», — говорит Дэйв Поттингер. Чтобы закончить Halo Wars к концу января, когда им всем придется покинуть студию, команда Ensemble погрузилась в серьезный кранч. Многие спали прямо в офисе за столами. «Пожалуй, этим я горжусь больше всего. Когда объявили, что нас закрывают, на следующий день ушло всего 3 человека», — вспоминает Поттингер. «Все остальные остались доделывать игру».
«Мы были уже обречены», — рассказывает Грэм Дивайн. «Безумие сплошное». В начале 2009 года Microsoft отправили Дивайна в мировой пресс-тур. Летая по миру с эпатажным английским дизайнером Питером Молиньо, который как раз готовился выпустить RPG Fable 2, Дивайн давал интервью и показывал демоверсию Halo Wars. Когда журналисты спрашивали о закрытии Ensemble, он уходил от ответа. «Помню, как представители Microsoft подсовывали мне клочки бумаги и указывали, вот что можно говорить». На эти безумные последние месяцы команда Ensemble попыталась отложить внутренние противоречия и объединиться, надеясь выпустить игру, которой они все могли бы гордиться. Даже зная, что студия скоро закроется, они каждый день приходили на работу. Кранч продолжался. И разработчики прикладывали все усилия, чтобы Halo Wars получилось как можно лучше. Бывали отличные дни, когда все было как раньше, и унылые дни, вспоминает Крис Риппи. Но гордости нам было не занимать. И все хотели выложиться по полной, и все понимали, что сейчас решается, какое наследие оставит студия. Мы хотели сделать игру, которая достойно бы нас показала. Halo Wars вышла 26 февраля 2009 года. Приняли ее достаточно тепло. Отзывы изданий вроде Eurogamer и IGN были вполне достойные. Оглядываясь назад, люди, работавшие над Halo Wars, очень гордятся, что им удалось выпустить хоть сколько-то приличную игру с учетом всех обстоятельств. Microsoft даже наняли новых разработчиков Creative Assembly сделать сиквел Halo Wars 2. Он вышел в феврале 2017 года. Из пепла Ensemble восстало несколько студий. Была Robot Entertainment, сделавшая Age of Empires Online и популярную игру в жанре Tower Defense Orc Must Die. Другие выходцы из Ensemble основали компанию под названием Bonfire, которую тоже купили Zynga и в 2013 году закрыли. Впоследствии те же разработчики основали еще одну компанию — Boss Fight Entertainment. Спустя почти 10 лет после того, как Ensemble закрылась, многие из ее команды продолжают работать вместе. В конце концов, они же были как семья. «Мы друг друга ненавидели, но и любили тоже», — рассказывает Поттингер. По сравнению с другими студиями, Ensemble за время своего существования потеряла очень мало людей. Если у тебя текучка, сколько там было, вроде 4%, значит, люди здесь счастливы. На E3 2008, всего за пару месяцев до закрытия студии, команда Halo Wars показала кинематографичный трейлер, который задним числом звучит как подсознательный крик о помощи. 5 лет. 5 долгих лет. Говорит в трейлере рассказчик, пока группа солдат сражается с нападающими инопланетянами. Сперва все шло хорошо. С неба спускается группа ковенантов и убивает солдат одного за другим. Вскоре сцена превращается в кровавое побоище, а рассказчик продолжает: приходили лишь новые утраты, за потерями новые потери. И то, что должно было стать быстрой и решительной победой, обернулось 5 годами ада. Глава 5. Halo Wars. Прикольно. Летом 2004 года... Так. Глава 6. Dragon Age. Инквизиция. Было время, когда сайт Consumer проводил ежегодный конкурс на самую худшую компанию Америки, где читатели голосовали за самую отвратительную корпорацию в зачете на вылет. В 2008 году, во время финансового кризиса, победила страховая компания AIG. В 2011 году награда досталась British Petroleum, чьи вышки только что разлили 210 миллионов галлонов нефти у северного побережья Мексиканского залива. Но в 2012 и 2013 годах чемпионом стала компания другого типа, обошедшая даже Comcast и Bank of America. Более 250 тысяч людей объявили худшей компанию в США издателя видеоигр Electronic Arts. У этой позорной победы много причин. Среди них и растущее количество опциональных микротранзакций в играх от Electronic Arts, и громкий провал их перезапуска SimCity. Игра была доступна только при подключении к интернету. Но, вероятно, сильнее всего людей злило то, что, по их мнению, Electronic Arts сделали с BioWare. Студия BioWare была основана в 1995 году 3 врачами, которые полагали, что делать игры — клевое хобби, и добилась большой славы в 1998 году, выпустив основанную на правилах Dungeons and Dragons ролевую игру Baldur's Gate.
Эта игра оказала такое влияние на индустрию, что важна сразу для нескольких историй из этой книги про Pillars of Eternity и про Ведьмак 3. В последующие годы BioWare закрепили славу чередой блестящих RPG, например, Neverwinter Nights и Star Wars Knights of Old Republic, а еще космооперой Mass Effect, где можно было не только расстреливать инопланетян, но и целоваться с ними. В 2007 году Electronic Arts купили BioWare, и поклонникам показалось, что студия как-то приуныла. Две ее флагманские серии Mass Effect и вдохновленная Толкином Dragon Age сохранили популярность, но не развивались. Вышедшую в 2011 году Dragon Age 2 все обругали за недоделанность. А появившаяся в 2012 году Mass Effect 3, которая должна была завершить космическую трилогию, вызвала гнев фанатов спорной концовкой, на которую никак не влияли предшествующие ей действия игрока. Разумеется, решили геймеры, проблемы вина Electronic Arts. Они же начались, когда BioWare перешла к Electronic Arts, верно? Достаточно взглянуть на длинный список студий, которые Electronic Arts купили и потом закрыли. Balfrog, Westwood, Origin и другие, чтобы испугаться, что BioWare окажутся следующими. Так что при помощи консюмериста аудитория пыталась послать сигнал, даже если вышло так, что в итоге они назвали издателя видеоигр худшей компанией, чем корпорацию, выдающую людоедские ипотечные кредиты. А пока разворачивались все эти драматичные события, глава BioWare, Эрин Флинн, ломал голову над куда более насущной проблемой. Dragon Age Инквизиция, третьей частью фэнтезийной серии. Что, прикалываешься? Инквизиции предстояло стать самой амбициозной игрой в истории студии. И многое доказать, что BioWare снова в форме, что Electronic Arts не убивает студию, что команда способна сделать RPG в открытом мире с огромными локациями. Но Флинн знал, что разработка Dragon Age Инквизиция уже отстает от графика по техническим причинам. Новый движок Frostbite оказался строптивее, чем ожидала команда. «Исследуя возможности нового движка, восхищаешься и робеешь», написал Флинн в блог BioWare в сентябре 2012 года, сразу после анонса Dragon Age Инквизиция. Может, дерни он предварительно пару стопок водки, и не думай он о грозных пиарщиках из Electronic Arts, Флинн прибавил бы то, о чем на самом деле переживали сотрудники BioWare. Например, этот движок прекрасно умеет нам все ломать по технической части. Главный штаб BioWare находится в маленьком офисе недалеко от центра Эдмонтона, города, знаменитого своим колоссальным молом и тем, как часто температура там падает до совершенно неприличной отметки. Неудивительно, что именно здесь придумали Dragon Age. Если где и сочинять фэнтезийный мир, населенный вымышленными огнедышащими тварями, так это в Эдмонтоне. Разработка первой части Dragon Age началась в 2002 году. BioWare хотели, чтобы серия стала чем-то вроде «Властелина колец» от мира видеоигр. После 7 лет ада в ноябре 2009 года первая часть Dragon Age Origins увидела свет. Она полюбилась всем категориям геймеров. Хардкорные любители RPG оценили тактические бои и влияние, которое оказывают на мир игры и графический планшет. Более лиричным игрокам понравилось, что можно завести роман с сопротивцем мечты. Например, язвительным рыцарем Алистером или знойной колдуньей Морриган. Нормально. Dragon Age Origins была успешна, продалась миллионами копий. Еще детям смог купить игру на PlayStation. Lego City Undercover. Во главе команды, сделавшей Dragon Age Origins, стоял Марк Дарра, любимый многими ветеран BioWare, работавший в компании с конца 90-х. Дарра отличается саркастичностью и пышной бородой. В 2013 году, когда мы впервые встретились, она была рыжей, но спустя 3 года в ней проступила седина. Марк хорош в деловой стороне разработки, говорит Кэмерон Ли, продюсер BioWare. Между собой мы называем команду Dragon Age пиратским кораблем. Он доберется куда надо, но каким будет маршрут, неведомо. Сплавают туда, дернут там рома, потом вернутся. Еще куда-то вильнут. Марку нравится работать именно так. Альтернативная точка зрения другого человека, тоже работавшего над игрой. Dragon Age называли пиратским кораблем, потому что там царил хаос, а направление, в котором будет развиваться игра, обычно задавал тот, у кого голос громче. Думаю, им просто хватило мудрости смириться с этим прозвищем и переосмыслить его. Когда в 2009 году вышла Dragon Age Origins, у Дары с его пиратами уже бродили мысли о следующей большой игре. В Origins вы играли за фанатичного серого стража, посвятившего жизнь борьбе с демонами, но в следующей игре серии им хотелось более масштабного политического конфликта.
Дара представлял что-то про Инквизицию. В мире игры это независимая организация, которая решает кризисные ситуации по всему свету, а игрок должен был сам стать инквизитором. Потом планы поменялись. Застряла разработка другой игры BioWare — ММО Star Wars The Old Republic. Эту делала сестринская студия в Остине, штат Техас. Дату выхода все переносили и переносили, сперва с 2009 на 2010, а потом и на 2011. Руководство Electronic Arts было не в восторге. Им хотелось свежую игру от BioWare, которая улучшила бы показатели продаж за квартал. Они решили кинуть на эту амбразуру команду Dragon Age. После долгих переговоров Марк Дара и Эрин Флинн согласились выпустить Dragon Age в марте 2011 года, всего через 16 месяцев после Dragon Age Origins. The Old Republic сдвинулась, образовалась дыра, объясняет Дара. По сути, Dragon Age 2 появилась лишь за тем, чтобы эту дыру закрыть. Таким был ее замысел, таков смысл ее бытия. Дара думал назвать игру Dragon Age Exodus, и зря мы от этого отказались. Но маркетологи Electronic Arts настояли на том, что окрестить ее просто Dragon Age 2. Первую Dragon Age делали 7 лет. На сиквел у BioWare было чуть больше года. Сложная задача для любой масштабной игры, а для RPG почти невыполнимая. Слишком много переменных. Dragon Age Origins было 4 огромные зоны, и в каждой свои фракции, монстры и квесты. Решения, принятые игроком в самом начале, например, какое прохождение выбрать и как развернуться события пролога, существенно влияли на дальнейший сюжет, так что сценаристы и дизайнеры BioWare прорабатывали каждый из этих вариантов. Если вы играли за гнома-аристократа, изгнанного из похожего на лабиринт Орзамара, то при виде вас другие гномы реагировали соответственно. На протагониста-человека им в целом было плевать. Добиться чего-то подобного за год было невозможно. Даже если бы BioWare заставили всех работать сверхурочно каждый день, им бы просто не хватило мощности сделать сиквел настолько амбициозным, как ожидали поклонники. Чтобы обойти эту проблему, команда Марка Дары отложила идею про Инквизицию и приняла рискованное решение. В Dragon Age 2 игрок не может исследовать многочисленные локации. Все действие развернется в одном городе Кирквале и займет 10 лет. Это позволит команде повторно использовать одни и те же локации, сократив время разработки на месяцы. Выбросили они и некоторые фичи, присутствовавшие в Dragon Age Origins, например, возможность менять снаряжение сопартийцев. Вышло не идеально, но поступимо иначе было бы еще хуже, говорит Майк Ледлоу, креативный директор Dragon Age. Мы старались действовать оптимально, насколько позволяли жесткие временные рамки. Когда в марте 2011 года Dragon Age 2 вышла, игрокам она не понравилась. И они не скрывали гнева, яростно критикуя унылые побочные квесты и повторяющиеся локации. Вот что написал один блогер. Качество упало просто космически, и я никогда, ни при каких обстоятельствах не посоветовал бы покупать эту игру. Игра продалась хуже Dragon Age Origins, хотя, по словам Дары, кое в каких темных уголках бухгалтерии Electronic Arts ее считают невероятно успешной. К лету 2011 года BioWare отказались от затеи выпускать дополнение к Dragon Age 2 Exiled March, а вместо этого сфокусировались на новой игре. Им хотелось избавиться от пятна, которое оставил на их репутации неудачный проект. Вообще, франшизе требовался перезапуск. Мне кажется, что команда, только что выпустившая Dragon Age 2, чувствовала потребность доказать миру, что они умеют делать хорошие игры высокого качества, говорит Дара. Было такое отношение не в студии, но вообще в индустрии, что в BioWare есть два уровня — команда Mass Effect и все остальные. И мне кажется, многим хотелось доказать обратное. Команда Dragon Age довольно воинственна. Есть вещи в ролевых играх, которые мы принимаем как должное. Трудно себе представить, чтобы некий геймер, вернувшись из магазина со свежей Final Fantasy, отправился на Facebook хвалить ее восхитительную систему сохранений. Мало в каких отзывах вы найдете упоминание о том, как прекрасно новый Fallout удается переключение между боевым и небоевым режимом. Люди купили миллионы копий Skyrim отнюдь не потому, что эта игра способна запомнить, какие предметы вы положили в инвентарь. Эти системы необходимы, но о них мало кто задумывается, а создавать их неинтересно, поэтому большинство игр используют движки. Слово «движок» вызывает ассоциации с запчастью автомобиля, но для игры движок — это скорее автозавод.
Когда собирают новую машину, ей неизбежно требуются компоненты, которые есть у всех прочих машин. Шины, оси, кресла. Так и в играх. Почти любой из них нужны система физики, инструменты визуализации, главное меню. Заново писать код этих элементов — это примерно как заново изобретать колесо всякий раз, когда собираешься сделать легковушку. Движки, как и заводы, позволяют тем, кто с ними работает, использовать уже готовые фичи и так избегать лишней работы. Еще до того, как вышла Dragon Age 2, Эрин Флинн и Марк Дарра начали искать для своей фэнтезийной франшизы новый движок. Прежде они работали с движком Eclipse, написанным программистами студии, но он уже трещал по швам и не смог бы поддерживать роскошные дорогие игры, которые запланировала студия. Eclipse не умел обрабатывать даже базовые визуальные эффекты, вроде бликов в объективе. В сфере графики он умел не все, говорит Дарра, и в этом смысле был уже дряхлый. Кроме того, разработчики Mass Effect использовали сделанный сторонней компанией Unreal Engine, так что двум командам BioWare было сложно сотрудничать. Базовые задачи, вроде отображения 3D-модели в Eclipse и в Unreal, работали совершенно по-разному. «Со стратегией в плане технологий у нас была беда», — говорит Флинн. «Всякий раз, когда мы садились за новую игру, все говорили: ой, нужен просто новый движок». Покумекав с одним из своих боссов, управленцем из Electronic Arts Патриком Содерлундом, Флинн и Дарра вернулись с решением. Они используют движок Frostbite, который написала специально для своей серии Battlefield шведская компания DICE, тоже принадлежащая Electronic Arts. И хотя никто и никогда не делал на Frostbite RPG, Флинну и Дарре он понравился по нескольким причинам. Во-первых, он был мощный. Целая команда инженеров DICE целыми днями улучшала возможности Frostbite по обработке графики и использованию визуальных эффектов, к примеру, качающихся деревьев. И, конечно, ребята учили все красиво взрываться. Мы же об играх говорим. Другим преимуществом Frostbite было то, что он принадлежал Electronic Arts. Согласись BioWare выпускать все игры на Frostbite, они смогли бы обмениваться технологиями с сестринскими студиями, например, Visceral или Criterion. Если бы в какой-то из этих компаний разработали новый хитрый способ улучшить лицевые анимации или взрывать все еще красивее, он был бы доступен и BioWare. Осенью 2010 года, пока основная часть команды доделывала Dragon Age 2, Марк Дарра с небольшой рабочей группой собрал прототип, который назвали Blackfoot. Задачи было две. Во-первых, освоиться с Frostbite, а во-вторых, набросать бесплатную многопользовательскую игру, действие которой разворачивалось бы в мире Dragon Age. С последним не сложилось, и через пару месяцев проект Blackfoot заглох, предвещая серьезные трудности впереди. Дела шли медленно, в основном потому, что у нас была слишком маленькая команда, говорит Дарра. А с Frostbite трудно работать маленькой командой. Чтобы его поддерживать, нужно определенное количество человек. К концу 2011-го, после отмены и Blackfoot, и дополнения к Dragon Age 2, Дарра снова располагал приличной командой, которую мог бросить на создание новой игры от BioWare. Блин, что так трудно? Они стряхнули пыль со старой идеи про Инквизицию и принялись обсуждать, на что может быть похожа Dragon Age 3 на Frostbite. К 2012 году план оформился окончательно. Dragon Age 3 Инквизиция, позже отбросившая тройку из названия, станет RPG в открытом мире. Команда вдохновлялась крайне успешной Skyrim от Bethesda. Действие развернется во множестве новых локаций по всему миру Dragon Age, так что игра блеснет на тех фронтах, где провалилась Dragon Age 2. Моей тайной миссией было повергнуть игроков в восторг и трепет количеством контента, говорит Мэтт Голдман, арт-директор. Люди жаловались, что в Dragon Age 2 всего было мало. Ладно, теперь вы так не скажете. Хочу, чтобы к концу Инквизиции люди ныли. Господи, нет, только не еще одна зона. BioWare мечтали выпустить Dragon Age Инквизиция вместе с новым поколением консолей PlayStation 4 и Xbox One, и на них. Но аналитики из Electronic Arts, завороженные ростом популярности игр на iPad и iPhone, сомневались, будут ли новые консоли популярны. Для надежности издатель настоял на том, чтобы игра вышла еще и на прошлом поколении, Xbox 360. И десятки миллионов этих устройств уже стояли у людей по домам. Той же стратегии придерживалось большинство ранних игр под PlayStation 4 и Xbox, кроме кое-какой польской RPG, о которой мы поговорим в главе 9.
Если прибавить к этому Польская компьютеры, РПГ. получалось, что Инквизиция должна была выйти сразу на 5 Понял. платформах, впервые для BioWare. Ведьмак В общем, 3. амбиций накопилось громадье. Это будет первая 3D-игра от BioWare в открытом мире, и сделают они ее на Frostbite, движке, который не рассчитан на RPG. Сделают за 2 года, для 5 платформ, и да, еще она должна исправить дурную репутацию студии, потерявшую любовь аудитории. В общем, новые консоли, новый движок, новый геймплей, самая большая игра в нашей истории и самая высокая планка качества, говорит Мэтт Голдман. И все это надо было сделать несуществующими инструментами. Если движок — это автозавод, то в 2012 году, когда началась работа над Инквизицией, Frostbite была заводом без сборочного цеха. До Dragon Age Инквизиции разработчики Electronic Arts в основном использовали его для шутеров от первого лица, типа Battlefield и Medal of Honor. Инженеры Frostbite просто не писали инструменты, которые позволили бы, к примеру, визуализировать игрового персонажа. Зачем? Шутеры от первого лица показывают мир глазами персонажа. Там ваше тело — это оторванные руки, оружие и, если повезет, немного ног. Играм Battlefield не нужны были привычные для RPG параметры персонажей, заклинания и даже система сохранений. Игра запоминала прогресс игрока автоматически при помощи чекпоинтов. Поэтому во Frostbite ничего этого нельзя было сделать. Этот движок был рассчитан на шутеры, говорит Дарра. Нам пришлось его надстраивать. И сперва команда Dragon Age недооценила, сколько потребуется надстроек. Персонажи должны уметь ходить, говорить, брать мечи, а мечи эти должны наносить урон при взмахе, и ты должен иметь возможность ими взмахнуть, говорит Майк Лейдлоу. Что-то из этого Frostbite умел, прибавляет он, но не все. Команда Дары понимала, что они подопытные кролики, которые расплачиваются сегодняшней болью за стратегические преимущества, но на ранних этапах разработки Dragon Age Инквизиции даже простейшие задачи давались мучительно. Во Frostbite пока что не хватало инструментов, необходимых для создания RPG, а без них дизайнеры понятия не имели, сколько времени займут фундаментальные задачи, например, создание локаций. Предполагалось, что Dragon Age Инквизиция игрок будет управлять партией из 4 персонажей, но такой системы еще не было. Как мог дизайнер уровней выяснить, где на карте расставлять препятствия, не протестировав свой труд полной партии персонажей? Даже когда инструменты заработали, они вели себя капризно, и работать с ними было сложно. Джон Эплер, дизайнер кинематографических сцен, вспоминает, как для одного внутреннего демо ему пришлось заниматься просто-таки сизифовым трудом, для того лишь, чтобы собрать кат-сцену. Мне приходилось открывать диалог в игре, параллельно запускать свои инструменты, и потом, как только я доходил до нужной реплики, быстро жать на паузу, говорит он, потому что иначе сцена просто переходила к следующей. Только тогда я мог добавить анимаций, 2-3 раза пройтись по сцене и почистить ее, а потом все падало, и мне приходилось начинать заново. Это определенные были худшие инструменты в моей жизни. Команда Frostbite из DICE помогала Эплеру и другим дизайнерам, отвечала на их вопросы и исправляла баги, но их ресурсы были ограничены. Не способствовало разработке и то, что между Швецией и Эдмонтоном 8 часов разницы. Если кто-то из BioWare задавал вопрос DICE днем, ответ он вполне мог получить только через сутки. Из-за того, как сложно было производить новый контент Frostbite, оценивать его качество стало невозможно. Как-то раз сценарист Патрик Уикс сочинил сцену с несколькими персонажами и добавил ее в игру. Потом он отправил ее начальству, чтобы те провели стандартный для студии аудит качества. Но когда они включили игру, то выяснилось, что говорить в сцене умеет только главный герой. «Движок не подцеплял реплики неигровых персонажей», — говорит Уикс. «Ты что-то произносишь, тебе отвечают бип-бип-бип-бип, потом ты снова что-то говоришь и понимаешь, что ага, малость трудновато оценить качество сценарной работы, когда в диалогах отсутствуют слова». Все дополнительно осложнялось еще и обновлениями движка. Каждый раз, когда команда Frostbite добавляла в него новые правки и фичи, программистам BioWare приходилось сливать их с изменениями, которые внесли в прошлую версию они сами. То есть открывать новый код и копировать в него куски старого. Инвентарь, сохранение, персонажей, а потом все тестировать, чтобы убедиться, что ничего не сломалось. Они так и не придумали, как автоматизировать процесс, и делали это вручную. «Это нас изнуряло», признается Кэмерон Ли. «Бывали периоды, когда сборка игры не работала целый месяц или работала едва-едва,
Потому что выходила новая версия движка, программисты инструментов садились делать интеграцию. А команда-то при этом продолжает работать и производить новый контент, так что проблема все усугубляется. Зато художники были в восторге. При всей своей неприспособленности к жанру RPG, Frostbite оказался идеальным инструментом для создания огромных роскошных локаций. Художники BioWare не упустили свой шанс и заполнили мир Dragon Age Инквизиции густыми лесами и мрачными болотами. Мэтт Голдман хотел повергнуть в восторг и трепет, так что художники месяцами трудились над тем, чтобы сделать как можно больше локаций, опираясь на свои рациональные догадки там, где пока не знали, что требуют дизайнеры. «Окружение мы делали быстрее, чем любой другой аспект игры», говорит ведущий художник по окружению Бен Макград. «Мы долго шутили, что разрабатываем генератор ошеломительных скриншотов, потому что по уровням можно было только ходить, ну и снимать прекрасные видео. На одних прекрасных скриншотах далеко не уедешь». Майк Лейдлоу, возглавлявший команды сценаристов и дизайнеров, набрасывал с ними Dragon Age Инквизицию широкими мазками. Сюжетом все было более-менее понятно. Известно было, что игровой персонаж организует и возглавит Инквизицию, что главным злодеем станет демонический колдун Корифей, и что, как обычно, в игре можно будет приглашать к себе в партию соратников и заводить с ними романы. Но Лейдлоу оказывался в тупике, когда вспоминал, что действие должно развернуться в открытом мире. Художники создали прекрасные пейзажи, но чем в них заниматься? Как сделать так, чтобы исследовать гигантский мир было интересно и через десятки часов? В идеальном мире у большого проекта вроде Dragon Age Инквизиции была бы отдельная команда дизайнеров систем, которые и отвечали бы на эти вопросы. Они придумывали бы квесты, занятия и другие события, чтобы игрок не заскучал, исследуя гигантский мир Инквизиции. Они же придумали бы и так называемое ядро геймплея, как должна выглядеть получасовая игровая сессия, и продолжили делать прототипы и итерировать, пока геймплей не засверкает. В мире реальном у команды Лейдлоу не было на это времени. Frostbite такого не позволял. Работая над игрой, дизайнеры Инквизиции обнаружили, что не могут тестировать новые идеи, потому что движку не хватает множества компонентов. Достаточно ли заготовлено занятий в каждой локации? Камера не работает, так что оценить невозможно. Достаточно ли увлекательны квесты? Тоже неясно, ведь боевой системы пока нет. Лейдлоу с командой породили абстрактную концепцию. Игрок становится инквизитором, перемещается по миру, решает проблемы и так копит власть и влияние, с помощью которых он потом глобально воздействует на мир. Но долгое время оставалось неясно, как все это будет выглядеть в игре. Команда присматривалась к идее сделать влияние в валюты, как золото, но система не складывалась. Нам бы не помешала возможность тестировать варианты с незначительными отличиями и прочее. Давайте попробуем сделать это 3 разными способами, говорит Лейдлоу. А вместо этого мы сказали, давайте просто отстроим уровни и попробуем разобраться на лету. Как раз в конце 2012-го, когда нелегкая разработка Инквизиции шла уже год, Майк Дара пригласил Майка Лейдлоу на ланч. «Мы шли к его машине», — говорит Лейдлоу, «и, по-моему, он говорил по заготовленному сценарию. Сказал, ладно, я даже не знаю, с какой стороны к этому подойти, так что давай прямо. По шкале от 1 до апокалипсиса, насколько сильно ты меня возненавидишь, если я захочу, чтобы в игре появился, к примеру, инквизитор Кунари?» Лейдлоу опешил. Они уже решили, что в Инквизиции играть можно только за человека. Чтобы добавить другие расы, например, рогатых Кунари, о которых говорил Дара, пришлось бы в 4 раза увеличить бюджет на анимацию, озвучку и скриптование. Я ответил, «Думаю, это вообразимо», — говорит Лейдлоу. Он спросил Дару, прибавит ли ему бюджет на диалоги. Дара ответил, что если у игрового персонажа появятся новые варианты расы, прибавится не только бюджет на диалоги, но и целый год разработки. Лейдлоу был в восторге. «Зашибись», — сказал он тогда. Выяснилось, что Дара уже понял, доделать Dragon Age Inquisition в 2013 году не выйдет. Игра была слишком большой, а из-за особенностей Frostbite они недооценили, сколько времени уйдет на некоторые задачи. Чтобы Инквизиция вышла хотя бы не хуже замысла, им и так придется продлевать разработку как минимум на год. Дара как раз готовил презентацию для Electronic Arts. Пусть дадут ему еще год, а он взамен сделает игру еще больше и лучше.
Сидя в конференц-зале на втором этаже, откуда открывался вид на прогулочную зону соседнего отеля, Дар и другие ведущие специалисты набрасывали новые пункты рекламной кампании игры. Возможность ездить верхом, новая тактическая камера и гвоздь программы «Выбор расы протагониста». Они сформировали предложение по принципу слоеного пирога. Вот это можно сделать за дополнительный месяц, это за полгода, а это за год. Ну и программы минимум для печальной ситуации, когда Electronic Arts вообще откажутся продлить срок разработки. И вот в один прекрасный день в марте 2013 года Марк Дарра и глава BioWare Эрин Флинн отправились ранним рейсом в Redwood Shores, штат Калифорния. Они не сомневались, что Electronic Arts пойдут на уступки, но все равно очень волновались. Подливали масло в огонь и недавние перестановки в Electronic Arts. Издатель только что распрощался со своим CEO Джоном Ричителло, и пока компания искала замену, его обязанности временно исполнял член совета директоров Ларри Пробст. Как Пробст отнесется к просьбе BioWare, никто предугадать не мог. Задержка Dragon Age Инквизиции повлияла бы на финансовые показатели Electronic Arts за тот фискальный год, а это вряд ли обрадует издателя. Прибыли в штаб Electronic Arts рано утром. Когда они вошли в здание, то первым же делом наткнулись на своего нового босса, Ларри Пробста. Мы зашли внутрь с Ларри, а в конце дня вместе с ним и ушли, что, по-моему, произвело на него хорошее впечатление, вспоминает Дарра. Совещание длилось часа 2, обсуждали разные сценарии, обсуждали их влияние на финансовую сторону, немного кричали. Может, дело было в убедительной презентации, а может, нестабильности на верхушке Electronic Arts. Может, над Пробстом и его коллегами еще витал призрак Dragon Age 2, а может, Electronic Arts просто не понравилось слыть худшей компанией в Америке. От опроса в интернете акции Electronic Arts, прямо скажем, никуда не упали, но когда они выиграли конкурс «Консюмерист» дважды, это изрядно повлияло на руководство. Вопросу, как исправить репутацию, были посвящены весьма пылкие внутренние собрания. В общем, какими бы ни были причины, Electronic Arts дали добро продлить разработку. Откладывая Dragon Age Инквизицию на год, компания вредила своим прибылям за третий квартал. Но если в итоге получится хорошая игра... Не, ну вообще, когда вот так вот... Впервые я увидел Dragon Age Инквизицию в шикарном номере люкс в отеле Grand Hyatt. О нем какую-то такую инфу получаешь. На дворе был август 2013 года. Завтра BioWare собирались показать игру поклонникам на Penny Arcade Expo, проходивший по соседству, и студия пригласила журналистов. Может быть, когда-нибудь можно будет марафон сделать по Dragon Age. Я прихлебывал из бутылки дареной воды и смотрел, как Марк Дарра и Майк Ледлоу проходят красивейшее получасовое демо, действие которого разворачивается в двух истерзанной войной локаций — Крествуде и Западном Вообще, пределе. насчет повестки, в этой демоверсии протагонист Инквизитор защищал укрепления от вторгающихся я что начал врагов, замечать поджигал лодки, чтобы вражеские солдаты за не смогли собой и за убежать, другими, и захватывал крепость в пользу Инквизиции. Выглядело все это потрясающе. Как будто все потихоньку охладили свое трахание. Ну или потихоньку охлаждается. Как и многие другие становится реально трейлеры, терпимее которые к мы видим на повестке вообще в выставках типа принципе. E3, то демо было почти полной фальшивкой. К осени 2013 года команда Dragon Age доделала многие элементы Frostbite, шины, оси, передачу, но они все еще не знали, какую машину собирают. Команда Лейдлоу заскриптовала Я вот демоверсию для задумался PAX насчет вручную. Они опирались на представление BioWare о том, что могло бы войти того в игру. же Большинство уровней и Гарри графических Поттера, к элементов примеру. были настоящими, но не геймплей. Ну, не сказать, что там прям Увы, повестка. у нас не было прототипов, на которые мы однозначно могли бы опереться, говорит Лейдлоу. Не сказать, что там прям повестка, но они на роль Северуса Снейпа собираются поставить этого темнокожего парня. Ну, я такой подумал, ну, блин, как будто бы похуй. Ну, будет и будет, главное, чтобы нормально играл свою роль. И главное, чтобы гейм не был. А так, типа, ну, окей, как бы похуй. Просто по сюжету же Северус Снейп, он же как бы, ну, был влюблен в мать Гарри Поттера, как бы. Ну. Тут типа так. А так, да, типа, ну, блин, ну, такая тема. Да, как бы он темнокожий, это немного странно. Но в целом-то похуй как будто бы.
Зато на ВК в нашем скрепном можно, ну, типа, да. Скрепный ВК. Ну, типа, да. Не, ну я типа как бы стримлю на ВК иногда. И вот прям, чтоб ко мне зашли и начали. О, типа, хуй знает, Джеки Чан стримит и все такое. Такого особо не встречал. Да не, в принципе, было как будто бы, но... Не, было. Но не сильно. Ну, на Твиче как-то привыкли. Ну да, на Твиче уже все, как бы, это, ну, прям конкретно осталось. Тут как бы все, ну, как бы воспитали, как бы это ни звучало. Твич реально воспитал людей. Твичевские люди воспитаны. Да. Был бы я популярным стримером, я, скорее всего, меня бы, ну, куда сильнее передергивало бы это слово на букву П и все такое. Ну, то есть, на каком-то прям таком уровне, наверное, осталось бы у меня. Когда кто-нибудь, наверное, ну, вне стрима вдруг ругнулся бы на это слово. Я, может быть, автоматом практически произносил бы, типа, осуждаю. Или, ну, просто, типа, жестко обратил бы внимание на это. А так, да. Как бы обращаешь внимание все так же, но не так жестко, как можно было бы. Блин, ну логотип нечто получился неплохо. Что скажешь? Я, конечно, не художник, но что-то как будто бы получается. Но из-за Dragon Age 2 мы вынуждены были как можно раньше выйти к людям, постараться быть прозрачными, сказать им: «Смотрите, вот игра, вот она работает, вот она на PAX». Мы хотели подчеркнуть, что мы не бросим поклонников. История Dragon Age 2 висела над Лейдлоу и остальной командой мрачной тенью. Она вспоминалась всякий раз, когда они начинали разбираться, какие механики лучше Да всего ладно. подойдут Инквизиции. Второй Dragon Age Даже вообще после дерьмом был, выступления что ли? на PAX единого Настолько плохо? видения не было. Мы чувствовали себя неуверенно. Думаю, это логичное следствие того, что недавно у нас был тяжелый период, говорит Лейдлоу. Dragon Age 2 много критиковали. Но что в ней сложилось, как сложилось, из-за нехватки времени, а что из-за наших нервных решений? Раз нам выпала такая возможность, что нужно переделать? Все это вело к сомнениям. Они спорили о боевой системе,
Лучше доработать бодрый экшен из Dragon Age 2 или вернуться к тактическим боям Origins. И еще больше спорили о том, кем заселить локации. PAX 2013 закончилась. Шло время, и в итоге команда выбросила из игры многое из того, что было показано в демо. Например, возможность сжигать лодки и захватывать крепости. Даже менее существенные фичи, например, возможность поиска, пережили десятки инкарнаций. У Dragon Age Inquisition не было нормального предпроизводства, где дизайнеры могли бы поэкспериментировать с прототипами и отбросить то, что не работает. Поэтому теперь Лейдлоу все рвали на части. Ему приходилось принимать спонтанные решения. Не сомневаюсь, что если спросить кое-кого в студии, они вам ответят: «Ох, он здорово проявил себя в трудной ситуации», — говорит Лейдлоу. А другие скажут: «Этот Майк — полная скотина». Прошлые игры от BioWare были большими, но не настолько. К концу 2013 года команда Dragon Age Inquisition насчитывала больше 200 человек, не считая художников-аутсорсеров из России и Китая. В каждом отделе были свои руководители, но никто не работал в вакууме. Если сценарист хотел сочинить драку двух драконов, ему или ей нужно было попросить дизайнера спроектировать локации, художников смоделировать драконов, а операторов убедиться, что камеры направлены куда надо. Потребовалась бы анимация, иначе драконы будут просто стоять и пялиться друг на друга. Потребовались бы звуки, визуальные эффекты и тестирование. Для координации всех этих задач в студии работали отдельные люди. Не просто было добиться того, чтобы все двигалось в одном направлении, говорит Шейн Хаука, ведущий художник по персонажам. Думаю, что главная трудность разработки такого масштаба — это всеобщая зависимость друг от друга, говорит Эрин Флинн. Чтобы одно заработало и получилось, требуется что-то другое. Разработчики называют это блокированием. Так говорят про ситуацию, когда кто-то не может выполнить свою работу, потому что для этого требуется код или, скажем, визуальный ассет от кого-то другого. Вот собирался я сделать сегодня некую штуку, но у нас все упало, так что приходится делать другую, рассказывает Флинн. Хорошие разработчики ежедневно жонглируют задачами. Блокирование было серьезной проблемой, но по мере того, как инженеры BioWare и DICE добавляли во Frostbite все больше и больше возможностей, работа над Dragon Age Inquisition становилась не такой трудоемкой. Инструменты начали нормально функционировать. Уровни постепенно обретали форму. Члены команды, которых прежде тормозил Frostbite, например, дизайнеры систем, наконец-то могли воплотить свои идеи и протестировать их в открытом мире. Вот только теперь у BioWare заканчивалось время, а еще раз отсрочить выход игры было нельзя. Каждый год на Рождество команды в BioWare отправляют сборки своих игр остальным командам, чтобы на праздниках вся компания могла поиграть в игры друг друга. Приоритет получает та игра, выход которой ближе всего, и на Рождество 2013 года ей стала Dragon Age Inquisition. Весь ноябрь и декабрь команда Дары долгими часами собирала версию игры, которая была бы похожа хоть на что-то. Не нужен идеал, не нужен дотошный полишинг, в конце концов никто за пределами Electronic Arts эту сборку не увидит. Но для Дары это была возможность выяснить, как вообще дела с его детищем. Они выпустили нарративную игровую сборку. Там можно было пройти весь сюжет, но большие его куски отсутствовали, и порой вместо нового квеста игра высвечивала лишь описание того, что должно происходить. Когда остальные сотрудники BioWare прошли это демо и дали команде Dragon Age обратную связь, Дара понял, что дело плохо. Звучала критика сюжета. «Нам говорили, помимо прочего, что сюжет без связи, а мотивация игрока нелогичны», говорит Кэмерон Ли. Инквизиция начинается с того, что мощный взрыв прорывает дыру в завесе, волшебной границе между реальным миром и напоминающей сон тенью. В мире Dragon Age это не к добру. В изначальной версии Инквизиции игрок закрывал разрыв и официально становился инквизитором прямо в прологе, что избивало с толку. «Это не работало на сюжет», — говорит Ли. «Ведь если разрыв уже закрыт, то зачем куда-то спешить?» Сценаристы понимали, что исправить эту проблему можно только ценой дополнительных часов работы всей команды, но какой у них был выбор? Дальнейшие свои действия они назвали «Операция Кувалда». Весь первый акт игры переработали. Теперь, прежде чем закрыть разрыв и стать инквизитором, игрок отправлялся в большой мир, чтобы заручиться поддержкой одной из двух боеспособных фракций — храмовников или магов. Кувалда не уничтожила весь сюжет,
Просто нужно было сломать часть костей, чтобы они срослись правильно, говорит Ли. При разработке игр такое случается часто. Еще люди, поигравшие в сборку на праздниках, критиковали драки. Те попросту не увлекали. В январе 2014 года, надеясь решить эту проблему, Дэниел Кэддинг, ведущий дизайнер боевых ситуаций BioWare, начал эксперимент. Он пришел в новую компанию недавно, до этого 12 лет проработав в Relic, студии из Ванкувера, прославившейся стратегиями вроде Dawn of War. С собой он принес проверенный метод тестирования боев в играх. Угу. Кэддинг пришел к начальству с предложением. Пусть ему на месяц дадут право раз в неделю на час созывать всю команду BioWare на обязательные игровые сессии. Ну, блин. Руководители согласились. Так Кэддинг открыл свою небольшую лабораторию, где вместе с другими дизайнерами сочинял разнообразные боевые ситуации, которые команда потом тестировала. В боях в Dragon Age задействовано много факторов. Навыки персонажей, параметры, сила монстров, расположение всех участников в пространстве. И Кэддинг пытался экспериментально выяснить, где именно сокрыты проблемы. После каждой сессии тестеры заполняли анкеты. Но, в отличие от рождественской сборки, охватывающей многие элементы игры сразу, эти решали конкретную узкую задачу. В первую неделю эксперимента средний балл в анкетах был чудовищен — 1,2 из 10. Удивительно, но команду, отвечавшую за геймплей Инквизиции, это скорее успокоило. На той же неделе все заметно приободрились, говорит Кэддинг. Нет, источник бед мы еще не нашли, но мы от них больше не прятались. На следующей неделе команда Кэддинга внесла небольшие правки в боевые навыки. Опираясь на полученную критику, они изменили время перезарядки и анимации. Индивидуальные комментарии мы получали урывками, вспоминает Кэддинг. Ледяная хватка стала куда лучше, потому что заморозка длится 4 секунды вместо 2. Эта драка стала круче, потому что теперь я могу стабильно оттеснять чудовище. Через 4 недели, когда эксперимент Кэддинга подошел к концу, средний рейтинг составлял 8,8. Шел 2014 год. Работа над Dragon Age Inquisition спорилась, хотя многие разработчики предпочли бы, чтобы им не приходилось думать еще и о старых консолях. И PlayStation 4, и Xbox One намного мощнее своих предшественниц, особенно в плане системной памяти, а именно она позволяет игре следить за всем, что происходит на экране. PlayStation 3 и Xbox 360 использовали для обработки графики технологии 2004 и 2005 годов выпуска. Они просто не справлялись. Системную память консоли можно сравнить с ведром. Когда игра отображает персонажей, объекты или скрипты, в это ведро будто доливают разное количество воды, и если она хлынет через край, то игра затормозит или даже вылетит. Ведра PlayStation 4 и Xbox One были почти в 16 раз объемистей ведер PlayStation 3 и Xbox 360. Но в самом начале разработки Дара и Лейдлоу решили не добавлять в версии для нового поколения консолей фич, которые не заработают на старом поколении. Они не хотели, чтобы на PlayStation 3 и Xbox 360 Инквизиция ощущалась как совсем другая игра. А значит, в ведро можно было налить только ограниченное количество воды, и команде пришлось выкручиваться. «Во многом мы занимаемся благонамеренным обманом», — говорит Патрик Уикс, указывая на квест под названием «Там лежит бездна». Когда вы нападаете на крепость, мы показываем масштабную кат-сцену со множеством солдат Инквизиции и серых стражей на стенах. Но когда начинается непосредственное сражение, любой, кто внимательно смотрит или специально за этим следит, заметит, что за раз вы деретесь с 3-4 врагами, а солдат Инквизиции вообще обычно не видать. Ведь чтобы игра работала на PlayStation 3 и Xbox 360, нельзя одновременно отображать на экране слишком много разных типов персонажей. «Наверное, мне стоило тверже бороться с идеей выпускать игру и на консолях прошлого поколения», признает Эрин Флинн. Теперь понятно, что эта подушка безопасности и нужна-то не была. Electronic Arts и другие издатели сильно недооценили будущий успех PlayStation 4 и Xbox One. Обе консоли просто шикарно продавались в 2013 и 2014 годах, и в итоге, по данным Дары, лишь 10% продаж Инквизиции пришлись на консоли прошлого поколения. Работа над игрой спорилась, а команда уже увереннее чувствовала себя с Frostbite, но создание некоторых аспектов игры все равно отставало от графика. Нужные инструменты появились очень поздно, а Инквизиция — огромная игра с кучей разных элементов, так что многие базовые фичи команде приходилось внедрять буквально в последний момент. За 8 месяцев до релиза я обнаружил, что не всех сопартийцев можно взять в партию.
говорит Патрик Уикс, вспоминая, как хотел протестировать любимого многими железного быка и обнаружил, что возможности взять его в партию просто нет. И я такой: погодите, релиз через 8 месяцев, и никто во всем мире ни разу не играл партии с железным быком? Получается, я понятия не имел, работала ли у него нормально хоть одна строчка в перепалках с другими героями. И это не чья-то лень, просто реальность работы с движком. Ведь в это время скриптеры и программисты в буквальном смысле творят мир. Из-за этого отставания часть недостатков Инквизиции команда Dragon Age сумела выявить лишь последние месяцы разработки. Раньше искать проблемы с темпом и ритмом игры смысла было не больше, чем пытаться провести тест-драйв машины с 3 колесами. Пишешь сюжет, потом его рецензируют, ты что-то там меняешь, говорит Марк Дарра, потом суешь его в белую коробку, бегаешь по уровню, все вроде окей, а потом подключаешь озвучку и понимаешь, черт, это просто ужасно и никуда не годится. Время истекало. Отложить Инквизицию еще на год BioWare не могли. Игру нужно было непременно выпустить осенью 2014 года. У команды Дарры было всего 2 варианта. Можно было смириться с тем, что они выпустят сырую игру, полную черновых и непротестированных идей. Но в мире, омраченном существованием Dragon Age 2, эта мысль удручала. Нельзя было снова подвести поклонников. Нужно было найти время и доработать все аспекты Инквизиции. По-моему, Dragon Age Инквизиция была прямым ответом на Dragon Age 2, говорит Кэмерон Ли. Инквизиция вышла больше, чем нужно. В ней было все на свете, слишком много всего. Боюсь, что история с Dragon Age 2 и негативные отзывы на некоторые ее аспекты привели команду к тому, что мы пытались засунуть в игру все, что только можно, и исправить все проблемы, в том числе и несуществующие. Другим вариантом был кранч. За время разработки Инквизиции команде уже доводилось работать сверхурочно, но этот период обещал стать самым жутким. Придется месяцами засиживаться в офисе до ночи и бывать там на выходных. Как сказал Шейн Хаука, это приведет к большим потерям времени в кругу семьи. «Я был бы рад, если бы кранчить не приходилось никогда», говорит Эрин Флинн. «Думаю, нам еще предстоит разобраться, работают ли кранчи. Во многих книгах пишут, что нет, но мне кажется, что рано или поздно любой сталкивается с ситуацией, когда он просто не видит других вариантов». Джон Эплер, дизайнер кинематографических сцен, вспоминает, что у него появился целый ритуал. Каждую ночь он осоловело доезжал до одного и того же круглосуточного магазина, покупал там пачку читос, шел домой и вырубался перед телевизором. Проводя на работе 12-14 часов в день, доходишь до состояния, когда едешь домой и думаешь: я хочу лишь в 101 раз пересмотреть сериальчик или в 101 раз съесть вредную еду, потому что это приятно и предсказуемо, говорит Эплер. А на работе каждый день появляется что-то новое, да еще вечное: блин, а вот тут у нас проблема. Когда продавцы стали его узнавать, Эплер понял, что пора менять ритм жизни. Благодаря кранчу в 2014 году команде наконец-то удалось доделать фичи, которые здорово было бы реализовать еще в первый год работы над игрой. Они наконец-то наладили систему власти, которая позволяла игроку увеличивать влияние Инквизиции, заглядывая в разные уголки мира и решая там проблемы. Пустыни и болота Инквизиции наполнились побочными квестами, схронами с сокровищами и астрологическими загадками. Из игры вырезали неудачные задумки, например, реактивное окружение, лестницы, которые можно ломать, грязь на подошвах ног и так далее. Сценаристов понесло, и по подсчетам одного продюсера они переделали пролог как минимум 6 раз, хотя концовке столько же внимания уделить не сумели. Всего за пару месяцев до выхода игры в нее добавили несколько ключевых фич. Например, кнопку прыжка, позволившую Инквизитору преодолевать и медленно взбираться на горы, посредством старой доброй игровой методики: встать вплотную к склону и упорно жать на прыжок, пока не приземлишься чуть выше. Изначально выход Инквизиции был запланирован на октябрь, но к лету дату сдвинули еще на 1,5 месяца, чтобы команда занялась полишингом. В этой фазе разработки в игре уже присутствует весь контент и все фичи, так что остается только оптимизировать ее и исправлять баги. В Dragon Age Инквизиции было примерно 99 тысяч багов, говорит Марк Дарра. Это реальное число. Правда, тут нужно пояснение. Мы записываем и качественные баги, и количественные, так что «а вот на этом месте я заскучал» у нас тоже считается багом.
количество багов в игре с открытым миром несравнимо ни с чем, говорит Бен Макград, ведущий художник по окружению. Но их легко исправить, так что просто продолжайте фиксировать, а мы будем чинить. Сложнее было все баги отыскать. Это потребовало от команды QA-тестеров изобретательности и творческого подхода. Они то и дело оставались сверхурочно, чтобы протестировать все от хитрой системы крафта до того, можно ли спрыгнуть с утеса и провалиться сквозь текстуры. В те последние месяцы разработки сценарист Патрик Уикс часто приносил сборки Инквизиции домой и давал поиграть своему 9-летнему сыну. Сын обожал влезать на лошадь и слезать с нее, что веселило Уикса. Как-то раз сын Уикса подошел к нему и пожаловался, что его убили пауки. Это было странно. Персонаж сына имел для такого слишком высокий уровень. Уикс недоуменно загрузил игру. И да, в самом деле, группа пауков разнесла партию его сына в пух и прах. Немного потыкав тут и там, Уикс отыскал проблему. Если слезть с лошади где не надо, снаряжение всех сопартийцев пропадает. Все потому, что мой сын полюбил эту лошадь так, как никто и никогда в мире не сможет полюбить ни одну лошадь, говорит Уикс. Сомневаюсь, что мы отыскали бы это сами, ведь чтобы напороться на этот крошечный шанс, спешиться так, чтобы это раздело твоих сопартийцев, кнопку надо жать постоянно. У Марка Дары, отвечавшего за то, чтобы пиратский корабль Dragon Age Инквизиции пришвартовался в порту, есть талант. Он умеет интуитивно почуять, какие баги стоит исправлять, например, баг, позволявший запрыгнуть на голову сопартийцу гному, чтобы забраться в недоступные места, а какие нет, например, визуальную ошибку, из-за которой оружие как будто проходит сквозь стены. Я вам игру В РПГ с открытым миром такого масштаба нерационально пытаться исправить каждый баг, да и времени на это ушло бы слишком много. Так что нужно было определить приоритеты. Тут пришлось очень кстати, что команда Dragon Age состояла из ветеранов индустрии, которые за годы крепко сплотились между собой. На этом этапе очень важна мышечная память, говорит Кэмерон Ли. Адское пламя игровой индустрии выковало из нас единый организм, где каждый знает, кто что думает, все представляют ожидания других и понимают, как поступить. Оставалось только сделать дело. И они его сделали. 18 ноября 2014 года BioWare запустили Dragon Age Инквизицию. Несмотря на многочисленные сложности с Frostbite, игра вышла. «По-моему, даже в момент релиза у нас все еще работали не все инструменты», — говорит Марк. «Они типа работали». Инквизиция почти мгновенно стала самой продающейся игрой в серии Dragon Age, за пару недель превзойдя ожидания Electronic Arts. Боевая система получилась увлекательной, хотя порой и случался хаос, локации прекрасными, а сопартийцы очень харизматичными благодаря блестящему сценарию и таланту актеров озвучания. В том числе фантастической работе бывшего кумира подростков Фредди Принца-младшего в роли Железного Быка. Западала в душу сцена сразу после уничтожения базы игрока, где разрозненные остатки инквизиторской армии хором пели «Настанет рассвет». Dragon Age Инквизиция — это во многом игра «Триумф». Но если присмотреться, то следы хаотичной разработки в ней видны. В самом начале игры вы побываете в локации «Внутренние земли». Леса перемежаются там с фермами. Это первая открытая зона Dragon Age. И она переполнена так называемыми фетч-квестами. Даррен называет их мусорными. Когда игрока посылают отнести кому-нибудь пучок трав или убить кучу волков. Они сносно забивают игровое время, но по сравнению с затягивающим главным сюжетом воспринимаются как унылая повинность. Беда в том, что многие игроки до главного сюжета не добирались. Да, хорошо. Кто-то не догадывался, что из внутренних земель можно вернуться на базу убежища, что подтолкнет события. Другие игроки застревали в странной компульсивной петле, принуждая себя собрать все награды в локации, даже если это не приносило им удовольствия. Когда Dragon Age Инквизиция только вышла, одним из самых популярных текстов на Котоку была статья под заголовком «Внимание! Если вы играете в Dragon Age Инквизиция, уходите из внешних земель». Комментаторы в интернете поспешили обвинить во всем ленивых разработчиков, но на самом деле все это закономерное следствие трудностей, с которыми столкнулась Инквизиция. Что делаю? Команды Dragon Age еще разработку, ну будь вот, их возможность как бы написать инструменты делаю, для Frostbite заранее, называется. квесты, возможно, вышли бы куда интереснее. Может, они не были бы такими рутинными. Оформление. Может, в них добавили бы больше внезапных поворотов и осложнений.
Такие квесты нам через несколько месяцев покажет «Ведьмак 3». Внутренние земли и их роль в первых 10 часов Dragon Age — это идеальная метафора трудностей, с которыми сталкиваешься, пытаясь сделать геймплей и сюжет в открытом мире, когда ты студия, специализирующаяся на линейных историях, говорит Эрин Флинн. И все же для BioWare Dragon Age Инквизиция стала победой. Эрин Флинн, Марк Дарра и остальная команда преуспели. А Dragon Age играешь? 2 — это дитя Да. невероятных трудностей с графикой. Короче, Dragon Age я Инквизиция либо когда дитя невероятных завтра, трудностей может с быть, технической стороной, да, скорее всего, говорит завтра, Майк Лейдлоу. планирую вот Но ей такой вот дали дойти стрим. до Будем... готовности. Ай, И блядь, в итоге ёбаный рот! она удалась. Глава 6. Dragon Age. Эх, Ахарбалахтикоск. Было время, когда А? сайт Консюмерист проводил Вот ежегодный основано конкурс с на Габардоном. самую худшую Косми. компанию Америки, где читатели голосовали за самую отвратительную корпорацию в зачете на вылет. В Неудачно 2008 прыгнула. году, во время финансового кризиса, победила страховая компания AIG. В 2011 году награда досталась British Petroleum, чьи вышки только что разлили 210 миллионов галлонов Да. нефти у северного побережья Мексиканского залива. Но в 2012 и 2013 годах чемпионом стала компания другого типа, обошедшая даже Comcast и Bank of America. Более 250 тысяч людей объявили худшей компанию в США издателя видеоигр Electronic Arts. У этой позорной победы много Не, ну причин. слушайте, я Среди думаю, них блин, и намного растущее хуже мне количество будет. опциональных Нет, микротранзакций неплохо в играх нарисовал. от Electronic Arts и громкий провал их перезапуска SimCity. Игра была доступна только при подключении к интернету. Но, вероятно, сильнее всего людей злило то, что, по их мнению, Electronic Arts сделали с BioWare. Студия BioWare была основана в 1995 году 3 врачами, которые полагали, что делать игры — клевое хобби, и добилась большой славы в 1998 году, выпустив основанную на Давно не правилах виделись. Dungeons and Dragons ролевую игру Baldur's Согласен. Gate. Здравствуй. Эта игра оказала такое влияние на индустрию, что важна сразу для нескольких историй из этой книги про Pillars of Eternity и про Ведьмак 3. В последующие годы BioWare закрепили Глава славу... 7. Shovel Knight. Мгм. 14 марта 2013 года в тесной квартире в Валенсии, штат Калифорния, посреди досок для объявлений и икеевских столов сидели усталые разработчики. Шон Веласко, харизматичный лидер их команды с буйной шевелюрой, достал камеру и начал шарить ей по комнате, снимая остальную троицу. Ника Возника, художника пиксельной графики, Возник. Иэна Флада, программиста, и Эрин Пеллан, художника по концептам. На связи из Чикаго был и Дэвид Де Анджело, второй программист. Благодаря Google Hangouts его заключенная в ноутбук голова красовалась на книжной полке. От волнения и нехватки сна всех трясло. «Короче, чуваки», — сказал Веласко в камеру, — «сейчас мы возьмем и прямо вот тут запустим Kickstarter». «Господи, так, поехали. К старту готов». Ник Возник нажал на клавишу. «Господи, тут нужно подтверждение», — сказал Веласко. Возник снова нажал на клавишу. «Готово», — сказал он. «Господи», — сказал Веласко. «Ладно. Так, ладно, чуваки. Так, вы готовы? Пора работать». И Kickstarter-компания Shovel Knight запустилась. Чтобы сделать игру мечты, команда просила у аудитории $75 тысяч. Вот только в отличие от Pillars of Eternity, их компания сперва не привлекла внимания. Ее особо никто и не заметил. Нервы это трепало изрядно, скажет позже Дэвид Де Анджело. Мы столько думали об этой игре, сочиняли ее, столько мысленно в нее вложили. А потом запускаешься, и никто тебя, конечно, не замечает. Потому что как заметить Kickstarter-компанию в момент запуска? Так. Если бы компанию так и не заметили, 5 разработчиков оказалась бы в беде. Ради этого проекта они уволились, рискуя финансовой стабильностью, в надежде, что достаточное количество людей дадут деньги на то, чтобы игра увидела свет. Планы компании Веласко были весьма амбициозны. И стоили эти планы куда больше, чем $75 тысяч. Они мечтали превратить своего рыцаря в голубых доспехах в культурную икону. Shovel Knight должна была стать не просто игрой. Она должна была стать новой Марио, даже если ценой тому были пустые карманы. Всего несколько месяцев назад Шон Веласко и его товарищи работали в нихера. Way Forward, игровой студии, тоже расположенной в Валенсии, и знаменитой в первую очередь своей Newframe. невероятной плодовитостью.
Иногда они разрабатывали игры по лицензии. Например, Тор, вышедшую к фильму Марвел, или Бэтмен The Brave and the Bold по одноименному мультфильму. Иногда современные продолжения классических игр SNES, вроде Contra 4 или платформера A Boy and His Blob, где нужно помогать мальчику обходить препятствия, решать загадки и кормить амебообразного спутника волшебными цветными мармеладками. Блин, У всех этих прикол. игр было Ща, кое-что подождите. общее. Они делались быстро. Иными словами, были дешево. WayForward специализировалась на двухмерных играх с видом сбоку, которые требовали команды из 20-30 человек, а не 200-300. Причем работа могла занимать даже Так, меньше года. надо Для сделать... современной игры это очень мало. На каждом проекте компания перетасовывала людей, предлагая разработчику то место, где он был в этот момент полезнее всего. Шону Веласко эта система не нравилась. С его точки зрения она ломала отношения в коллективе. «Мы были сильными сотрудниками и делали сильные игры», — говорит он. И они решили, что если поставить на проект вот этого парня и вот того, мы начнем передавать знания остальным. Блин, Проработав в офигенный одной и той планшет же вообще. команде над несколькими успешными Блин, сайт-скроллерами, сегодня вообще обладая безумно геймплеем, холодно было на Веласко улице. не хотел с ней Еб- расставаться. Просто «Я охереть. всегда привожу в пример R2-D2 из «Звездных войн», — говорит он. Люк не стал стирать ему память, они сдружились и вон сколько сделали вместе. А в WayForward R2 каждый раз перезаписывают. Так что такого уровня сплоченности невозможно достигнуть. WayForward работала на заказ, и выжить могла только жонглируя кучей контрактов и выпуская игры по лицензиям в очень жесткие сроки. Сохранение команд не было в приоритете, и в 2012 году, после выхода игры Double Dragon Neon, руководство разделило Шона Веласко, Иэна Флада, Ника Возника и Дэвида Де Анджело, кинув их всех на разные проекты. Коллегам это не понравилось, и они стали встречаться за пределами работы. По вечерам и выходным они собирались у Веласко и экспериментировали с другими проектами. Например, игрой для смартфонов, которая, впрочем, далеко не ушла. Никто из них не любил сенсорный экран. Всем нравилась отдача реальных кнопок. Да и игра была не то чтобы игрой мечты. На самом же деле, сделать им хотелось настоящий полноценный платформер, который можно будет играть на консолях Nintendo, типа 3DS или Wii U. Помню, я сказал, я пришел в эту индустрию делать игры для Nintendo, вспоминает Де Анджело. Так давайте такую и сделаем. И тогда мы переглянулись, продолжает Веласко, и такие, да, мы этого и хотим. Мы всегда мечтали о классных играх, где главным был бы геймплей. Сенсорные экраны — это не наше. Мы хотели делать игры, которые управляют с контроллера. Вернувшись в офис, Веласко предложил руководству WayForward радикальную идею. Что если он с командой попробует кое-что новое? WayForward занимали два здания, в одном из которых сейчас находился отдел QA. Что если команда Веласко оккупирует его и станет некой полуавтономной сущностью? Руководство WayForward помышляло запустить Kickstarter-компанию. Так что если этим займется команда Веласко? Что если они возьмутся за нечто свежее, игру в духе Nintendo, которой все в итоге смогут гордиться? После нескольких обсуждений руководство WayForward ответило отказом. Студия просто была устроена иначе. Перебрасывая людей между проектами, они выпускали игры быстрее. В WayForward понимаешь, что работаешь за зарплату, говорит Ник Возник. Самое главное для них — выполнить обязательства перед издателем. Все остальное второстепенно. Как-то раз за ланчем в Динксдейле, ресторанчиком рядом с их офисом, Веласко заговорил с Фладом и Возником о том, на что похожа нинтендовская игра их мечты. Она была бы в 2D, решили они, потому что 3D дороже и потому что только с 2D у них был опыт. Ощущалась бы она как игра для NES, за вычетом неточных прыжков и раздражающих глитчей, которых так много было в 80-е. Веласко с товарищами мечтали об игре, которая на самом деле будет такой, какими игры на NES только кажутся в ностальгических воспоминаниях. Ключевая механика игре нужна одна. Им всем понравился выпад вниз из Zelda 2 The Adventure of Link. С помощью этой способности Линк подпрыгивал, а потом бил вниз, уничтожая врагов и препятствия на своем пути. Выпад вниз — такой классный гибкий прием, говорит Веласко. Им можно что-нибудь разбивать, можно отталкиваться им от объектов и подпрыгивать, можно перебираться через врагов. Кто-то заявил, что оружием должна быть лопата. Кто-то другой спросил, а что если наш герой будет рыцарем?
Они попытались это вообразить. Рыцарь в тяжелых доспехах, бродящий по сельским пейзажам и убивающий монстров лопатой. Горизонтальными тычками он бил бы пауков, а потом мог бы использовать лопату как погостик, прыгая по пузырькам, призракам и кучам земли. Образ рассмешил всех троих, и вскоре они определились и с названием игры, и с именем ее главного героя — Shovel Knight, лопатный рыцарь. Перед образом маячили перспективы стать культовым. Такого персонажа можно тиражировать на футболках и коробках для ланча. Вот так в ресторанчике Веласко, Флад и Возник и сочинили всю структуру игры. Лопатному рыцарю предстоит вступить в схватку с 8 другими, и у каждого будет своя ярко выраженная тема, как в старых играх Mega Man, где заглавный герой сражался с боссами-роботами типа разрушающего человека или металлического человека. Лопатный рыцарь не станет поглощать силы противников. Они не хотели настолько копировать Mega Man. Но каждый босс поселится на тематической арене. Полярный рыцарь будет жить на замерзшем корабле, король-рыцарь править величественным замком, а наш герой, лопатный рыцарь, их всех одолеет. Вот и вся суть, говорит Веласко. Он будет драться с 8 противниками, и каждый будет крут. У каждого будет такой уникальный силуэт, а в конце надо будет победить главного злодея. Вот с чего мы начинали. Понимая, что WayForward им никогда не позволят работать над Shovel Knight, они все уволились, рискнув сбережениями ради игры, которую не могли не сделать. Шон Веласко и Иэн Флет подписали заявление с предыдущей компанией. Дэвид Де Анджело, переехавший в Чикаго, пока его невеста учится в магистратуре, продолжил работать на WayForward удаленно, но планировал по совместительству заниматься Shovel Knight и в итоге перейти на нее полностью. Ник Возник хотел остаться в WayForward и подкопить денег, прежде чем вписываться в авантюру. Но, когда руководство компании узнало, что в перспективе он намерен уйти, его сразу уволили. Он вспоминает это так. Они меня спросили: то есть собираешься уйти? Я ответил: ну да, рано или поздно. А они: а почему бы не сегодня? Когда из WayForward кто-нибудь уходил, у них была традиция отправляться в соседнюю бургерную Red Robin. Мы не то чтобы любим Red Robin, говорит Возник, просто такая вот ужасная привычка. Выяснив, что теперь он безработный, отправился туда и Возник с женой. И там всех огорошил. Жена его была на 9-м месяце беременности, так что WayForward он хотел задержаться в первую очередь ради будущего ребенка. Она психовала, говорит Возник, очень переживала. К январю 2013 года они все приехали в Shovel Knight. Это было чрезвычайно увлекательно, но и жутко. Работа над игрой мечты вызывала у них восторг, но они понимали, что прежде чем начнут зарабатывать хоть что-то, трудиться им придется еще не меньше года. Брать деньги у инвесторов или издателей казалось плохой затеей. Издатель вмешается в творческую сторону дела, а главное — в маркетинг. У команды Веласко были свои представления о том, чего они хотят от бренда Shovel Knight. И они не собирались доверять его большому издателю, которого в первую очередь волнует прибыль. Смотри, диск надо держать Единственным вот так. вариантом для них был краудфандинг. Он помог бы Вот собрать так не только нажимаешь. средства, но и сообщество Вот верных так берешь. поклонников. Вот пальцы у вас. Мы подумали, что Kickstarter — это, наверное, лучший способ найти Ну так людей, нельзя. которые поддержат игру на всем ее пути, говорит Де Анджело. Угу. И вот, как Obsidian и множество других инди-студий, команда Shovel Knight отправилась на Kickstarter. Следующие 2 месяца они к этому готовились. Проедая свои накопления, рисовали боссов, набрасывали уровни и пытались понять, на что будет похож сам лопатный рыцарь. Его нужно будет сделать одновременно уникальным и очень узнаваемым. Все в команде росли в конце 80-х и начале 90-х, когда благодаря неустанному маркетингу Nintendo Америку захватили усатый сантехник в красном джемпере и синем комбинезоне. Им хотелось того же. Свитшоты с лопатным рыцарем, игрушки лопатного рыцаря, журналы с ним же. Мы хотели бренд, как в 80-х, когда в центре внимания персонаж, а название игры совпадает с его именем, говорит Веласко. В последнее время такого стало меньше. Доспех лопатного рыцаря получился голубым, в духе Мегамена. В одной руке у него всегда лопата, лицо его сокрыто под шлемом с Т-образной смотровой щелью, а из шлема торчат 2 жемчужных рога. Его было просто и узнать, и нарисовать. Достаточно набросать шлем с Т-образной дыркой и рога, и герой перед вами.
Характера у него не было, такова была задумка. Для разных людей лопатный рыцарь может быть разным, говорит Веласко. У кого-то он вызовет умиление, для других он грозный герой, как из Dark Souls. В следующие 2 месяца команда ежедневно собиралась у Веласко дома, а голова Де Анджело следила за этим из ноутбука. Технически Де Анджело еще работал в Way Forward, но голову его уже полностью занимала Shovel Knight во всех смыслах. Спали они мало. Чтобы сразу показать игрокам впечатляющую демоверсию, они решили построить локацию Короля-рыцаря. Славно топь. А значит, работы предстояло много. Надо было придумать дизайн уровня, сочинить врагов, нарисовать спрайты, все заанимировать, запрограммировать физику и прочее. Команду Веласко бодрило то, что работали они на себя, а не на дядю. Кранч не любил никто, но часами сидеть над Shovel Knight было куда приятнее, чем не спать ради игры по лицензии от Way Forward. Раньше мы об этом только говорили, по вечерам или выходным. А теперь, наконец-то, делали. И это освежало, вспоминает Иэн Флат. Помню, как я позвонил отцу и сказал, а я отказался от повышения и уволился. Он спросил, почему? И я такой, ну мы тут накидаем один проект, он очень крутой, а потом повесим его на такую штуку под названием Kickstarter, где нам будут жертвовать деньги. Отец ответил, ну дай мне знать, когда запустите свой сайт для попрошайничества. Компанию свою они назвали Yacht Club Games. Может, потому что кучки бедных, усталых, осоловелых от недосыпа разработчиков, работающих из однокомнатной квартиры с икеевской мебелью, это показалось ироничным. И вот 14 марта 2013 года Kickstarter-компания запустилась. Небольшой трейлер с музыкой уважаемого композитора Джейка Кауфмана, который напишет саундтрек ко всей остальной игре, демонстрировал визуальный ряд и уровни, которые они уже успели сделать. В нарезке кадров лопатный рыцарь бил врагов и прыгал на своей лопате. «Мы верим в Shovel Knight», — писала команда на странице проекта, «и знаем, что в итоге игра получится отличная. Собственно, мы так в это верим, что уволились ради этого проекта с обычной работы. В свое дитя мы уже вложили кучу времени, денег и сил, но чтобы все доделать, этого недостаточно. Для этого нам нужны вы». Вот только эти «вы» что-то запаздывали. К концу недели они собрали около 40 тысяч из необходимых 75 тысяч долларов, благодаря паре статей, включая материал на главной странице крупного игрового сайта IGN. Но в день они получали лишь пару тысяч долларов. Разгребая все растущий список задач, команда Yacht Club постепенно начала волноваться, что Shovel Knight может не собрать нужную сумму вовсе. Или, что еще хуже, соберет абсолютный минимум. Что бы ты ни делал, у тебя всегда на втором мониторе или в фоне был открыт Kickstarter, вспоминает Ник Возник. Ты все время туда заглядываешь, пытаешься подсчитывать, прикидываешь в уме. Попросили они всего 75 тысяч долларов, но втайне надеялись на куда большую сумму, ведь чтобы сделать Shovel Knight, на самом деле требовалось около 150 тысяч. «У нас даже не было запасного плана на случай провала», — говорит Шон Веласко. «Ну, наверное, мы постарались бы не разбежаться и предложили Shovel Knight издателям. Но не знаю, согласились бы они. И, в общем, пан или пропал». Зато у них был план, как привлечь к себе больше внимания. Они собирались на выставку PAX East. Yacht Club заранее арендовали стенд на ежегодном бостонском игровом конвенте Penny Arcade. И теперь могли показать Shovel Knight десяткам тысяч геймеров, журналистов и коллегам по индустрии. Оставалось только доделать демо-версию, так что в последующие недели команда Yacht Club по 16 часов в день налаживала уровень Короля-рыцаря для PAX, прерываясь лишь на то, чтобы обновить страницу своей Kickstarter-компании. В какой-то момент команда запаниковала и придумала еще кое-что. Что если разбросать на стенде кресла-мешки, предоставить людям старые игры для Nintendo 64, а пока они играют, рекламировать им Shovel Knight? Можно было просто зайти к нам, а мы потрепались бы с вами про нашу Kickstarter-компанию, говорит Веласко. Еще за неделю-две до PAX мы об этом думали. Безумие. Что там, Команда что-то интересное Yacht Club вышло? правила демоверсию даже в день вылета в Бостон. За Здорово, несколько Маш. часов до него они встретились дома у Веласко и внесли последние коррективы. Например, добавили для посетителей на PAX таблицу лидеров в духе старых аркадных игр, чтобы можно было друг с другом посоревноваться. Они распечатали несколько тысяч флаеров Shovel Knight, но не могли позволить себе отправить их в Бостон отдельно.
так что каждый запихнул огромную пачку бумаги в багаж и внимательно взвесил, чтобы не пришлось доплачивать. Накал безумия нарастал. Где-то за 20 минут до выхода я попытался сварить себе кофе, но он полез обратно из раковины Веласка, вспоминает Иэн Флат. Я сказал: «Эй, у тебя раковина работает задом наперед», а он ответил: «Нет времени, не до того, нам надо в Бостон». Я такой: «Ну ладно». Так мы и улетели, оставив на кухне бардак. На то, чтобы их пятерка — Веласко, Флат, Де Анджело, Возник и Пеллан — могла посетить ПАКС, ушло около $10 тысяч. Ебать. Они рассчитывали вернуть деньги благодаря успешной кикстартер-кампании. Ночевали они все в одной комнате. Было довольно ужасно, вспоминает Де Анджело. А днем работали на стенде, вещая про Shovel Knight любому, кто приближался хотя бы на метр. Демо-версия вышла бодрая, броская, с яркой 2D-графикой, так что она немедленно привлекла внимание. Даже из другого конца зала было хорошо видно, что происходит в Shovel Knight. Маленький рыцарь в голубом доспехе прыгает на лопате и бьет врагов. Выглядело это как современная интерпретация игры для NES, что понравилось многим ностальгически настроенным посетителям. Всего за пару дней Shovel Knight превратилась для меня из несущественной чепухи в одну из самых ожидаемых игр года, написал во время выставки журналист с сайта Destructoid. И хотя на самой ПАКС на них не вылилась река денег, люди заговорили об игре. И 28 марта, когда до конца кампании Что оставалось рисуешь? 2 недели, та достигла цели Оформление в для 75 стрима. тысяч долларов. Вот сейчас вот еще вот нарисовал вот Деньги такую, можно было собирать и дальше, до вот середины такую апреля, тему. но теперь игра официально была профинансирована. Ну, такой Это стрим может пугало, завтра или потому что послезавтра теперь не сделать. сделать игру нельзя. А за 75 тысяч Будем долларов смотреть было два бы фильма сложновато, говорит Де Анджело. «Нечто», потом Мы будем хотели, игру чтобы она проходить. выстрелила. Мучиться все же не хотелось. Сейчас сюда еще Было бы всякого грустно добавлю. все это время жить Посмотрим. впроголодь. На ПАКС Де Анджело пообщался с другими разработчиками, проведшими успешные кикстартер-кампании, и они дали ему два главных совета. Блин, ну планшет это Во-первых, вообще писать прикольная апдейты на тема. Kickstarter надо ежедневно, чтобы спонсоры могли активно участвовать в процессе и разносить весть о Shovel Knight по миру, а не просто молча ждать игры. Сразу после ПАКС Yacht Club так и сделали. Публикуя материалы с конкурсами рисунков, информацией о героях игры и сверхцелями. Если компания соберет 115 тысяч долларов, можно будет поиграть за одного из боссов. Учишься Если рисовать? 145 тысяч, Ну, за еще прикольно. одного. Если удастся собрать 200 тысяч, в игру добавят многопользовательский боевой режим. А если вдруг доберутся до 250 тысяч долларов, то и третий босс откроется игроку. Состоит в том, что Yacht Club Порно. стоит отправить демо-версию своей Понял. игры популярным ютуберам и стримерам на Twitch. Одно дело статьи в интернете, другое — дать возможность потенциальным поклонникам своими глазами все увидеть. Когда впоследствии большие игровые каналы вроде Game Grumps поиграли в демоверсию Shovel Knight, на это смотрели сотни тысяч людей. В последние несколько дней кампании показатели Shovel Knight взлетели. В день приходило не пара, а 30-40 тысяч долларов. Yacht Club успели даже пожалеть, что кампания вынуждена закончиться, но по правилам сайта продлить ее было нельзя. Закончилась она 13 апреля 2013 года. Shovel Knight собрала 311 502 доллара, в 4 раза больше, чем они просили, но все равно не так уж много для команды из 5 человек в Лос-Анджелесе. В норме студия там тратит 10 тысяч долларов в месяц на человека, если считать не только зарплату, но и оборудование, налоги, комиссии и аренду маленького офиса. Так что этих денег им хватило бы на полгода. Может больше, если они урежут себе зарплату. Разобравшись, сколько каждому из них нужно на жизнь, они разделили зарплаты соответственно. «Мы решили, что разницу выплатим задним числом», — говорит Де Анджело. «Нам приходилось выжимать из каждого доллара максимум». Yacht Club знали, что их ждет 8 уровней и что уровень Короля-рыцаря занял примерно месяц. Значит, рассудили они, Shovel Knight можно закончить примерно за год. С апреля до декабря 2013 они продолжат создавать уровни, а еще 3 месяца оставят про запас. Игру нужно закончить в марте 2014 года. Или деньги просто закончатся. А еще им пришлось разбираться, как основать свою компанию. Это долгий муторный процесс. Нужно покупать медицинскую страховку, ковыряться с налогами, нанять юриста, который поможет защитить права на бренд Shovel Knight.
В конечном итоге они решили, что вторники, а потом понедельники, станут у них бизнес-днями, а все остальные пойдут на саму игру. Но работа заняла куда больше времени, чем они ожидали. Финансы их были весьма ограничены, так что команда Shovel Knight решила даже не пытаться сделать вид, что они продолжают вести нормальную жизнь. Без кранча закончить эту игру было бы невозможно. Март 2014-го был не за горами. «Лучше уработаться до смерти, чем сплоховать», — говорит Возник. И жертвовали мы самими собой. Мы понимали, что будем работать по выходным, что будем работать по много часов. Без вложения времени игру не сделать. Для самого Возника это означало, что ему придется рисовать и анимировать многочисленные пиксельные спрайты, обычно основанные на концепт-арте Эрин Пеллан. Веласко придумывал уровни, существ и механики. Д'Анджело и Флат писали и чинили код. И все вместе они ломали голову над тем, как сделать игру увлекательной. Настраивали мелочи, полировали ее, ежедневно проводили собрания, где решали ключевые вопросы об игре и своей компании. Yacht Club с самого начала приняли необычное решение. У них не будет главного. Формально в роли гейм-директора Shovel Knight выступал Шон Веласко, и он же вел большинство собраний, но начальником это его не делало. Принцип простой, но радикальный. Если кто-то сказал чему-то «нет», то это что-то не делается, и точка. Пока команда не примет решение единодушно, они не продолжат. Это было очень демократично. Мы с самого начала знали, что хотим быть равными, говорит Возник. Мы были друг для друга партнерами, и на бумаге, и в жизни. В реальности это означало, что они тратили время на споры о мельчайших частностях. Если кому-то в команде не нравилось, какое движение лопатный рыцарь делает рукой, когда он бьет вверх, им всем приходилось это обсуждать. Если кто-нибудь из Yacht Club заявлял, что когда игрок пройдет уровень, надо дать ему возможность начать заново, спорить они могли неделю. Если Шону Веласко нравился образ рыцаря в сияющих голубых доспехах и с удочкой, то он, черт побери, собирался бороться за то, чтобы в игру добавили рыбалку. Веласко вспоминает это так. «Я все время к этому возвращался. Это была вроде как шутка. Эй, а давайте сделаем рыбалку. Будет нелепо и смешно». Все такие: «Нет, это тупо, нет». Мне кажется, в итоге я взял их измором. В другой компании такие хаотичные многосторонние отношения могли бы и не сработать, но Yacht Club они, кажется, подошли идеально. Отчасти дело в размере команды, оставлявшем пространство для гибкости. Если бы вместо 5 человек там трудилось 50, бодаться за каждое решение стало бы куда сложнее. Отчасти же было дело в отношениях, которые успели сложиться у них в годы работы Way Forward. Когда я предлагаю этим ребятам свои дизайны, или они показывают мне, как что-то реализовали, очень многое нам даже не приходится обсуждать. Есть определенный уровень знаний и доверия, говорит Веласко. Это как играть в музыкальной группе. Ничто из этого не вышло бы, не будь у них единого цельного видения. Все в команде знали, что Shovel Knight — это двухмерный платформер в духе NES с 8 разными уровнями. Никто не предлагал сделать из нее ММО или заменить выпад вниз пулеметом. Не было издателя или инвестора, который вдруг решил бы, что лопатный рыцарь лучше смотрится без шлема. Даже когда команда спорила о тех или иных творческих решениях, в главных вопросах все были согласны. Если они хотят сделать из Shovel Knight мегапопулярную франшизу, как Марио, то первая игра должна быть идеальной. Весь 2013 год Yacht Club дизайнили ее, спорили и не вылезали из кранча, постепенно и дотошно возводя 8 уровней игры. Относительно демо-версии, показанной на PAX, Shovel Knight радикально улучшилась, и они добавили всякие клевые визуальные примочки. Особенно им нравился эффект параллакса. Техника, при которой передний и задний план изображения двигаются с разной скоростью, создавая ощущение глубины. Теперь, когда лопатный рыцарь вышагивал по золотым башням замка Славнотопи, розовые облака на фоне двигались вместе с ним. Опираясь на свой опыт работы Way Forward и на классические игры от Nintendo, Шон Веласко сформулировал принципы, на которые должен опираться любой уровень Shovel Knight. Один, к примеру, состоял в том, что взаимодействию с каждым типом препятствия игра должна обучать по-честному. Не сухо объясняя их, а показывая. Представим, что Веласко хочет ввести в игру нового врага — чумную крысу, которая взрывается, если ее ударить. Если бы игрок мог просто подойти к ней, ударить и тут же умереть, потому что не знал о взрыве, это бы его разозлило. Лучше, если игра сперва обучит игрока своим правилам.
Например, можно сделать так, чтобы крыса бегала взад-вперед, рядом с кучей земли. Тогда, разбивая кучу земли, игрок с высокой вероятностью заденет и крысу, объясняет Веласко, и увидит, что она взрывается. Много Yacht Club спорили о том, насколько сложной должна была быть их игра. Спонсоры и просто поклонники просили разного. Кто-то хотел попроще, другие посложнее. Половина игроков будет ожидать аналога зубодробительной игры для NES. Сложность придавала им очарование, говорит Д'Анджело. А другая половина хочет тех же ощущений, что от игры для NES, но не настоящей сложности. И как тут выбрать? Одним решением было добавить в игру множество полезных предметов. Например, кинжал-пропеллер, с помощью которого лопатный рыцарь сможет перелетать через ямы. Или фазовый амулет, дающий временную неуязвимость. Другим решением, и одной из самых изящных идей в Shovel Knight, было сделать точки сохранения опциональными. Находя такую на уровне, игрок может активировать ее. И тогда, в следующий раз, когда он умрет, игра начнется отсюда, так что большой кусок прохождения не потеряется. А может и уничтожить, получив за это награду, но повысив ставки. М. К концу Да, было 2013 такое. года всей пятерке казалось, что они делают отличную игру. Но неясно было, сколько еще займет разработка. После налогов и комиссий от их 311 тысяч долларов осталось примерно 250 тысяч, и эта сумма быстро истаяла. Еще они собрали 17 180 долларов через PayPal, но это не сильно меняло картину. Закончить Shovel Knight к марту 2014 года казалось невозможным. На всех играх, где я работал, я всегда пропускал сроки, говорит Веласко. Потому что всегда перепроверяю, переделываю, улучшаю, дополнительно навожу глянец. Кранч длился еще долго, но и сделанного оставалось много. Вторая половина Shovel Knight пока игралась не слишком гладко. А еще они внесли радикальные изменения в концовку, которые теперь надо было калибровать и полировать. Работаем мы по-прежнему Way Forward, то, пожалуй, выпустили бы игру в марте, говорит Дэвид Д'Анджело. Наверное, в этом и состоит разница между хорошим и отличным. А мы вылезали в игре каждый пиксель, убедившись, что он на своем месте. По словам Д'Анджело, Way Forward они вечно выпускали игры, готовые на 90%. А Shovel Knight хотели доделать на все 100% и быть уверенными, что сделали лучшую игру, на какую только были способны. Но эту дополнительную работу придется выполнять бесплатно. 1 марта 2014 года деньги у них закончатся. И все равно они задержали выход игры. «У нас не было выбора», — говорит Веласко. И это при том, что мы уже пахали над игрой по-черному 16 месяцев. Нас все друзья забыли. Люди спрашивали, как дела, и я отвечал, все плохо, кроме Shovel Knight, а вот она все лучше. Они продолжали корпеть, оплачивая личные расходы и потребности Yacht Club из собственных запасов. У Ника Возника родился ребенок, и ему пришлось одалживать деньги у родителей. Это был очень непростой разговор. Бывало так, что он, заработавшись, забывал пообедать, и только когда под утро ехал домой, бурчание в животе напоминало ему, что он умирает с голоду. Поесть в это время можно было только в круглосуточном Jack in the Box, куда он и зачастил. «Всех продавцов в окошке для водителей запоминаешь по именам», — говорит Возник. «По голосу уже знаешь, кто перепутает твой заказ, и готовишься к этому». До нелепого доходило. Когда там появлялся новичок, я боролся с желанием сказать ему: «О, привет, я раньше тут тебя не видел». Самый мрачный момент настал, когда Веласко как-то раз под конец разработки хотел купить на заправке сливок для кофе. Я протягиваю продавцу дебетовую карточку, и она такое бип. «Извините, ваша карта отклонена». Я лезу в карман, достаю кредитку, протягиваю. Он повторяет действие и говорит: «Извините, это тоже». Так что мне пришлось уйти с позором и без сливок. Таким было дно нашего отчаяния. Но как ни мучительны такие ситуации, как ни деморализовали команду последние месяцы разработки, они продолжали трудиться. Отчасти их поддерживали теплые слова друзей и родственников, тестировавших Shovel Knight. «Нам говорили много хорошего», — вспоминает Веласко. Поиграв в раннюю версию игры, один из друзей по колледжу отправил ему доброе сообщение, мол, Yacht Club все удалось. Игра будет просто отличной. Веласко читал и был в восторге, пока не добрался до длинного списка недочетов игры. «Пришлось возвращаться, все ломать и переделывать», — говорит он.
24 июня 2014 года, после почти 4 месяцев без зарплаты, Yacht Club выпустили Shovel Knight. Им самим игра казалась хорошей, но на самом деле трудно предугадать, впечатлит она людей или сгинет из топов Steam вместе с тысячами других игр, что ежегодно остаются прозябать в безвестности. С их точки зрения, они неплохо вложились в рекламу и маркетинг, но это всегда лотерея. Они уже обсуждали товары по игре и коробки для ланча с героем, но вдруг Shovel Knight вообще никто не купит. Команда любила перешучиваться. Если с игрой не выгорит, откроет пекарню. А потом посыпались рецензии. Shovel Knight пришлась людям по душе. Она была остроумна, сложна, но по-честному, и отполирована до голубого блеска. Yacht Club не сразу смогли разобраться, сколько копий игры продали, ведь Kickstarter-спонсоры за свои копии уже заплатили заранее. Но в итоге показатели их поразили. За первую неделю разошлось 75 тысяч копий, за первый месяц 180 тысяч. Куда больше, чем у любой игры, которую они сделали бы Way Forward. Shovel Knight снискала симпатии критиков, а игроки охотно ее раскупали. Но наслаждаться этим Шону Веласко не удавалось. «Это было мрачное время», — вспоминает он. Выбравшись из гиены Кранча, он вернулся в реальный мир растерянным, как преступник, вышедший на волю после долгого тюремного заключения. «Эмоции сбивали меня с ног», — говорит он. «Восторг, что удалось сделать игру, которая понравилась людям. Удовлетворение, что мы ее в самом деле закончили, и что разработка уже в прошлом. И возбуждение, когда ездишь по всем этим классным местам поговорить об игре и видишь такую хорошую реакцию». Но обратной стороной медали было полное эмоциональное и физическое истощение. Как и многие создатели игр, после разработки Веласко столкнулся с хандрой и синдромом самозванца. «Я думал, да что в ней такого? Мы же просто передрали Мегамен», — говорит он. «Мы влюбили людей в нее обманом. Я и дизайнер-то так себе». Душевный покой Веласко будет искать еще очень долго, но, по крайней мере, разработка игры закончилась. Закончился кранч. Скоро у них у всех будет приличная зарплата. Благодаря горизонтальной структуре все соучредители получат поровну, и они смогут вернуться к нормальной жизни. Да, надо еще исправить кое-какие баги и доделать обещанную возможность играть за боссов, но в целом проект закончил. Shovel Knight готова. Верно же? Из панорамных окон пижонского офиса Yacht Club Games на 10-м этаже в Марина-дель-Рей, штат Калифорния, виден целый док шикарных яхт, что делает название студии не таким уж ироничным. Я приехал к ним в гости в октябре 2016 года, спустя почти 2,5 года после выхода Shovel Knight. Засоры в раковинах и мебель из Икеи остались далеко в прошлом. К тому моменту от 5 человек компания доросла до 10 и пыталась нанять еще сотрудников, что было непросто из-за их уникальной структуры. Им нужен был хороший QA-тестер, но пройти собеседование никому не удавалось. «Наше собеседование наверняка вселяет в людей трепет», — говорит Ник Возняк. «Ведь приходится всегда говорить с целым десятком человек. Поскольку все решения в компании принимаются единогласно, то и задавать вопросы соискателям могут все. Так что всякий раз, когда к ним приезжал кандидат на роль QA-тестера, ему или ей нужно было общаться с десятком человек сразу». Но в октябре 2016-го даже эта эксцентричная практика была не самым странным аспектом жизни Yacht Club. Самым странным было то, что они продолжали работать над Shovel Knight. Прошло 2,5 года, а Yacht Club все еще выполняли обещания, данные во время Kickstarter-кампании. Они тогда обещали в благодарность за дополнительные средства сделать возможной игру за 3 боссов. Но это заняло куда больше времени, чем они ожидали. Выпустив Shovel Knight и заняв пару недель отдыхом, исправлением багов и портированием игры на консоли, Yacht Club взялись за первого босса — злодея-алхимика Чумного рыцаря. Они сразу решили, что не будут просто подменять спрайт лопатного рыцаря другим. Им хотелось, чтобы у Чумного были свои навыки, например, умение бросать бомбы и прыгать при помощи взрывов. А где новые навыки, там и уровни надо переделать с учетом этого. Задача, на которую они закладывали несколько месяцев, в итоге заняла год. Выпустив кампанию Plague of Shadow в сентябре 2015 года, они взялись за Призрачного рыцаря и Короля рыцаря. Когда я заезжал в Yacht Club, выход обеих планировался в 2017. Если бы в 2014 мне сказали, что в 2016 мы все еще будем работать над Shovel Knight, я бы ответил: «Да ты смеешься, что ли?» — говорит Шон Веласко. Однако, поди ж ты.
С выхода игры прошли годы, и Веласко полегчало. Он проводил на работе меньше времени, ходил на пляж, загорел. Перед выходом кампании «За чумного рыцаря» у них снова случился период изнурительного кранча. Но потом сооснователи Yacht Club поклялись больше никогда его не повторять. «Это выматывает», — говорит Д'Анджело, особенно с учетом того, сколько мы кранчили Way Forward. Мы через многое прошли, больше, чем средняя игровая студия. За ланчем в ресторанчике неподалеку от офиса Д'Анджело заметил, что хотел бы больше никогда не кранчить. Иэн Флат вздохнул. «Ага», — ответил он. «Вы просто подождите, пока мы дойдем до компании «Призрачного рыцаря». Я не хочу признавать, что это неизбежно», — позже сказал он мне. «Я прагматик. Типа, ну да, кранч будет. Давай лучше приготовимся. Отменим планы». Неведомо, добились бы Yacht Club Games такого успеха без череды 100-часовых рабочих недель. Но успех был ошеломительным. К 2016 году они продали более 1 миллиона копий игры. Shovel Knight портировали на все вообразимые консоли. Диск можно было найти в магазинах. А с инди-играми это случается довольно редко. Им даже удалось посотрудничать с Nintendo и выпустить коллекционную игрушку Amiibo в виде своего бесстрашного лопатоносца. Издатели заваливали Yacht Club предложениями о дистрибьюции и даже хотели купить компанию. Команда Веласко всякий раз вежливо отказывалась. Лопатный рыцарь мелькал и в других инди-играх. Его камео есть в гонке Ранбоу, платформере Йоко-Лейли и кое-где еще. Конечно, популярности Марио в 90-е он не добился, но все равно стал культовым инди-персонажем. Но, несмотря на этот успех, никто в Yacht Club не думал, что они продолжат работать над Shovel Knight столько времени. Даже самые преданные поклонники компании стали писать им, умоляя оставить уже Shovel Knight в покое и сделать что-нибудь новое. Но команда не собиралась отступать от обещаний, которые дала во время Kickstarter кампании. Игра за 3 боссов и многопользовательский режим. Хорошо это или плохо, но в том была наша главная ошибка. Мы слишком много наобещали, говорит Д'Анджело. И когда обещаешь, хочешь не просто формально сдержать слово, а сделать что-то классное. Так что, в общем, это мы зря. В итоге трудно не перегнуть палку. Другая беда состояла в том, что новые компании за боссов не приносили им денег. Они вкладывали, по их подсчетам, больше 2 миллионов в кучу дополнений, которые обходились игроку в крышесносные $0. Yacht Club ведь обещали спонсорам, что истории Чумного рыцаря, Призрачного рыцаря и Короля рыцаря будут бесплатны. Брать свои слова назад было бы некрасиво. Если взглянуть на это позитивно, получается, что они поддерживали игру долгое время, как Blizzard. В наше время так и делают хиты. Сперва создаешь основную игру, а потом к ней что-то добавляешь, говорит Д'Анджело. Главное не продажи в первый день, а постепенный прирост аудитории. С другой же стороны, получается, что они потратили миллионы долларов и годы жизни на игру, которую стоило закончить давным-давно. И даже не было ясно, замечают ли люди эти дополнения. Понятия не имеешь, работает ли оно, говорит Д'Анджело. Игра хорошо продается каждый месяц, но благодаря чему? Самый базовый Shovel Knight или дополнительному контенту? Сперва они хотели закончить все 3 кампании боссов к концу 2015 года. Потом в 2016, потом в 2017. В январе 2017 года, наконец-то увидев свет в конце тоннеля, Yacht Club пошли на решительный шаг. Они объявили, что будут продавать все 4 компании раздельно, Shovel Knight с включенными в нее компаниями станет дороже, поскольку игрок, по сути, получит 4 игры в одной. Доделав истории Призрачного рыцаря и Короля рыцаря, Yacht Club наконец-то покончит с Shovel Knight. И это будет здорово, потому что они уже видеть ее не могут. Сами себе QA-тестеры. Так что мы проходили игру сотни раз, говорит Возник. Нам помогали друзья, но в основном мы все делали сами. Всем им нравилось фантазировать о том, что делать дальше. Проще всего было взяться за Shovel Knight 2, но за 4 года с рогатым героем он слегка набил Yacht Club оскомину. Куда больше им нравилась мысль повторить структуру Nintendo. Было бы здорово, если бы у нас было 3 больших зонтичных бренда, говорит Веласко. А потом мы просто выпускали бы новые игры в этих сериях. Shovel Knight — это их Мария, но этого недостаточно. Веласко хочет сделать и другую франшизу, не менее культовую, чем The Legend of Zelda. И третью, столь же милую людям, как Metroid. Из уст других разработчиков это прозвучало бы как мания величия. Как упоротые фантазии студента киноучилища,
размечтавшегося о своих звездных войнах. Ага, вы станете новыми Nintendo, как же. Но в тот момент, когда я шел из элегантного офиса Yacht Club Games мимо футболок с лопатным рыцарем, игрушек в виде него и огромной нарядной статуи рогатого героя в голубом доспехе и с лопатой в руке, эта идея почему-то не казалась мне такой уж абсурдной. Глава 7. Shovel Knight. Прикольно. 14 марта 2013 года О, Глава 8. Destiny. когда-то я В обожал один эту игру. прекрасный день в конце 2007 Destiny. года сотрудники студии Bungie сидели в арендованном кинотеатре напротив их офиса в Киркленде, штат Вашингтон, и яростно аплодировали. Они только что отбили свою независимость. После 7 лет работы на Microsoft студия наконец-то была свободна. Еще не так давно принадлежность к большой корпорации казалась всем отличной идеей. Bungie была основана в 1991 году как инди-студия, выпустила несколько умеренно успешных игр вроде Marathon, фантастический шутер, и Myth, фэнтезийная стратегия. Но реальную славу... Погоди, шутер от первого лица, подожди, действие которого подожди. разворачивалось на... Чего, блядь, сейчас я услышал? Марафон уже существовал, и они просто как бы, ну, ремейкать ее, по идее. Ну, то есть это ремейк? Подожди. Марафон. Банжи. '94 года игра. О, ничего себе. А я и не знал. Так она еще и была трилогией. Так, марафон-шутер от первого лица разработан и изданный компанией Bungie в 1994 году для платформы Macintosh. Не, я тогда еще был, мне 3 года примерно. Едрить. Вот это мощно. Марафон является первой игрой из трилогии, в которую входят Марафон 2 Дюрандал, точнее, и Марафон Инфинити. Вторая часть и третья часть. Ну, короче, вторая часть выходит в 95-м, и третья часть выходит в 96-м. Едрить. А как она выглядела? Так, ну-ка. Марафон 1994. О, нихера, прикольно. Ха. Да ладно. Прям сюжет. Ну, по сути, Doom, конечно. Но он конкретно целится по вертикали и горизонтали. То есть тут не так, как в Думе. Первом, по крайней мере, примитивно.
Погодите, ладно. А как выглядела марафон 96-го? Блять. Марафон 2. Дюрандал. А снова что случилось вообще с Банжи? А вот как будто бы все плохо. Что-то мне ребята писали, когда я смотрел. Ну, что-то как-то разговор про марафон зашел, и люди что-то говорили, что, мол, эта игра, ну все, пиздец, она закрылась. Возможно. Непонятно. А кац-то у него база какая охуенная. У него вообще безумная база, оказывается, была. Это мега уважаемая игра, оказывается. А тут прям какой-то сюжет. Ты с чуваками какими-то высаживаешься, лол. 96-й год. Это есть что игра на Macintosh, а после две части они портировали на... Как? Что там было написано? На Apple Pippin. Apple Pippin. Это, видимо, ну тоже был какой-то компьютер. Блин, короче, сейчас... Ну, дай-ка марафон Infinity. А, это марафон Infinity... А, это Дюрандал, погоди. На Windows 96. Погоди, а марафон Infinity? Какой купил? А там написано на экране. О, вы гляньте на этот Infinity, как он выглядит. Нихуя. If you thought the first Marathon could be loopy, Marathon Infinity is a whole new level. The game also wasn't developed entirely by Bungie, but by a new studio called Double Ought. Now, Double Ought was filled with and founded by ex-Bungie employees, including Greg Kirkpatrick. He's credited for Marathon 1's story and 2's along with Jason Jones. So it's kind of like how System Shock 2 was made by two companies who were essentially still all Looking Glass. Though in their case, Looking Glass died off and Irrational went on to make more games. Here, Double Ought died before finishing their next game, and Bungie went on to make more. Also, this was originally just going to be an expansion for Marathon 2, but it broke beyond those boundaries and released the map editor called Forge. Now you can make Marathon levels forever. There were some community map editing tools before this, but nothing this robust. They did let you open some funny writing there, but Forge was a game changer. Я прям жестко рисую. Ну, имеется в виду, целый день этим занимаюсь. Это вот на завтрашний стрим, скорее всего. Ну, тут еще добавлю детали всяких разных, порисую. А сейчас вот, скорее всего, для оформления стрима тут делаю. Тут будет несколько кадров, то есть, ну, картинка будет двигаться так слегка. Ну, вообще, да. Нихуя себе. Ну, это прям открытие, что марафон-то оказывается не хухры-мухры. В фоне масштабной войны между человечеством и теократическим альянсом инопланетян-ковенантов, влюбленных в фиолетовый цвет. Когда Bungie представили Halo на выставке Macworld в 1999 году, аудиторию буквально залихорадило от нетерпения. Спустя примерно год Microsoft купили Bungie и превратили Halo из игры для PC и Mac в эксклюзив на Xbox. Когда в ноябре 2001-го Halo вышла, она немедленно стала для Microsoft курицей, несущей золотые яйца. Копии игры продавались миллионами, и это помогло новорожденной консоли выйти на рынок и поконкурировать с более маститыми Sony и Nintendo. Журнал Edge назвал Halo самой важной в истории эксклюзивной игрой, приуроченной к запуску консоли. Шли годы.
Bungie работали над Halo 2 и Halo 3 и начинали тосковать по независимости. Им надоело постоянно согласовывать решения с руководством из Microsoft. Им хотелось сделать бренд, который принадлежал бы им самим, а не некому гигантскому конгломерату. К примеру, многие досадовали, что Halo больше не принадлежит им, когда Microsoft поделились брендом с кое-какой студией, специализирующейся на стратегических играх. Руководство Bungie, включая главного дизайнера и сооснователя студии Джейсона Джонса, пригрозило уйти в собственную компанию. Вскоре начались переговоры с Microsoft о передаче активов. Переговоры шли долго, но в итоге компании остановились на условиях, которые всех устраивали. Bungie закончит Halo 3 и потом сделают еще 2 игры в этой серии. Бренд Halo останется за Microsoft, но Bungie могут использовать технические наработки последних 7 лет. И впервые с 2000 года Bungie станут независимы. В тот день в 2007 году, когда руководство Bungie рассказало людям в кинотеатре, что они расстаются с Microsoft, все были в восторге. Все ликовали, и я сразу подумал: «Черт, да что мы вам такого сделали?» — говорит Шейн Ким, вице-президент Microsoft, руководивший передачей активов. Как по мне, мы были к ним весьма лояльны, но в каком-то смысле я их понял, почувствовал нутром. Они хотели независимости. От новообретенной свободы у Bungie голова шла кругом. Они взяли листок пергамента и сформулировали свою так называемую «Декларацию независимости». Под ней подписались все в студии, а потом ее вывесили в общем зале. «Мы исходим из той самоочевидной истины», — вывели они шрифтом прямиком из 1776-го, «что хотим делать игры по-своему, без финансового, творческого или политического давления сверху. Мы считаем, что именно так они получаются лучше всего. Мы хотим получать прямую выгоду от своих успехов и делиться этим успехом с теми, кто за него ответственен». Но даже в тот триумфальный момент тень тревоги витала в зале. Новообретенная независимость означала также беспрецедентный уровень ответственности. Отныне в ошибках можно было винить только самих себя. И никто в Bungie не знал, на что будет похожа их первая за 10 лет игра не из серии Halo, под кодовым названием Tiger. Они не сомневались, что способны сделать большой проект без ресурсов Microsoft, но червячок сомнения грыз. А вдруг нет? «Бойся своих желаний», — говорит Ким. «Реальность редко на них похожа. Руководить такой большой студией — сложная задача». К 2007 году Джейми Гризмер уже видеть не мог Halo. Ветеран Bungie с курчавыми волосами и талантом подмечать мелкие детали, Гризмер был одним из ключевых дизайнеров на Halo, Halo 2 и Halo 3. Разработка каждой из этих игр сталкивалась со своим набором трудностей и суровым кранчем. Каждая игра серии добавляла к основному рецепту новые идеи, но суть оставалась прежней. Взяв на себя роль суперсолдата Мастер Чифа, вы уничтожали толпы инопланетян при помощи разнообразных пистолетов, ружей, гранат и машин. Здесь не было особого пространства для инноваций. Где-то в Далласе Ensemble Studios, может, и довелось побаловаться со стратегической игрой в той же вселенной, но хребет франшизы Halo никак не мог, к примеру, отвести камеру назад и сделать в Halo 3 вид от третьего лица. Бренд подразумевал определенные ожидания аудитории, и Bungie вынуждены были им соответствовать. «У меня было ощущение, что мы уже сделали в мире Halo все, что хотели сделать», — говорит Гризмер. «В Halo есть 2 типа фич. Те, что нравятся Джейми, и те, что не нравятся. И первые мы уже перебрали, так что пришло время заниматься вторыми, а я не хочу делать то, что мне не нравится. Мне надо было отойти от процесса». После выхода Halo 3 основная часть студии перешла к работе над 2 последними играми серии, сделать которые им полагалось по договору с Microsoft. Впоследствии эти спин-оффы назовут Halo 3 ODST и Halo Reach. Но Гризмер уговорил руководство Bungie позволить ему начать набрасывать идеи для будущей многомиллионной франшизы студии. Забившись в угол с компьютером, Гризмер придумал многопользовательский экшен Dragon Tavern. Это была не совсем ММО в духе World of Warcraft, а скорее, как он это назвал, игра в общем мире. У каждого игрока была бы своя таверна, частная локация, которую он сможет украшать, приглашая туда друзей между квестами. А путешествуя по остальному миру, игроки будут сотрудничать и соревноваться, как в обычной ММО.
Гризмер обсудил это с Крисом Бучером, ведущим инженером и одним из руководителей Bungie. Того сразу посетила пара любопытных мыслей, как технически можно организовать координацию игроков, позволяя им играть вместе. Это все существовало пока только в теории, но Гризмера новые возможности вдохновили. В основном потому, что это была не Хейла. Что такое Хейла? Фантастика. Окей, значит, Dragon Tavern будет фэнтези, вспоминает Гризмер. Хейла от первого лица? Тогда здесь сделаем от третьего. Я тогда понял, чтобы найти новые идеи, мне нужно уйти от Хейла как можно дальше. Параллельно один из основателей Bungie, Джейсон Джонс, и сам размышлял, чем студия займется дальше. Формально Джонс, нелюдимый, но уважаемый дизайнер, не был главой Bungie. Эта роль принадлежала SEO компании Гарольду Райану, но в целом все понимали, что будет именно так, как захочет Джонс. Джонс сильнее всех мечтал отделиться от Microsoft, угрожая основать собственную компанию, если Microsoft не передаст активы. Проработав много напряженных лет над чужим брендом, Джеймс больше не хотел делать игры, которые принадлежали бы не Bungie, а значит, ему, потому что он был крупнейшим акционером студии. Джонс тоже хотел отойти от Хейла, но по другим причинам. Его всегда раздражало, что игры серии были слишком линейными. Да, в многопользовательский режим можно играть бесконечно, и он не терял своего очарования. Но одиночную кампанию достаточно пройти один раз. И вот вы уже все видели. Джонсу это ужасно не нравилось. Думаю, величайшая трагедия Хейла состоит в том, что мы годами создавали блестящий контент для одиночной игры и кооператива, сказал он в интервью 2013 года. Но потом не давали людям поводов, не давали почти никаких причин пройти этот контент снова, разве что для собственного удовольствия. Следующим проектом студии Джонс снова видел шутер от первого лица, но на сей раз он хотел, чтобы игра стала более открытой. Такой, где игроки смогли бы возвращаться к ее миссиям или квестам и проходить их в разном порядке. Как и в случае с Dragon Tavern Гризмера, мысли Джонса были чисто теоретическими. В основном они жили в Excel и Visio. В ключе, думаю, логичной эволюции жанра шутера от первого лица будет то-то и то-то, говорит Гризмер. Джейми Гризмер пользовался в Bungie авторитетом, но далеко не таким, как Джейсон Джонс. А на два этих проекта сразу у студии не хватило бы мощностей. В какой-то момент, вспоминает Гризмер, руководство Bungie пригласило меня к себе и говорит: «Слушай, мы будем делать одну игру, и это будет игра Джейсона, так что лучше тебе присоединиться к его проекту». А я такой: «Да, но мне очень нравится вот эта идея». И Джейсону многие мои идеи тоже нравились, так что мы решили, не то чтобы слиться, но, скажем так, проект Джейсона поглотил хорошие идеи из Dragon Tavern. И так они посеяли первые зерна того, чему предстояло вырасти в Destiny. Месяцами Гризмер и Джонс корпели над проектом, продумывая, как он будет выглядеть и играться. Давление было невероятное. С финансами у Bungie все было хорошо. Контракты на Halo 3 ODST и Halo Reach давали отличную подушку безопасности. Но их не покидало чувство, что Destiny обязана стать лучшей игрой в истории студии. Сотрудникам Bungie очень нужно было доказать, что, проведя столько лет под крылом у Microsoft, без него они способны творить даже лучше. Хорошие новости состояли в том, что у Bungie, в отличие от большинства игровых студий, была куча времени на итерирование. В те ранние годы разработки, с 2007 по 2010 год, игра под кодовым названием Project Tiger сменила много разных форм. Были моменты, когда она напоминала Diablo от Blizzard. Были, когда Overwatch. Bungie долго обсуждали ключевые структурные вопросы. Например, должна ли Destiny стать игрой от первого лица, то есть где игрок смотрит из глаз персонажа, или от третьего, где игрок управляет движением и действиями персонажа, наблюдая за ним при помощи камеры, приподнятой над миром. Этот спор длился годами. Как и во многих других крупных студиях, в Bungie тратят много времени на то, что впоследствии назовут предпроизводством. Но на самом деле они просто размышляют, какой же будет их следующая игра. Это один из самых сложных этапов разработки, ведь нужно выбрать из бесконечного числа вариантов один. «По-моему, эта проблема все время оставалась с нами», — говорит Джейми Гризмер. «Мы что-нибудь поделаем, потратим на это направление кучу денег,
А потом возвращается мысль о нашем недостижимом идеале, мысль, что мы же делаем игру, которая выйдет после одной из популярнейших игр в истории, так что она должна стать следующей популярнейшей игрой в истории. В общем, при разработке мы не раз возвращались на исходные позиции. И не элегантно, не в духе «мы посмотрели прототип, и это направление нам не подходит, так что сейчас сделаем пару шагов назад и попробуем другое», а в духе «я возвращаюсь на работу из отпуска и обнаруживаю, что все, над чем я работал год, удалено». Невосстановимо удалено, в прямом смысле. Если бы я не хранил копию данных на ноутбуке, вернуть их было бы невозможно. Без предупреждений, без обсуждений, без всего. Напрягало Гризмера и то, что с каждой такой перезагрузкой Destiny становилась все ближе и ближе к Halo, будто культовая игра Bungie была неким гравитационным колодцем, выскочить из которого студия просто не могла. Когда вышла Halo 3 ODST, работавшая над ней команда перешла на Destiny. Тоже было и с командой, делавшей Halo Reach. Вскоре над их следующим хитом работали сотни человек, так что Bungie вынуждены были принимать решения быстро, чтобы этих людей было чем занять. Как и Naughty Dog, когда Брюс Стрейли и Нил Дракман взяли на себя руководство Uncharted 4, Bungie тоже приходилось кормить зверя. Сперва Гризмер и другие разработчики хотели, чтобы Destiny была фэнтезийной, но со временем замки стали превращаться в космические корабли, а мечи и топоры — в космические мечи и космические топоры. У нас огромная команда художников, которые в основном рисуют фантастику, а с орками и мечами у них опыта нет. Так что, может, лучше сделать фантастику, говорит Гризмер. Мы хотим игру от третьего лица, но многие аниматоры у нас специалисты именно по первому, да и код написан так, будто мы исходим из наличия в центре экрана прицела. Так что вид все же будет от первого. В общем, оглянуться не успеешь, и вот ты уже делаешь Halo. Вооружившись идеями и презентациями, руководство Bungie отправилось демонстрировать свою игру крупнейшим издателям в индустрии. Sony, Microsoft, Electronic Arts и даже, по воспоминаниям одного бывшего менеджера, Nintendo. Bungie не знали точно, какой будет Destiny, но знали, что видят свой проект колоссальным, и в итоге они заключили масштабнейший договор на $500 миллионов и несколько игр с Activision, издателем Call of Duty. Судя по всему, это был самый крупный контракт на создание видеоигр в истории. И хоть базовые идеи Destiny до сих пор не зафиксировали, руководители Activision подписали бумаги, ожидая получить нечто наподобие Halo. Суть презентации Bungie вполне отражала то, что в итоге вышло, сказал мне один свидетель тех переговоров. Это была фантастическая космоопера, помесь шутера и ММО. В договоре значилось, что франшиза Destiny остается за Bungie, а Activision дадут студии творческую свободу и позволят делать игру на свое усмотрение, при условии, что майлстоуны будут сдаваться в срок. График Bungie получился весьма строгим. Activision ожидали от студии Destiny 1 осенью 2013-го, а дополнение Comet через год после того. Еще через год должна выйти Destiny 2, потом Comet 2 и так далее. Джейми Гризмер понял, как они не противились притяжению гравитационного колодца, студию все же туда затянуло. И хуже того, он увидел, что большинство сотрудников этому только рады. «Когда я пришел в Bungie, над Halo работало 8 человек», — говорит Гризмер. «Когда выходила Halo 1 в 2001-м, их было 50. Когда к команде Destiny примкнули люди с ODST и Reach, человек стало 300. И подавляющее их большинство пришли в студию после выхода Halo 3. Эти люди обожали Halo. Они мечтали работать в Bungie из-за Halo. Так что, разумеется, делать они хотели что-то в духе Halo». Такой курс развития Destiny фрустрировал Гризмера, и он начал ссориться с коллегами. Как-то раз он разослал письмо, где перечислял глубинные проблемы с дизайном, подмеченные им в Destiny. «Как переносить игру на консоли нового поколения?» — вопрошал он, не пожертвовав крутыми фичами сугубо ради нового железа. «Как сделать контент, который не приестся, даже когда люди будут проходить игру многократно? Но самое главное — как поженить требующий точной стрельбы шутер, где успех напрямую зависит от навыков игрока, с традиционным для ММО принципом беговой дорожки, привязывающим силу персонажа в основном к его уровню и снаряжению?»
И однажды совет директоров Bungie попросил Гризмера написать заявление. «Для меня это знак почета», — говорит он. «Ведь я принял сознательное решение. Мне не нравилось, как развивалась игра, и я сопротивлялся. Им оставалось либо согласиться с моей позицией, либо избавиться от меня». Он не был единственным. В последовавшие годы из студии ушли многие старые сотрудники, включая Вика Делеона, старшего художника по локациям, Адриана Переса, инженера, Маркуса Лейта, креативного директора Хейла Рич, и Пола Бертони, дизайн-директора. Позже в этот список попадет и президент Bungie Гарольд Райан. Bungie прошли путь от мелких задир до королей мира, а потом стали динозаврами, говорит Гризмер. И они собрали худшие черты всех этих стадий. Инфантильность задир, высокомерие царей горы и упрямую неспособность к переменам, присущую динозаврам. Лишь пару лет назад Bungie обрела независимость, и вот столкнулась с серьезными проблемами роста. Как подумал тогда Шейн Ким на памятном шумном собрании, бойся своих желаний. В феврале 2013 года Bungie пригласили журналистов в свой офис в Бельвью, штат Вашингтон, где студия обитала с тех пор, как в 2009 покинула Киркленд. Состоялась официальная презентация Destiny. За пару месяцев до этого какая-то информация уже успела просочиться в сеть, но это был ключевой момент — мероприятие, где Bungie наконец-то расскажут, что же такое Destiny. Стоя на огромной сцене, ведущие специалисты Bungie сыпали чрезмерными, амбициозными обещаниями. Они описывали Destiny как первый в мире шутер с общим миром. Игру, где ваш герой сможет легко встречаться с друзьями и незнакомцами, что в болотах Чикаго, что на кольцах Сатурна. Джеймс Джонс с коллегами отговаривали журналистов называть эту игру ММО, потому что все было чуть иначе. Destiny была полу Halo, полу World of Warcraft, но оставалось неясным, что именно скрепляет эти две половины. Суть была такова. Действие игры развернется в футуристической версии реальной вселенной, где люди процветали на множестве планет, пока их не поразила неожиданная катастрофа. Немногочисленные выжившие скрылись в так называемом «последнем городе», безопасной зоне, защищенной таинственной сферой под названием «Странник». Игроку предстоит взять на себя роль одного из могучих защитников галактики — стражей, путешествовать по Солнечной системе, сражаться с инопланетянами и искать добычу на Земле, Венере и так далее. Сюжет, как объяснил давний сценарист Bungie Джо Стейтон, будет подаваться через серию эпизодов. Но на самом деле лучшие истории расскажем не мы, сообщил прессе Джейсон Джонс. Лучшие истории расскажут игроки, истории своих судеб. Потом Стейтон написал ситуацию. Представим, что два стража вместе отправились на Марс исследовать заваленный город. По пути на них нападает группа инопланетян, громадин кабалов. Третий страж, за которого играет живой игрок, как раз пролетал мимо, и вот он включается в ситуацию, уничтожает кабалов, а потом дает знать первым двум, что хочет присоединиться к их экспедиции. Когда вы сталкиваетесь с другим игроком, случается нечто восхитительное, говорил журналистам Стейтон. В других шутерах такого нет. Тот третий игрок мгновенно присоединился к экспедиции по марсианским катакомбам. Было не совсем ясно, как именно будут выглядеть эти самые истории судеб. Стейтон иллюстрировал рассказ концепт-артом и видео, а не реальной записью геймплея. Но в теории это все звучало крышесносно. А кроме того, это же компания, сделавшая Halo. Никто не сомневался, что у них все под контролем. В течение 2013 года Bungie и Activision продолжали подогревать ожидания от Destiny, выпуская трейлеры и ролики, где обещаний было еще больше. Во время пресс-конференции Sony на E3 в июне Джо Стейтон и Джейсон Джонс вышли на сцену показать настоящее геймплейное демо, взяли контроллеры и неловко болтали, расстреливая инопланетян в обшарпанных стенах космодрома «Старая Россия». Есть что-то волшебное в том, чтобы наткнуться на другого игрока, особенно когда этого не ожидаешь, говорит в одном из дальнейших видео по Destiny сотрудник Bungie. Слышишь выстрелы, оборачиваешься налево, и вот он, ваш друг. Гиперболы достигли своего апогея, когда SEO Bungie Пит Парсонс заявил сайту Games Industry Biz, что видит в Destiny будущую культурную икону. Мы любим рассказывать... Это, кстати, реально работало.
Вот то, что было описано. Я таким образом в Destiny впервые вот эту вот изюминку ММО прям ощутил жестко. Я прям вот гулял по этой самой старой России, как это называется, космопорту, и наткнулся на другого челика. Он там что-то метро какое-то чистил. И с ним вышел voice-чат. Первое удивление было такое, то что он говорит по-русски. Я такой, типа, чё, нифига себе, здорово, ты откуда и так далее. Позже выяснилось, что он из Якутска. Я такой, нихера, чё, как тебя зовут, чё, кого там. Ну и все. Как бы вот так вот случайная встреча с другим охотником, она прям такая была прикольная. С другим стражем, точнее. У него класс охотник был. Да и у меня тоже. И, короче, потом уже мы в Destiny играли вдвоем все время. Так что Bungie это единственная игровая компания, которая создала ММО-игру, которая смогла меня прям... Ну, которая для меня вот прям работала. Это прям был честный шутанчик, но при этом еще и ММО, в котором взаимодействия с другими игроками были, ну, действительно крутыми. Это было супер прикольно. Ща. Масштабной истории и хотим, чтобы для аудитории мир Destiny стоял рядом с «Властелином колец», «Гарри Поттером» и «Звездными войнами», сказал тогда Парсонс. Мы гордимся тем, чего достигла Хейла, и я вполне уверен, что с Destiny мы это повторим, а то и превзойдем. Но за кулисами вес этих амбиций очень давил на Bungie. С того момента, как они закончили Halo Reach и полноценно переключились на Destiny, у свежеиспеченной независимой студии начали возникать разнообразные проблемы. Они так и не ответили на многие вопросы, которые перед уходом сформулировал Джейми Гризмер. Как будет выглядеть развитие игрового персонажа? Чем заняться в игре, пройдя ее до конца? Как рассказать сюжет одновременно эмоционально осмысленный и при этом такой, чтобы его можно было бесконечно повторять? И что же такое эта история судьбы? Кое-что они сделали великолепно, спору нет. Многие челюсти падали на пол при виде художественной стороны Destiny, ржавых развалин старой России, бледных болот Венеры, кроваво-красных вокруг погребенных городов на Марсе. Стрельба в Destiny, по ощущениям, была даже лучше, чем в Halo, и мало какие действия в видеоиграх в принципе могли сравниться с моментом, когда взрываешь кабалу голову, как пупырышек на оберточном полиэтилене. Но эти замечательные отдельные элементы не собирались в столь же замечательную общую картину. И даже в 2013 году, когда рекламная кампания уже шла полным ходом, большинство разработчиков понимали, что у игры проблемы. Они сильно отставали от графика, а броская демо-версия для E3, в которой поклонников так впечатлил уровень под кодовым названием M10, оставалась одним из немногих законченных сегментов игры. Но, пожалуй, главной проблемой было то, что команда так и не нащупала идентичность игры. Если бы вы пришли в Bungie и спросили людей, что же такое Destiny, рассказывает один бывший сотрудник, половина ответила бы вам, что это шутер в духе Halo, а другая половина, что это World of Warcraft. Студия быстро росла, что только осложняло коммуникацию. К 2013 году в неоправданно мрачном офисе Bungie в Бельвью над Destiny работали сотни людей. Но не все играли в игру ежедневно, и лишь немногие четко представляли, что за игру они делают. В итоге получалось то, что бывший сотрудник описывает как кучу идей, отличных, но разрозненных, никак не взаимодействующих друг с другом. С февральской презентации журналисты ушли, гадая, на что же в итоге будет похоже Destiny. В Bungie люди задавались тем же вопросом. Для игровой разработки чертовски важно целостное видение.
Да, это затертый оборот, наверняка попадавшийся вам в резюме бездарных рекламщиков. Говоря проще, все люди должны иметь одинаковое представление о том, какую игру делают. В играх много мелких переменных. Звуки, интерфейс, визуальные эффекты и так далее. Поэтому каждому отделу нужно четкое, непротиворечивое понимание того, на какую целую картинку они работают. И чем больше команда, тем важнее эта целостность. Как и у многих других игр, у Destiny были так называемые столпы дизайна, в основном довольно размытые. В духе мир, в котором игроку захочется задержаться, или много увлекательных занятий. Но люди, которые работали над игрой, признавались, что у них не вышло бы закрыть глаза и мысленно представить конечный продукт. Компания росла быстрее, чем развивался менеджерский состав и системы управления, говорит один из работавших над игрой сотрудников. Поэтому многими отделами плохо руководили. Они не понимали высокоуровневое видение игры. Команда напоминала европейских путешественников в 15 веке. Как так Те получается, знали, да? как рулить кораблем, и Он-то как знали, что им мышка, на она запад, работает, но но, понятия не имели, видишь, куда именно приплывут. получается точно так же, как Банжи как понимали, будто что они ты делают рисуешь этим шутер. Отличный на вид, карандашом. бесподобный по ощущениям Короче, вот и так. позволяющий людям играть с По идее, друзьями как и мышка, незнакомцами. но Но остальные аспекты оставались туманны, особенно получше. сценарий. Проект разросся Он просто так-то ловит невероятно. движение Первая Хейла, над которой работало около 50 ручки людей, вышла будто в прошлой жизни. до того момента, В когда он середине касается, это, видимо, 2013 года Destiny конкретно делали вот само тысячи материал людей. какой-то особенный. Играя в Хейла, ощущаешь на ней отпечатки И потом, когда человеческих ты пальцев. касаешься, он начинает Глядя на нее, понимаешь, что это делали фиксировать это люди, как нажатие говорит бывший кнопки сотрудник мыши. Банжи. Но потом мы так разрослись, что это Короче, блюдо покинуло работает наше меню. и все. Другая серьезная трудность была связана с тем, что Банжи решили Вкусный, да? переделать внутренний Еще движок. дню, да? Это Это. очень увлекло инженеров, но усложнило жизнь остальным. Я. Набившая эту Обнюхай, да. шишку команда Dragon Age Inquisition подтвердит вам, что браться за новый движок одновременно с новой игрой – отличный способ погрязнуть в лишней работе. Да. И хоть команда инженеров в итоге отладила впечатляющие технологии для матчмейкинга игроков и прочих процессов под капотом, инструменты для разработчиков, которыми команда непосредственно создавала игру, получились, по словам очевидцев, так себе. Когда в Halo что-то меняли, это отображалось секунд через 10-15. А на Destiny этот процесс мог занять аж полчаса. «Мы очень медленно итерируем», признался технический директор Bungie Крис Бучер в выступлении на Game Developers Conference в 2015 году. Небольшие изменения занимают минуты, большие – десятки минут. Это значило, что на простые задачи у художников и дизайнеров уходила куча времени, и эффект накапливался. Главное различие между студией, делающей игры высочайшего качества, и другими студиями не в качестве самой команды, говорит человек, работавший над Destiny, а в качестве их инструментов разработки. Если ты бездарный хоккеист, но у тебя 50 попыток, а я чертов Уэйн Грецки, но у меня их всего 3, ты наверняка выступишь лучше. Вот как важны инструменты. Вся соль в том, с какой скоростью ты можешь итерировать, насколько все стабильно работает, насколько просто нетехническому художнику передвинуть объект. Если вас хоть раз выводила из себя медленно работающая программа, то вы знаете, что делают с человеком тормоза, будь то Microsoft Word или инструмент отображения графики. Это наименее привлекательная сторона разработки, но при этом самый главный в ней фактор, сказал бывший сотрудник команды. Чем лучше инструменты, тем лучше игра. Всегда. Третьей проблемой, помимо невнятного видения и неэффективных инструментов, стали все более напряженные отношения с Activision. Между разработчиком и издателем всегда есть доля противостояния. Творческие люди и бизнесмены мыслят по-разному. Но на Destiny это усугублялось масштабом сделки. Это был самый серьезный риск в истории Activision. Так что, когда первая игровая сборка Bungie оказалась так себе, кое-кто в Activision задергался. Уровень игры, что мы увидели, был вполне достойным, но совсем не того качества, на которое мы рассчитывали, сказал бывший сотрудник Activision. По его словам, уровень был однообразным и не особо увлекательным. Выходило, что Bungie активно рекламировали Destiny игрокам и журналистам, а сами при этом были в беде.
Команда разрослась до плохо управляемых размеров, видение игры оставалось нечетким, движок работал плохо. Все понимали, что однажды что-нибудь где-нибудь сломается. Никто только не знал, когда. Марти О'Доннелл любит говорить, что предвидел катастрофу. На дворе стояло лето 2013-го, и давний звукорежиссер Bungie только что ввязался в публичный конфликт с Activision по поводу трейлера, который те опубликовали во время E3. К возмущению О'Доннелла в трейлере использовался громогласный трек Activision, а не эпичная сюита с хором, которую написали для Destiny О'Доннелл, его напарник Майкл Сальватори и бывший Битл Пол Маккартни. Вне себя от фальшивого трейлера, как прозвали его внутри команды, О'Доннелл разразился в первый день E3 серией твитов. 11 июня 2013 года, 12:33. Безумно горжусь всем, что создала и спродюсировала команда Bungie. Трейлер сделал отдел маркетинга Activision, не Bungie. 11 июня 2013, 21:02. Внесу ясность. Официальный геймплейный трейлер Destiny для E3 сделан не Bungie, а компанией, подарившей вам Call of Duty. 11 июня 2013, 21:05. Все остальные материалы по Destiny, представленные на E3, сделали Bungie. От такого нарушения приличий взбеленились уже управленцы Activision. В игровой индустрии часто подписывают НДА, и есть негласный договор о том, что творческие разногласия следует решать в личном порядке, а не в Твиттере. SEO Activision Эрик Хиршберг почти мгновенно написал SEO Bungie Гарольду Райану, умоляя его положить этому конец как можно скорее, пока ущерб еще не нанесен. Так, 58-летний О'Доннелл, один из давнейших сотрудников Bungie, обнаружил себя на ножах с коллективом, с которым работал больше 10 лет. Но вообще, у Bungie были проблемы посерьезнее трейлеров и твитов. Последние несколько лет большинство людей в команде Destiny не ведали, на что будет похожа итоговая игра. Они, конечно, видели ее фрагменты, записывали диалоги, снимали кат-сцены, создавали модели персонажей, опираясь на куски сценария от команды Джо Стейтона. Но мало кто в Bungie, кроме Джейсона Джонса и сценаристов, представляли себе сюжет целиком, и многих, включая Марти О'Доннелла, смущало то, что он до сих пор не закончен. А на главный вопрос ответа по-прежнему не было. Как сделать игру с эпическим, масштабным сюжетом и при этом подарить каждому игроку историю судьбы, которую Bungie так пиарили? Во времена Хейла О'Доннелл часто обсуждал со Стейтоном и Джонсом сценарии. Он отвечал не только за музыку, но и за режиссуру и запись всего озвучивания, так что ему не бесполезно было понимать, о чем именно идет речь в диалогах. На Destiny все складывалось иначе. Может, дело было в размерах студии, может, Джейсона Джонса просто рвали на части, так что ему не хватало времени на сценарий. Как бы то ни было, О'Доннелла это не радовало. Я не раз говорил Стейтону: «Джо, я совершенно без понятия, как развивается сюжет. Не понимаю, на что он похож», — рассказывает О'Доннелл. И он отвечал, что тоже не в восторге. Его удручало непостоянство Джейсона. По крайней мере, так он описывал это мне. Джейсон сперва давал на что-нибудь добро, а через месяц — нет, так делать не будем. Выглядело это как нерешительность. Летом 2013 года, спустя месяцы после того, как Джонс и Стейтон распиарили прессе сюжет Destiny, и недели после ссоры О'Доннелла с Activision, последний лег в больницу на операцию носовой пазухи. А через пару дней после его возвращения катастрофа все же случилась. Мне пришло паническое письмо от директора по производству Bungie Джонти Барнса. Он писал: «Господи, Джо тут выпустил такую типа нарезку, и все достали вилы. Они очень переживают за сюжет», — вспоминает О'Доннелл. А я лежал в койке, весь в тумане от послеоперационных лекарств, и думал: да ты серьезно, что ли? Это ужасно. Типа нарезка, имеется в виду видеонарезка, была 2-часовым видео для сотрудников студии, где пересказывался сценарий Destiny. Большинству зрителей видео показалось ужасным. Стейтон собрал и смонтировал нарезку почти в одиночку, используя неполные диалоги, недозаписанные реплики и черновую анимацию. Сотрудники Bungie, многие из которых и так уже волновались за сюжет игры, ничего в происходящем не поняли.
По сюжету из видеонарезки, главной задачей игрока в Destiny было изловить военную машину Распутин, которую похитила раса нежити — Улей. Игроку предстояло посетить Землю, Венеру, Марс, Луну, Сатурн и мистический храм на Меркурии, где напоминающий Оби-Вана Кеноби колдун по имени Осирис поделился бы с ним мудростью. По пути игрок знакомился с персонажами типа Ворона, лощенного инопланетянина с голубой кожей и прилизанными волосами. По поводу канвы сюжета мнения расходились, но почти все, кроме сценаристов, были согласны в том, что нарезка вышла кошмарная. «Думаю, в голове Джо все это было куда более связано», — говорит Марти О'Доннелл. «И он наверняка думал: эй, ребята, мы же тут в одной лодке, нам надо двигаться в одну сторону. Вот какая у нас сейчас отправная точка. Она не идеальна, но это можно исправить». Но вышло совсем наоборот. Почти все в студии решили: «Господи, да это же полный провал». Может, обнародовав свою нарезку, Джо Стейтон просто хотел покончить с неопределенностью. Может, он хотел, чтобы Джейсон Джонс и остальное руководство Bungie сформировали окончательное видение сюжета Destiny и отныне придерживались его. Один бывший сотрудник рассказал, что это сам Джонс попросил Стейтона сделать презентацию, чтобы оценить состояние сюжета. Стейтон отказался дать мне интервью для этой книги. Мало кто в Bungie предвидел, что случится дальше. Вскоре после выхода нарезки Джейсон Джонс заявил, что сценарий надо переделать. С самого начала. Сюжет Стейтона, по словам Джонса, вышел слишком линейным и слишком похожим на Хейла. С этого момента, сказал Джонс команде, Destiny обнуляется. Джо Стейтон, Марти О'Доннелл и другие сотрудники Bungie пытались спорить, объясняя Джонсу, что нет никакой возможности перезапустить сюжет на столь позднем этапе производства. Выход Destiny один раз уже переносили, отложив ее с осени 2013 на весну 2014, и за прошедший год отношения студии с Activision испортились. Обнулить сценарий сейчас, меньше чем за год до предполагаемого выхода игры, это либо снова отложить релиз, либо получить посредственный сценарий, либо и то, и другое. Bungie клялись, что мир и сюжет Destiny сможет встать на одну ступеньку со «Звездными войнами» и «Властелином колец». И тут они собираются все это выбросить и начать с нуля? «Да», — ответил Джонс, — «и не обсуждается. Перезапускаем». В последующие месяцы Джонс собрал небольшую команду и назвал ее «Железный брус». Туда вошли подчиненные, которым он больше всего доверял. Например, бывший арт-директор Крис Барретт и дизайнер Люк Смит, бывший журналист, ставший менеджером сообщества Bungie в 2007 году и ракетой, взлетевшей до самых верхов компании. Также в команду вошел Эрик Рааб, опытный литературный редактор, которого Bungie наняли сочинять лор Destiny. Несколько недель «Железный брус» не вылезал с долгих собраний, где под руководством Джонса они пытались придумать новую канву Destiny. Потом эти наработки отправлялись большей группе, Кузнецу, и там ведущие специалисты критиковали идеи Бруса. В Bungie всегда уважали патетичные названия. Предполагалось, что Кузнец придаст Брусу форму и нечто из него выкует. Не считая Рааба, в процессе участвовало мало сценаристов из Bungie. Как объяснил ситуацию бывший сотрудник студии, команду Джо подвергли остракизму. Сюжет писали без сценаристов. Некоторые в Bungie сочли, что это оправданный шаг в отчаянной ситуации. Чем ближе дедлайны, тем чаще подобные радикальные решения встречаются в индустрии. Другим, включая Джо Стейтона, это казалось самоубийством. «Джо отчаянно взывал к рассудку», — говорит бывший сотрудник Bungie. По сути, он сказал: «Ребят, ту нарезку еще можно спасти, но если мы попытаемся совсем переделать игру за полгода, получится совсем печально». Но Стейтону не вняли, и к концу лета в студии его уже не было. Марти О'Доннелл тоже увидел, что проекту подписали приговор. Посмотрел я на это решение, послушал и решил: ладно, удачи, потому что так-то вы знаете, что мне это кажется совершенно невозможным, и будет марш смерти, и качественнее игра от этого не станет, вспоминает О'Доннелл. Джейсон все равно хотел видеть меня в Кузнеце, но я ответил: на мой взгляд, это ошибка. Я не поддерживаю это решение. Я не верю в твой план.
О'Доннелла все это повергало в тоску, и в итоге он оказался, по собственным воспоминаниям, тем самым нытиком в углу, выступавшим против многих идей, принесенных командой Джонса. Не, в Он итоге-то все хорошо равно у них продолжал получилось. ходить на собрания кузнеца. Лето 2013 года подходило к концу. Поклонники со всего света нетерпеливо ждали Destiny. А в это время ведущие разработчики Bungie запирались в комнатах для переговоров на невероятно длинные совещания, пытаясь сочинить новый сюжет. Сперва они сузили масштаб игры, вырезав, к примеру, Меркурий и Сатурн, которые потом стали DLC, и разместив действие Destiny на 4 планетах — Земле, Луне, Венере и Марсе. Да-да, Луна вообще-то не планета, но в жаргоне Destiny тут разницы нет. В той самой видеонарезке игроку предлагали посетить все 4 планеты в ранних миссиях игры. В новом варианте сюжета Bungie разместили на каждый отдельный акт, повышая по мере их прохождения сложность. На Луне вас поджидали полчища из Улья, на Венере — древние механические вексы, а в пустынях Марса придется сражаться с воинами-кабалами. После этого Железный Брус и Кузнец вгрызлись в уже сделанный контент, разрывая его и сшивая в химеры. Одной старой миссии давали новую завязку, другую рубили натрия и растаскивали. Это как разрезать килт, а потом сшить все квадратики в новом порядке, и неважно, стыкуется рисунок на ткани или нет. Как сказал один из сотрудников, работавших над игрой, если изначально, до перезапуска, история развивалась от A к Z, то теперь они могли вырвать секцию HJ, потому что там был классный дизайн боевых ситуаций, взять только ее и задаться вопросом, и как в этом сюжете дойти от H до J. В общем, настоящий Франкен-сюжет, закончил этот сотрудник. В результате собраний Железного Бруса у Destiny появился новый сценарий. Вы не поверите, но выглядел он так, будто сочиняли его не сценаристы, а дизайнеры и продюсеры. От историй судьбы не осталось и следа. Сюжеты были то невнятными, то бессвязными, а события в них заваливало горой каких-то имен и бессмысленных диалогов. Весь сценарий исчерпывающе описывается репликой героини по имени Экзо-незнакомка, перезапущенной версии персонажа Стейтона. У меня нет даже времени объяснять, почему у меня нет времени объяснить, кто я. Больше всего беды разработки Destiny заметны по работе Питера Динклейджа, актера, получившего Эмми и прославившегося ролью проницательного карлика Тириона Ланнистера в «Игре престолов». Нихуя. В Destiny Динклейдж озвучил призрака, карманного робота, рассказчика и постоянного Да, игрока. серьезно? Команда Джо Стейтона надеялась, что призрак дополнит множество других персонажей. В процессе игры он взаимодействовал бы с окружением и комментировал действия игрока. Но после перезапуска Железным Брусом призрак стал главной звездой Destiny и теперь отдувался за большинство игровых диалогов. На это Динклейдж не подписывался. Он не должен был выдавать экспозицию и уж точно не должен был становиться единственным голосом, который игрок вообще слышит, говорит Марти О'Доннелл. Bungie выложили солидные деньги, чтобы нанять и других известных актеров, например, Билла Найи, Натана Филлиона и Джину Торрес. Но перезапуск существенно урезал их персонажей, перевесив весь сюжет на Динклейджа с призраком. Когда в конце 2013 и потом в 2014 году О'Доннелл записывал с актерами реплики, тексты их постоянно менялись. Студия все переделывала и переделывала сценарий, порой в последний момент. Bungie убедили Activision еще раз отложить Destiny, теперь уже до сентября 2014, но рабочий процесс эффективнее не стал. Текст мне выдавали буквально в тот момент, когда я уже входил в студию звукозаписи, так что я даже не знал, что там написано, говорит О'Доннелл. Вместо 300 строк диалога на 4 часа мне давали 1000. Я такой, да, экспрессия получится как в телефонном справочнике. Фигово, но сделаю. Это может прозвучать так, будто я специально саботировал работу, но это неправда. Я изо всех сил старался сделать как можно лучше. Просто паучье чутье подсказывало мне, что ничего не выйдет. Сценария нет, персонажей нет. Возьмите перетрудившегося актера, прибавьте к нему недовольного звукорежиссера и получите рецепт чудовищной игры, особенно если зачитывать нужно реплики в духе «Меч близок», «Я чувствую его силу», «Берегись, это сила темная».
В апреле 2014 года случилось невероятное и неизбежное. Bungie уволили Марти О'Доннелла. Конечно, он почти первым делом написал об этом в Твиттере. 16 апреля 2014, час 28. Должен с печалью вам сообщить, что 11 апреля 2014 совет директоров Bungie безосновательно меня уволил. Это был конец эпохи и для О'Доннелла, и для компании, которую он помогал строить. Как и многие другие издатели, Activision учитывали в договоре оценки критиков, предлагая дополнительные выплаты разработчикам, чьи игры побьют определенную планку на агрегаторах вроде Metacritic или Game Rankings. Не стало исключением и Destiny. Благодаря тому, что в 2012 году в сеть утекла ранняя версия договора на ее разработку, мы знаем, что если средняя оценка Destiny превысила бы 90, Bungie получили бы дополнительные $2,5 миллиона. В последние недели до запуска игры сотрудники Bungie толклись на кухне и гадали, какой же будет оценка. Кто-то верил в числа вроде 90 или 95, другие были консервативнее и закладывались на 80+, скорее всего, лишь немногим ниже их цели. Средняя оценка 5 игр серии Halo на Metacritic — 92, так что оптимизм был не пустой. Destiny вышла 9 сентября 2014 года. Через неделю, когда основная масса рецензий была опубликована, оценка ее остановилась на 77. Как нетрудно догадаться, бонуса Bungie не получили. Критики ругали раздражающие однообразные механики и повторяющуюся структуру миссий. В пух и прах разносили очень низкую вероятность выбить из противника хорошую добычу, заунывную игру на высоких уровнях и нехватку объяснений. Но хуже всего люди приняли сюжет. Образы персонажей не складывались, ключевые моменты не объяснялись, а диалоги были до смешного нелепы. Весь интернет клепал мемы и смеялся над монотонностью, с которой Питер Динклэйдж зачитал свой текст. Одну реплику «Тот колдун пришел с Луны» столько высмеивали во время публичного альфа-теста, что Bungie убрали ее из игры. Да только оставшееся было не сильно лучше. Досаднее же всего то, что в истории мира Destiny попадались аппетитные кусочки отличной научной фантастики. У многих персонажей и предметов оружия имелись увлекательные, сложные предыстории. Просто они были сокрыты в так называемых картах гримуара, рассказах, написанных старой командой сценаристов Стейтона и доступных только на сайте Bungie. В Destiny было немало интересных идей, например, «Черный сад», локация на Марсе, которую выключили из течения времени роботы-вексы. Но они не раскрывались. Над давней цитатой из Пита Парсонса тоже все смеялись. Destiny ровня классики вроде «Звездных войн» или «Властелина колец», да она до «Сумерек» не дотягивает. В студии все расстроились. После череды экстренных собраний руководство решило изменить планы на ближайшее будущее. Самые существенные неполадки с механиками они исправят бесплатными патчами, а кроме того, перезапустят оба запланированных DLC The Dark Below и House of Wolves, переработают в них миссии и вырежут все уже записанные реплики Питера Динклэйджа. В Destiny, решили они, Динклэйджа больше не будет. Последовавшие месяцы дизайнеры Bungie бесконечно читали отзывы на форумах вроде Reddit, пытаясь исправить как можно больше локальных и глобальных проблем. И в The Dark Below, и в House of Wolves они экспериментировали с новыми типами миссий и системами повышения уровней, что пришлось игрокам по вкусу. В конце 2014-го группа ведущих специалистов Blizzard, включая Джоша Маскейру, гейм-директора Diablo 3 Reaper of Souls, прилетели в офис Bungie и провели там мотивационное собрание. Сходство между Diablo 3 и Destiny и правда было поразительное. У игр был один издатель, и обе они вышли с одинаковыми проблемами. Раздражающей системой выдачи добычи, слишком сложной высокоуровневой игрой и переизбытком случайных чисел. Маскейра рассказал команде Bungie, как они исправили проблемы Diablo 3 и за 2 мучительных года преобразили проект. От ошибки 37 к Reaper of Souls. «Как будто мы из настоящего говорили с собой из прошлого», — вспоминает Маскейра. «Они боялись всего того же, что и мы. Это была потрясающая возможность прилететь туда и поговорить с ними, чтобы они поняли. Ладно, хорошо. То, что вы сделали на Reaper, это вроде как движение куда надо. И
и вы уже на той стороне. Значит, там есть жизнь. По словам Bungie, выступление Маскейры пришлось более чем кстати. Да, сразу после выхода у Destiny было много проблем. Опытные разработчики, бывшие в команде еще со времен Хейла, уходили толпами. Но в целом у студии сохранялось ощущение, что на глубинном уровне их игра весьма неплоха. Несмотря ни на что, в Destiny играли миллионы людей. Большинство из них играли и ныли, но не бросали. Ключевые элементы игры, ее мир, визуальные решения, ощущения при стрельбе были блистательны, чего и ожидаешь от студии, сделавшей Хейла. Исправив Bungie часть других проблем, они, как и Blizzard, могли бы найти искупление. Начинать следовало с первого большого дополнения к Destiny, которое значилось в договоре под кодовым названием Comet. Изначально Bungie планировали представить в нем новую планету, Европу, и несколько новых локаций на Земле и Марсе. Но из-за проблем с производством масштаб идеи пришлось сократить. В итоге дополнение The Taken King было посвящено одной локации — Дредноуту, зараженному ульем кораблю, дрейфующему рядом с кольцами Сатурна. Еще Bungie переделали системы повышения уровня и выдачи добычи, во многом опираясь на критику игроков. Destiny стала дружелюбнее. Тут пришлось весьма кстати и то, что гейм-директор в The Taken King Люк Смит обожал Destiny и сам наиграл в нее сотни часов. Еще в Bungie понимали, чтобы растопить сердца критиков и аудитории, в The Taken King необходим приличный сюжет. Они пригласили сценариста Клея Кармуша, который выбрал другой подход к повествованию в дополнении, куда более связный. В истории был явный злодей — Орикс, правитель фантасмагорических инопланетян-одержимых, и игра давала убедительную мотивацию его отыскать и убить. Экзо-незнакомка и прочие сомнительные персонажи вовсе исчезли, зато куда больше внимания уделили харизматичным героям вроде Кейда 6, саркастичного охотника в исполнении Натана Филлиона. Вскоре после выхода The Taken King Кармуш покинул студию. Также Bungie пошли на примечательный и абсолютно беспрецедентный шаг. Они убрали из Destiny главную звезду. В The Taken King призрака сыграл энергичный актер озвучивания Нолан Норт, чьим голосом тот заговорил не только в дополнении. Все до одной реплики в оригинальной игре тоже были переозвучены. Честно говоря, даже Марлон Брандо не спас бы фразу «берегись, это сила темная», но, убрав монотонный голос Динклейджа, Bungie, по крайней мере, могли понять, что хотят исправить ситуацию. Аудитории озвучка Нолана Норта понравилась, но спустя годы нашлись и те, кто скучает по так называемому Динклеботу и хотят снова услышать его унылый монотонный голос. Когда 15 сентября 2015 года The Taken King вышла, ее единодушно хвалили. Вот что написал на Котаку мой добрый друг и постоянный напарник по Destiny Кирк Гамильтон. Целый год Bungie оступались, но наконец-то у них под ногами твердая почва. Создатели The Taken King заглянули игрокам в глаза и уверенно предложили им совершенно новую Destiny. И все было бы прекрасно, если бы на этом история закончилась, а Bungie, как Blizzard, провели работу над ошибками и взялись за следующий хит. Но впереди их ожидало еще много пертурбаций. Амбициозный десятилетний договор с Activision подразумевал, что осенью 2016-го должен выйти сиквел Destiny 2. Но это было нереально. Ожидания были слишком высокими, планы менялись слишком часто, а инструменты разработки слишком тормозили. В январе 2016-го Bungie отложили Destiny 2 еще на год, поменяв условия договора и выгодав для команды больше времени. На замену они подготовили приличных размеров дополнение Rise of Iron, которое выпустили в сентябре 2016 года. Спустя пару дней Bungie уволили своего SEO Гарольда Райана, да и утечка опытных сотрудников не прекращалась. Им не нравились офисные интриги и то, как долго в этой компании акции переходят во владение акционера-сотрудника. В 2007-м многие из этих людей громко ликовали, когда Microsoft передали студии ее активы. Теперь же именно уход в независимое плавание казался многим из них самой большой ошибкой в истории Bungie. Прошло 10 лет,
И много ли вообще в студии осталось людей, подписавших когда-то хвастливую декларацию независимости? Когда мы работали на Microsoft, Bungie были как такая кучка панк-рокеров, вечно трясущих тощими кулачками на маму и папу, говорит бывший сотрудник. А потом мы отделились, и больше трясти кулачком было не на кого. Пришлось разбираться со всем самим. Когда я пишу эту главу, то есть в начале 2017 года, история Destiny все еще не завершена. И нет пока ответов на многие вопросы о будущем франшизы, что внутри Bungie, что снаружи. Как люди примут Destiny 2? Что будет с серией потом? Останутся ли Bungie независимыми? Или Activision найдет способ их купить? Когда эта книга выйдет, часть ответов мы уже будем знать. Другие придут позже. Думаю, главный урок здесь в том, что создание любой игры — это очень сложно, говорит Джейми Гризмер. А делать амбициозную игру под большим давлением почти невыносимо. Когда у тебя в команде постоянно вспышки, проседания, проблемы с ассимиляцией и коммуникацией, в итоге впустую тратится столько времени и ресурсов, что это не может не сказаться на игре. С учетом всех обстоятельств вызывает уважение тот факт, что Bungie удалось выпустить хоть что-то, а тем более что-то настолько популярное. А Destiny — очень популярная игра о том, как ты летаешь в космосе и ноешь про Destiny. Может, это не «Властелин колец» и не «Звездные войны». Может, вся эта история стоила им частички души и кучи талантливых разработчиков. И все же трудности, с которыми столкнулась Destiny, не особо отличаются от тех, с которыми сталкиваются в индустрии почти все. Просто ставки были куда выше. И сюжет Destiny, в смысле сюжет про Destiny, вышел невероятно занимательным. Просто не по тем причинам, которые подразумевали Bungie. Глава 8. Destiny. В один прекрасный день в конце 2007 года Глава 9. Ведьмак 3. Ведьмак 3, блядь. Детство Марчина Ивинского омрачал призрак сталинизма, так что в компьютерные игры он особо не играл. Голубоглазый и вечно небритый, Ивинский был одним из многих варшавских парней, мечтавших всего лишь поиграть в те же игры, что и весь остальной мир. До 1989 года Польша оставалась коммунистической страной. И даже в начале 90-х, когда новоиспеченная демократическая Третья Республика перешла на свободный рынок, легальных игр в Варшаве было просто не достать. Зато попадались так называемые компьютерные рынки, развалы, где гики со всего города продавали, покупали и менялись пиратскими программами. Законов об авторском праве в Польше, по сути, не существовало, так что легко можно было переписать зарубежную игру на дискету, а потом продать ее на рынке. Вместе со своим школьным другом Михаилом Кичинским Марчин Ивинский проводил на этих рынках кучу времени и тащил домой все, во что можно было поиграть на их стареньких ZX Spectrum. В 1994 году, когда ему исполнилось хотя 20, так же, как и у Ивинский нас задумался о бизнесе. было. Он мог бы импортировать время компьютерные такое, игры короче. и распространять их по стране. Вместе с Кичинским они открыли компанию CD Projekt, названную в честь преобразивших индустрию CD-приводов, недавно появившихся в Варшаве. Сперва они импортировали игры и продавали их на компьютерном рынке, а потом стали подписывать договоры с зарубежными компаниями типа LucasArts и Blizzard, получая права на дистрибуцию в Польше. Прорыв случился, когда CD Projekt добыли у Interplay польские права на Baldur's Gate, одну из самых популярных ролевых игр в мире. Ивинский и Кичинский понимали, что им будет сложно убедить поляков покупать легальные копии игр, а не пиратить их в интернете или на компьютерном рынке. Да. Но они Это постарались такое. на славу. Baldur's Gate не только полностью перевели на польский, включая аутентичную озвучку. К игре также прилагалась карта мира, руководство по Dungeons and Dragons и саундтрек на CD. Надежда была на то, что поляки увидят смысл купить игру хотя бы ради бонусов. Если ее спиратить, все эти радости не получишь. Тактика сработала. В первый же день продаж раскупили 18 тысяч копий. Отличный результат для страны, где всего пару лет назад игры вообще не продавались легально. Так компания Ивинского смогла выпустить и другие большие РПГ того времени: Planescape Torment, Icewind Dale, Fallout. Прикольно. Успех на рынке дистрибьюции позволил Ивинскому вспомнить о реальной мечте — выпускать собственные видеоигры. В 2002 году он создал CD Projekt Red, подразделение CD Projekt, призванное заняться именно этим.
Но какие же игры делать? Кто-то в компании предложил выйти на переговоры с Анджеем Сапковским, знаменитым писателем книг в жанре фэнтези, которого многие называют польским Толкином. Сапковский написал сагу о Ведьмаке, серию книг, любимую в Польше и взрослыми, и детьми. Повествуя о беловолосом охотнике на чудовищ по имени Геральт из Ривии, сага о Ведьмаке добавляет в мрачное фэнтези мотивы из восточноевропейских сказок и мифов, как если бы «Игру престолов» снимали по братьям Гримм. Выяснилось, что на видеоигры Сапковскому плевать, но за разумные деньги он с радостью продаст CD Projekt Red За право деньги, работать да. с За серией. деньги, да. Команда Ивинского знала о создании игр очень мало, но «Ведьмак» уже был устоявшейся франшизой со своим лицом. Браться за него было проще, чем начинать с нуля. Кроме того, бренд этот имел шансы понравиться людям не только в Польше, но и по всему свету. В 2007 году, после 5 лет непростой разработки и нескольких перезапусков, CD Projekt Red выпустили «Ведьмак» для PC. Игра продалась вполне прилично, так что в 2011 году свет увидела «Ведьмак 2», тоже для PC. У двух частей хватало сходств. Это были мрачные, отнюдь не возвышенные экшен-РПГ. Обе старались добиться того, чтобы игрок ощущал влияние своих решений на мир и развитие событий. Обе были сложными и подошли бы не каждому. И хоть впоследствии CD Projekt Red портировали «Ведьмак 2» на Xbox 360, обе игры по-прежнему предназначались в первую очередь для PC, что ограничивало их аудиторию. Их конкуренты вроде Skyrim продавали миллионы копий отчасти и потому, что выходили сразу и на PC, и на консолях. А еще Skyrim делали в Северной Америке. К середине нулевых, когда игровая индустрия стала глобальнее, среди RPG возникло своеобразное географическое разделение. В США и Канаде компании типа Bethesda и BioWare делали масштабные, обласканные критиками хиты вроде The Elder Scrolls и Mass Effect. В Японии были Final Fantasy и Dragon Quest от Square Enix. Они пользовались не такой популярностью, как в 90-е, но у них оставались миллионы поклонников. А вот европейские RPG как-то не сумели добиться того же уважения, что американские и японские. Европейские игры вроде Two Worlds или Venetica выходили неоригинальными, кривыми и получали от критиков дурные оценки. Выпустив «Ведьмак 2», студия Ивинского завоевала себе приличную аудиторию и за пределами Европы, а в самой Польше и вовсе стала культовой. Дошло до того, что когда в 2011 году президент США Барак Обама посетил страну, премьер-министр Дональд Туск подарил ему копию этой игры. Правда, позже Обама признался, что не поиграл. Но сотрудники CD Projekt Red мечтали доказать, что и Был бы поляки ты могут человеком, соперничать с мировыми поиграл бы. гигантами вроде Bethesda и Square Enix. Ивинский хотел, чтобы название CD Projekt Red было у всех на устах, как BioWare, например. И помочь ему в этом должна была игра «Ведьмак 3». Во главу разработки поставили Конрада Томашкевича. На первом «Ведьмаке» он был тестером, а потом быстро взлетел по корпоративной лестнице и возглавил так называемый отдел квестов, который CD Projekt Red завели, взявшись за «Ведьмак 2». Обычно при создании РПГ в студии есть отдел дизайна и сценарный отдел, и вместе они сочиняют для игры квесты: «Убей 10 драконов», «Победи темного лорда», «Спаси принцессу». Но в CD Projekt Red отдел квестов — это самостоятельная сущность, где каждый сотрудник отвечает за дизайн, воплощение и улучшение своего кусочка игры. Работая главой этого отдела, Томашкевич много сотрудничал с другими командами, поэтому отлично подходил на роль гейм-директора. Когда ему сообщили, что он теперь в ответе за следующую большую игру студии, Томашкевич разволновался. Он стал расспрашивать руководство, как они намереваются привлечь к игре более широкую аудиторию. Одно из решений лежало на поверхности. Игра должна быть огромной. Мы поговорили с главой студии Адамом Бодовским и Теперь я понимаю, почему он так хуёво выглядел на тех «Чего не фотографиях. хватает нашим играм?» — говорит Томашкевич. И поняли, что не хватает им свободы исследования мира, а значит, мир надо сделать больше. Конрад Томашкевич мечтал о том, чтобы в «Ведьмак 3», в отличие от предыдущих частей, игрок не был привязан в каждой главе к конкретной локации. Пусть вместо этого он исследует большой открытый мир в любом направлении, ловит монстров и берет квесты где А, это угодно. другой. Описывая столпы дизайна игры, Ивинский очень часто употреблял слово «свобода». Еще им хотелось, чтобы игра выглядела просто замечательно.
И на этот раз нужно было выйти Ну, поняли, о одновременно ком я на думаю. PC и на консолях. Конрад Томашкевич. Этой игрой CD Projekt Red намеревалась показать миру, что польские игры могут добиться не худшего критического и коммерческого успеха, чем их конкуренты. Команда Томашкевича сразу набросала основные мысли. Они знали, что хотят рассказать историю о том, как Геральт ищет свою приемную дочь, Цири, популярную героиню саги о Ведьмаке, которой доступна могущественная магия. Крутой чел, Знали, походу. что главными злодеями станет дикая охота, орда призрачных всадников, вдохновленная одноименным европейским мифом. Знали, что действие игры развернется в 3 масштабных зонах. На Скеллиге, архипелаге островов, напоминающих Ныне Конрад Томашкевич ушел из CDPR, CD Projekt Red. Новости из 21 года, 5 мая. Так, Конрад Томашкевич сообщил агентству Bloomberg о том, что он ушел. Томашкевич отрицает обвинение в унижении рядовых сотрудников CD Projekt Red, однако в обращении с сотрудниками CDPR он отметил, что будет работать над своим поведением и надеется измениться. Блин, походу вообще творил пиздец какую хуйню. Около 17 лет там был. Такие дела, такие дела. Скандинавии, в Новиграде, крупнейшем и богатейшем городе в мире Ведьмака, и в Велене, ничейной земле, нищей болотистой местности, истерзанной войной. Такой масштаб ужасал, признается Конрад Томашкевич. Но на студии все хотят делать как можно лучшие игры, и трудности настолько мотивируют, даже если это очень серьезные трудности, почти непреодолимые. Началось предпроизводство, дизайнеры взялись обсуждать ключевые структурные элементы, и трудности не замедлили появиться. Даже на бумаге с дизайном не все было гладко, говорит ведущий дизайнер игры Матеуш Томашкевич, младший брат Конрада. Например, сперва мы хотели, чтобы после пролога игрок мог сразу направиться в Младший любой из брат 3 даже был у регионов. него. Хотелось дать игроку больше свободы, то Пиктограмм. самое ключевое слово Ивинского, но работу дизайнеров это усложняло. В CD Как там мои Projekt Red уже решили, пиктограммы что у будут? каждого врага в Ведьмак 3 будет определенный уровень, который не станет меняться вместе с уровнем игрока. Масштабирование уровня противников, которым так славится, к примеру, The Elder Scrolls Oblivion, вызывает у многих любителей RPG отвращение. Они жалуются, что если противники усиливаются вместе с игроком, то пропадает ощущение прогресса и развития. Не, ну слишком агрессивно. Мало есть в мире опытов неприятнее, чем созерцать, как вашего высокоуровневого супергероя выносит шайка жалких гоблинов. Но без масштабирования уровня противников трудно сбалансировать РПГ в открытом мире. Если игрок может сам решить отправиться им в начале игры на Скеллиге, в Новиград или в Велен, то во всех этих зонах должны водиться низкоуровневые враги, иначе будет слишком сложно. А если во всех регионах враги низкоуровневые, то, понабравшись опыта, игрок пройдет любую из них слишком быстро. Чтобы решить эту проблему, CD Projekt Red остановились на более линейной структуре. После пролога игрок отправляется в Велен, низкий уровень, потом в Новиград, средний, а потом на Скеллиге, высокий. Между регионами по-прежнему можно свободно перемещаться, но рамки главного сюжета чуть жестче. В конце концов, если игра и правда получится гигантской, то игрок только спасибо скажет за намек, куда отправиться. Мы не хотели, чтобы игрок ощущал себя потерянным. Он должен примерно понимать, куда идти и какова структура мира, говорит Матеуш Томашкевич. Нам показалось, что, возможно, сразу после пролога махнуть куда угодно перегружает игрока, что это чересчур. С ранних этапов разработчики знали, что хотят сделать необычайно большую игру. Основную кампанию в большинстве игр можно пройти за 10-20 часов. Более масштабные жанры — РПГ и игры в открытом мире — Да, замахиваются блядь, на пиздец, они там 40-60. ебанули, нахуй, я аж CD охуел, когда Projekt Red же проходил. хотели, Ну, в том плане, чтобы на что прохождение Ведьмак 3 это одна из уходило самых как крупных минимум игр. 100 часов.
который я Чтобы когда-либо проходил. достигнуть столь абсурдного показателя, дизайнерам «Ведьмак 3» нужно было взяться за работу как можно раньше, набрасывая и сочиняя сюжеты прямо во время предпроизводства, когда и игры-то еще не было. Все начиналось в сценарном зале. Мы брали общую идею, говорит Якуб Шамалек, один из сценаристов игры, потом развивали ее, разбивали на квесты. Проверяли у дизайнеров, ничего ли их не смущает, а потом итерировали. Главный квест игры будет о том, как Геральт ищет Цири, решили они, а события его будут перемежаться интерлюдиями, где можно поиграть за саму приемную дочь Ведьмака. Также в игре будет несколько важных, но опциональных сюжетных линий, участие в которых сильно повлияет на концовку игры. Например, история про убийство короля или любовный треугольник между Геральтом и чародейками Йеннифер и Трис. Обе они уже появлялись в предыдущих играх серии. Да. Наконец, будут побочные квесты, множество загадок, поручений и возможностей поохотиться на монстров. Матеуш Томашкевич стал главой отдела квестов, унаследовав эту роль от брата. Его задачей было работать со сценаристами. Для каждого квеста они формулировали тему. Этот — про голод. А потом передавали его дизайнеру, который прорабатывал структуру конкретнее. Сколько будет боевых ситуаций, сколько кат-сцен, сколько расследования. Нужно было простроить всю логику событий и понять, с чего начинается вся эта история, каковы цели игрока, с какими препятствиями ему предстоит столкнуться, говорит Матеуш Томашкевич. Очень важен темп Петр Грем. развития событий, потому что бывает так, что сюжет отличный, но если там слишком много диалогов или кат-сцен, он затягивается. Так что существенная часть нашей Нет. работы состояла именно в том, Я только чтобы сегодня следить за темпом. купил Им предстояло чудовищное графический количество планшет, работы, и вот но обкатываю времени его. до 2014 года оставалось мало, а именно тогда они планировали выпустить игру. По некоторым подсчетам, Я как бы мир вообще не Ведьмак 3 художник, должен был в 30 но раз превзойти мир Ведьмак 2 по масштабу. получается И когда дизайнеры неплохо. квестов увидели первые графические наработки и примерную карту мира, их Ну, охватила паника. неплохой, да. Когда нам только Да. показали масштаб мира, мы Вот были там в наверху ужасе, название его такой он был написано. Во, огромный, вот там говорит в углу. Матеуш Томашкевич. Мы не хотели, чтобы в игре был проходной контент. Значит, предстояло заполнить все эти просторы чем-то интересным и содержательным, потому что иначе они пустовали бы, а это тоже ужасно. В этих ранних обсуждениях дизайна игры Матеуш Томашкевич и его коллеги сформулировали одно простое правило — не делать скучных квестов. Я назвал их почтовыми квестами, обычные фетч-квесты, подай-принеси, говорит Томашкевич. Когда тебе кто-то говорит, принеси мне, мол, чашку, или 10 медвежьих шкур, или типа того, ты им приносишь, и все. Никакого поворота в конце, ничего. Каждый квест, даже самый маленький, должен чем-то запоминаться, содержать какую-то фишечку, неожиданный поворот, что-то внезапное. Ну да. Был момент при предпроизводстве, когда Томашкевич, опасаясь, что они не достигают нужной планки качества, вырезал из игры около половины всех квестов. Пиздец. Во-первых, я просто не был уверен, что мы успеем их все сделать, а во-вторых, воспользовался этой возможностью и отфильтровал слабые, говорит он. Они знали, что чтобы игра «Ведьмак 3» запомнилась людям, нужно обманывать их ожидания. В одном из ранних квестов под названием «Дела семейные» Ждем игру. Геральт знакомится с Так кровавым это не игра. бароном, жестоким правителем, Но у которого в есть информация о целом, Цири. видишь, как бы, ну, Чтобы барон этой рука информацией набивается поделился, потихоньку. Геральту нужно отыскать его пропавших жену с дочерью. А, классно. Но по мере развития событий выясняется, что в пропаже виноват сам барон. Он пил, бил жену и в целом Для вел себя игры как арт. последняя скотина. Но Но в теперь он, кажется, целом, как раскаивается. Вы бы, его простите, все попытаетесь будет. помочь ему Все наладить будет. отношения с семьей, поможете выкопать и экзорцировать демонический Завтра стрим зародыш по этой игре. мертворожденного младенца, закопанный у него в Завтра или «Ведьмак 3» не послезавтра. стесняется Ну, лучше выводить завтра, важные скорее всего. вопросы на Нечто новый будем уровень. проходить. Еще 2 В фильма вопросах посмотрим морали по и этики нечто. другие РПГ И обычно я вот четко что разделяют делаю? добро и зло. Оформлением Например, в стрима трилогии Mass занимаюсь Effect сейчас. варианты ответов в диалоге помечаются как добрые и злые. Но в «Ведьмаке» мало А хэппи-эндов. так, да, как бы я вообще не Разработчики забрасываю эту видят в этом тему. отражение польской Видишь, я культуры. потихоньку Таков обрастаю путь для всякими людей из разными Восточной Европы, инструментами, сказал в одном интервью Марчин навыками. Левинский.
Моя бабушка пережила Вторую Так мировую, что она это сбежала все из-под необходимо. надзора нацистов и несколько месяцев пряталась по деревням. Подобные следы можно найти в каждой семье существенной части команды. Хоть команда у нас и международная, большинство все же поляки. Ремастер Подобные Legacy вещи of Kain? оставляют отпечаток. Нет. Создавая квесты Он вроде и... истории Кровавого Барона, команда «Ведьмак 3» надеялась поставить игрока Я не перед в курсе. непростым выбором. Им хотелось, чтобы подобные морально-этические дилеммы оставались у него на уме, даже когда он прошел бы игру. Позавчера. На Нифига ранних много этапах ремастеров разработки, вышло. ломая голову над тем, как построить подобный сложный нарратив, сценаристы и дизайнеры CD Projekt Red столкнулись с классической проблемой. Как понять, впечатляющий ли получился квест, когда и игры-то еще нет? Сценарист Якуб Шамалик понял, что все непросто, только когда ему потребовалось представить сцену Бля. коллегам. Он сочинил, как ему казалось, неплохой момент, где Кстати. Геральт и чародейка Йеннифер остроумно пикировались. Оставалось смоделировать эту сцену в игре. Вот только художники еще не закончили модели Геральта и По уму Йеннифер, надо так бы что сейчас их мне пришлось тут... заменить случайными рыбаками. а, Анимации и движения губ в игре тоже пока не было. На фоне, где в будущем появится пейзаж с детализированными домами, пока стояли серые коробки. Камера периодически ошибалась и влетала кому-нибудь в голову. Разумеется, не было озвучки. Ее запишут только когда диалоги будут утверждены, так что текст нужно было читать и мысленно представлять, как он прозвучит. «И вот ты такой сидишь и пытаешься им объяснить», — говорит Шамалик. «Короче, представьте, что происходит это вот тут, а здесь Геральт делает такое лицо, а вот тут пауза, а потом они говорят вот это, а потом мы видим, как Геральт морщится. И должно быть смешно. Но в комнате сидят 10 человек, а они смотрят на экран и говорят: «Я не понял юмора». Шамалик — писатель, любящий иронический тон. До «Ведьмак 3» он никогда не работал над играми и не представлял, как это подчас сложно. В одном квесте есть сцена, где Геральт и Йеннифер идут по заброшенному саду. Шамалику нужно было написать диалог, который отразит сложную историю отношений этих героев. Геральт и Йеннифер иронизировали и поддевали друг друга, но предполагалось, что за этим скрывалось подлинное душевное тепло. Вот только при раннем тестировании такие тонкие эмоции невозможно передать. Это работает только когда есть озвучка, потому что хороший актер может съязвить и при этом передать теплые отношения, говорит Шамалик. Но когда это лишь буквы в нижней части экрана, а беседуют два рыбака со Скеллиге, очень трудно это передать и убедить тех, кто оценивает твою работу, что в итоге оно сыграет. И поэтому Шамалику и другим сценаристам пришлось делать очень-очень много черновиков, перерабатывая каждую сцену по мере того, как команда постепенно достраивала игру. Когда появились базовые модели персонажей и рудиментарная анимация, разобраться в сценах стало чуть проще. Люди часто интересуются, как CD Projekt Red удалось так отточить сценарий игр про Ведьмака, особенно с учетом того, как много в них сюжета. Ответ прост. По-моему, в «Ведьмак 3» нет ни одного квеста, который бы просто сочинили, одобрили и потом записали, говорит Шамалик. Все переделывали десятки раз. В феврале 2013 года CD Projekt Red анонсировали «Ведьмак 3», разместив на обложке популярного журнала Game Informer изображение Геральта и Цири верхом. На обещание команда Конрада Томашкевича не скупилась. «Ведьмак 3» будет больше, чем Skyrim. Там не будет загрузки отдельных локаций. Она выйдет в 2014. Да, В ней будет не меньше 100 часов геймплея. правда. «Мы долго обсуждали эту обложку», — говорит Томашкевич. «Нам нужно было сакцентировать, что в игре открытый мир». Это был их первый выход в свет. Подчеркнув, что «Ведьмак 3» — это игра, где можно добраться куда угодно и делать там что угодно, CD Projekt Red хотели показать миру, что в Польше тоже умеют делать неплохие РПГ. Блядь, что это? Разработчики сознательно не уточняли, на каких платформах выйдет игра, потому что Sony и Microsoft еще не анонсировали свои следующие консоли. Но все в команде знали, что их интересует PC, Xbox One и PlayStation 4. А прошлое поколение они трогать не станут. Это был серьезный риск. Некоторые аналитики полагали, что PlayStation 4 и Xbox One окажутся куда менее популярны, чем их предшественницы, и большинство издателей настаивали на том, чтобы их игры выходили сразу и на старом поколении, и на новом,
тем самым захватывая как можно большую часть аудитории. Именно так Electronic Arts и Красная Activision звезда. поступили с Dragon Age Да, Inquisition и Destiny. да, ничего, передумайте. Но в CD Projekt Red понимали, Что-нибудь что сделают. старое железо не потянет их амбиции. Ну, учитывайте, что Если это бы они будет, это, сократили как его, потребление игровой памяти на полную оно будет возможности двигаться. консолей прошлого Я хочу поколения, сделать им не удалось бы анимацию. достигнуть такого же фотореализма. CD Projekt Red хотели создать мир с функциональной экосистемой и циклом дня и ночи, с пестрыми городами и ветерком, качающим траву. Они хотели, чтобы игрок мог исследовать любой регион, не прерываясь на подгрузку его элементов. Ни на PlayStation 3, ни на Xbox 360 достигнуть этого не удалось бы. Вскоре после того, как игра была анонсирована, а Game Informer увидели ее демоверсию, инженеры CD Projekt Red радикально изменили процесс отображения графики. Хорошая новость состояла в том, что все, от Да. складок на кожаном мешке до отражения героев в воде, стало выглядеть куда четче. Плохая в том, что художникам нужно было переделать под эту систему почти все модели. Такое бывает нередко, говорит художник по спецэффектам Жозе Тейшейра. Добавляют новую фичу, и если она считается для игры важной, то даже большое изменение, даже переделка ассетов того стоит. Тейшейра – португалец, который в основном отвечал за спецэффекты вроде погоды и капель крови. Он потратил много времени не только на саму графику игры, но и на исследования и эксперименты с новыми технологиями, которые дополнительно все украсили бы. Ему же предстояло отыскать способы оптимизировать эти технологии. Даже в крошечной деревушке, к примеру, могут быть десятки источников света, свечи, факелы, костры, и каждый из них при малейшем дуновении ветерка начинал высасывать из Ведьмак 3 ресурс памяти. Но нам пришлось работать с так называемым уровнем детализации, говорит Тейшейра. Чем дальше объект, тем меньше на нем деталей. Так что пришлось быть очень внимательными, чтобы не вышло, к примеру, так, что мы использовали чрезвычайно сложную систему частиц для объекта, который находится от игрока в километре. Разработка продолжалась, и дизайнеры Ведьмак 3 снова запаниковали, что им не хватает контента. Они рассказали всему миру, что игру нужно будет проходить минимум 100 часов. Может, число было и нелепым, но теперь-то его уже пообещали. Нам все казалось, что игра слишком короткая, что 100 часов мы не наберем, говорит Матеуш Томашкевич. Но мы такие: нет, мы дали слово, мы обязаны сделать 100 часов геймплея. Отдел Томашкевича извергал из себя все новые и новые квесты, изо всех сил следя за тем, чтобы они не были почтовыми, но страх пустоты не уходил. Одной из важных фич Ведьмак 3 была лошадь Геральда — Плотва. Это шутка из книжной саги о Ведьмаке, там Геральт называет всех своих лошадей одинаково. Но ездить верхом, а это главный способ перемещения по миру Ведьмака, куда быстрее, чем ходить. Следовательно, все зоны должны быть большими. Очень, очень большими. С каждым днем мир разрастался, требуя от отдела квестов все больше контента. Мы знали, что хотим открытый мир и езду верхом, и хотели, чтобы игра была очень масштабной, реалистичной в этом смысле, говорит Матеуш Томашкевич. Поэтому локации все росли. Но главной проблемой, вызывавшей у отдела квестов больше всего тревоги, было то, что многие ключевые механики Ведьмак 3 до сих пор оставались под вопросом. Боевая система требовала доработок, и при тестировании дизайнеры переводили Геральда в режим бога, он убивал любого монстра с одного удара. Из-за этого трудно было понять, хорош ли темп повествования. Трудно прикинуть, сколько именно часов геймплея будет в игре, когда геймплей еще не работает, говорит Томашкевич. Все эти переменные складывались в игру, которую никто не мог толком оценить. По словам Матеуша Томашкевича, очень сложно оценивать качество чего-то, когда его не видно. Весь 2013 и даже в 2014, бесконечно тестируя Ведьмак 3, команда продолжала сомневаться, не получается ли игра пустой. Благодаря новому способу отображения графики они добились кое-каких потрясающих технических успехов, и многие сотрудники команды с открытым ртом любовались на то, как же красив их мир. Деревья будто прямиком пришли из польского леса. На кольчуге Геральта виднелось каждое колечко. Кожа получилась весьма кожаной, но мир был огромен, и вся команда переживала, удастся ли сдержать проклятое обещание предоставить 100 часов.
Каждый из 3 больших регионов Ведьмак 3 масштабнее большинства игр с открытым миром. А ведь там есть еще и регионы поменьше, к примеру, крепость Каэр-Морхен и локация Белый сад из пролога. Чтобы оживить мир, команда дизайнеров уровней прочесала всю карту и разместила на ней так называемые точки интереса. В каждой точке интереса можно что-нибудь отыскать, от несущественного, группа бандитов, до более серьезного, торговец, который попросит вас выяснить, кто убил его помощника. В некоторых таких точках стоят унылые деревушки, в других — древние развалины, полные монстров и сокровищ. Дизайнеры уровней отвечали за то, чтобы подобными точками интереса был заполнен весь игровой мир. Мы хотели сперва прикинуть масштаб, сколько точек интереса надо, сколько будет чересчур, говорит Майлз Тост, дизайнер уровней. Мы просто раскидывали их по уровню. Потом брали едва работающую лошадь и скакали между ними, замеряя, сколько времени это занимает, а потом разбирали. Ага, то есть сейчас новая точка интереса появляется каждую минуту. Ну и так далее. Опирались мы на другие игры, например, Red Dead Redemption или Skyrim. Проверяли, как с этим там, а потом думали, ну и как, нравится нам их вариант? Или нам надо плотнее? Или как-то иначе? Команде Тоста не хотелось, чтобы мир Ведьмак 3 воспринимался как свалка разрозненных квестов. Они строили цельную экосистему. Вот деревня, в которой производят кирпичи, и она соединяется с Новиградом хитрыми торговыми путями. Вот мануфактуры, сельское хозяйство и прочие атрибуты убедительного средневекового мира. Взгляните, например, на хутора вокруг Новиграда. Они реалистичны. Именно столько нужно земель, чтобы обеспечивать ресурсами огромный город, говорит Тост. Все люди, живущие в этом мире, опираются на некие инфраструктуры. Мы очень внимательно к этому относились. Там есть даже деревня, в которой делают повозки. По мере того, как команда Ведьмак 3 росла, эта тяга к реализму начала приводить к осложнениям. В какой-то момент команда Тоста заметила серьезную проблему с Веленом. Там было слишком много еды. Изначально подразумевалось, что в Велене голод, говорит Тост. То есть людям там еды не хватает. Но почему-то один художник по окружению наполнил многие дома в Велене колбасой и овощами. Дизайнерам уровней это не давало покоя, так что они потратили много часов на то, чтобы прочесать все деревни Велена, отбирая у людей еду, как этакие антиподы Робин Гуда. Нам пришлось проверить все дома в этой зоне и убедиться, что еды мы оставили как можно меньше, говорит Тост. CD Projekt Red полагали, что именно подобное внимание к деталям и выделит Ведьмак 3 на фоне конкурентов. Подход, напоминающий взгляд Naughty Dog на Uncharted 4. Большинство игроков не заметят, сколько еды хранится в веленском шкафу, но тот, кто внимание все-таки обратит, будет вознагражден. В этой игре обязательно наступает момент, когда осознаешь, что разработчики не пожалели времени на мелочи, вроде хруста веток на ветру, или на то, чтобы солнце вставало все раньше и раньше по мере того, как ты продвигаешься на север. И это завораживает. Конечно, когда у тебя целая студия перфекционистов, на мелочи начинает уходить слишком много времени, и это проблема. С точки зрения игрока деталей все равно всегда не хватает, говорит Тост. Люди любят исследовать мир, и ты это понимаешь. Но, конечно, в какой-то момент приходится вспоминать о масштабе всего проекта и решать, правда ли угол наклона вот этого камня привнесет что-то в игру. Может, лучше оставить камень в покое и пойти исправить пару багов. Каждая секунда, ушедшая на то, чтобы добавить игре деталей, каждая минута отладки квестов, каждый час борьбы с недостроенным миром вели к тому, что график производства растягивался. Все эти задержки накапливались, и когда наступил 2014 год, студия поняла, что им нужно больше времени. В марте 2014 года CD Projekt Red объявили, что откладывают Ведьмак 3 еще на полгода, до февраля 2015. Совет директоров волновался, но они не пытались вмешаться и повлиять на игру, потому что доверяют нам, говорит Конрад Томашкевич, гейм-директор. Мне было тяжело, потому что весь этот груз, весь стресс был на моих плечах. Я понимал, что все может обернуться катастрофой, потому что в эту игру вложено много денег, так что она обязана выйти успешной. С того дня, как в 1994 году, когда Марчин Ивинский основал CD Projekt, и с того дня в 2002 году, когда он основал CD Projekt Red, студия выпустила всего 2 игры. Ведьмак 3 станет 3.
Компания сохраняла независимость благодаря инвесторам и другим источникам дохода, например, принадлежащему им успешному онлайн-магазину игр GOG. Марчин Ивинский не боялся, что если «Ведьмак 3» провалится, то CD Projekt Red ожидает банкротства. И все же это был огромный риск. Благодаря обложке Game Informer и нескольким мощным трейлерам «Ведьмак 3» привлекла больше внимания, чем ее предшественница. Не оправдая CD Projekt Red ожидания аудитории, на их надеждах конкурировать с другими большими издателями можно было бы поставить крест. «Ожидание аудитории — это очень круто», — говорит Конрад Томашкевич. Но в то же время, пока мы были в недрах проекта, у нас была куча сложностей. Например, движок постоянно падал, а еще мы не смогли вовремя настроить стриминг. На PlayStation 4 и Xbox нам удалось отобразить на экране только одну точку, и при этом мы знали, что должны выдать достойный результат, и это давило на всю команду. В общем, 2014 год стал для польской компании годом кранча. В июне на E3 CD Projekt Red собирались показать длинную демоверсию «Ведьмак 3», где Геральт исследовал бы болото Велена. Оставаясь в офисе до ночи и по выходным, сотрудники студии согревали себя мыслью, что на E3 они выступят плечом к плечу с мощнейшими издателями вроде Ubisoft и Activision. В горящем неоновыми огнями выставочном зале, где всеобщее внимание привлекали гиганты вроде Maiden и Assassin's Creed, «Ведьмак 3» не подкачало. Крупные сайты вроде IGN и GameSpot отметили качество презентации. CD Projekt Red были аутсайдерами, темными лошадками, какими-то чуваками из Польши, которые сделали всего 2 игры, но аудитория сочла «Ведьмак 3» одной из самых впечатляющих презентаций на выставке. «Это нас очень вдохновило», — говорит Петр Томинский, программист анимации. «Мы были не прочь стать как те суперизвестные компании». В 2014-м кранч продолжился. Разработка становилась все напряженнее, а игра продолжала меняться. Команда по квестам осознала, что слишком мало историй касаются разворачивающейся на фоне основного сюжета войны между Нильфгардом и Реданией, так что многое пришлось переделать. Инженеры переработали систему стриминга, потратив часы на то, чтобы объекты незаметно подгружались на фоне, а игроку, соответственно, не пришлось видеть экраны загрузки, скача на лошади из одной локации в другую. Также программисты CD Projekt Red постоянно пытались улучшить инструменты работы с игрой. Бывали дни, когда движок падал раз 20 или 30, вспоминает Якуб Шамалик. Впрочем, это было не так уж ужасно, мы ожидали этих падений, так что сохранялись каждые 5 минут. Казалось, каждый день в «Ведьмак 3» что-то менялось. Художники решили объединить Новиград и Велен, слив их в единую гигантскую карту вместо 2 раздельных локаций. Дизайнеры правили, меняли и доделывали буквально все. Помню, мы читали, что пишут на форумах и добавляли в игру штуки, которые люди в самом деле просили, говорит ведущий дизайнер квестов Матеуш Томашкевич. Например, было видео, где вдалеке маячил Новиград, и нашлись хардкорные фанаты, которые принялись его обсуждать. В книгах описывалось, что у Новиграда толстые высокие стены, а в трейлере их не было. И мы подумали, да, пожалуй, стоит их добавить. И добавили. Новиград огромный, полный деталей, с узкими улочками и красной черепицей на крышах, изрядно напоминает средневековый старый город в Варшаве. Оба они запутанные, мощеные и кишат жизнью. Как и Новиград, старый город — фальшивка, по кирпичику восстановленная после того, как во время Второй мировой войны его уничтожили Люфтваффе. Впрочем, в отличие от Новиграда, по улочкам старого города Варшавы можно пройти и не наткнуться на нищего, который заглючил и взлетел. К концу 2014-го, когда финишная прямая уже замаячила впереди, CD Projekt Red отложили выход игры еще на 12 недель, перенеся его с февраля на май. За это время они могли исправить еще немного багов, а бизнес-отдел полагал, что в мае с «Ведьмак 3» будет конкурировать меньше крупных релизов. «Для нас это был идеальный момент», — говорит Конрад Томашкевич. «Вообще, думаю, нам повезло. Выйдя мы в изначальную дату, пришлось бы конкурировать с Dragon Age и другими играми. А в мае люди как раз допрошли все прошлогоднее и ждали нового блокбастера». Dragon Age. Еще одним важным поводом придержать релиз, по словам сотрудников CD Projekt Red, было нежелание уподобиться Assassin's Creed Unity. Эта игра вышла на пару месяцев раньше нужного, и многие критиковали ее за гличи графики, среди которых был и жутковатый баг, взрывающий персонажам лица. Разумеется, взорванные лица миметизировались.
В эти последние месяцы в некоторых отделах кранча было больше, чем в Блин, других. забавно, да? Сценаристы уже пережили самые строгие дедлайны и под конец Одна из проекта самых могли лучших немного игр вообще, в расслабиться. принципе. Теперь им оставалось лишь написать все письма, Ну, точнее, его записки и прочие разработчики тексты из игры. так комплексовали по CD поводу своей Projekt игры. Red, сценаристы, Ну, вообще, это в игровые принципе, писатели, комплексовали. а значит, И надо боялись, писать, что они говорит Якуб будут вне Шамалик. конкуренции у Еще Dragon нам нужно Age. было проследить за тем, чтобы над гусем было написано Да. «гусь», а головка сыра называлась Сейчас головкой сравни сыра. Dragon Age И с чтобы Ведьмаком чертеж 3. легендарных штанов школы Грифона именно так и назывался. Сценаристы проработали На тебя люди посмотрят как на ебанутого долбоеба просто. Типа, ты такой скажешь, да Dragon Age, типа, лучше Ведьмака. Да, люди бы, ну, не поняли бы тебя максимально. Вообще. Интересно. всю базу текстов в игре и проследили за тем, чтобы все технические тексты были на месте. Бывали моменты, когда кошка называлась олень, олень назывался сыр и так далее, говорит Шамалик. До этого я несколько лет писал диалоги, так что теперь просто отдыхал. Мы сидели, разбирались с гусями, и никто нас не трогал. Но для других отделов эти последние месяцы были куда суровее. Те члены команды, кто находился в конце пайплайна, например, звуковики или команда по спецэффектам, сидели в офисе допоздна. QA-тестерам было особенно сложно. В игре масштаба «Ведьмак 3» с таким количеством квестов, локаций и персонажей физически невозможно отыскать каждый важный баг и глич. Но все же им предстояло попытаться. Начинаешь осознавать не только весь масштаб игры, но и всю ее вариативность, говорит Жозе Тейшейра. Не просто игра падает, если зайти в этот дом, а игра падает, если поговорить вот с этим человеком, сесть на лошадь и тогда зайти в дом. Авторы стали придумывать всякие такие ситуации в жанре «что за хрень?». В итоге «Ведьмак 3» вышла с кучей багов, как и большинство видеоигр, но благодаря лишним 3 месяцам они избежали катастрофы уровня Assassin's Creed Unity. Дата релиза приближалась, и команда приготовилась зажмуриться. С момента выхода той обложки для Game Informer ожидания игроков стабильно росли, но кто знает, как мир оценит их игру. Разработчикам она казалась неплохой, и особенно они гордились сюжетом и сценарной работой, но ни одна из прошлых игр серии не привлекала особого внимания за пределами ниши хардкорных PC-геймеров. Сможет ли Ведьмак 3 конкурировать с играми вроде Skyrim и Dragon Age Inquisition? Они надеялись расширить аудиторию и продать несколько миллионов копий, но не слишком ли это оптимистичный прогноз? А вдруг игра недостаточно большая? А вдруг РПГ про Восточную Европу никому не нужна? А потом посыпались похвалы. 12 мая 2015 года, когда стали появляться рецензии на «Ведьмак 3», интернет просто захлебнулся восторгом. Вот что, к примеру, написал рецензент с сайта GameSpot. «Пусть у вас не останется сомнений, это одна из лучших ролевых игр в истории. Титан среди гигантов и произведение, которое задало новую планку всем подобным играм в будущем». Другие отзывы были не менее хвалебны, и для сотрудников CD Projekt следующие несколько дней прошли как в тумане. На прошлые игры серии критики не обращали столько внимания, и уж тем более не делали им столько комплиментов. Это так странно. Задним числом думаешь, что, наверное, нам всем полагалось ликовать и давать друг другу 5, типа «мы это сделали», вспоминает Жозе Тейшейра. А на деле мы читали эти отзывы, просто переглядывались и такие: черт, ну и что нам полагается делать со всей этой информацией? Ясное дело, никто в тот день не работал. Все бесконечно гуглили «Ведьмак 3. Отзывы» и обновляли страницу. И этот год вдруг стал лучшим в наших послужных списках. 19 мая 2015 года CD Projekt Red выпустили «Ведьмак 3». Каким-то образом игра вышла даже больше, чем они ожидали. Может, дело было в боязни сделать недостаточно контента, в итоге они перегнули палку в другую сторону и сделали слишком много. Игра должна была занять 100 часов, но ее квесты, точки интереса и просто исследование локаций потребуют скорее 200, а если играть медленно, то и больше.
Безусловно, можно спорить о том, должна ли игра вообще быть такой длинной. Задним числом кое-кто в CD Projekt Red считает, что им стоило сократить ее на 10-20%. Но в «Ведьмак 3» поразительно то, как ускользающе мало событий там нужны лишь за тем, чтобы забить время. Матеушу Томашкевичу удалось избежать почтовых квестов. Как он и просил, в каждом сюжете «Ведьмак 3» есть какое-то осложнение или поворот. Позже дизайнеры из BioWare сказали мне, что после Dragon Age Inquisition надеются использовать этот принцип в какой-нибудь будущей игре. CD Projekt Red начинались с того, что Марчин Ивинский добыл права на дистрибуцию Baldur's Gate от BioWare. Теперь же BioWare планирует следовать заветам его компании. Ну и кто теперь посмеет сказать, что с европейскими РПГ что-то не так? В стильных, обитых деревом залах огромного офиса CD Projekt Red в Варшаве висят постеры с запоминающимся, хоть и малость неловким слоганом студии. «Мы — бунтари», — гласят они. «Мы — CD Projekt Red». Хороший вопрос, думал я, пробираясь через лабиринты столов и компьютеров осенью 2016 года. Насколько этот слоган нынче правдив? CD Projekt Red ведь превратилась в открытое акционерное общество с почти 500 сотрудников и офисами в 2 городах. Когда мы проходили мимо одного набитого людьми зала, экскурсовод сказал мне, что это обучение новых сотрудников. Еба. CD Projekt Red нанимают столько людей, прибавил он, что обучение приходится проводить каждую неделю. Охуеть. После недавнего фантастического успеха опытные геймдизайнеры со всего света эмигрируют сюда, просто чтобы попасть в эту компанию. Слово «бунтари» подразумевает контркультурность. Оно наводит на мысль о разработчиках, идущих против трендов и делающих игры, которые никому другому и в голову бы не пришли. CD Projekt Red же теперь крупнейшая игровая студия в Польше и одна из самых престижных в мире. В августе 2016 года она стоила больше $1 миллиарда. И где же тут бунтарство? Спроси вы меня пару лет назад, я бы сказал, что, разросшись до такого размера, мы наверняка потеряем старый дух, но он все еще здесь, говорит Марчин Ивинский. Его компания с помпой выпускала бесплатное дополнение к «Ведьмак 3», громко высказывалась против технических средств защиты авторских прав, так называемого DRM, поскольку они ограничивают возможность использовать, продавать и изменять игры. В GOG, цифровом магазине CD Projekt Red, DRM нет. Ивинские любят говорить, что они верят в пряник, а не в кнут. Чем пытаться защитить игру от пиратов, лучше попытаться убедить потенциальных пиратов, что игра от CD Projekt Red стоит уплаченных денег. Прям как тогда, много лет назад, на компьютерных рынках Польши. Если тебе не на что покупать игры, то у тебя 2 варианта, говорит Рафал Яки, менеджер по развитию бизнеса. Либо ты не играешь вовсе, либо ты пиратишь. Но когда тебе исполняется 20, ты начинаешь зарабатывать, может, начинаешь покупать игры и становишься потребителем. Вот только нафига оно тебе нужно, если индустрия ведет себя с тобой по-хамски? Пусть у тебя появились деньги на покупку, но зачем тебе меняться, если ты видишь, что тратиться предлагают на дополнение с костюмами, которые стоят $25? Если ты купишь его в GameStop, то получишь синюю ленточку, а если в другом месте, то красную. Зачем тебе это? Даже делая «Ведьмак 3», команда CD Projekt Red ощущала себя бунтарями. Не потому, что они соперничали со множеством компаний больше и опытнее себя, но потому, что принимали решения, которые, на их взгляд, другие бы не приняли. Ради своих целей мы ломали все правила геймдизайна, говорит Конрад Томашкевич. Чтобы их добиться, я постоянно прохожу все квесты в игре с ее pre-альфа-сборки. Вообще, я проходил каждый квест «Ведьмак 3» около 20 раз, чтобы убедиться, что все правильно. Диалоги в этом квесте верно соотносятся с тем, что было сказано в другом, и будет сказано в следующем, что нигде нет пробелов. Потому что для наших игр очень важно погружение, и если где-то есть дырки и что-то лишнее, то оно пропадет. Сидя в кафетерии CD Projekt Red и тыкая вилкой в вегетарианскую лазанью, я размышлял, могла ли «Ведьмак 3» возникнуть где-нибудь в другом месте. Пейзажи вокруг Варшавы, эти пышные леса и холодные реки, будто сошли со скриншота этой игры. По сравнению с Северной Америкой и остальной Европой, жить в Польше дешевле, так что CD Projekt Red может позволить себе выплачивать сотрудникам относительно низкую зарплату. По мере того, как в компании прибавляется экспатов, это меняется, сказал мне Ивинский.
Игра также черпает вдохновение в польских сказках, не говоря уже о безобразном расизме, войнах и геноциде, которых хватало в истории Варшавы и которые нашли отражение в «Ведьмак 3». Но в первую очередь этой игре позволили состояться люди. В 2016 году в CD Projekt Red сотрудников не-поляков стало столько, что студия официально перешла на английский. Но многие из этих славянских сердец еще хранят детскую боль. Они росли, пиратя игры на компьютерных рынках, добывая пиратские версии игр типа Stone Keep и мечтая однажды сделать свою РПГ. «Думаю, что при коммунизме многие не могли выразить себя», — говорит Конрад Томашкевич. Но когда наступила демократия, когда все смогли заняться тем, чего им хочется, постепенно люди начали воплощать свои мечты. Даже после успеха «Ведьмак 3» разработчики, кажется, хотят и дальше доказывать миру, что они заслуживают права стоять на большой сцене на выставке вроде E3. Может, это и есть настоящий дух бунтарства. Глава 9. «Ведьмак 3». Угу. Прикольно. Детство Марчина Явинского омрачал призрак сталинизма, так что в компьютерные игры он Глава особо не 10. играл. Star Wars 1313. Не, ну вообще, да, как будто бы. Это же до сих пор есть у CD Projekt Red. Насколько я помню, Киберпанк выходил без Денувы. Она как вышла, сразу же появилась в торрентах. Моментально просто. Да. Круто. Круто, круто. Блин, ребят, я походу забуксовал. Но сейчас попробую нормально сделать. О. Нарисуй ковер, который стену крепит. Угу. В принципе, можно. Но вряд ли повторю. Хотя, не знаю. Нормально. Слишком мало места, лучше не стоит, думаю. Да не, посмотрим. Я, может быть, вообще там что-то сделаю. Ну, посмотрим. Чем больше деталей, тем лучше, на самом деле. Мало какая игра могла похвастаться таким Хотя шансом посмотрим, на может, грядущий не успех, очень как будет были идеи, у да. Star Wars 1313. Идеальный вид сочетания. Кинематографичный геймплей в духе Uncharted, возможность расстреливать врагов и рулить пылающими космическими кораблями, плюс богатый мир «Звездных войн», пожалуй, самой популярной франшизы на Земле. Когда культовая игровая студия LucasArts показала эффектную демо-версию Star Wars 1313 на выставке E3 2012, аудитория была в восторге. Наконец-то, после стольких лет разочарований в играх и на большом экране, «Звездные войны» пришли в себя. Утром 5 июня 2012 года, в первый день E3, несколько ведущих специалистов... Кажись, это негативная история, потому что я никогда не слышал про «Звездные войны» 1313. Походу, это
Звездные войны, которые сдохли. Хотя, возможно, которая, возможно, потом превратилась в Fallen Order. Ну, про рыжего джедая. Кто его знает. Ну, интересно. С команды Star Wars 1313 расположились в темном зальчике на втором этаже Лос-Анджелесского конференц-центра. Они развесили по стенам огромные постеры с концепт-артом, создавая у посетителя ощущение, будто он спускается в трущобы Корусанта. Да, LucasArts выступали не в главном зале, но все равно планировали наделать шуму. Последние годы дела у студии шли ужасно, и они хотели доказать, что могут снова создавать отличные игры. Целых 3 дня креативный директор Star Wars 1313 Доминик Рабиллиард и ее продюсер Питер Николае играли в демо, каждые полчаса показывая ее новой группе журналистов и посетителей. Демо начинается с того, как 2 безымянных охотника за головами идут по ржавому кораблю, болтая про опасный груз, который им предстоит увезти на Землю. К кораблю цепляются пираты под предводительством злобного дроида, и тот посылает в грузовой отсек несколько десятков противников. Тут мы видим боевку Star Wars 1313 глазами игрока, который, управляя одним из охотников за головами, прячется за какой-то ящик и открывает огонь. Убив пару врагов, сперва из бластера, а потом и впечатляющим Полу Нельсоном, которому нашлось бы место в фильме с Брюсом Ли, герой со своим напарником возвращаются на корабль. Но они опоздали. Пираты уже крадут их груз. После пары зрелищных сцен, включая восхитительно жестокий момент, когда напарник засовывает врага в спасательную капсулу с гранатой, охотники прыгают на корабль пиратов в надежде вернуть свою добычу. Игровой персонаж приземляется на горящую обшивку, карабкается по падающим кораблям вслед за напарником и прыгает через дыру в искореженном металле, после чего видео обрывается логотипом. Это была одна из самых зрелищных презентаций на той выставке E3, говорит Адам Розенберг, журналист и мой друг, которому довелось тогда взглянуть на игру. LucasArts сделали трейлер, который не мог не понравиться человеку, любящему одновременно и «Звездные войны», и видеоигры. Другие репортеры были не в меньшем восторге, а игроки заявляли, что мало в жизни видели. Не, я уверен, есть видео. Я уверен, есть видео. Ну-ка. Star Wars 1313. Трейлер. Нихуя. Ну... Дай-ка вот именно про E3 трейлер. I've seen some pretty sorry excuses for transports in my time. This has got to be the saddest rust bucket I've ever set foot in. I've seen worse. Hell, I've lived in worse. But if it's so dangerous where we're going, why aren't we taking your ship to get there? I mean, is this thing even armed? We needed something less obvious, like a standard cargo ship. Привет, ФБМЭД. Да, вот наверху написано. Интро GPX Starting 30. to think you brought me along just to do your Здесь. dirty work. If you think this is the dirty work, you better get ready for a wake-up call. Да. It's a lot dirtier where we're headed. No problem. А чё началось? What the fuck? All right, he isn't going anywhere.
Ну-ка, ну-ка. Might as well see if there's any place more comfortable on this rust bucket. It's a long way down. Ваком берут. Yeah, Ну, я в the МВидео rails aren't заходил. uncoarsened. They're underneath it. Ну, короче, как? Сегодня в Якутске очень холодно. Очень холодно. Очень холодно. Я давно такого холода не ощущал. Я вдруг осознал, что я, давненько не охеревал от холода. И, в общем, сначала я пошел в ДНС. Ездил я на автобусе. И как бы какое-то время все равно приходится идти пешком, как бы то ни было. И я отчаянно искал в ДНС этот сраный графический планшет какой-нибудь, но не было его. И причем каждый сотрудник ДНС, как всегда, по обыкновению, вели себя как, не знаю, как сонные мухи какие-то. Ну, то есть они такие какой-то херней там занимаются, что-то развешивают, там какие-нибудь там проводка, и еще с кем-то там общаются. И я их спрашиваю, а где тут графические планшеты? Они такие, а вот там. И дальше там. А я ищу, смотрю своими глазами, пытаюсь посмотреть. И ни хера не вижу, нету, блин. А может быть, где-то в складе у них есть или еще что. Спрашиваю еще другого челика, он такой, давайте пройдемте со мной. Идет, блин, идет там. Ищет. И он искал столько же времени, сколько и я, и он говорит, а нет. Суки ебаные. Там еще один старикан какой-то зашел, и типа, он как будто бы, частенько заходит в ДНС, и он прям, как какой-то солдат, как какой-то старшина, типа, продавцы, типа, орет там, короче, ко мне! Прям там конкретно суету навел. Мне нужна помощь, там. А они такие, короче, к нему никто не подходит, блин. И этот старикан на меня еще посматривал, типа, у него, видимо, зрение плохое, и он так посматривал на меня, думал, что я продавец. Потом, когда, типа, подошел ко мне поближе, чтобы там что-то, типа, якобы посмотреть, какой-то там ноутбук, типа, он такой меня рассмотрел, и я такой, и дальше, короче, начал вдоль коридоров, этих, как его, полок идти и говорить там, типа, продавцы, там, а я там на какое-то время потерял и, разочаровавшись, ушел, и, как бы, в общем, пришел к выводу, что ДНС все так же, типа, набирает хуй пойми кого, короче, там все очень плохо. Просто вот если вспомнить, как я там компьютер собирал, это пиздец. Ой, это пиздец. Эти идиоты конченые, эти долбоебы, по-другому не скажешь, они как делали? Дай бог вспомнить. Это мега идиотская хуйня была. Они, в общем, включали компьютер, он как будто бы работал, но они типа такие брали проводок HDMI и вставляли его не от монитора к ПК, то есть к блоку, там входу к этому, как его, видеокарта. Это было пиздец как тупо, я хуй знает. Они типа от видеокарты HDMI провод шел, и он подсоединялся обратно к системе, видеокарте, но уже в другой вход. Что-то такое, какое-то ебанутое дерьмо было. Я когда, эти долбоебы где-то собирали компьютеры, часов 6 нахуй или 7. Я с ними дохуя времени провел. Я реально охуел на 6-м часу, когда узнал, что, оказывается, вот эта вот услуга сборки компьютера была еще и платной.
Я их матом там конкретно покрыл и говорю, вы ебанутые нахуй или что вообще. А потом, когда я подошел к системному блоку нахуй и увидел, как провод шел, HDMI провода к монитору. Ну, то есть вся проблема была именно в том, что изображения нету. Они думали, что типа материнка там какая-то ломаная, или там процессор типа какой-то, типа тоже бракованный. Они типа начали приходить к выводу, что вся серия процессоров того, который я покупал, она была бракованной нахуй. Они начали их ну, типа ложить там в сторону и типа, о, ничего себе, очередной бракованный, походу вся серия бракованная. А потом, типа, когда перебирали еще и ну, как и материнки, они такие, типа, бля, походу материнки тоже, типа, бракованные. Что за хуйня, типа. А когда я подошел и видел, как провод шел, я просто, блядь, там заорал, нахуй. Ты долбоеба кусок, говорю, там человек, который, блядь, этим занимался, блядь, типа 6-7 часов, нахуй. Ты видишь, как провод идет, типа, а он такой, а что не так, нахуй? Сука, а что не так, меня спрашивают. Ты в курсе, что HDMI провод должен, типа, от компа идти к монитору, типа? А он такой, ну. А я такой, блядь, взгляни внимательнее, блядь. У тебя он от компа к компу идет. Ты долбоеб или, ну, ты притворяешься? Ну, тебе прикольно вообще, типа? Тем, ну, может быть, не стыдно или еще как, не знаю. Типа. Я менеджера зову и говорю, типа, бля, глянь нахуй, что вообще творится, сука. Ну, пиздец, блядь. Ты вот со мной тут сидишь, и мы с ним тут сидим, нахуй. Мы все втроем тут сидим, нахуй, и как будто бы, ну, блядь, пиздец, нахуй. Вы мне, сука, ну, оформляете, типа, возврат денег и так далее, и вообще, ну, как бы задумайся над тем вообще, что вот сегодня произошло и так далее. Но он так, ну, просто, как бы, затерпел, блядь, дохуя жестко. И тот чел тоже жестко затерпел. А я хотя бы как-то, ну, так успокоился. Я ушел, типа, от ДНС где-то в 11 часов вечера, блядь. Даже ночи, я бы сказал. А пришел туда в 5 вечера где-то. Ну, реально 7 часов там провел. Я реально охуел вот с этого ДНС. И сейчас все точно так же, нахуй. Все сейчас вот точно так же. Просто люди поменялись слегка. Я просто охуел. Пиздец, нахуй. Никогда не стоит в ДНСе, типа, ну, что-то такое делать. Ладно, покупать какие-то, типа, ну, цельные вещи по типу графического планшета или еще что-нибудь такое, но, блядь, что-то сложнее по типу сборки компьютера. Нет, точнее даже не то, что что-то сложнее просто воткнуть провод к устройству и к розетке. Им, ну, нельзя, типа, давать задач. Ничего сложнее нельзя давать. Это пиздец. Они не справятся ни с чем там вообще. Ну, то есть, они, как его, пленку к своему ну, телефону не поставят нормально и так далее. Ну, там вообще ахуй полный. Бля. Я аж вспомнил, вот пригорел сейчас безумно. Да. Ну и в общем, после ДНС я пошел в ТРК Туймаду пешочками. Ну, также охеревал от холода. Зашел в видео и там, благо, прям, ну реально, типа, умный человек стоит на консультанте. Он такой, типа, ну вот, пожалуйста, типа. Вот, могу вам порекомендовать вот этот графический планшет и вот этот вот. Ну, в принципе, вот флагманом вообще графических планшетов является вот этот вот там какой-то показывает и так далее. Я такой, типа, а вы сами скажите честно, разбираетесь в графических планшетах? А он такой говорит, нет. Но я, в принципе, как бы смотрю, типа, что и как, и там смотрю на характеристики, и как бы вижу, что вот это вот лучше, а вот это вот нет, и как бы вот это вот то, что дороже, он, в принципе, точно такой же, как вот это вот, что подешевле и так далее. Ну, так нормально, короче, консультировать, типа. И я такой смотрю, вот такой вот графический планшет, и вижу, тут все на русском, просто все на русском написано. И я такой, типа, окей, тут все понятно. Беру это. Я вот недавно мышку покупал, это не сотрудники, это зомби. Да, если ты про ДНС, ну это вообще жопа. Там реально просто мертвые люди.
У них в башке там, ну, хуй пойми, что творится. А экранниками не пользовался? Это ты, когда рисуешь сразу по экрану? Да не, знаешь, вообще интуитивно. Я сам думал, что буду какое-то, ну, какие-то проблемы этого ощущать при пользовании графического планшета. Типа, не привыкну или еще что, но нет, нормально. Я вот уже вот такой вот нарисовал, типа, нечто. А я рисовать-то не умею, я просто что-то вот под этого. Я тут еще какие-то детали добавлю. Короче, завтра у нас будет такой стрим, я думаю. Или, ну да, надо бы завтра. Типа 2 фильма глянем, потом будем проходить игру. И сейчас вот занимаюсь оформлением стрима. Это вот, по идее, будет анимация. Тут гирлянда будет мигать, все такое. Clip Studio Paint. Clip Studio Paint? Что, крутая тема? Возможно. Но мне вот прям Aspirite понравился. Aspirite. Неплохой такой, неплохой. Эта игра мертвая, да, насколько я понимаю? Этой игры не существует, походу. А монитор как подключен к компу через розетку? Ну, он просто был подключен к розетке. Они типа его включали, выключали. Питание есть и нормально, короче. Как-то они так думали, наверное. У меня тоже много негативного опыта с NVIDIA, с DNS. Найти сотрудника там это тот еще квест. Да. Удобная тема, лучше Photoshop, а Sprite больше для пикселей. Ну это да, безусловно. Ну, как бы, почему мне Sprite понравился? Потому что, ну, выглядит интересно. Картинка выглядит прикольно, довольно-таки. Ну вот смотри, как интересно получилось у меня. Вот это вот. Тут я еще детали добавлю дохуя, и будет вообще прикольно. Ну, что-нибудь такое, знаешь, по мелочи что-то там. Да. Текстурку надо на фон какой-нибудь. Catch a deep breath. It'll be the last fresh air you'll get for a while. Fresh air is overrated. А будем считать Питера Уотса ничтожество от лица See how you feel about that after you get 1,000 нихера levels себе. down. Не, ну если есть аудиокнига. А будем считать Питера Уотса ничтожество? Да. Ну я понял, да. Только ты написал, конечно, как-то не очень. Непонятно, так сказать. Я-то как бы, ну, умею сложить 1 плюс 1, так сказать, ну, как бы контекст понять. Был бы человек другой, конечно. Воспринял бы иначе. О, пошла игра, да? Нихуя? Блять, и это в 13-м году было. Блин, прикольная игра была, походу. Но она, видимо, ну, сдохла.
Сейчас, кстати, мы слушаем, почему она сдохла в аудиокниге. Кровь, пот и пиксели. Но выглядит, конечно, прям интересно. Something's not right here. Let's check. Груз забирает. Okay, get in there. Ха. Бля. Ебучая консоль, он с геймпада прямо стреляет. Как это мерзко выглядело. Он джедай, что ли? Я чуть понять не могу. Что за толчки? Get over here. They're taking the mark. Let me handle this guy. Any day now. 1 minute. Hey, toss me a detonator. Time to tilt things back in our favor. The escape pod? What are you doing? He's taking the express. Жестко, блядь. Нихуя. Брутально, блядь. Да, это жестко. Бля, прикинь, последнее, что ты видишь, это как чел тебе улыбается и как закидывает тебе гранату в капсулу. Кошмар, блядь. Блин, это прикольно. Well, I'm heading inside. Да, Uncharted, ага. Can use a hand. Nice strategy, by the way. You managed to wreck both ships at once. Bet your bitch you didn't get in here. Офигеть. Да, такая игра пропала. Прикинь. И как она пропала? Версий лучше этой. Star Wars 1313 было суждено наконец-то прервать череду посредственности, выходившей в последнее время из стен LucasArts. Что же могло пойти не так? Когда в начале 80-х игровая индустрия только поднимала голову, крупные киношные шишки поглядывали на нее со смесью ужаса и зависти. Как так получалось, что игроделы с их нелепыми сюжетами и невероятно хаотичным циклом производства зарабатывают этим странным новым интерактивным форматом миллионы долларов? И как бы туда влезть Голливуду? Некоторые киностудии продавали права на создание игр по своим франшизам или сотрудничали с издателями, выпуская дешевые сопутствующие игры вроде E.T. по мотивам фильма «Инопланетянин», знаменитый в первую очередь тем, как она помогла обрушить игровую индустрию. Другие махнули рукой. В будущем к миру игр прикоснутся уважаемые режиссеры, вроде Гильермо дель Торо и Стивена Спилберга. Но тогда, в 80-е, лишь одному титану киноиндустрии хватило прозорливости создать целую компанию, которая ими бы занималась. Это был Джордж Лукас. В 1982 году, спустя 5 лет после выхода суперпопулярных «Звездных войн», Лукас увидел в видеоиграх потенциал и захотел взяться за них. Он завел своей продюсерской компанией Lucasfilm дочернюю, назвав ее Lucasfilm Games, и нанял множество талантливых молодых дизайнеров,
например, Рона Гилберта, Дэйва Гроссмана и Тима Шейфера. В последующие годы Lucasfilm Games прославился вовсе не играми по фильмам, а оригинальными квестами, вроде Maniac Mansion и The Secret of Monkey Island. После реорганизации в 1990 году Lucasfilm Games превратилась в LucasArts, а дальше их знаменитый логотип «Золотой человечек с сияющей дугой в руках» украсил коробки любимых аудиторий игр, вроде Grim Fandango, Star Wars TIE Fighter, Day of the Tentacle, Star Wars Jedi Knight и многих других. В 90-е логотип LucasArts был знаком качества. Но с наступлением 21 века что-то изменилось. Пока компания Джорджа Лукаса налегала на столь нелюбимые аудитории приквелы к «Звездным войнам», LucasArts погрязли в офисных интригах. Мешало им и нестабильное руководство. Студия сосредоточилась на издании чужих игр, вроде Star Wars Knights of the Old Republic и Star Wars Battlefront. За 10 лет она сменила 4 президентов. В 2000-м пришел Саймон Джеффри, в 2004-м Джим Уорд, в 2008-м Даррелл Родригес, а в 2010-м Пол Миган. И с каждым новым президентом происходила полная реорганизация, что всегда означало две вещи — сокращение и отмену игр. После особо масштабного сокращения сотрудников в 2004 году LucasArts, по сути, закрылась и снова открылась. Изнутри это выглядело очень странно. Один бывший сотрудник вспоминает, как катался на роликах по офисному зданию, потому что был тогда в нем единственным человеком. Как сказал мне впоследствии один бывший сотрудник, у залива, это в Сан-Франциско, живет куча людей, которым Lucasfilm и LucasArts разбили сердце. Печальное наследие многих президентов и многих сокращений. Компания с ними дурно поступила. Несмотря на это, многие в LucasArts верили, что смогут вернуть студии былое величие. Там хорошо платили, так что привлечь талантливых разработчиков, выросших на «Звездных войнах», начинающих делать игры в этой вселенной, было нетрудно. В начале 2009 года, когда президентом был Даррелл Родригес, LucasArts начали работу над проектом по «Звездным войнам» под названием Underworld. Игра должна была дополнить одноименный сериал, над которым Джордж Лукас трудился уже многие годы. Сам же сериал планировался в духе HBO. Действие его разворачивалось на Корусанте, эдаком гибриде Нью-Йорка и Гоморры. События затрагивали бы период между двумя кинотрилогиями, и на сей раз обошлись бы без 3D-кукол и бездарных детей-актеров. Зато не обошлось бы без преступности, насилия и суровых конфликтов между мафиозными кланами. И игра, и сериал были рассчитаны на взрослых поклонников «Звездных войн». На собраниях в 2009 году небольшая группа разработчиков из LucasArts начала потихоньку размышлять над Star Wars Underworld, перекидываясь идеями о том, на что может быть похожа эта игра. Сперва им представлялась RPG. Потом они вспомнили, что Джордж Лукас в восторге от Grand Theft Auto. Его дети обожали эту игру. А ведь было бы круто, подумали разработчики, сделать игру в открытом мире в духе GTA, но только про мрачные трущобы Корусанта. Играть за охотника за головами или преступника, болтаться по миру, наемничать для криминальных кланов и завоевывать у них авторитет. Но идея быстро зачахла. Команда Underworld несколько недель изучала этот вопрос, расспрашивая коллег из Rockstar, студии, сделавшей GTA, и Ubisoft, издателя Assassin's Creed. Потом они составили презентацию, описывающую, сколько людей им потребуется. Сотни. И сколько это будет стоить. Десятки миллионов. Руководство Lucasfilm не заинтересовалось. Конечно, их не привлекало такое вложение, говорит один из людей, работавших над игрой. Та идея родилась и погибла буквально за 2 месяца. Такое вообще случалось в LucasArts нередко. Любую идею руководители студии вынуждены были согласовывать с начальством в Lucasfilm, а там сидели в основном старомодные киношники, которых не особо интересовали игры. Порой раздосадованные сотрудники LucasArts делали для управленцев из Lucasfilm подробные презентации, чтобы просто им объяснить, как вообще устроены игры. Те же управленцы из Lucasfilm были и стражами на пути к самому Джорджу Лукасу. Они учили разработчиков, как с ним можно и нельзя разговаривать. Часто звучало одно правило — запрещено говорить «нет». Лукасу принадлежало 100% компании, и он по-прежнему любил игры, но те, кто работал с ним вплотную, чувствовали, что недавние провалы LucasArts его разочаровали. Разве студия не способна на большее?
К концу 2009 года проект переродился в то, что команда иронично называла Gears of Star Wars — кооперативную игру, где надо было бегать, стрелять и прятаться за укрытиями. Прямо как в эпохальной серии Gears of War от Epic Games. К тому времени Underworld уже перестала быть страшной Обалдеть. Я об тайной. этом и В забыл, последующие что месяцы Gears of проект War существенно разросся. эпики делали. В команду нанимали сотрудников из Прикол. других отделов LucasArts. Разрабатывались прототипы, налаживался многопользовательский режим. По словам одного свидетеля тех событий, это была интересная, хотя более консервативная и менее рисковая версия Underworld. Летом 2010-го колесо президентов LucasArts опять провернулось. Даррелл Родригес ушел, его сменил жесткий и амбициозный Пол Миган. Новое руководство, как обычно, подразумевало сокращение персонала и отмену проектов, а на сей раз еще и другие технологии. Миган прежде работал на Epic Games и хотел, чтобы LucasArts перешли с собственного проприетарного движка на популярный Unreal Engine от Epic. А еще Миган считал Underworld слишком консервативной. На игры по «Звездным войнам» у него были большие планы. Помимо всего прочего, в них входило и постепенное воскрешение серии шутеров Battlefront. А еще LucasArts наделали шуму. К тому моменту, объяснял Миган, они уже опоздали с интересными идеями для PlayStation 3 и Xbox 360. Но вот на консолях следующего поколения, которых ожидали в течение пары лет, LucasArts могли выпустить нечто действительно примечательное. Потенциал LucasArts огромен, позже сказал Миган в интервью, однако в последние годы студия не блистала. Мы должны задавать новые стандарты формата и составлять конкуренцию лидерам индустрии, но не делаем этого. Это пора изменить. Заняв пост президента, Миган вскоре пригласил Доминика Робиллиарда, креативного директора Underworld, и других ведущих специалистов LucasArts обсудить новое видение игры. Сериал Джорджа Лукаса застрял в аду производства, но Мигану с Робиллиардом по-прежнему нравилась идея игры по «Звездным войнам», действие которой развернулось бы в криминальных трущобах Корусанта. А еще им нравилась серия Uncharted от студии Naughty Dog, где приключенческий геймплей переплетается со зрелищностью киноблокбастера. Делать Gears of Star Wars довольно уныло, но что насчет Star Wars Uncharted? Работать на Lucasfilm временами было непросто, да, но имелись и преимущества. Например, LucasArts делили кампус с ILM, легендарной компанией-производителем спецэффектов, делавшей их и для оригинальных «Звездных войн». Lucasfilm и LucasArts годами искали способ использовать кинотехнологии в видеоиграх. Возможен ли лучший повод, чем игра по «Звездным войнам» в стиле Uncharted? Из этих обсуждений родились диздоки и концепт-арт, а к концу 2010 года LucasArts сочинили название Star Wars 1313 в честь 1313 уровня подземной части Корусанта. Дизайнеры из LucasArts хотели, чтобы игрок почувствовал себя настоящим охотником за головами. При помощи многочисленных навыков и гаджетов ему предстояло настигать тех, на кого укажут мафиозные кланы. В играх по «Звездным войнам» никто еще не сумел поймать это ощущение, говорит человек, работавший над Star Wars 1313. Мы хотели, и, кстати, это пожелание самого Джорджа, сделать что-то не про силу и не про джедаев. Но сперва нужно было добиться общего видения игры у команды. Когда я приступил к работе, моей целью было выяснить, кто что думает, говорит ведущий дизайнер Стив Чен, опытный сотрудник LucasArts, перешедший на Star Wars 1313 в конце 2010 года. Кому-то игра представлялась проектом в открытом мире, кому-то игрой про напарников, а кому-то шутером. Я видел много разных интерпретаций, очень разных. Стример, ёпта. Чен расспрашивал всех своих коллег о том, что для них Star Wars 1313. Да чё Что так им дороже смущает всего? это? Какой они хотят увидеть готовую звезда. игру? Ну, Я не знаю пытался даже, нащупать давай. ядро Давай и просто отсечь попробуем. менее важные детали, потому что в Хотя- студии работало множество невероятно талантливых людей с блестящими идеями, но общего фокуса не было. Давай попробуем. Дальше Миган нанял нового менеджера студии, Фреда Маркуса, повидавшего жизнь разработчика, который занимался играми аж с 1990 года. Маркус был верным последователем так называемого нинтендовского подхода к геймдизайну. Геймплей надо переделывать и улучшать, пока он не достигнет идеала. Маркус сильно повлиял на культуру творчества в LucasArts. Он ее очень улучшил, говорит Чен. У него было серьезное влияние, и он многое изменил в первый же день.
Прежде Маркус работал в Ubisoft над франшизами типа Far Cry и Assassin's Creed. Он верил, чтобы навести порядок в хаотичном процессе игровой разработки, надо как можно Погоди. раньше распознать все наихудшие сценарии. Например, делая игру про подземную часть Корусанта, придется задуматься о том, что без вертикальной оси тут никуда. В поисках добычи игрок будет подниматься и спускаться по уровням города. Двигаться вверх обычно не так интересно, как двигаться вниз, и погоня вверх по ступенькам может ощущаться вялой. Решение можно поискать, например, добавить скоростные лифты или скалолазную кошку. Но каким бы ни было это решение, Маркус хотел, чтобы команда нашла его еще до того, как начнется производство игры. В самом начале своей работы в LucasArts Маркус устроил студии то, что один бывший сотрудник назвал курсом В молодого смысле бойца. Ростынча? Он рассказывал об управлении игрой, камерой и базовых аспектах геймплейного ритма. Маркус полагал, что хорошую игру не сделаешь без долгого предпроизводства. Так что команда начала с разговоров, прототипирования и вопросов, больших и маленьких. Кто вообще такой охотник за головами в мире «Звездных войн»? Каким будет в игре управление? Какие гаджеты? Как предполагается перемещаться по глубинам Корусанта? Он и правда очень сильно повлиял на нашу команду и вообще на всю студию, вспоминает Стив Чен. Иногда с ним не просто было работать, потому что он жесткий человек. Но, на мой взгляд, он принес много пользы. Он заставил нас серьезно обдумать, в чем состоит ядро игры. Еще они очень не любили отбирать у игрока управление. Дом Робиллиард, креативный директор, стоял на том, что игроку больше нравится делать крутые штуки, чем просто на них смотреть, говорит Эван Скольник, ведущий нарративный дизайнер игры. В ноябре нет. Некоторое время предпроизводство шло гладко. Команда Star Wars 1313 задумалась о релизе осенью 2013 или в начале 2014 года. Возможно, игре удалось бы стартовать вместе с еще не анонсированными PlayStation 4 и Xbox One. Месяцами они экспериментировали с прототипами и работали над новым сюжетом про своего лихого охотника за головами. Инженеры освоились с Unreal Engine и тесно сотрудничали с ALM, разбираясь, как в визуальном отношении сделать Star Wars 1313 игрой максимально нового поколения. В этот размеренный процесс периодически врывался сам Джордж Лукас со своими предложениями. Мы обсуждали с ним сюжет и детали геймплея, рассказал Робиллиард на круглом столе на DICE Summit в феврале 2017 года. Он постепенно разрешал нам использовать больше придуманных им локаций и персонажей. По словам разработчиков, периодически Лукас говорил, что они могут и должны брать кое-какие наработки для сериала Star Wars Underworld. Сперва речь шла о его вселенной в целом, рассказывает один из разработчиков. Потом о конкретных локациях. Потом перепишите сюжет, добавив персонажей из сериала. В теории возможность использовать в игре больше канонических элементов «Звездных войн» звучала великолепно, но на практике процесс был невыносимым. С появлением каждого нового персонажа и локации им приходилось выкидывать и переделывать огромные куски игры. Я не преувеличиваю. Говоря, что прежде чем взяться за саму игру, мы сделали часов 30 контента на уровне серых коробок, утверждает один из работавших над игрой сотрудников. Джордж Лукас устроил им это не то чтобы со зла. Работавший над игрой вспоминает, что ему очень нравился проект. Но Лукас киношник, а в кино все существует в угоду сюжету. В играх, по крайней мере играх типа той, которую хотели сделать Маркус и Робиллиард, над всем царит геймплей. Одна из трудностей работы в кинокомпании с человеком вроде Джорджа состоит в том, что он привык пробовать много вариантов и переделывать что-то на чистом визуальном уровне, говорит один из разработчиков игры. Ему была в новинку идея, что все эти концепты, уровни и сценарии должны сопровождаться геймплейными механиками. Рановатые. Руководители разработки считают, что Джордж Лукас просто постепенно доверял им все сильнее, поэтому все щедрее делился с ними своей вселенной. А кроме того, он же мог делать что угодно. Компания принадлежала ему. В названии стояло его имя, все акции лежали в его кармане. Как любили говорить сотрудники LucasArts, наш долг — ублажать Джорджа Лукаса. Я имел удовольствие пару раз преподносить Джорджу разные проекты, и первым делом он всегда говорил: «Я не геймер», вспоминает Стив Чен, работавший напрямую с Лукасом на предыдущих проектах, но не на 1313. Но на самом деле у него было очень четкое понимание, чего он хочет от сюжета и какой должна была быть игра.
Если он просил чего-то, что касалось сюжета, персонажей или геймплея, то было ясно. Это мнение высказано с определенных позиций, а позицию президента компании и главной творческой единицы надо уважать. Что до последствий, я не уверен, сильно ли он об этом задумывался. Ой, а не изменит ли вот это мое решение то, что делает команда? Может, изменит, а может, нет. Мне кажется, для него это не было приоритетным вопросом. Это наши проблемы. Самые радикальные изменения произошли весной 2012 года. Зимой того же года они решили анонсировать Star Wars 1313 на выставке E3. И вся команда не вылезала из кранча, делая эффектное демо, которое представит миру двух охотников за головами. После долгих лет разработки и с учетом печального уровня игр LucasArts в последнее время момент был крайне ответственный. Они должны были всех впечатлить. За годы громких сокращений, недоделанных и отмененных игр LucasArts растеряла всю свою репутацию, заработанную в 90-е. Тогда мы уже не очень понимали, о чем аудитория и пресса думает, когда слышат «игра от LucasArts», — говорит Чен. Боюсь, они в лучшем случае представляли что-то неоднозначное. Так что показать миру качественный проект было для нас чрезвычайно важно. Через 2 месяца после E3 Джордж Лукас пришел к руководству студии с новым указом. Главным героем Star Wars 1313 станет охотник за головами Бобба Фетт. Лукас хотел исследовать предысторию загадочного наемника, впервые появившегося в фильме «Империя наносит ответный удар». Как выяснилось в приквелах, он клон Джанго Фетта, прародителя всей армии республиканских клонов. Место нынешнего протагониста Star Wars 1313, сказал Лукас, должен занять молодой, до событий Империи, Бобба. Для разработчиков это прозвучало примерно как приказ резко развернуть нефтяной танкер. Протагонист уже был полностью придуман, у него был сюжет, характер, предыстория. Уже было известно, что сыграет его актер Уилсон Бэттл. Были написаны диалоги, отснято немало мимики Бэттла, и Фред Маркус и Доминик Робиллиард пытались спорить, объясняя Лукасу, что сменить главного героя на данном этапе — задача, требующая поистине титанических усилий. Команде придется перезапустить вообще все, объясняли они. А что, если вместо этого добавить Бобу в качестве персонажа, за которого нельзя играть? Ввести его в сюжет, не меняя протагониста, на которого ушли годы. Нельзя ли отыскать какое-то другое решение? Ответ на все вопросы был нет, и скоро руководство Lucasfilm официально это объявило. Понятно, Теперь Star Wars блядь. 1313 стала игрой про Боббу Фетта. Тупой жердей все У нас весь испортил. сюжет был распланирован, говорит один из сотрудников, работавших над игрой. Мы активно занимались предпроизводством. Каждый уровень уже сдизайнили, а это ведь был уже 4-й или 5-й набросок сюжета. И он очень-очень нам нравился. А еще команде LucasArts сообщили, что они не имеют права говорить про Боббу Фетта на E3. Получается, следующие 2 месяца команда делала демо-версию про своего старого героя, зная, что в финальную игру он не войдет. С одной стороны, это позволило проверить новый пайплайн. С помощью кинематографических хитростей ALM они сделали эффектнейший огонь и дым. Им удались одни из самых выразительных кораблекрушений в галактике. Была возможность поэкспериментировать и с захватом мимики, очень впечатляющей и сложной технологией. Мы так устроены от природы, что когда смотрим на человеческое лицо, нам сразу понятно, все ли с ним правильно, говорит Стив Чен. И добиться естественности сложно, очень сложно. Правильного тона кожи, освещения, текстуры поверхности, самого выражения. Если хоть что-нибудь в лице неправильно, вы сразу это подметите. С другой же стороны, на это демо для E3 уйдут месяцы их жизни. Долгие рабочие дни, необходимость засиживаться допоздна, все ради героев и ситуаций, которых вообще может не быть в игре. Робиллиард сказал команде, что они попытаются использовать как можно больше наработок из демо, не сюжетных, так хоть других. Но может это все не зря? Команда Star Wars 1313 знала, что они обязаны всех впечатлить. Даже внутри LucasArts витало опасение, что дамоклов меч может упасть в любую минуту. А родительская компания студии, Lucasfilm, просто отменит игру. Что снова будут сокращения. Что на сей раз жертвой проклятого титула президент LucasArts станет Пол Миган. Просто анонсировать Star Wars 1313 на выставке E3 было недостаточно. Нужно было всех затмить. Если бы вы прогулялись в центре Лос-Анджелеса в начале июня 2012 года, то наверняка услышали бы, что все вокруг только и говорят:
что Watch Dogs и Star Wars 1313. Обе выглядели потрясающе. Обе должны были выйти на пока не анонсированных консолях нового поколения. Ни Sony, ни Microsoft не были в восторге от того, что Ubisoft и LucasArts так рано вскрыли карты. И обе игры потрясли посетителей выставки. Команда LucasArts несколько дней показывала свое демо, и это дало нужный результат. Аудитория влюбилась в проект. Критики гадали, насколько увиденное правдиво. Промо-материалы часто лукавят. Была ли это настоящая графика? То есть ролик, показывающий, какой команда хочет видеть игру, а не то, на что она на самом деле способна? Или правда все будет выглядеть именно так? В нее уже было можно играть, я играл, и это была не такая игра, где из-за мелкой ошибки все могло развалиться, говорит Эван Скольник, ведущий нарративный дизайнер. Все механики, что вы видели, работали в игре. Спустя годы перезапусков и бесконечный период предпроизводства команда Star Wars 1313 наконец-то разогналась. Журналисты проявляли интерес, публика была в восторге, и Star Wars 1313 казалась настоящей. Пусть никто за пределами студии не знал, что главным героем должен стать Боба Фетт. Кое-кто из разработчиков недоумевал, почему Lucasfilm запретили им рассказать про Бобу на E3. Но и они ликовали, когда Star Wars 1313 выигрывала всяческие номинации и оказывалась в первых строках журналистских списков самых ожидаемых игр. Особенно важно это было для тех, кто работал в LucasArts последние 10 лет и видел, как один за другим менялись президенты. Казалось, они наконец-то обрели стабильность. Вернувшись в Сан-Франциско, команда игры уселась за план производства. В фильмах фирменным аксессуаром Боба Фетта был джетпак, и разработчики понимали, что без него игра не обойдется, но не знали, как к этому подступиться. Это будет скорее устройство для очень дальних прыжков, позволяющее преодолевать большие пространства, или для вертикального взлета, позволяющее зависнуть в воздухе. Или вообще что-то третье. Даже такое простое решение может полностью изменить подход к созданию уровня игры, дизайну противников, визуальным находкам и управлению, говорит Стив Чен, покинувший команду после E3. У всего бывают очень серьезные последствия. Сделав главным героем Бобу Фетта, дизайнеры вынуждены были переработать все боевые ситуации. Врагам пришлось осознать существование в мире джетпака и научиться прятаться от атак сверху. По словам одного из разработчиков, это было тем еще геморроем. И все же темп LucasArts не теряли. Сразу после E3 в рамках запланированного расширения студия наняла еще десяток опытных разработчиков. Команда игры по-прежнему была относительно невелика, человек 60 вместо ожидаемых 100-150, но опыта им было не занимать. Обычно в команде есть сотрудники разного уровня, опытные, средние и новички, которые еще только осваиваются и набираются опыта, говорит Эван Скольник. Но в этой такое чувство, что у нас были только ведущие специалисты. Все блестяще разбирались в своих сферах, у нас был звездный состав. Работа с профессионалами такого калибра просто великолепна. Но в сентябре 2012 года произошли два странных события. Во-первых, Lucasfilm велели LucasArts не анонсировать другую игру, над которой те работали. Шутер Star Wars First Assault. Студия как раз готовила анонс в сентябре. Во-вторых, им полностью запретили нанимать новых сотрудников. Управленцы из Lucasfilm сказали, что это временно. Пол Миган только что покинул пост президента LucasArts, а в Lucasfilm та же участь ожидала спорную фигуру Мишлен Чао. Тем не менее, это затормозило команду Star Wars 1313. Чтобы развернуть производство в полном масштабе, им нужно было больше сотрудников. С позиции LucasArts эти действия выглядели абсурдно. Они только что блеснули на E3, они горели желанием делать игру, аудитория была на их стороне, а игровые журналы со всего света печатали статьи о том, что LucasArts, кажется, возвращается. Один сотрудник компании назвал это полным непониманием ситуации. Игровая разработка часто идет именно от порыва, от импульса, а LucasArts в последние 10 лет все никак не удавалось дать газу. Почему же теперь родительская компания им не помогает? Почему они спрыгивают с вагона Star Wars 1313, когда тот несется на полной скорости? Ответ был прост. Примерно $4 миллиарда. 30 октября 2012 года случилось невероятное, шокирующее событие. Компания Disney объявила, что покупает Lucasfilm, а значит и LucasArts. Сумма была именно такой. Сразу объяснились все странности последних месяцев.
Lucasfilm не стали бы делать громких объявлений или нанимать десятки новых разработчиков, когда у Disney могли быть совершенно другие планы. А те ясно дали понять, что в первую очередь хотят снять побольше новых фильмов «Звездные войны». В пресс-релизе Disney, посвященной этой сделке, слово LucasArts присутствовало однажды. Слова «видеоигры» не было вовсе. Сказать, что сотрудники LucasArts были потрясены, это как сказать, что слегка потрясен был Алдераан. Да, уже 10 лет поговаривали, что Джордж Лукас может уйти на покой. Он и сам признавался, что его сильно задела негативная реакция аудитории на приквелы. Но мало кто верил, что он и правда это сделает. «Я собираюсь на покой», — сказал Лукас журналу New York Times в январе 2012 года. «Уйду от бизнеса, от компании, от всего этого». Но подобные речи он, бывало, и вел раньше, и все равно не верилось, что легендарный режиссер продает компанию. «Мы не понимали, чего ждать», — говорит Эван Скольник. «Надеялись, что нам это пойдет на пользу, но, боюсь, на самом деле мы знали, что все будет ровно наоборот». Игровым журналистам Lucasfilm сказали, что сделка не повлияет на Star Wars 1313. На данный момент работа над всеми проектами ведется в штатном режиме. Такое заявление сделала компания. Вторил этой мысли и управляющий компанией Disney Боб Айгер, общаясь с разработчиками непублично. Но нельзя было игнорировать тревожный, даже не звоночек, а целую сирену. Сразу после обнародования сделки Айгер заметил во время группового звонка, что компания планирует продавать права на создание игр по «Звездным войнам» другим разработчикам, а не создавать собственные, и что Disney, вероятнее всего, сфокусируется в первую очередь на рынках социальных и мобильных игр, а не на консольном. Сотрудники LucasArts недоумевали. У них было в производстве 2 игры, и обе консольные. Если Disney больше интересуется казуальными игроками, то что делать LucasArts? Прикинув, что к чему, некоторые ключевые сотрудники команды Star Wars 1313, включая Фреда Маркуса, быстро уволились. Нанимать новых по-прежнему было нельзя, так что команда игры не только не могла расширяться, но она не могла даже заменить уходящих сотрудников. Из раны в боку LucasArts хлестала кровь, и остановить ее не удавалось. Доминик Робиллиард и другие сотрудники, все же решившие остаться, продолжали работать. У них было все необходимое, чтобы сделать прекрасную игру. Отличная идея, талантливая команда и первоклассные технологии. А игра про Бобу Фетта прекрасно встроилась бы в публично оглашенные планы Disney снять новую трилогию фильмов. Действие Star Wars 1313 разворачивалось во временном промежутке между первыми 2 трилогиями, так что сюжету эпизодов с 7 по 9 игра никак бы не помешала. В последовавшие после сделки недели разработчики Star Wars 1313 подготовили для своих новых властителей специальное демо. Disney отнеслись к нему не без интереса. Они хотели узнать как можно больше о компании, которую только что купили, и, собственно, обо всех ее проектах, рассуждает Эван Скольник. Но взгляд у них был стратегический, что и логично, ведь они только что выложили за эту компанию несколько миллиардов. Поэтому, думаю, игра стала объектом оценок, изучения, расспросов и анализа над всеми остальными текущими и запланированными проектами. В итоге решение было принято на основании этого сложного процесса. Но тогда представители Disney промолчали. 2012 год подошел к концу, наступил Новый год, а сотрудники LucasArts по-прежнему не понимали, какова их роль в теперешней иерархии. Кое-кто нашел новую работу, другие принялись рассылать свои резюме, ведь в студии ничего не происходило. Они как будто застряли в чистилище или, может, в карбоните. Все в LucasArts, затаив дыхание, ждали, что же сделает Disney. Некоторые полагали, что Боб Айгер зарубит Star Wars 1313 и First Assault ради новой линейки игр, может, как-то связанных с новыми фильмами. Другим казалось, что Disney радикально изменят LucasArts и превратят их в разработчика казуальных и мобильных игр. Все они держали кулачки за то, чтобы Disney просто позволили им и дальше сделать свою прежнюю работу, и за то, чтобы сбылось обещание Айгера — работа продолжится в штатном режиме. Следующий тревожный звоночек раздался в конце января 2013 года, когда Disney объявили, что закрывают Junction Point, студию из Остина, выпустившую художественный платформер Epic Mickey.
Эти перемены – один из шагов в нашем постоянном стремлении не отставать от быстро меняющегося рынка видеоигр и разумно соотносить ресурсы со своими ключевыми приоритетами, заявили Disney. Если говорить человеческим языком, означало это, что Epic Mickey The Power of Two, сиквел Epic Mickey, выпущенный Junction Point в ноябре 2012-го, провалился. Disney не обнародовали точные данные, но по отчетам выходило, что за первый месяц продажи The Power of Two составили лишь четверть от показателей первой игры. Это было особенно чудовищно в свете того, что первая Epic Mickey вышла только на Wii, а Epic Mickey The Power of Two на нескольких платформах. Как и намекал Айгер, у Disney не слишком ладилось с консольными играми. Для LucasArts это было дурным предзнаменованием. К февралю 2013-го шепотки перестали быть шепотками. И в студии и за ее пределами велись разговоры о том, что Disney собираются закрыть LucasArts. При встрече сотрудники многозначительно переглядывались, а иногда и откровенно гадали, какое будущее ждет компанию. И все же люди не могли избавиться от ощущения, что Star Wars 1313 неуязвима. Она так здорово выглядит, поклонники так ее ждут. Всякий же Disney не бросит такой проект. В худшем случае, предполагали разработчики, компания просто продаст игру другому издателю. Мне кажется, у нас было ощущение, что раз мы так накрутили ожидания игры, так хорошо выступили на E3 в 2012 году, были номинированы на столько наград и столько выиграли, вдохновили и поклонников, и прессу, что этого всего было достаточно для спасения проекта, говорит Эван Скольник. Что 1313 нельзя отменить, потому что ее так ждут. Лишь задним числом сотрудники LucasArts поняли, что Disney всего лишь дали им отсрочку. Несколько месяцев им позволяли работать как обычно, пока Disney вели переговоры с другими издательствами по поводу будущего студии и игр по «Звездным войнам» вообще. Из всех, кто заинтересовался, наибольший энтузиазм проявили Electronic Arts. В начале 2013 года они вели с Disney долгие переговоры, рассматривая самые разные варианты. По студии поползли слухи, что, быть может, не все потеряно, и они выберутся. Может, Electronic Arts их купит. Всю зиму руководство LucasArts твердило, что все будет хорошо, и даже призывало сотрудников не раздавать свои резюме потенциальным коллегам на мартовской GDC. По словам нескольких бывших сотрудников LucasArts, самый популярный слух звучал так. «Я уже сформировали договор, по которому они покупали LucasArts и право доделать Star Wars 1313 и First Assault». Но потом новая SimCity показала весьма противоречивые результаты. Так что Electronic Arts решили по обоюдному согласию расстаться со своим управляющим Джоном Ричителло. Якобы из-за этого развалился и договор по поводу LucasArts. Но мне Ричителло рассказал, что переговоры никогда так далеко не заходили. Любую возможность когда-нибудь кто-нибудь дообсуждал, говорит он, но в основном это фантазии. А потом все полетело к чертям. 3 апреля 2013 года Disney закрыли LucasArts, уволив почти 150 сотрудников и отменив все проекты студии, включая Star Wars 1313. Так бесславно закончилась история одной из важнейших студий в индустрии. Это было одновременно и невероятно, и неизбежно. Кто-то вышел из здания и отправился пить в соседний спортбар со своеобразным названием Final Final, оплакивать то, чему уже не суждено было случиться. Другие остались прочесывать офис, скидывая на флешки недоделанные трейлеры и демо-версии, пока сервера LucasArts не отключили. Несколько бывших сотрудников даже украли пару выданных специально для разработки игр образцов консолей. В конце концов, рассудили они, Disney эти консоли не понадобятся. Но один лучик надежды еще маячил на горизонте. Буквально в последние часы жизни LucasArts топ-менеджер Electronic Arts Фрэнк Гибо созвал остатки команды Star Wars 1313 на совещание. Он велел им организовать штурмовой отряд для спецоперации по спасению игры и прибыть в штаб Electronic Arts. Доминик Робиллиард собрал несколько ведущих специалистов в огромном кампусе Electronic Arts в Редвуд-Сити, штат Калифорния. Там им предстояло выступить перед Visceral, студией, сделавшей Dead Space и Battlefield Hardline. «Если все пройдет хорошо, — сказал Гибо, — Visceral наймут ключевых сотрудников команды Star Wars 1313 и подхватят проект». Команда Робиллиарда подробно презентовала Star Wars 1313 коллегам. Они рассказывали про сюжет, про схватки в злачных трущобах Корусанта, про заговор, связанный с торговлей спайсом, про предательство друзей.
Продемонстрировали все классные прототипы, например, огнемет и мини-ракетницу. Показали множество уровней, они существовали только в виде серых коробок, то есть без полноценной графики, но план каждого был проработан. Было очевидно, что осталось еще много работы, и потенциал Star Wars 1313 колоссален. А потом, по воспоминаниям очевидца этой сцены, повисла тишина. Все смотрели на Стива Папутсиса, генерального менеджера Visceral. Решать, по большому счету, было ему. На лицах разработчиков игры читалось отчаяние. Несколько секунд Папутсис просто молчал, Ну, а потом он вот. заговорил. Он поднялся, вспоминает очевидец, и просто сказал: «Не знаю, к чему вас готовили, но того, чего вы ожидаете, сейчас не случится». Потом он пояснил, что не имеет никакого желания спасать Star Wars 1313. Вместо этого его компания хотела пригласить звездную команду на собеседование, Да по и, большей если все части сложится, этот нанять их на новый проект. ебучий Руководители игры были в шоке. Джордж Лукас виноват. Они прибыли в кампус Electronic Arts в надежде убедить Visceral доделать их игру, а не в поисках работы. Многие цеплялись за мысль, что они найдут способ хотя бы закончить игру, несмотря ни на что. Даже самые большие скептики в команде, те, кто сомневался, что кинематографические технологии Star Wars 1313 нормально заработают в видеоигре, верили, что потенциал ее слишком велик, чтобы все развалилось. Кое-кто сразу встал и вышел. Другие остались на собеседовании и в конечном итоге примкнули к команде, занятой разработкой совершенно нового приключенческого экшена Ну, я и по говорю, «Звездным да, войнам» как под бы руководством Эми Хенник. Она присоединилась к Visceral этот говнюк Джордж Лукас взял и как бы это ебашил все время своими хотелками. Они их делали и делали и делали. Как бы они не могли сказать нет. Типа главному Лукас вообще в компании Лукас Films, Лукас Артс. И поэтому как бы да, вот так вот все и шло. А потом раз и пиздец. Джордж Лукас берет такой и вместе с советом директоров продаются Диснею. Видимо, и команда такая была. Не, ну, судя по тому, что вообще тут говорят, команда ебашила и ебашила. Она делала и делала. Руководство говна, опять же. Руководство говна и сам этот ЦОшник говно. По большей части он виноват. Именно этот Джордж Лукас. Как-то так. Видимо, ему, ну, как вот было сказано по аудиокниге, он сильно переживал и комплексовал по поводу типа вышедших фильмов по Звездным войнам, как его всех хуесосили и все такое, и поэтому он такой берет и продается Диснею. Правда, я не понимаю, в контексте каких вот фильмов сейчас вот речь шла. То есть это первый, второй и третий эпизоды, скорее всего. Потому что тогда еще не было этих уебищных диснеевских эпизодов, очевидно. Странно, конечно, странно. Че он так распереживался? Сейчас вообще вот эти вот эпизоды первый, второй и третий, ну, вообще на самом деле считаются самыми охуенными. Там и хореография боя охуенная и так далее, там пиздец. Фанаты жестко дрочат на первый, второй и третий эпизод Звездных войн. Как не зайду на ютубе, там шортс какой-нибудь там мелькает с этим с Энакином Скайуокером, где он там жестко херачит, блин, этим световым мечом. Хореография там типа мощнейшая. Типа удаленная сцена сражения с графом Дуку в третьем эпизоде. Там есть. Там пиздец ебейший, короче, файт, короче, есть. Где Энакин Скайуокер и дублер графа Дуку, на которого, скорее всего, бы наложили старческое лицо.
творил вообще такие жесткие, виртуозные вещи с этим световым мечом. Причем это было сделано, это как его, уже с наложенным каким-то спецэффектом, там прочее. Там просто задника не было. А сами световые мечи и там прочее, все как бы было нормально. И там даже был такой момент, когда Энакин настолько овнит этого графа Дуку, и причем граф Дуку сам тоже жесткий. Короче, штука в том, что он типа святым мечом как-то вот так вот давит, и ему вот тут оставляет шрам. Но в конечном итоге они этого убрали почему-то. Не знаю. Хотя, как по мне, вот этот вот момент был бы супер крутой. Как бы показало бы то, что Энакин Скайуокер вообще-то жестко тренил типа мастерство на сражение на святых мечах. И как бы не сидел на месте. Просто по лору Звездных войн граф Дуку считался самым крутым типа этим мастером на боя на святых мечах вообще во вселенной. А тут его Энакин жестко овнит просто. Пиздец, как жестко. По-моему, я даже смогу найти этот момент. Да, вот этот вот жесткий. Хотя, погоди-ка. Мне бы с этим музоном прикольно. Ну ладно, видимо, это оно. Да. Мгм. Да. Реально круто. После того, как ушла из Naughty Dog из-за Uncharted 4. Спустя некоторое время павший духом Доминик Робиллиард разослал всей команде Star Wars 1313 письма. Начинались они так. «Я надеялся, как обычно, поговорить с вами лично. Но, судя по всему, нас всех уже разметало ветром, так что шансы собраться малы. Наверное, это и к лучшему, потому что не уверен, что смог бы сказать вам то, что должен сказать, и не расклеиться.
Оглядываясь назад и вспоминая нашу игру, я поверить не могу, каких высот нам удалось достичь с учетом всех обстоятельств. Невероятных. Смены курса, помехи, нестабильное руководство. Подчас я просто не могу поверить, что вы не бросили меня, а главное, выдали столь фантастический результат. У меня нет слов, чтобы выразить то, как я горд каждым из вас. До конца своей рабочей карьеры я останусь у вас в долгу. Дальше Робиллиард хвалил геймплей игры, Jetpack стал идеальной вишенкой на торте, визуальные технологии. Во внешний облик игры вложили очень много внимания, любви и труда, и это заметно. Похвалил он и демо-версию, которую они сделали для выставки E3. Я потерял счет тому, сколько журналистов и интервьюеров на E3 сказали мне, что эта демо буквально самая крутая штука, которую они видели в жизни. Погоревал о том, что LucasArts не суждено выпустить обещанную игру. «Я мог бы сказать еще немало. Сердце мое переполняет благодарность», — писал Робиллиард. «Мне искренне не безразличны все люди в этой команде, и я очень надеюсь, что однажды мы еще поработаем вместе. А до тех пор я посвящу всего себя тому, чтобы любой, кто захочет нанять бывшего разработчика Star Wars 1313, знал, что он совершает чрезвычайно мудрое вложение. Вы лучшая команда, с которой мне доводилось работать, и я вас всех люблю». Видеоигры постоянно отменяют. На каждый вышедший проект приходится десятки брошенных идей и прототипов, которые никогда не увидят дневного света. Но в Star Wars 1313 всегда было что-то особенное, не только для аудитории, но и для ее разработчиков. «С моей точки зрения, отменили не игру», — говорит Стив Чен, «отменили саму студию. Это совсем другое». Даже по прошествии лет те, кто работал над Star Wars 1313, продолжают говорить о ней с особым тоном. Многие верят, что если бы игре дали шанс, ее ждал оглушительный успех. «Если бы сейчас у меня зазвонил телефон, — говорит Эван Скольник, — и это были они, и они звали бы меня вернуться и сделать новую 1313, я спросил бы только, к скольки подъехать». В одном зале в офисе LucasArts висела большая доска, украшенная замечательными иллюстрациями и сотнями стикеров. Слева направо по ним можно было прочитать сюжет Star Wars 1313 целиком, всю историю Боба Фетта в недрах Корусанта. Запланировало было 10 миссий с так и неутвержденными, но все равно интригующими названиями, вроде «Падение» и «Негодяи и злодеи». Дизайнеры приблизительно набросали игровые ситуации, повесив на доску стикеры с надписями вроде «Драка в подсобных помещениях казино» или «Погоня за дроидом по тоннелям метро». А вместе с ними краткие описания способностей, которые можно будет там получить, и тональность каждой истории. Если читать все это по порядку, можно довольно точно представить, чем могла стать Star Wars 1313. Однажды пришел день, когда эту доску демонтировали. Но пока офис LucasArts запирали, а люди прощались с некогда легендарной студией, разложенная на доске история все же успела немного пожить. Это был фотоснимок игры, который никогда не случится. Глава 10. Star Wars 1313. Мало Да. какая игра могла похвастаться таким. Эпилог. Прошло 2 года. Дело сделано. Ваша видеоигра готова. Super Plumber Adventure вышла на всех больших платформах. PC, Xbox One, PlayStation 4, даже Nintendo Switch. И вы наконец-то можете похвастаться друзьям, что воплотили мечту. Но вы не расскажете им, как чудовищен был процесс. Ваш сантехник опоздал на год, что стоило инвесторам лишних $10 миллионов. Но вы поклялись, что эта инвестиция отобьется, когда Super Plumber Adventure станет самой продаваемой игрой в Steam. Оказывается, на стадии предпроизводства вы неверно оценили масштаб разработки. Кто ж знал, что каждый уровень займет месяц, а не 2 недели? А чтобы исправить все критические баги, выход игры пришлось откладывать дважды. Перед каждым важным майлстоуном — E3, альфа-версия, бета-версия — команда пережила не меньше месяца кранча. Вы, конечно, угостили всех обедом для компенсации, но все равно не можете выкинуть из головы упущенные годовщины, непосещенные дни рождения и вечера, которые ваши сотрудники не провели со своими детьми, потому что торчали на совещании по поводу идеальной цветовой гаммы сантехнического комбинезона. Можно ли делать отличные игры без подобных жертв? Можно ли сделать игру, не засиживаясь над ней до ночи?
Появится ли когда-нибудь надежный рецепт разработки, который позволит точнее все планировать? С точки зрения многих людей ответы просты. Нет, нет и вряд ли. Как сказал Мэтт Голдман из BioWare, игровая разработка — это как ходить по грани хаоса. Количество переменных таково, что предсказать хоть что-нибудь невозможно. Но не за то ли мы любим видеоигры? Не за это ли чувство удивления? Не за то ли, что когда берем контроллер, точно знаем, что сейчас столкнемся с чем-то новым? Создание игр привлекает особый тип трудоголиков, говорит звукорежиссер Obsidian Джастин Белл. Чтобы вкладывать столько усилий и времени, нужно иметь специфический склад характера. Кранч — отстой. Он ломает тебе жизнь. Вылезаешь из него, и у меня вот есть дети. Я смотрю на детей и думаю: ух ты, прошло полгода, и ты уже другой человек. Ты вырос без меня. В 2010 году японская компания Kaira Soft выпустила мобильную игру под названием Game Dev Story. В ней надо управлять собственной студией, пытаясь выпустить как можно больше популярных игр и не обанкротиться. Игра определяется сочетанием жанра и стиля, например, детективные гонки. А чтобы ее разработать, нужно принять ряд управленческих решений, командуя персоналом. Это упрощенный, но очень смешной взгляд на индустрию. Один из моих любимых моментов в Game Dev Story происходит, когда смотришь, как твои пиксельные подопечные выполняют свои задачи. Когда кто-нибудь из дизайнеров, художников или программистов входит в раж, его или ее охватывает пламя, обыгрывая английское выражение «to have a hot streak» — «быть в ударе». И вот ваш миленький мультяшный спрайт сидит в офисе, кодит и пламенеет. В Game Dev Story это, конечно, просто визуальная шутка, но есть в ней что-то правдивое. Когда я любуюсь фантастическими пейзажами Uncharted 4 или расстреливаю врагов в увлекательных рейдах Destiny, или когда задумываюсь, почему какая-нибудь плохая игра вышла так неудачно, именно этот образ приходит мне на ум. Комната, где разработчики поджигают себя и горят. Может, только так и делают игры. Эпилог. Прошло 2 года. Дело сделано. Ваша видеоигра готова. Супер Пломбер. Да. Вот такая вот книга. Кровь, пот и пикселя. Пиздец. В общем, только через дикое охуевание можно что-либо сделать. Только через дикое охуевание. Аудиокнига Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой. Пиши, сокращай. Знакомство. Каждый год летом у нас в домах отключают горячую воду. Однажды утром ты просыпаешься, ползешь в душ, открываешь оба крана, и тебя окатывает ледяной водой. Так начинаются 2 недели тазиков, ковшиков и кастрюлек на плите. Суровое постсоветское лето. В день, когда нам отключают воду, в подъезде появляется вот такое объявление. Внимание! В связи с плановым проведением диагностических и ремонтных работ в летний период горячее водоснабжение в вашем доме будет отключено с 1.05 по 13.05. Администрация. В этом объявлении много слов. Оно звучит официально и выглядит важно. Его составил сотрудник Мосгортепла или управляющей компании. Открыл Word, написал, поставил прочерки. Кто-то напечатал эти объявления, вписал даты, расклеил по подъездам. За этим объявлением стоит большая работа. Но если выделить полезное из этого объявления, то останется немного. Горячая вода отключена с 1.05 по 13.05. С тем же успехом можно было просто написать: горячая вода отключена с 1 по 13 мая.
Но даже если написать просто и понятно, проблема не решится. Воды по-прежнему нет. Мы по-прежнему недовольны. А теперь представьте, что вместо официального и серьезного объявления в подъезде появится вот такое объявление. Горячая вода отключена с 1 по 13 мая. Эти 2 недели Мосгортепло будет готовить отопительную систему к зиме. Мы заменим часть старых металлических труб на современные полимерные. Проведем гидроиспытание системы отопления, обновим оборудование на ТЭЦ. Если не проводить такую профилактику, то зимой трубы отопления может разорвать, и на ТЭЦ могут случиться аварии. В результате в домах всего района не будет тепла. Мы запланировали ремонт на лето, чтобы вам было легче перенести это время без горячей воды. Справочная Мосгортепла +7 495 100 00 00. Здесь гораздо больше заботы и уважения. А еще это объявление наконец-то объясняет, что отключение воды не прихоть садистов-коммунальщиков, а необходимость. Раньше мы думали, что они просто не умеют работать. Теперь мы видим, что без этого отключения воды нам будет еще хуже. Чтобы составить и разместить такое объявление, нужно примерно столько же сил и времени, сколько и на первое, официальное. Нужны те же люди, та же процедура, те же принтеры и та же бумага. Разница лишь в том, что написано. Первое официальное объявление написали не роботы, не абстрактные чиновники, а обычные люди, такие же, как мы с вами. Они с тем же успехом могли написать и более заботливое объявление. Просто не хватило знаний. Другая ситуация. Человек сидит в офисе посреди рабочего дня, прилетает вот такое письмо. Тема. Статус задач. Уважаемые коллеги, в связи с проведением нашим отделом подготовительных работ к сдаче отчетности за первое полугодие убедительно просим вас обратить внимание на статус вашей работы. Ух, это что-то очень сложное. Разберусь попозже, думает человек. Его можно понять. Уже от первых строк этого письма в голове замыкает. Но что, если сформулировать это письмо немного иначе? Тема. Расчет премий по задачам. Коллеги, пожалуйста, закройте все сделанные задачи в системе управления проектов до конца дня. Сегодня в 20:00 мы выгружаем отчет за полугодие. В него попадут все закрытые задачи. На их основе бухгалтерия рассчитает премии. Если не успеваете, дайте знать, чтобы ваши задачи рассчитали отдельно. На какое из писем человек скорее ответит? В каком ему проще разобраться? Какое письмо лучше побуждает к действию? Текст может показаться не самой важной частью нашей жизни, особенно если вы не профессиональный писатель. Но от того, как мы формулируем мысли на письме, зависит очень многое. Понимают нас или нет, прислушиваются ли к нам, делают ли другие то, что нам нужно, и что они о нас думают. Мы формулируем свои мысли в письмах, объявлениях, статьях, презентациях, и везде о нас судят по тексту. Проверьте на себе. В какую школу вы бы отдали ребенка? Хвастливо-придыхательную или в ту, в которой знают, о чем говорят? Например, доверьте свое чадо профессионалам. Наша школа является одной из ведущих на рынке. Наша команда высококвалифицированных педагогов всегда позаботится о том, чтобы ваш ребенок получал только лучшее. И другое. Мы готовим детей к карьере в технологическом секторе и помогаем сформировать здоровую, гармоничную личность. У нас дети строят роботов, программируют искусственный интеллект, ставят эксперименты. А если в компании проблемы, какое из этих писем вы бы хотели получить? Какое из них принесет вам больше пользы? Первое.
В связи с временными трудностями экономического характера, вызванными фундаментальными изменениями в составе объема продаж, в нашей компании намечается оптимизация структуры занятости. Или другое. За последний год мы стали продавать на треть меньше, чем годом ранее. Если мы не сможем изменить ситуацию, мы должны будем либо закрыть всю компанию, либо сократить часть персонала. Сокращения коснутся троеточие. После того текста, что был первым, обычно бывает так. Что они имели в виду? Видимо, будут всех увольнять. Какой ужас! А почему? Да тут не сказано. От текста второго больнее, но он честный и прямой. Кого-то он сподвигнет покинуть компанию, а кого-то исправить ситуацию. Текст пишут все, не только писатели и журналисты. Менеджер в офисе, клерк в банке, учитель в школе, чиновник в мэрии – все что-нибудь пишут. Своим текстом они влияют на мир не меньше, чем писатели и журналисты. Выпускник вуза пишет письмо, чтобы устроиться на работу. Это текст. От того, насколько правильно он напишет это письмо, зависит начало карьеры. Удастся ли ему поработать в интересной компании или придется перебиваться низкооплачиваемым трудом, как его сверстникам. Предприниматель составляет договор. Это тоже текст. Если по этому договору его привлекут к суду, судить будут по тексту. От того, насколько ясно составлен договор, зависит судьба предпринимателя, его сотрудников и их семей. Мэрия перекопала полгорода, чтобы отреставрировать центральные улицы. Жители негодуют, тракторы мешают им проехать. Пресс-центр мэрии рассказывает людям через СМИ, зачем нужна реконструкция и как будет хорошо после нее. Если они смогут объяснить это простым и понятным языком, жители их поддержат и не будут возмущаться. Преподаватель пишет учебник по экономике. Учебник попадает в школу. От того, какой в этом учебнике текст, зависит экономическая грамотность школьников. Кто-то из этих школьников станет министром экономики. Эколог публикует статьи о влиянии человека на климат. От того, насколько убедительной будет статья, зависит будущее планеты. Текст есть во всем, что мы делаем. И от того, как он написан, часто зависит успех нашего дела. Услышат нас или нет, поймут ли нас правильно, убедим ли мы других, поверят ли они нам. Эта книга о сильном тексте, о таком тексте, который услышат и поймут. Это книга о тексте, но не о словах. Здесь нет списка волшебных выражений, от которых читатель впадет в экстаз. Здесь нет волшебных продающих фраз, лингвистических нейротриггеров и психологических уловок, которые автоматически делают текст сильным. Таких фраз не существует. Волшебных слов не существует ни в этой книге, ни где-либо еще. Эта книга не о словах и готовых формулах. Она о том, как мыслить, чтобы писать сильный текст. Эта книга о том, как подавать мысли логично и интересно, как привлекать внимание читателя и помогать ему быстро найти главное. Это книга об убеждении, без грязных манипуляций, давления и обмана. Главная мысль этой книги – смысл важнее формы. Мы расскажем, как избавиться от словесного мусора и обнажить смысл, как понять, что смысла мало и что с этим делать, как исследовать свой предмет и как зажечь им других. Эта книга о честности перед собой и читателем, о том, как побеждает правда, о том, как напыщенные фразы меркнут рядом с простыми честными словами. Это книга о порядке в голове. Когда есть порядок в голове, порядок в тексте приходит сам собой. Еще это книга об ответственности и уважении к себе и окружающим, о том, как перестать бояться писать то, что считаешь правильным, о том, как не идти на компромиссы
и не довольствоваться средним результатом. Надеемся, что это книга о вас. В этой книге мы расскажем, как писать кратко, ясно и убедительно. Кратко, то есть без лишних слов, но не в ущерб смыслу. Благодаря краткости из текста пропадает мусор. Мы тратим меньше времени на чтение и быстрее получаем результат. Это особенно полезно в письмах, объявлениях и деловой переписке. Например, убедительно просим вас предупреждать о незапланированных изменениях в графике работ за 2 суток или ранее. Или так. Предупредите о сверхурочных за 2 дня. Ясно. То есть так, чтобы мысль была понятна сразу, а не после расшифровки. Благодаря ясности нам проще понять сложные вещи и объяснить их окружающим. Примените это в статьях, отчетах и презентациях. Например, строительство объекта замедлено из-за непредвиденных обстоятельств экономического и организационного характера. Или так. Мы неправильно рассчитали бюджет и доверились ненадежным подрядчикам. Чтобы исправить ситуацию, троеточие. Убедительно, то есть так, чтобы люди к вам прислушивались и действовали с вами заодно. Это пригодится в соцсетях и СМИ. Пример. Едва ли кто-то будет спорить, что все чаще россияне склонны в первую очередь задумываться о собственном бытовом комфорте, чем о помощи другим людям. Или так. По данным Яндекса, в марте 2016 года фраза «торговый центр» была в 5 раз популярнее, чем фраза «благотворительный фонд». Эта книга для тех, кто пишет по делу. Журналиста, который готовит статью, менеджера, который отправляет письмо, студента, который сдает курсовую работу, ученого, который публикует результаты исследования в научном журнале. Она для тех, кто решает рабочие задачи с помощью текста. Эта книга не для авторов художественного текста. Нам интересен текст только как рабочий инструмент, а не элемент искусства. Чтобы писать кратко, ясно и убедительно, не нужен талант и вдохновение. Нужна дисциплина и стремление к правде. Мы называем свою дисциплину информационным стилем. Информационный стиль – это редакторская дисциплина, которая помогает сделать сложный текст простым, выделить главное и помочь читателю сделать выводы. Информационный стиль не входит в формальную классификацию стилей русского языка. Он применяется в любой ситуации – в договоре, статье, рецензии, научном докладе, рекламном плакате, пресс-релизе, новости, на сайте, в интерфейсе, рассылке или СМС-уведомлении. Он помогает вытравить пустословие и обнажить суть в любом тексте, хоть в рекламе, хоть в корпоративных новостях. Например, пустословие. Создаем эксклюзивные коммуникационные проекты под ключ. Информационный стиль. Проектируем локальные сети, поставляем и устанавливаем оборудование, внедряем программы и обучаем сотрудников. Пустословие. Драматический спад продаж вызвал фундаментальные изменения в структуре менеджмента нашей компании. Информационный стиль. Из-за спада продаж на 40% акционеры уволили основателя и наняли нового директора. В информационном стиле приходится искать правду, отказываться от необъективных оценок и помогать читателю самостоятельно делать выводы. Объективность и правда – неизменные принципы информационного стиля. О чем бы мы ни писали, хоть о булочках, хоть о промышленном оборудовании. Пример. Необъективно. Попробуйте наши замечательные вкусные и мягкие французские булочки. Объективно. Наш кондитер Франсуа выпекает булочки из французской муки по семейному рецепту. Чтобы они были мягкими, он добавляет и троеточие. Необъективно.
Высококачественная сборка и точная подгонка деталей гарантируют непревзойденную прочность конструкции наших телефонов. Объективно, при сборке мы используем микронную подгонку деталей. Благодаря этому в телефон не попадает пыль и влага, а корпус выдерживает падение с высоты 5 метров. Информационный стиль заставляет писать просто, даже в ущерб статусу и респектабельности. Пример. Респектабельно и пусто. Наша компания высокопрофессиональных сотрудников является ведущим поставщиком решений по обеспечению телекоммуникаций высочайшего класса. Да, написал. Или так, просто и сильно. Подключаем интернет, корпоративные сети и видеоконференц-связь для госструктур и банков. Наши видеосистемы работают в центрах быстрого реагирования МЧС, а системы безопасности защищают Сбербанк и ВТБ. Вот этот вот. Информационный стиль ставит правду на первое место, даже если она неудобна. Даже если все вокруг просят сгладить углы. Представьте, что мэрия отчитывается о строительстве школы. Пример. Сглаженные углы. Вследствие стечения обстоятельств и изменения экономической конъюнктуры, структура расходов на возведение данных объектов инфраструктуры не соответствовала рыночным условиям, вследствие чего мы вынуждены рассмотреть вопрос об увеличении бюджета. Или так, неудобная правда. Мы не заложили в смете рост цен на стройматериалы. Теперь нам не хватает денег, чтобы постелить крышу. Да, Чтобы открыть эту школу в сентябре, нам нужно еще 2,5 миллиона. Информационный стиль борется с перегруженностью и двусмысленностью. Там, где читатель тонет в словах, информационный стиль поможет выплыть. Допустим, у нас статья на сложную тему. Пример. Перегружено. Отметим также, что именно своевременное предупреждение всех слоев населения о возможных экономических и политических изменениях в государстве, основанное на принципах открытости и взаимоуважения власти и народа, может стать залогом социальной устойчивости на фоне нестабильности. Или так, просто. Во время кризиса государство должно честно объяснять людям, что происходит в стране. Информационный стиль не любят за прямоту. Там, где обычно автор может извернуться и притянуть аргументы за уши, в информационном стиле должны стоять факты. Особенно от этого больно ленивым журналистам, которым некогда искать факты. Пример. Притянуто за уши. Стоит ли говорить, что в наши дни все внимание прогрессивной общественности приковано к новейшим достижениям физики? Эта новая увлекательная область интересует всех от мала до велика. И неудивительно, ведь физика таит в себе столько чудес. Контур. Или так, факты. В феврале 2016 года европейские и американские физики объявили миру об обнаружении гравитационных волн. Об этой новости написали все популярные СМИ. Постнаука и Афиша опубликовали популярные объяснения этого открытия. Часто эта прямота мешает недобросовестным авторам. Хочется рассказать одну историю, а факты говорят об обратном. Пример. В России стало модным покупать российское. Все больше сограждан отдают предпочтение товарам отечественного производства, что, безусловно, не может не радовать. Или так. По данным ФОМ, в апреле 2016 года 19% россиян предпочитают российские непродовольственные товары за рубежом. 40% опрошенных выбирают зарубежные непродовольственные товары. Сила информационного стиля в правде и фактах. Добавьте к этому простую форму, энергичную подачу и понятную структуру, и у вас получится сильный текст. Откуда взялся информационный стиль?
Не мы Ах, придумали ебать. писать коротко, Так. честно и объективно. Любой опытный журналист, драматург или редактор скажут вам, что так нужно писать всегда. Мы лишь собираем их советы в единую дисциплину и пытаемся Я, по-новому кажется, реально ее донести. заебусь это делать. Наша книга основана на работе советского переводчика и редактора Норы Галь. В ее книге «Слово живое и мертвое» собраны примеры борьбы со штампами, канцеляритом и мертвыми формальными конструкциями. Прочитайте эту книгу. На борьбу за чистоту языка нас вдохновил советский писатель Корней Чуковский. В книге «Живой как жизнь» он рассказал, как относиться к языку внимательно и избавлять его от вредных заимствований. Писать четко и по делу нас научили редакторы газеты «Ведомости», которые составили догму, неформальную редполитику «Ведомостей» с 2001 года. Этот наполовину секретный документ – полноценное пособие для журналиста и репортера. Разыщите его, распечатайте и передайте по наследству. Мы оглядываемся на англоязычных авторов. Классический американский источник, Так, мышку книга я забрал. 1920 года «Элементы стиля» профессора Уильяма Странка. В ней он советует избавляться от лишних слов, страдательного залога и избыточных деталей. В предложении не должно быть ненужных слов, в абзаце ненужных предложений, так же, как и на картине не должно быть ненужных штрихов, а в механизме ненужных частей, писал Странк. Если пишете на английском, прочитайте Странка. С 2010 года мы собирали и систематизировали знания о редактуре, чтобы создать дисциплину «Информационный стиль». В нем нет ничего нового. Мы лишь напоминаем обо всем лучшем, что до нас придумали российские редакторы и журналисты. Культ слов. В конце 1990-х в некоторых российских школах было такое задание. На уроках литературы школьникам давали головоломку. Напишите сочинение на 4 страницы по пьесе Островского «Гроза» на тему «Катерина. Луч света в темном царстве». Эта несложная для взрослого задача ставила школьника в тупик. Он должен перечитать и расшифровать «Грозу», воспринять героев, язык и культуру конца XIX века. Он должен понять, почему Катерина примирялась с подневольной жизнью, а не стала с ней бороться. Он должен был сформулировать свое отношение к супружеской измене, о которой знает только из фильмов. Но задание есть задание. Школьник открывает готовые школьные сочинения, тогда они издавались в тонких книжках, и переписывает нужную заготовку в тетрадь. Главной героиней в пьесе Островского «Гроза» является Катерина. Это добрая, религиозная, свободолюбивая девушка. Тяжело ей живется в доме у Кабановой. Муж Катерины – слабовольный человек, ни в чем не смеет перечить своей матери, которая заправляет всем в доме. Он и сам мечтает хоть иногда вырваться из дома. А когда ему это удается, то уходит в загул. Странно ожидать от ребенка глубокого понимания этого фрагмента. Он никогда не видел слабовольных или волевых людей. Да и понятие «загул» он ощущает пока что в очень общих чертах. После этого сочинения он ничего не понимает о грозе. Тем не менее, он сдает работу и получает оценку. И тут он узнает страшную тайну, которая изменит его жизнь. Правильно подобранные слова – это ключ к решению многих проблем. Так формируется культ слов. Проходит несколько лет. Школьник становится студентом и пишет студенческий журнал. Он хочет рассказать что-то простое. 1 сентября на факультете прошла встреча первокурсников. В представлении студента это не похоже на газетную статью. Она не выглядит профессионально. Ебать. Начинаются эксперименты. В
первый день осени факультет распахнул свои двери для новоиспеченных студентов, будущих переводчиков, преподавателей и лингвистов. В этот радостный день дружный коллектив факультета поздравил будущих Виноградовых и Сеперов с началом взрослой жизни на поприще служения науке. Студент доволен собой. Он сделал красиво. То, что он написал, похоже на профессиональную статью. Читатель должен восхититься. Надо же, какие обороты он знает. Обратите внимание, это все восхищение формой, а не содержанием. В статье по-прежнему сказано, что встретились первокурсники. Но студенту кажется, что это и требовалось – подобрать волшебные профессиональные слова к простой и не очень интересной мысли. Инфоповода нет, читать это никому не интересно, но хотя бы это выглядит профессионально. После университета наш герой поступает на работу, и там все повторяется. Ему поручают писать текст, смысл которого он не понимает. Отчеты, заявления, докладные. За правильно написанные слова он получает зарплату. Напишите заявление по шаблону. Подготовьте типовой отчет. Возьмите текст с сайта конкурентов и немного перепишите под нас. Это все тоже задание о Катерине, только в новых обстоятельствах. Правильно расставленные слова дают результат, хотя человек не понимает, что и зачем пишет. Культ слов – это вера в то, что определенные слова обладают волшебной силой в отрыве от смысла. Дескать, если использовать специальные слова, то за сочинение поставят 5, возьмут на хорошую работу или принесут деньги в мешках. Смысл сказанного при этом не так важен. Будто для успеха в жизни достаточно знать волшебные ритуальные фразы. Вот признаки культа слов. Знакомо? Сочинение должно быть не короче 4 страниц. В письме на вакансию обязательно пишите «прошу рассмотреть». В договоре обязательно писать особым юридическим языком. В рекламе нужны восклицательные знаки. Чтобы клиент вас любил, пишите «вы» и клиент с заглавной буквы. Все это языческие заблуждения, как бабкин заговор от ангины. В жизни текст работает не потому, что вы использовали волшебные слова. Текст работает вопреки волшебным словам. Учитель в школе видит очередное списанное сочинение и ставит 3 из жалости. Когда же они начнут думать головой, думает учитель. Работодатель принимает человека на работу не потому, что у него в резюме написано «прошу рассмотреть», а потому что кандидат подошел по требованиям вакансии или просто никого лучше не было. Люди покупают ваш товар не благодаря вычурным рекламным словечкам, а потому что им нужен этот товар. Поесть, развлечься, не замерзнуть. Или из-за красивой картинки. Или потому что видели такой же товар у друзей. Или им на простом языке подсказал продавец. Хотите сэкономить? Берите этот. Читатель ощущает уважение не от выканья с заглавной, а когда о нем искренне заботятся. Попробуйте клиенту сказать так. Уважаемый клиент, все с большой буквы, мы не вернем вам с большой буквы предоплату и не окажем услуги, потому что вы с большой буквы дурак. Почувствует ли клиент вашу любовь? Информационный стиль борется с культом слов. В этой книге мы показываем, что смысл всегда важнее слов. Вернемся к нашему юноше в студенческой газете. Представьте, что он не будет подбирать красивые слова, а вместо этого сосредоточится на интересном содержании. Сравните. Вычурно и пусто. В первый день осени факультет распахнул свои двери для новоиспеченных студентов, будущих переводчиков,
преподавателей и лингвистов. В этот радостный день дружный коллектив факультета поздравил будущих Виноградовых и Сеперов с началом взрослой жизни на поприще служения науке. Это ли несчастье? Чего еще желать? Встреча сопровождалась бурным весельем, а атмосфера была пропитана приятным ароматом дружбы и новых начинаний, которым так славится наш родной факультет. Виват Академия! А теперь просто и интересно. 1 сентября на факультете прошла встреча первокурсников. На ней преподаватели и студенты каждый год рассказывают нашим новым коллегам, что их ждет в университете. В 2016 году к нам поступили 220 человек. Это самый большой набор за всю историю факультета. 20 человек поступили на новое отделение инфостиля. Через 6 лет в России появятся первые дипломированные инфоредакторы. Первокурсники уже организовали команду КВН. Чтобы присоединиться к ней, свяжитесь с капитаном Ксенией Деньгиной из группы 3МКК. Жаль, что никто не рассказал нам об этом в 2005 году, когда мы писали эти статьи для своих студенческих газет. У информационного стиля много противников. Тех, кто считает, что мы обедняем русский язык и лишаем авторский текст души. Но все наоборот. Мы избавляем текст от бессмысленной мишуры и помогаем авторам рассказать о важном. Ведь главное не красота, главное смысл. Информационный стиль – это скальпель, который помогает удалить лишнее. Если вам есть что сказать, информационный стиль поможет донести это кратко, интересно и убедительно. Если вам нечего сказать, информационный стиль не придумает это за вас. Слабая мысль в инфостиле не станет сильной. Инфостиль не заменяет вкус. Если автор не может оценить по-человечески, легко ли читать его текст, инфостиль не поможет. Представьте, что инфостиль – это инструменты скульптора. Если скульптор не знает, как выглядит человеческое тело, то он не создаст скульптуру, даже с очень хорошими инструментами. Инструменты информационного стиля – помощники, но не панацея. Если редактор не признает наши приемы и уверен, что информационный стиль вредит его тексту, он имеет право пользоваться собственными инструментами. Если вы и так замечательно пишете, вам можно без инфостиля. Однако мы еще не видели текст, который пострадал бы от краткости, ясности и убедительности. Смысл важнее слов. Как читать эту книгу? Эта книга построена от простого к сложному и от малого к большому. В первой главе мы начнем с чистки текста на уровне слов. Вы узнаете о словесном мусоре, как его находить и удалять. После первой главы вы уже сможете очищать текст от всего ненужного. Но первая глава – только начало. Во второй главе переходим от слов к предложениям. Как сделать так, чтобы их было легко читать? От предложений перейдем к абзацам. Как их организовать, чтобы читатель быстро находил то, что ему нужно? Далее, еще выше, поговорим о структуре текста и логике изложения. Результат второй главы – вы знаете, как организовать большую статью, которую будет легко и интересно читать. В третьей главе мы выходим на следующий уровень – уровень смысла. Теперь мы говорим не как писать, а о чем писать. Это огромная тема, и для этой книги мы сосредоточились на рекламе. Поговорим о тексте для продукта, о себе и о компании. В конце – как написать сопроводительное письмо в ответ на вакансию мечты. Мы советуем читать книгу сначала, даже если раньше вы уже встречали статьи об информационном стиле. Если начать читать ее с середины или сразу с третьей главы, какие-то термины могут оказаться непонятными. Мы советуем охватить эту книгу от начала и до конца. Те, кто останавливается на первой главе
со словами «ну, все понятно». На деле узнают лишь малую часть того, о чем говорится в книге. Бывают книги, в которых суть изложена на первых 30 страницах, а дальше вода. Это не одна из них. Здесь в каждом параграфе новые приемы, примеры и правила. Ёбаный Читайте рот, книгу он в течение сначала. 30 минут, блядь, рекламировал, блядь, эту книгу нахуй, сука, ну, блядь, дай мне, пожалуйста, инфу, чел. Что в голове у хорошего Ебать его автора? рот. Когда мы спрашиваем у своих студентов, что такое сильный текст, обычно отвечают так. Это текст, который интересно читать, в котором говорятся полезные вещи, к которому прислушиваются, от которого рождаются сильные образы, который цепляет с первого взгляда, который легко читать, который убеждает, который продает. Это все верно, но это лишь следствие из более фундаментальной задачи сильного текста. Это фундаментальная установка, которая характеризует сильный текст в любой культуре, любом времени и любой стране, вне зависимости от коммерческих задач, носителя текста, политического строя, уровня образования, аудитории или чего угодно другого. Главное в сильном тексте – забота о читателе. Все остальные свойства сильного текста, разговоры об эффективности и выполнении задач имеют смысл только после того, как автор понимает эту истину. Задачи читателя. Каждый раз, когда вы садитесь за текст, подумайте, как он улучшит жизнь читателю. Какую проблему вы можете ему решить? Допустим, мы продаем пылесосы. У нас 30 наименований, и мы хотим составить из них своего рода каталог. Как мы будем описывать товары? С точки зрения магазина или с точки зрения читателя? С точки зрения задач магазина. Мы должны отсортировать товары по производителю и цене. Активнее всего мы будем рассказывать о товарах, которые приносят больше прибыли. Какую проблему читателя мы решим, неясно. С точки зрения задач читателя мы должны понять, по каким критериям и для каких целей люди выбирают пылесосы. Например, дьявольски мощный и с отличной фильтрацией для аллергиков. Или чтобы было легко таскать по квартире. Теперь понятно, о чем писать и как сортировать. Нужно рассказывать о тех свойствах, которые читателю нужны для принятия решения. Другая ситуация. Мы чиновники Федеральной налоговой службы. Видим по статистике, что падает число налогоплательщиков среди предпринимателей. Мы можем написать несколько статей в разные журналы, чтобы их прочитали наши налогоплательщики. Но о чем писать? С точки зрения задач налоговой, мы должны написать о том, как мало в последнее время платят налогов, какие все нехорошие, а-та-та. Пристыдить налогоплательщиков, пригрозить им. С точки зрения задач читателя, мы можем рассказать о том, какие преимущества им дает уплата налогов, и помочь увидеть, что это не сложно, не страшно и не так дорого, как ему кажется. Статьи, написанные с учетом задач читателя, будут всегда сильнее и интереснее, чем статья о задачах автора. Графомания. Иногда люди пишут не чтобы решить чью-то задачу, а по внутреннему зову. Мы называем это графоманией. Про текст. Сам текст. В графомании нет ничего плохого. В мире есть гораздо более страшное явление, чем слабый текст. Но чтобы текст был сильным, мы советуем даже графоманией заниматься так, чтобы она решала задачу читателя. Допустим, парня бросила девушка. Он расстроен, он в ярости и теперь хочет поделиться с кем-нибудь своей болью. Он пишет статью в социальной сети о том, какие девушки плохие. Это графомания. Текст пишется не для читателя, а для писателя. Чтобы это не было графоманией,
парень должен подумать о читателе. Как он может ему помочь? Какую задачу он может решить? Вот что можно предложить в его случае. Статья «Какие ошибки я совершил в своих идеальных отношениях?» поможет читателям не допустить тех же ошибок. Статья «Признаки того, что ваша девушка вам изменяет» поможет парням выявить измену. Громко. Статья «Что со мной было после расставания и как я это пережил» поможет людям, которые переживают расставание. Не писать статью вообще. В мире много других занятий, помимо писательства и редактуры. Чтобы текст стал сильным, начните с того, чтобы он был зачем-то полезен читателю. Просто текст никому не нужен, даже красивый. Начните с пользы для читателя. Честность и ответственность. У автора в руках огромная власть. Он формирует картину мира других людей. Что он напишет, о том люди и думают. Правительство выделяет из бюджета 1 миллиард рублей на спасение банковской системы. Один журналист напишет, что это варварское решение, лучше бы отдали эти деньги пенсионерам. Другой пишет, что пенсионерам эти деньги не помогут. Каждый, мол, получит по 100 рублей. Но если сейчас не спасти банки, то пострадают все, в том числе пенсионеры. Третий вообще не освещает этот вопрос. Он готовит репортаж о заговоре масонов-рептилоидов, чтобы отвлечь пенсионеров. Это касается не только журналистов. Менеджер в офисе, ученый в лаборатории, преподаватель на лекции – все они формируют картину мира других людей и влияют на их жизнь. Менеджер столкнулся с проблемным клиентом, ошибся в документах, и теперь в его проекте кавардак. Как поступить? Менеджер может написать честное и прямое письмо начальству, объяснить ситуацию, признать свою вину, предложить план решения. Его поругают, возможно, оштрафуют, возможно, и проблему решат. Можно написать изворотливое письмо. Дескать, все под контролем и волноваться не о чем. Таким текстом можно усыпить бдительность руководителей и надеяться, что пронесет. Можно вообще не писать и надеяться, что пронесет. От того, какое решение примет менеджер, зависит отношение компании с этим клиентом. Будет ли скандал, продолжит ли клиент работать с компанией. От этого зависит зарплата менеджера и других сотрудников. Где власть, там и ответственность. Автор должен всегда быть честным перед читателем, предупреждать проблемы и не бояться прямо о них говорить. Честность – лучшая стратегия. Быть честным значит не изменять себе. Если журналист верит, что спасать банковскую систему не нужно, он должен продвигать эту идею, какой бы нелепой она ни казалась другим. Каждый должен иметь право отстаивать свою точку зрения. Быть честным значит говорить правду, даже неудобную. Если менеджер совершил глупость, он должен это признать, взять на себя ответственность и решить проблему. Скрывать, заминать и делать вид, что ничего не произошло – не наш путь. Быть честным перед собой и другими – это такой же жизненный выбор, как и быть полезным. Не каждый способен его сделать, и многие проживают всю жизнь, действуя ровно наоборот, изворачиваясь, юля и лицемеря. Нам такое неинтересно. Мы понимаем, что текст – это не все, что есть в мире. Как минимум, есть еще и дела. Ну да. Можно прекрасно рассуждать об инвалидах, а можно построить пандус. Можно писать об уважительном отношении друг к другу, а можно каждый день показывать это на личном примере. А можно и то, и другое. Предисловие автора. 10 правил приручения тигров – это не мое изобретение. Я лишь заметил их, собрал и испытал на практике. Кроме того, чтобы доказать эффективность правил, я специально ввязывался в некоторые запутанные истории. Теперь я включил их в книгу, которая, надеюсь, поможет вам и даст противнику в наших собственных головах конкретное имя – тигр. Большинство пособий по самопомощи обещают рассказать читателю, как надо жить.
Многие из них утверждают, что вы можете сделать все, за что серьезно возьметесь. Я понятия не имею, как вам следует жить, и абсолютно уверен, что человек не может сделать все, даже если серьезно возьмется. Я никогда не перепрыгну через здание одним прыжком. Приручение тигров – это приглашение двигаться вопреки страху перемен. Ни больше, ни меньше. Я был удостоен чести поделиться 10 правилами приручения тигров с более чем 200 тысячами человек, благодаря корпоративным программам по всему миру. Истории людей, которые пользовались 10 правилами и укротили своих тигров, убеждают меня, что мы принимаем участие в чем-то значимом. 2011. Джим Лоулис. Беркшир, Англия. Предисловие автора. 10 правил приручения тигров – это не мое изобретение. Я лишь заметил их, собрал и испытал на практике. Кроме того, чтобы доказать эффективность правил, я специально ввязывался в некоторые запутанные истории. Теперь я включил их в книгу, которая, надеюсь, поможет вам и даст противнику в наших собственных головах конкретное имя – «Тигр». Большинство пособий по самопомощи обещают рассказать читателю, как надо жить. Многие из них утверждают, что вы можете сделать все, за что серьезно возьметесь. Я понятия не имею, как вам следует жить, и абсолютно уверен, что человек не может сделать все. Введение. Кто пишет вашу историю? Июньское утро 1998 года, на часах 7:30. Я сидел, оставаясь невидимым для всех остальных, на своем огороженном пятачке в опенспейсе. Это был офис международной IT-компании, куда меня наняли в качестве консультанта по правовым вопросам. Один из финансистов издал громкий стон и сообщил: ну вот, осталось всего 4 года, 2 месяца, 3 недели и 2 дня до пенсии. Я прекратил работу над последним контрактом и быстро произвел подсчеты. Мне оставалось 34 года, 5 месяцев и еще несколько дней до пенсии. Разумеется, если я смогу позволить себе выйти на пенсию в 65. Комплекс административных зданий, где я работал, располагался в немодном районе Слау, к западу от Лондона. Этот район скорее годится для автострад и аэропорта Хитроу, но вряд ли для чего-то еще. Впрочем, Слау оказал мне услугу, изменившую мою жизнь. Мой стол располагался у окна на 1-м этаже, почти в переулке. Где-то неподалеку находилось бюро похоронных услуг. Каждое утро, когда я начинал работу, мимо проезжали катафалки со своим печальным грузом. К ланчу они возвращались уже пустыми. Эта картина, наряду с моими подсчетами о том, что мне предстоит отбыть здесь еще 35 лет своего срока, заставила меня подумать, а что если лучше уже не станет? Джин выпущен из бутылки. Если это и есть моя жизнь, что же я с ней делаю? Когда это началось? Я потратил 6 лет на обучение юриспруденции и за 4 года перебрался из Сити в международную IT-компанию. Суровая правда жизни заключалась в том, что за это время немногие рабочие дни принесли мне удовольствие. Стала очевидна пугающая истина. Я должен был что-то изменить. Однако тигр начал рычать на меня, чтобы я оставил все как есть. Битва началась. Через год родилась организация Optimize, ныне Taming Tigers. Изначально мы обучали бизнесменов вдохновлять аудиторию, а не скучно собирать всех вместе во время презентаций. Но потом крупные компании начали обращаться к нам за консультациями иного рода. Мы обучали их лидеров тому, как встречаться лицом к лицу с переменами. Одним судьбоносным днем раздался телефонный звонок. Меня пригласили выступить с мотивационной презентацией. Я сразу же отказался. Я счел громкие избитые речи в американском стиле отвратительной идеей. В любом случае, мне нечего было сказать. Звонивший был настойчив. Если вам не нравится американский стиль, сделайте лучше. Справедливое замечание. Я принял вызов. Наступил день выступления. Я должен был произнести 60-минутную речь о мотивации. Через 30 минут я поблагодарил аудиторию и поклонился в ответ на их слегка удивленные аплодисменты. Я так нервничал, что пропустил важные куски материала, тщательно просчитанные дома. К моему удивлению, когда я попробовал ретироваться, ко мне подошла одна из зрительниц и сказала, что ей понравилось выступление, и попросила отточить его и выступить еще раз через месяц. Тигр снова зарычал. История вашей жизни. Вы пишете историю своей жизни. Это должны сделать именно вы, верно? Кто еще смог бы держать ручку? Вы пишете очередной пассаж своей истории сейчас, когда слушаете эту книгу. Я пишу фразу в своей истории сейчас, когда пишу для вас эти слова. Разумеется,
Самое начало вашей истории было продиктовано генетикой и окружением. Но потом вы сделали из нее то, что выбрали сами. Оправданий нет. Мы с вами принимали решения и поступали сообразно им, и каждый получал свой результат. Этим мы занимаемся по сей день. Ваша история – это сумма всех решений, которые вы приняли до сих пор. Вот как мы пишем свою биографию. Мы принимаем решения, ведущие к действиям, которые станут нашей историей. Вы решили, что будете сдавать тот экзамен, а не этот. Вы выбрали пойти на эту работу, а не на ту. Вы решили поддержать на работе какую-то идею или, наоборот, не рисковать карьерой ради инноваций. Одним погожим днем вы поздоровались с одним привлекательным человеком, и не с другим. И теперь вы в браке с этим человеком, но не дали шанса другому. Это заставляет задуматься о последствиях таких маленьких, но в итоге таких важных решений, верно? Но кто решал, вы или тигр? Вы действуете ради того, чтобы написать собственную историю, или чтобы избежать рыка тигра? Выяснить это как раз и поможет эта книга. Я хочу, чтобы вы честно ответили на вопрос. Какая часть вашей жизни такая, какой вы хотели ее видеть, а какая — посредственный, написанный из страха, нашептанный тигром рассказ? Ваша история на работе. Эта книга в первую очередь о той истории, которую вы пишете на работе. Работа является, вероятно, вторым по важности приключением в вашей жизни после всего, что связано с семьей и друзьями. Согласны? Возможно, в настоящий момент она вовсе не кажется приключением. Не волнуйтесь, мы изменим это вместе, если вы готовы к трудностям. Работа — это сфера, в которой нам дано так или иначе познать самих себя, понять, кто мы такие на самом деле, установить связь с одними людьми и оказать влияние на других, найти возможности для роста и развития, что-то изменить для окружающих и оставить нечто им в наследство. Кроме того, это место, где многие спят. Иди туда, где страшно. Инструкция, как проснуться и превратить свою жизнь в приключение. Мы живем в уникальное время. Наши возможности устанавливают связи с людьми по всему миру выше, чем когда-либо. Система здравоохранения лучше, чем в любой другой период нашей истории. Меритократия, признание и награда за труд с каждым днем выходит на первый план. Это время, когда творчество человека на работе ценится особенно высоко. Никогда прежде не было более удачного времени для пробуждения и оседлания перемен с пользой для себя. А вы обладаете еще одним преимуществом – слушаете эту книгу. Ведь многие ничем подобным не озабочены. Их внутренний кодекс уже составлен на всю оставшуюся жизнь, к их удовлетворению. Они используют его как оправдание, чтобы остаться в спячке. Тигр рычит, спасая их от страха перед тем, чтобы воспользоваться случаем. И от награды за это. Уберегая их от страха и дискомфорта, он отнимает у них и триумф, и удовлетворение, и рост. Не будем же к ним присоединяться. Кто пишет вашу историю? Вы или тигр? Что такое тигр? Тигр – это невидимая сила внутри нас, которая препятствует переменам. Тигр рычит, когда мы собираемся сделать или сказать что-либо непривычное, рискнуть, ввязаться в приключения. Почему я называю эту универсальную внутреннюю силу тигром? Потому что она кажется реальным существом, которое действует независимо от нас. Ловко и мощно. Это существо рычит, и кажется, что у него есть настоящие зубы. Что само наше выживание будет под угрозой, если мы встретимся с ним. И это приводит к выбросу адреналина и заставляет наши намерения и мысли двигаться в совершенно ином направлении. Мы всегда хотим сбежать от этого зверя, если не готовы к битве. Разумеется, тигр – это метафора. На самом деле его нет. Мы сами создали его, и мы сами способны его приручить. Многие уже прошли через это, и вы тоже сможете. Эта книга даст вам оружие, позволяющее одолеть тигра, но вам придется самим выйти на битву. Только лично вы сможете одолеть своего тигра. Нет готовых решений. Гуру – это вы, а не я. Я просто прошел по этой тропе раньше вас и хотел бы поделиться уроками, которые извлек. Пребывая в спячке, человек не считает это существо своим тигром. На словах он всегда может оправдаться, почему не двигается вперед. Он найдет некие внешние силы, которые ему препятствуют, и будет винить во всем их. Он – жертва жестокого мира. Он никогда не позволит окружающим или самому себе осознать, что на самом деле просто оправдывает свое бездействие, вызванное страхом. Страхом перед неизвестностью. Страхом ошибки.
страхом перед усилиями, необходимыми, чтобы А жить что, если полной все жизнью. будет на Кроме альфа-канале? того, он никогда не познает триумфа. Эта книга не об успехе в его тривиальном смысле. Она не о том, как заработать побольше денег или построить идеальные взаимоотношения, хотя она поможет вам в обоих этих сферах. Она и не о самовнушении. Хотя... К этой книге не прилагается CD, который обещает изменить вашу жизнь, пока вы спите. Я считаю это вздор, созданный, чтобы использовать тех, кто отчаялся. Я рассчитываю, что вы умнее. Тигр на охоте. Позвольте привести пример того, как действует тигр на моем собственном опыте. Я хотел установить новый рекорд в британском фридайвинге. Меня увлекал и по-прежнему увлекает этот спорт. Мне нравится находиться в воде и до странности по-домашнему чувствовать себя у моря, на море или в море. Как-то во время отпуска я взял несколько уроков погружения. Я считал, что потом смогу утяжелить снаряжение и думал, что это будет прекрасным способом проверить теорию приручения тигров. Впрочем, я колебался. Я откладывал момент, когда даешь самому себе нерасторжимое обещание, что постараешься установить рекорд. Причиной сомнений был страх, но не страх глубины или риска. Я управлял успешным предприятием, у меня была семья. Это была боязнь нарушить привычный ход вещей. Ведь тогда каждую первую неделю месяца, с февраля по август 2010 года, мне пришлось бы проводить в Египте, тренируясь на большой глубине. Еду в Я должен был Египет, 8 блядь. месяцев кряду покидать семью и работу, да еще и во время мирового кризиса. У нас все будет в порядке? Мы оплатим счета? Или мои соперники получат мою работу? А мои клиенты с пониманием отнесутся к моему отсутствию? Время принимать решение настало. Завязалась битва. Кто же победил? Познакомьтесь с вашим тигром. Как часто вы мечтаете о чем-то сокровенном, о том, что вам по-настоящему хотелось? Вот насчет этой книги у меня что-то вот прям, ну... Короче, задумался я слегка. Интересно, а благодаря этой книге миллиардеры решили сделать тот прикольный заплыв на батискафе до Титаника или нет, интересно. Благодаря этой книге все произошло или нет? Просто как-то навевает мысли такие, как будто бы из-за этой книги. Да. Если это так, то это печально. Против тигров пошли миллиардеры. Такое ощущение, что эта книга вот как раз таки вот про этих самых богатых людей. Бы сделать? Подумайте, как часто у вас появляются прекрасные идеи, которые вы могли бы воплотить? Идеи относительно людей, с которыми вы хотели бы проводить время. Времени, которое вы хотели бы потратить на создание нового проекта или стратегии. Технологических инноваций, которые, на ваш взгляд, необходимо изучить. Процессов, которые требуют конструктивной доработки. Клиентов, которые, на ваш взгляд, могли бы извлечь прибыль из опыта вашей организации. Способов, которыми вы можете больше заработать. Сотрудников, которых надо воодушевить, с которыми надо поговорить или дать возможность внести свой вклад в общее дело. Работы, которую вы хотели бы перепоручить кому-либо, чтобы освободить время для себя и воплотить свои идеи. А как насчет благих намерений? Уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, создать больше общественных благ за счет предпринимательской деятельности, добиться перемен в лучшую сторону для промышленности, для общества? Как насчет плана самому что-либо изобрести? Почему же вы так редко делаете что-то подобное?
Вы когда-нибудь ловили себя на том, что во время разговора о своих планах, с самим собой или с другими людьми, вы произносите нечто вроде: «Да, идея замечательная, я бы, возможно, занялся бы этим, но жена, муж, партнер никогда не позволят мне». Да, но все может пойти наперекосяк, и что тогда будет? Вряд ли. У людей с моим образованием, происхождением тут нет шансов. Ты правда допускаешь, что имя босса позволит мне заниматься чем-то подобным? Так здесь никто не делает, они не пойдут на это. Нет, пока не выплачу ипотеку, а дети не вырастут. Я видел, как мой знакомый пробовал заняться этим N лет назад. Он так и не смог больше восстановить свою карьеру. Мужчины и женщины более умные, чем я, пробовали и потерпели неудачу. В моем возрасте нельзя научить старую собаку новым фокусам. Если когда-либо вы произносили что-то подобное и предварительно не побеседовали с женой, мужем, начальником или человеком, который потерпел неудачу, не подготовили бизнес-план и не представили его без лишнего шума коллегам, которым доверяете, чтобы получить совет, не выяснили, что случится, если дела пойдут не так, и можно ли управлять риском и так далее, значит, вы уже встретились со своим тигром. Ваш тигр настаивает, чтобы вы избегали всей этой суеты. Он рычит на вас, требуя, чтобы вы остановились. И вас сковывает страх. Страх нового. И страх, что все окажется возможным. Страх обнаружить, что нет никакого препятствия, кроме собственного тигра. Если вы признаете это, то вам будет негде прятаться, верно? Пришла пора это признать. Почему я написал «иди туда, где страшно»? Возможно, однажды мы с вами окажемся в каком-нибудь доме престарелых. Давайте отправимся туда на мгновение. Вам 90 лет. У вас не особенно бурная жизнь. На полотне, где вы пишете свою историю, осталось совсем немного места. И в вашей ручке кончаются чернила. В том далеком будущем вы не сможете писать с такой же энергией, с какой способны писать сейчас. Быть может, вашими самыми главными заботами, пока вы бредете на завтрак, будут вопросы: выиграл ли я сегодня в карты? Или а не забыл ли я надеть штаны? Представьте, как грустно будет посмотреть на себя, такого старого и немощного, в зеркало и спросить: у меня было 70 или 80 лет потрясающих возможностей. В чем же была проблема? Почему я не проснулся? Чего я не сделал? Почему я не участвовал в этом? Здесь уже будет неуместен вопрос, что я хотел бы сделать. Вместо этого вы спросите себя, написал ли я свою историю или позволил тигру продиктовать мне ее. Блять, эта книга как будто бы она, для каких-то... Скорее, это как будто инструмент для продавцов. Вот эта книга. Те, которые, знаешь, продавцы такие берут и говорят при заключении какой-нибудь крупной сделки, клиент там начинает сильно сомневаться, и он такой говорит: слушайте, вы что-то это там, своего тигра? Вы раб своего тигра, начинает говорить. А тот такой, чё, блядь? Раб своего тигра? Вы что, не читали одну умную книгу про то, что нужно делать то, что стрёмно? Нужно идти навстречу своему тигру? Тот такой послушает эту хуйню и такой, блин, да, надо заключать эту блядскую сделку на следующей, неделе, берет и звонит этому продавцу и говорит: я покупаю этот дом, а дом по факту, задроченный, там, требуется в ремонте. А продавец такой: блять, охуенная книга. Уже пятый, точнее уже третий долбоеб на этой неделе соглашается купить задроченный дом.
Еще реально вся книга про то, что надо слушаться ебаного тигра или избегать Так его. что вы должны сделать сегодня? Именно сделать и сегодня. Проснитесь, все происходит прямо сейчас. Чтобы, столкнувшись лицом к лицу со стариком или старухой в зеркале, дьявольски усмехнуться и сказать: «Я жил! Я преодолел границы и кое-что сделал. Я привнес перемены. Я жил полной жизнью. Я написал свою прекрасную историю. Я любил, я побеждал, я проигрывал. Не о чем сожалеть. Я не проспал свою жизнь». Уверен, что любой, кто с сожалением и грустью оглядывается на упущенные возможности и умирает, не написав свою историю, огромная потеря для нашей общей истории, для человечества и планеты. Вы должны сыграть свою роль, написать историю, свою историю, а ваша история затронет многие тысячи других. Проснитесь. У тигра нет зубов. Это лишь игра воображения. Вашего воображения. Вы сможете все изменить. Охуеть, глупая Почему книга. я так уверен, что «Иди туда, где страшно» поможет вам написать свою историю? 10 правил Хотя, отличаются может, от потом банальных идей по как-то нормально самопомощи, будет. поскольку прежде чем переложить на бумагу, я проверил их на себе. Я применял их в своем собственном бизнесе, управляя группой Taming Tigers, на советах директоров крупных организаций, в школах, на ипподроме и под водой. В этой книге я поделюсь своими историями, чтобы помочь вам понять, как работают эти правила. Мои клиенты тоже щедро поделились своим опытом. Ими двигало исключительно желание передать вам то, чему они научились и что извлекли из 10 правил. Вот несколько выводов, которые делают люди, познакомившись со своими тиграми. Теперь я вижу, что дело не в моем происхождении и образовании. У меня есть время, чтобы сделать все задуманное. Тигр мешает мне доверять людям и делегировать полномочия. Я могу успешно общаться. Из-за тигра я боялся даже попробовать, легче было сказать «я не могу». В конце концов, это не вина начальника. Когда я тщательно подготовился, мы с ним действительно поговорили, все прошло хорошо. Я думал, что достиг своей вершины, а на самом деле я достиг лишь пределов своего воображения и увидел абсолютно новый уровень игры. Эта книга не пытается умолчать о тяжелой работе и сложностях, связанных с написанием собственной истории успеха. Здесь нет прямых путей. Я стремлюсь быть реалистичным. И такой подход приносит глубокое удовлетворение и долговременное вознаграждение, которое не обеспечит ни одно быстрое решение. Впрочем, есть одна оговорка. Эта книга дает знания, но не мудрость. Мудрость не почерпнешь из книг. Мудрость – результат личного опыта, применения своих знаний на практике. Какое отношение скачки и дайвинг имеют к вам и вашей жизни? Первое, на что стоит обратить внимание, что обе эти задачи были связаны именно с психологическим аспектом, а не с физическим. Дайвинг без кислородных баллонов – очень экстремальный вид спорта, но выброс адреналина может убить ныряльщика. Внезапная паника на глубине 100 метров значит, что вы очень быстро израсходуете запас кислорода в организме. Слишком быстро, чтобы успеть добраться до поверхности. А скаковая лошадь моментально определит на своей спине того, кто источает адреналин. Стоит только подумать о страхе, и она понесет. Оба вида спорта дают прекрасную возможность поэкспериментировать, как взаимодействуют психика и тело в условиях стресса. Однако есть великое множество других ситуаций, где помогут 10 правил. Вот некоторые из них. 1. Холодные звонки влиятельным незнакомым людям с просьбой о помощи в инновационном рискованном проекте. 2. Медленное выстраивание взаимоотношений с людьми, которые изначально неблагожелательно к вам настроены. 3. Преодоление страха перед публичным, сокрушительным для карьеры провалом. 4. Преодоление страха настоящих финансовых потерь. 5. Преданность цели без уверенности в ее успехе, но со всеми прилагающимися личностными затратами. 6. Создание плана и его изменения при столкновении с трудностями. 7. Выбор новой манеры поведения и дисциплинированное следование ей. 8. Управление временем. 9. Необходимость одновременно выполнять обязательства перед семьей. 10. Творчество и новаторство в достижении цели, которое, как все они говорили, недостижимо. 11. Инновации. Либо никто не занимался подобным, либо никто не начинал с моей точки отсчета. 12.
Создание группы поддержки из людей куда более мудрых, чем вы сами. 13. Сохранение собственной мотивации до последнего в периоды неурядиц. 14. Все та же книга. Личная Нет, это ответственность другая. за успех. Кто пишет вашу историю? Вы или тигр? По Тут мере про тигров. прослушивания вы куда лучше станете понимать тигра, которого сами создали. Да вообще поскольку мы пиздец. работаем вместе, Мега вы чушь убедитесь, какая-то. какой урон наносит тигр, и вполне возможно начнете Тигр. злиться. Да, я сказал злиться. Злиться — запретное слово. Если его правильно понять и использовать, оно может стать поразительным трамплином в новую главу вашей истории и в новый подход к работе и жизни в целом. Одним прекрасным летним вечером я вышел подышать воздухом после выступления в Амстердаме с презентацией перед большой аудиторией. Один из присутствовавших на презентации был особенно настроен на знакомство и последовал за мной на лужайку. Сказав несколько добрых слов о презентации, он сообщил, насколько сильно мне завидует. «Почему?» — спросил я. «Потому что я всегда хотел стать профессиональным оратором и вдохновлять других». «Нет, не хотели», — возразил я. Он казался ошеломленным. «Хотел? Всегда хотел». «Нет, не хотели», — снова сказал я. «Если бы вы хотели, вы бы этим занимались. Вы занимаетесь именно тем, чем хотите». Теперь он начал злиться. Ясно, что тут я задел его эго. «Легко вам говорить, у вас есть история, которую можно рассказать». Разумеется, но у меня ее не было, когда я начал выступать. Кроме того, многие ораторы не пользуются своим личным примером. Да, но, полагаю, все обстоит немного по-другому, когда сначала вы Бля. работаете юрисконсультом и сколачиваете состояние, а потом рискуете выступать. О, Что ж, а, жаль вас разочаровывать, но я был не очень хорошим юристом и немного зарабатывал к своим 30 годам, поэтому я сменил направление движения. Я дал ему свой номер и предложил позвонить мне в любое время, чтобы знать о том, как стать профессиональным оратором. Разумеется, он так и не позвонил. Бедный парень. Андрей Блин. Курпатов. Красная таблетка. Посмотри правде в глаза. Другу, который убедил меня написать эту книгу. Даже путь в 1000 ли начинается с первого шага. Лао Цзы. Настоящий мир не таков, каким он нам кажется. Мы смотрим на него через призму своих ощущений, опыта и абстрактных установок. это другое уже. И эта призма — лишь версия происходящих событий, тогда как подлинная реальность скрыта от нас. Все, что мы думаем, чувствуем, переживаем — иллюзия, своего рода галлюцинация, Хотя, произведенная бля, нашим мозгом. Мы сами. Издательство «Ман, Иванов и Фербер» представляет. не знаю. Понакачал всякие книги, думал, прикольные. Джедайские техники. Как воспитать свою обезьяну, опустошить инбокс и сберечь мыслетопливо. Читает Максим Дорофеев. Джедайские техники, ребят. Да вот нету, блядь. Введение. Однажды, на заре своей карьеры в индустрии разработки программного обеспечения, Хотя, я прочитал книгу Фредерика Брукса отчасти «Культура для может всех быть. менеджеров в IT». В этой книге была ссылка на исследование конца 60-х, показывающее, что разница в производительности между хорошим и посредственным программистом – это не проценты и даже не десятки процентов. Производительности могут отличаться в десятки раз. Разработка программного обеспечения – один из ярких примеров интеллектуальной работы. И очень похоже, что умственные работники и в других сферах, например, реклама, маркетинг, продажи, дизайн, управление проектами и так далее, также в своей производительности отличаются в десятки раз. С тех пор я озадачился поиском причины такого различия и, главное, рецептов повышения продуктивности отдельно взятого человека не на какие-то жалкие 10-20%, а в разы и десятки раз. У меня была мечта создать команду, где каждый «unus sed leo» – «один, но лев» – латынь. Говорят, эти слова Ганнибал во время битвы при Каннах, а Ганнибал был известен тем, что силами крошечной армии наемников 1,5 десятка лет с ошеломительным успехом терроризировал целую Римскую империю. Состоящую из небольшого количества человек,
но способную соревноваться по скорости с в разы превосходящей по размеру командой конкурентов. Да. Что-то вроде такого, как сообщение в Facebook от Антона Путиенко. «Ох, что бы я без тебя делал? У меня основа всех построенных процессов организована на твоих лекциях и слайдкастах. Мы впятером делаем все в 2 раза быстрее, чем конкуренты с командой в 2 раза больше. К тому же мы сейчас внедряем элементы джедайских техник для системы контроля за школьными бюджетами». Конечно же, если каждый член команды станет аномально эффективным, это не даст вам эффективную команду в целом. И наоборот, даже в самой эффективно работающей команде не все обязаны работать эффективно. Об этом говорит нам теория ограничений. Однако, если в команде все неэффективны, тупят и прокрастинируют, с этой командой мало что можно будет поделать. Так я отправился на поиски методики, помогающей в разы. И Это вроде как чухня. нашел. Секрет оказался прост. Надо научиться использовать свой ум бережно и аккуратно, не переоценивая Ну, свой блин. собственный уровень осознанности и интеллектуальных способностей. В другой В этой книге нету как аудиокниге будто бы практически нет ничего такого, что я изобрел нормальной. сам. Если это не первая ваша книга о личной эффективности, то вы наверняка узнаете GTD А, Дэвида ну погодите, Аллена, подождите, я менеджмент нашел Now интересный. Майкла Ща, погодите. Линденбергера, 7 навыков Стивена Кови, эссенциализм А, Грега оказывается, Маккеллана, есть элементы нормальные. Подождите, тайм-менеджмента сейчас. Глеба Архангельского, Франческо Ща. Черилла с его помидорными техниками, техники 18 минут Питера Брегмана или 12 недель Морона и Леннингтона, успеватель Василия Кислова и техники работы с прокрастинацией Питера Людвига. В этой аудиокниге я предлагаю вам Прокрастинация. конструкцию из навыков и знаний, которая в свое время спасла мой мозг и мою личную жизнь от коллапса перегрузок. Я разобрал ее на запчасти и, опираясь на современные взгляды на психологию и физиологию человеческого мозга, сплавил заново, стараясь излагать все максимально просто. Надеюсь, что ваша основная цель – не узнать что-нибудь новенькое, а научиться успевать выполнять важные для вас дела, несмотря ни на что. Эти две цели не всегда связаны друг с другом. Намного чаще для нас оказывается полезным не обогатиться новыми знаниями, а по-новому понять то, что мы и так знали, и начать действовать в соответствии с этим. Надо ли мне слушать эту аудиокнигу? Сейчас я покажу вам достаточно простой, но, возможно, не самый приятный способ понять, стоит ли вам слушать эту аудиокнигу дальше. Стивен Кинг. Как писать книги? Вообще, как будто бы надо не такие, а... Авторское уведомление. Если не указано иное, Привет, все мам. примеры прозы, хороший и плохой, принадлежат автору. Честность — лучшая политика. Мигель де Сервантес. Лжецы преуспевают. Неизвестный автор. Не, это понятно. Как бы так взять и почитать-то окей. Я это даже вкладку сохраню. Я про аудиокнигу, которую сейчас можно послушать. Ну хотя, ладно. Да, попробуем. А, есть аудио. Ну вот это походу. Слава, Грис, сделай видеоигру 1. И не ёбнись.
Блядь, Слава Грис. Это тот, блядь, Слава Грис. Заебал. Ладно, может там что-то интересное. Слава Грис. Сделай видеоигру один и не свихнись. Читает. Он был полон великих идей, но не работал в своей жизни ни дня. Divinity Original Sin. Надпись на надгробном камне. Глава 0. Экран загрузки. Я знал множество людей, создающих видеоигры без поддержки команды. Они посещали сходки разработчиков видеоигр, кое-кто из них появлялся на конференциях, а иногда их можно было встретить на необъятных просторах сети. Их очень много. Я и сам разработчик-одиночка. Я нередко участвовал в пылких спорах о том, возможно ли создать в одиночку нечто столь комплексное, как видеоигра. Она же состоит из графики, музыки, сценария, кода, анимации, игрового дизайна. Способен ли всего один человек справиться с таким неизмеримым количеством работы? Многие приходили в своих рассуждениях к положительному ответу. Существуют примеры, когда старания соло-разработчиков порождали чудесные и целостные игровые миры. Stardew Valley, Undertale, Cave Story — за каждым из этих проектов стоит всего по одному человеку. Их пример вселяет в людей твердую уверенность, что сделать хорошую игру в одиночку возможно. И, оглядывая эти примеры, люди воодушевленно берутся воплощать свои идеи в реальность, параллельно обучаясь всему и сразу. Но спустя время знакомые мне разработчики-одиночки начинали пропускать мероприятия, конференции и сходки. Их социальные сети, где они гордо делились своими успехами, покрывались электронной пылью. И вот уже последней записи на странице их проекта исполняется год, а сами авторы удаляют меня из друзей, потому что я перестал входить в их круг общения. Некогда мечтательных и уверенных в себе разработчиков игр уносили с собой суета будних дней и совсем уже другая работа. Мечта выпустить идеальную игру так и осталась мечтой. Друзья-разработчики больше им не нужны. Сформулировать программу действий, которая позволит вам освоить столь необычное ремесло, как создание игр в одиночку, не очень-то и сложно. Мы займемся чем-то подобным в этой аудиокниге. Но, наметив себе путь, начинающие разработчики неистово хватаются за рисование, написание кода, создание музыки, а спустя какое-то время, подобно старой лампочке, мигают пару раз и больше не светят в сторону видеоигр. Ключевая ошибка всех, кто бросил свой проект, едва начав, заключается в том, что в самом начале пути был поставлен неправильный вопрос и велась работа лишь на одном фронте. Утвердительный ответ на «возможно ли разработать игру в одиночку» побуждает новичков погружаться в техническую часть создания видеоигр, в то время как моральная и психическая часть остается нетронутой. Правильный вопрос перед вступлением на красочный путь разработчика звучит так: возможно ли создать игру в одиночку и не свихнуться? Чтобы довести проект до ума, нам недостаточно накопить технических знаний и художественных навыков. Нам нужно оставаться мотивированными. Нам нужно избегать эмоционального выгорания. Нам нужно запастись терпением, выдержкой и знать все о самодисциплине и силе воли. Работа по внезапному наитию едва ли будет доведена до конца, а если и будет, то этот процесс займет у вас немыслимо длительный период. Инструмент для разработки видеоигр — это не только компьютер, но и наши нервы, голова, психика, установки и наше окружение. Именно они помогут не пасть духом, именно в них скрыты наши силы. Именно там мы найдем способ не сойти с долгого и увлекательного пути к игре своей мечты. Глава 1. Раньше было лучше? Когда в компаниях, где меня никто не знает, я говорю, что зарабатываю на жизнь разработкой игр в одиночку, я обязательно сталкиваюсь с убеждением, что моя деятельность почти фантастична, а сам я или лжец, или пришелец с другой планеты. Уверенность в том, что для разработки современной игры нужна огромная команда, слишком уж плотно укоренилась в массовом сознании. Студии по разработке видеоигр нанимают бесчетное количество людей. Титры в играх становятся все длиннее. Команды разработчиков перестают помещаться на одном фотоснимке. В игровой индустрии теперь очень много народа, и это почти никого не удивляет. А меня удивляет. И вас, надеюсь, это тоже удивит, когда мы познакомимся с некоторыми аргументами в пользу того, что один в поле вполне себе разработчик, и нечего удивляться, когда в компании кто-то говорит, что делает игры один. Я не занимаюсь волшебством. За время существования такого искусства, как создание видеоигр, было разработано множество великолепных проектов. И если о культовом статусе некоторых современных произведений множество людей пылко ругаются на форумах,
то почетный статус таких вещей, как Марио или Final Fantasy, неоспорим. Давайте на короткое время вернемся в конец 80-х, чтобы после такого путешествия свежим взглядом окинуть современную игровую индустрию и подумать о нашем месте в ней. На заре становления индустрии видеоигр все платформеры или разворачивались на одном экране, или же вынуждали персонажа двигаться вверх. Но тут совершается революция. Рождается такая легенда, как Super Mario Bros. Миллионы игроков пускаются в оригинальные приключения слева направо. Революционность Марио на NES, в России продавали клон этой приставки под названием Dendy, заключалась не только в направлении движения, но и во многих оригинальных дизайнерских решениях, которые требуют куда более детального анализа, чем можно здесь уместить. Сейчас же я просто к великому Марио добавлю еще один пример. Жанр RPG зародился в мире настольных игр. На экраны мониторов он перекочевал в лице Wizardry и Ultima, но это были серьезные игры для взрослых высоколобых ребят. Идеи этих сложных и уникальных проектов, а также опыт коллег, создавших Dragon Quest, легли в основу самой первой части Final Fantasy. Именно Final Fantasy популяризовала жанр JRPG на консолях и доказала, что японские игры могут быть интересны и западной аудитории всех возрастов, а жанр RPG не является нишевым и малопонятным развлечением. Нужно целиком и полностью абстрагироваться от массовой культуры, чтобы ни разу в жизни не слышать имени Марио или названия Final Fantasy. Такие титаны не рождались уже очень давно. И можно было бы парировать тем аргументом, что в 80-е создавалось не так много игр, и выстоять в конкурентной борьбе с коллегами было проще, а значит было проще и выделиться. Но стоит иметь в виду, что до выхода Марио и Final Fantasy игровую индустрию уже хоронили. На рынке был переизбыток видеоигр. Тиражи, нашумевшей E.T. для Atari, утилизировали путем буквального захоронения в земле. А в успех приставки NES на рынке до конца не верил никто, так как Запад на тот момент уже устал от видеоигр после наплыва низкокачественных продуктов на приставки предыдущего поколения. Позже, перед самым выходом консоли Nintendo 64, президент компании Nintendo Хироси Ямаути говорил, что рынок уже сейчас зашел в тупик. Он завален новыми играми, 70% из которых не находят своих поклонников. Это высказывание было сделано в 1996 году. Игровую индустрию никогда не переставали считать перегруженной новыми проектами, и мантру об избыточном количестве игр всю дорогу повторяют в средствах массовой информации и в наши дни. Подобные беспочвенные утверждения не являются поводом обесценивать заслуги разработчиков прошлого. Как и не должны стать причиной опускать руки перед выходом на перенасыщенный рынок в наши дни. Рынок видеоигр абсолютно всегда называли перенасыщенным, но это ничего не значит. Здесь всегда есть место новым именам, в том числе и вашему. Условия, в которых выходили на Западе Final Fantasy и Super Mario, были, напротив, гораздо катастрофичнее, чем условия для выпуска игр в наши дни. Игровое сообщество не отличалось многочисленностью. Количество проданных приставок не составляло десятки миллионов. Игру приходилось продавать строго на физических носителях, в то время как сейчас вы можете распространять любое свое творение через интернет, не заморачиваясь с поставками, логистикой и производством картриджей. В наши дни вы можете даже выпустить игру с ошибками, глюками и багами, а через какое-то время залатать все недоработки патчем, скачивание которых многие пользователи даже не заметят. В былые же времена обнаружение серьезного бага в игре могло привести к отмене поставки картриджей, а значит, к колоссальным финансовым потерям. Не только игровой рынок был негостеприимным для творчества. Сами инструменты для разработки и жесткие требования к разработчикам создавали воистину спартанские условия для творцов. Узнаваемый стиль Super Mario создавался с использованием 64 цветов. Битвы с ордой монстров Final Fantasy умещались на экране 256 на 240 пикселей. Ограничения в количестве возможных для отображения цветов вынуждали разработчиков Final Fantasy использовать всего лишь 3 цвета на каждого отдельного персонажа, а часть монстров была раскрашена с использованием одинаковой палитры. Только так NES могла отобразить их на одном поле битвы. Отдельные двухмерные объекты на экране называются спрайтами. В понятие спрайт входили и интерактивные объекты, и персонаж, и враги, и элементы окружения вроде кустов и деревьев. Любая отдельная двухмерная картинка у вас на экране — это спрайт. Спрайт может быть как анимированным, так и статичным. Если вы нарисуете в какой-нибудь программе дерево на прозрачном фоне и вставите это дерево в игру, то дерево можно смело называть спрайтом. Чтобы понять, в каких суровых ограничениях работали Миямото и его команда, можно взглянуть на всю графику в Super Mario Bros. Рисунок первый вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге.
Почему же мы не видим здесь отдельного спрайта для Марио, отдельного спрайта для боссов и для окружения? Где облака, где кусты? Что это за каша такая? А дело в том, что на NES крупные спрайты состояли из множества квадратиков 8 на 8 пикселей, каждый из которых имел несколько вариаций, чтобы создать анимацию. Спрайт Марио складывался из двух квадратиков, последовательная смена которых создавала иллюзию движения. Художники не могли просто нарисовать Марио во весь рост и отправить его в игру в таком виде. Раскрашивали спрайты программно, поэтому в игру они вносились в черно-белом варианте. Это позволяло использовать один и тот же спрайт несколько раз. Например, для облаков и кустов достаточно было облако покрасить в белый цвет, а куст в зеленый. Модуль обработки изображений NES отрисовывал всего два. Блять. Чел. Раскрашивали спрайты программно, поэтому в игру они вносились в черно-белом варианте. Это позволяло использовать один и тот же спрайт несколько раз. Например, для облаков и кустов достаточно было облако покрасить в белый цвет, а куст в зеленый. Модуль обработки изображений NES отрисовывал всего два слоя. На верхнем из них располагались спрайты. Отдельный спрайт не... Че, издеваешься, что ли? Я дополнительный материал хочу, глянуть. Использовать один и тот же спрайт несколько раз. Например, для облаков и кустов достаточно было облако покрасить в белый цвет, а куст в зеленый. Модуль обработки изображений NES отрисовывал всего два слоя. На верхнем из них располагались спрайты. Отдельный спрайт не мог быть больше, чем квадратик 8 на 8 пикселей. И для достижения такой цели, как создать крупный спрайт персонажа, художникам приходилось разбивать изображение на 4, 6 или еще большее количество квадратиков. Анимации для каждого квадратика создавались отдельно. Не менее сложный подход распространялся и на дизайн уровней. Второй из слоев, отображаемых модулем обработки изображений, был фоном. Фон состоял из 960 плиток разрешением 8 на 8 пикселей, но лишь 256 из них могли быть уникальными, в то время как остальные 644 обязаны были быть их копией. Меньше 1/4 экрана могло быть занято уникальными объектами. Хоть приставка и могла обрабатывать 256 цветов, фону конкретно Final Fantasy отдавалось 13 цветов, один из которых и без того был занят базовой заливкой. Оставшиеся 12 цветов разбивались на 4 палитры, но и на этом ограничения не заканчивались. Система объединяла каждые 4 плитки 8 на 8 в один блок, и использовать в одном блоке можно было только одну из заготовленных палитр. Файл со всей графикой в Марио занимал 8 килобайт памяти. Чтобы так умело распределить объекты и разбить все на кубики 8 на 8, художник был обязан мыслить так, как мыслит программист. Здесь не шло речи о свободе творчества и непринужденных мазках кистью. Для создания подобной графики не хватит одних лишь академических навыков классического рисования. Чтобы сделать картинку выразительной, читаемой, узнаваемой и красивой, требовалось множество умений и знаний из областей, не относящихся к изобразительному искусству. Массивное количество суровых ограничений превращало работу над визуальным стилем в изнурительную игру в невероятно усложненную версию шахмат. Разработка игр в таких сковывающих условиях в наши дни кажется абсурдной и невыполнимой задачей. Рисунок 2 вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Можно углубиться еще дальше в системные ограничения NES и ужаснуться тому, что весь код игры приходилось писать на низкоуровневом языке ассемблер, внешний вид которого способен ввести в состояние ужаса любого современного программиста. Командам Миямото Super Mario и Сакагути Final Fantasy приходилось писать свой собственный рендер. Качество графики в их играх зависело не только от художников, но и от программистов. Ребята не могли даже поворачивать спрайты, в NES не было такой функции. Если вы видели в играх крутящийся спрайт, то такой эффект был достигнут рядом изобретательных оригинальных решений, а не простой современной командой Rotate to Angle. А про всего лишь 5 голосовых потоков, которые были доступны авторам музыки для NES, можно написать отдельную книгу, и она будет достойна внимания. Ибо в эпоху NES начало зарождаться такое направление, как чиптюн, 8-битная музыка, у которой все еще есть поклонники и авторы. Команда Миямото и Сакагути состояли всего из 4 человек.
4 человека, находясь во внушительных ограничениях, обладая, казалось бы, неимоверно скудными возможностями, смогли создать нечто столь грандиозное и революционное, как Super Mario Bros. И Final Fantasy. В 80-е не было YouTube с его колоссальным количеством уроков, не было книг и курсов, не существовало понятия «пиксель-артист», тот, кто рисует изображение с помощью пикселей, самых крошечных объектов на экране. А ведь рисовать на уровне пикселей — это отнюдь не то же самое, что заниматься классическим изобразительным искусством. Разработчики не могли перенять опыт своих коллег, потому что со своими революционными идеями смелые и умные ребята выходили на абсолютно неистоптанную тропу, где они оставались со своими уникальными проблемами один на один. Но что самое интересное, у них получилось создать нечто волшебное, удивительное, положившее начало целым культам и вырастившее не одно поколение игроков. У них не было и 10-й части тех инструментов, что есть сейчас у нас. Наши возможности гораздо шире, чем были у разработчиков в конце 80-х, и сделать мы можем в разы больше. Свою Final Fantasy у вас сейчас получится создать играючи. Уделите внимание ретро-играм эпохи NES, SNES и Sega Mega Drive и сравните их с современными независимыми играми. Не собраны ли, на ваш взгляд, современные игры из точно тех же элементов, из которых создавали хиты прошлых лет? Давайте поговорим о том, что именно мы имеем на текущий момент. Глава 2. Идеальное время для одиночек. Движки. Начнем с хороших новостей. Вам больше не нужно изучать ассемблер, чтобы сделать игру. Более того, можно вообще не знать никаких языков программирования и не получать образование программиста. Я, например, так и не удосужился этого сделать. По образованию я психолог. Для разработки видеоигр в наши дни используются игровые движки, коих развелось великое множество, но упоминания достойны единицы. Игровой движок представляет собой программное обеспечение, запуск которого откроет вам такие возможности, которые не снились ни авторам Super Mario, ни авторам Final Fantasy. Представляете, в наши дни с помощью абсолютно любого современного движка можно крутить спрайты. Разработчики игр на NES и Sega Mega Drive о таком и мечтать не могли. А знаете, в каких современных движках сохранилось ограничение на вывод всего лишь 64 цветов на экран? Ни в каких. Такого ограничения больше не существует. Вы способны использовать все цвета, которые могут отобразить современные мониторы, а также сопроводить все это дело любыми звуками, которые вам приглянутся. Достаточно просто закинуть WAV или MP3 файл в игру и не заморачиваться больше о 5 доступных каналах. Вам не нужно собирать спрайты из квадратиков 8 на 8. Вы можете нарисовать спрайт абсолютно любого размера и в любом соотношении сторон. Перечисление таких возможностей в качестве удивительных может звучать саркастично и глумливо, но я отнюдь не ставлю перед собой цель высмеять инструменты прошлого. Я лишь хочу подчеркнуть, насколько доступнее и проще стала разработка видеоигр. Final Fantasy была создана, как уже говорилось, усилиями 4 человек, 3,5 из которых занимались тем, что за вас сейчас делают движки и программы. Больше не нужно писать рендеры, больше не нужно пытаться уместить всю графику игры в смехотворные 8 килобит памяти. Шансов создать великолепное произведение у нас сейчас гораздо больше, чем было в свое время у Миямото и Сакагути. Пока эти ребята двигались на ржавых телегах, мы сейчас будем выбирать свой истребитель среди десятка игровых движков. Лучшего движка не существует. Каждый из них хорош по-своему. Потому сначала стоит хотя бы в общих чертах определиться с тем, что собой будет представлять ваш будущий проект. Будете ли вы использовать двухмерную или трехмерную графику? Планируете ли вы делать шутер, платформер или визуальную новеллу? Говорят, что ответов на эти вопросы хватит, чтобы выбрать себе игровой движок. На самом деле их хватит, чтобы лишь присмотреться к движкам. А самый главный вопрос мы зададим себе, когда поймем, какие движки вообще существуют и чем они отличаются друг от друга. Первый актуальный движок, на который, возможно, упадет ваш взор, это Unity. С помощью этого инструмента были созданы такие игры, как Genshin Impact, Outlast и Cuphead. Он бесплатен для независимых разработчиков и, что важно, подходит для создания как двухмерных, так и трехмерных игр. Качество графики, которое вы получите, полностью зависит от вашего упорства. Unity ничем не уступает другим движкам по возможностям выдавать детализированное изображение. Но достоинства движка играют не такую важную роль, как ответ на вопрос, а может ли в нем сориентироваться разработчик, не обремененный лишними знаниями о программировании. Unity поддерживает C#, и знание C# — огромный плюс,
который ускорит обучение этому изумительному инструменту. По сравнению с ассемблер, на котором создавали шедевры прошедших веков, C-Sharp является весьма высокоуровневым Здорово, языком. ребята. Особенно с учетом Спасибо того, за рейд, Графол. что сам движок постоянно пытается угадать, что мы хотим написать, и пестрит красочными подчеркиваниями, автоисправлениями и предложениями по правописанию. Тем не менее, в наши дни даже C-Sharp кажется суровым инструментом для программистов. В то время как те, кто не разбирается в C-Sharp, могут глянуть в сторону визуального программирования. Рисунок 3 вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Визуальное программирование представляет собой не тот изумительный процесс, в ходе которого вы пишете сложный код, используя выражение по памяти, а потом ищете, где вы пропустили закрывающую скобку или очередную маленькую запятую. Визуальное программирование, несмотря на красивое и сложное название, является собой перетягивание окошек и натягивание стрелочек. Для освоения визуального программирования не нужны знания, которые придется получать несколько лет в университете. Чтобы совладать с этим макаронным монстром, достаточно научиться понимать логику движка. Используя свойственный движку метод мышления, вы будете объяснять ему, как должна работать ваша игра. Даже запоминать никаких выражений не придется. При создании события вы всегда будете видеть список возможных условий. Я купил не сегодня C++, C-Sharp и Python для меня являются трудноотличимыми друг от друга иероглифами. Тем не менее, моим основным заработком является разработка видеоигр, и 3 выпущенные игры сейчас полностью обеспечивают мое существование. Удалось мне это благодаря визуальному программированию, которое легко освоить, даже не обладая техническим складом ума. Мне часто приходится сталкиваться с критикой моего убеждения, что визуальное программирование — это легко и просто, а мои слова принижают таланты людей, которые создают игры, используя тот же инструмент, что использую я. Все, что я могу порекомендовать критикам, это почитать еще раз о том, в каких условиях и какими инструментами создавалась Final Fantasy. Блин, я думал, и тогда сразу станет понятно, чья работа представляла собой вечный поиск оригинальных решений, а чья больше напоминает прогулку по парку в теплый летний день. Не нужно выстраивать вокруг себя барьер из убеждений, что вы занимаетесь сложной и изматывающей работой. Напротив, чем сильнее ваша работа будет ассоциироваться у вас с чем-то легким и приятным, тем больше вероятность, что и утомляться вы будете меньше. Если вы научитесь получать от работы в движке удовольствие, возрастает тяга к тому, чтобы сесть наконец-то за рабочее место и начать делать игры. Ну, ты же можешь это вроде... Психологическим барьерам мы еще вернемся. Других же барьеров перед нами на самом деле не выстроено. Время снова поговорить про Unity, который гордо выставлял грудь вперед, ну, ты же можешь это вроде как настроить. Шаг назад. Хоть инструменты для визуального программирования на Unity и существуют, один из них называется Bolt, они не являются собой основной способ взаимодействия с движком и развиваются скорее параллельно ему. Помимо или это Bolt, чисто есть еще множество тема других моего настроек канала, по Unity, с которыми можно ознакомиться по ссылке на рисунке 4. Рисунок 4 вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Каждый из них формирует внутри движка свою собственную среду для создания... А без планшета рисовал раньше? Не. Платформеров, новелл, шутеров. Помимо удобного инструментария, эти настройки награждают разработчика неповоротливостью и неспособностью использовать функционал Unity на полную мощь, вынуждая творца все-таки прибегнуть к изучению хотя бы каких-то аспектов C-Sharp в случае, когда его воображение выйдет за рамки, которые создают подобные надстройки. Вторым титаном среди игровых движков выступает Unreal Engine, блистающий своей технологичностью и всегда словно бы опережающий свое время. На нем были созданы Fortnite, PUBG и Hellblade. Распространяется этот мощный и серьезный движок бесплатно, но в случае, если ваши доходы превысят определенное значение, команда Epic Games попросит вас оплатить роялти, процент со своего дохода. Этим определенным значением сейчас выступает $1 миллион, и я искренне буду рад за тех, кому придется платить роялти. Ведь это означает, что ваша игра стала чрезвычайно успешна. Я не побоюсь утверждать, что именно Unreal Engine стоит за популяризацией визуального программирования. Его система Blueprints уже интегрирована я в школе ходил и в класс доступна для понимания каждому, вне зависимости от навыков и склада ума. Прикольно. Epic Games щедро предоставляет своим пользователям доступ к куче исходников, которые можно использовать как обучающие материалы. Например, если вы собрались делать многопользовательскую игру, то исходник Lyra для Unreal Engine 5 сможет стать неплохой основой для воплощения в жизнь такой, казалось бы, трудной задачи. Кругом витает убеждение, что использование любой технологии может стать ошибкой, если технология эта применена не в той отрасли.
Так, например, создание двухмерной игры на Unreal Engine для многих не выглядит разумным решением. Этот могучий инструмент абсолютно не предназначен для работы с плоскими картинками. Вы же не будете использовать самолет для того, чтобы добраться в магазин через Чисто дорогу, как верно? графический дизайнер, типа, Ровно как и занимались использовать велосипед для того, рисованием. чтобы перебраться Ну на так, другой континент, вроде бы я неразумно. просто Но именно так вектора, для многих типа, выглядит знаешь, попытка создать нечто двигал высокотехнологичное на туда-сюда, движках но не RPG более Maker, того. Construct, Game Maker, Godot или RenPy. Все они предназначены для работы только с 2D графикой, а RenPy так и вовсе разработан только для создания визуальных новелл. Глава 3. Привет, Грайбар. Движки и ваши личностные особенности. Я только что рассказал про два могущественных движка, которые позволяют воплотить в жизнь любые по сложности идеи. Но, тем не менее, на Unity и Unreal Engine создается лишь около половины игр, выпускаемых в Steam. Некоторые крупные AAA студии продолжают использовать свои собственные закрытые движки, чтобы меньше зависеть от сторонних компаний. И к этим ребятам вопросов у нас не имеется. Но что же движет небольшими студиями и соло-разработчиками, которые выбирают себе в качестве основного инструмента другие, куда менее популярные и продвинутые продукты? Unreal Engine и Unity, по сути, не сложнее в освоении, чем другие мелкие неповоротливые движки. С одной стороны, научиться на них работать даже проще. У Unity есть официальный бесплатный курс для начинающих разработчиков, а уж количество обучающих материалов по Unreal зашкаливает. В то время как найти толковый обучающий курс по какому-нибудь Construct задача непосильная. Люди, выбравшие инструментом для воплощения своих идей весьма примитивные программы, на мой взгляд, опровергают популярное убеждение, упомянутое мною выше. Якобы самое важное, чтобы инструмент использовался по назначению. Но главное в выборе Потом движка сам еще — это рисовал ваши маслом, даже личностные пробовал на особенности. планшетку От них-то и недавно. надо отталкиваться. Если вам будет некомфортно работать на выбранном движке, то вы не будете на нем работать. При разработке игры в одиночку нам ничто не мешает опустить руки и бросить свои светлые начинания. Нам важно создать условия, в которых вероятность устать от создания игр будет минимальной. Ключевым нюансом в выборе движка является то, насколько вам приятно и удобно с ним работать. Уделите по одному вечеру каждому из движков, выполните в них по одному уроку и определитесь с тем, где вам было приятнее работать. Даже если вы собрались сделать двухмерную игру, но вас привлекает эстетика высокотехнологичности, сияющая новизна и чувство причастности к чему-то очень продвинутому, выбирайте Unreal Engine. Если же вам неприятно работать в Unreal Engine и он кажется вам излишне перегруженным, то какой бы проект вы бы ни делали с помощью этого инструмента, он навсегда останется недоделанным. Если у вас есть планы найти работу в среде разработчиков, делать мобильные приложения или устроиться в игровую студию, то Unity на данный момент является движком, навык владения которым быстрее всех поможет вам найти работу. Если же вы все время спотыкаетесь о C#, чувствуете, как написание кода вас тормозит и мешает воплощать идеи в жизнь, а использование 3D для имитации 2D кажется вам глупостью, то у вас не получится раз за разом возвращаться к интерфейсу Unity и создавать свой продукт. Construct — движок для работы только с 2D графикой. Именно он мой личный выбор. Construct полностью основан на визуальном программировании и создает среду, в которой работа с неким подобием кода протекает невероятно быстро. Я человек абсолютно не технического склада ума. Меня не пугает, что я не могу заглянуть под капот движка и до конца понять все процессы, которые скрываются за аккуратными блоками с условиями. Мне это просто не интересно. Я могу уделить больше внимания спрайтам и визуальной составляющей моей игры. Именно внешний вид создаваемых мной продуктов для меня является важнейшим аспектом. Я одержим контролем над каждым спрайтом, над каждой тенью, над каждым эффектом. Оттого предпочитаю классическую анимацию и полное отсутствие программных спецэффектов и постобработки в своих проектах. Такие игры, как Hollow Knight, Cuphead и Hotline Miami, не были созданы на Construct 2, но могли бы. Движок позволяет создать все, что мы видели в этих играх. Рисунок 5 вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Упомянутая Hotline Miami была создана с помощью Game Maker. Точно так же, как и Construct, этот движок запирает разработчика в двух плоскостях, лишая его возможности создавать трехмерные игры. В Game Maker используется собственный язык GML, который имеет и визуальное ответвление. GML отличается от языка Construct своей глубиной и сложностью, что делает GameMaker инструментом, подходящим для людей с техническим складом ума. Если вас воодушевляет и дает силы работать с кодом,
но при этом профильного образования у вас пока еще нет, то в создании игр на GameMaker вполне можно втянуться. Мне бы очень хотелось составить табличку в духе: если вам от движка нужно Давай, вот это и это, Графон, спасибо выбирайте за рейд. такой-то движок. Но, Спасибо, во-первых, ребят, такие за таблицы фоллоу. уже Надеюсь, лежат на просторах сети, а вы во-вторых, здесь если вы правильно уловили мою мысль, задержитесь. существование такой таблицы Останетесь не очень поможет вам навсегда. выбрать инструмент. Если при выборе Ну, мы, движка короче, это, отталкиваться только от технических требований к своей как будущей называется, игре, то велика вероятность, что вы слушаем натолкнетесь на аудиокнигу программу, Славы с Гриса, которой если не что. сможете подружиться, и в среде, в которой не будете чувствовать себя комфортно. Если бы сотни моих вечеров, проведенных за работой в Construct, являли бы собой борьбу с логикой движка, его интерфейсом, а заодно с моим дискомфортным и ярым нежеланием возвращаться к работе, то я бы не довел до ума ни один из своих проектов. Именно соответствие Construct моим личностным Нам особенностям интересно помогло все, мне что создать на нем 3 игры касается и провести в этой разработки игр. программе больше 6000 часов. Работа с игровым движком напоминает А тут общение между считаем, мы двумя людьми из слушаем. разных стран. Вы очень плохо знаете язык приезжего, а если и заучите каждое слово, то вам все равно потребуются дополнительные годы, чтобы говорить на уровне носителя Опыт языка и понимать все культурные особенности человека, своего который товарища. действительно создал игру Каждый и вечер вы будете пытаться продал его объяснить этому в иностранцу на Steam. ломаном подобии его наречия: «Я хочу, чтобы ты сделал вот такую штуку». Например, чтобы персонаж атаковал по нажатию на кнопку X. Чтобы в понятной форме донести до движка ваши требования, вы должны быть терпеливы и внимательны. Сложно оставаться терпеливым и внимательным к продукту, который вызывает у вас только раздражение и ненависть. Один мой знакомый был программистом веб-сайтов и неплохо знал такой язык программирования, как JavaScript. Желание делать игры привело его к Unity. Благодаря многочисленному сообществу и отличной маркетинговой кампании, пути многих начинающих разработчиков упираются именно в Unity. В ходе разработки своего проекта с использованием всех предоставляемых Unity благ, он начал спотыкаться о реализацию сложных и глубоких задач, вроде создания AI, искусственного интеллекта, или проработки поведения NPC. Знания JavaScript едва ли помогали ему в этом деле. Скорее, напротив, они мешали освоить новую логику в новой среде. Вместо удобного, раскрученного, многофункционального движка мой знакомый в итоге обратился к более низкоуровневому программированию и начал разработку проекта на сухом JavaScript с использованием React-компонентов. Это готовая библиотека некоторых шаблонов кода для реализации конкретных задач. И массово используемыми готовыми решениями для корректно работающей физикой под названием Pfizer.js. Работа над игрой стала для него куда менее утомительной, среда куда более понятной и знакомой лично ему. Но набор его инструментов выглядит как что-то неповоротливое и сложное. Так почему ему не понравилось работать на Unity? Его личный опыт, его склад ума и его знания поспособствовали тому, что работа над чем-то более, казалось бы, сложным и неудобным протекала быстрее и приносила больше удовольствия. Надеюсь, никто не забыл предисловие к этой книге и не ждет, что я четко скажу вам в одном предложении, какой движок вам выбрать. Я не могу этого сделать. Проблема выбора движка лежит на вас. Я уже перечислил, на что нужно опираться в своем решении. Но я могу дать еще 2 подсказки. Во-первых, никто не запрещает попробовать вам каждый из популярных движков. Зайдите на сайт одного из них, посмотрите на игры, которые созданы с его помощью, взгляните на пару вводных уроков и прислушайтесь не к своему разуму, а к более глубоким ощущениям. Цепляет ли вас хоть чья-нибудь эта программа? А продукты, созданные на ней? У некоторых игр на Unity есть некое неуловимое сходство, отличающее их от игр на Unreal. А какое ощущение оставляет беглый просмотр форума сообщества? Вы почувствуете, как что-то внутри вас в определенный момент щелкнет и даст ответ на вопрос: а для меня ли эта программа? Если прислушаться к себе окажется чрезвычайно трудной задачей, то скачивайте подряд все движки и пытайтесь в каждом из них выполнить хотя бы один урок. Так вы точно поймете, выполнение какого урока принесло вам удовольствие и на каком движке стоит остановиться. Без удовольствия от работы вы ни за что не заставите себя провести месяцы, а может быть и годы свободного времени за созданием видеоигр. Второй совет – общайтесь с разработчиками. Никто лучше человека, работающего на GameMaker, не ответит вам на вопрос, а легко ли на нем будет сделать вот такую-то игру. Лучше, конечно, общаться в реальной жизни. Так вы уловите больше их личных свойств и характерных манер. На мой взгляд, существуют некоторые неуловимые качества, объединяющие тех, кто выбрал себе в коллеге тот или иной движок. Эти незримые сходства и трудноуловимые качества и должны стать еще одним вашим помощником в выборе движка. Кто из разработчиков окажется вам ближе по своим манерам, взглядам и убеждениям?
Глава 4. Мы не одни. Поиск живого общения с будущими коллегами по цеху должен увенчаться прекрасным открытием. Во множестве городов России регулярно проводятся как формальные, так и неформальные сходки разработчиков. Если их не бывает в вашем городе, то помните, что поезда все еще ходят, и, потряхивая ваши косточки в купе или плацкарте, доставят вас до места встречи разработчиков. Наши сходки условно можно разделить на 3 формата. Первый из них является самым легким и непринужденным и подразумевает встречу в специально арендованном зале какого-нибудь бара, где можно пересаживаться из одного столика за другой и коротать время в беседах с людьми из игровой индустрии. Второй формат чуть более деловой, и помимо необузданного и хаотичного общения, он подразумевает наличие в программе докладов одного из участников сходки. Во время выступления местный разработчик будет рассказывать про свой опыт, отвечать на вопросы и делиться полезной информацией. Если вы живете в Петербурге или планируете его посетить, то поиск мероприятий должен привести вас к индикатору – площадке для разработчиков видеоигр, где лекции сочетаются с необузданным общением. Чтобы только послушать доклады, стоит обратить внимание на сообщество игровых разработчиков Braindy. А провести время в совсем уж легкой обстановке можно с Game Dev House, сообществом, которое организует сходки еще и в Москве. Game Dev House есть В поисках такой. площадок, где читают лекции для разработчиков игр в столице, можно присмотреться к мероприятиям от ВШБИ, а гостям и жителям других городов прибегнуть к помощи интернета и социальных сетей. Потому что я, разумеется, не могу перечислить все мероприятия во всех городах. Третий формат, самый, казалось бы, серьезный из всех, это конференции. Одно слово «конференция» рисует перед глазами серьезную встречу угрюмых дядечек в пиджаках, которые говорят только о будущих сделках, а за могучими плечами каждого из них стоит как минимум одна AAA-игра. Я же предпочитаю описывать конференции как бизнес-праздники, в которых бизнес вполне можно отодвинуть на задний план. Чаще всего конференция проходит в красочно обставленном зале, где и крупные компании, и маленькие независимые разработчики вроде нас демонстрируют свои проекты, участвуют в конкурсах, ищут коллег, а главное – общаются, делятся опытом и весело проводят время. Из крупных российских конференций необходимо упомянуть White Nights, организаторы которой регулярно проводят еще и серии лекций как раз для тех, кто пришел на конференцию не как журналист, издатель или разработчик, а ищет новых знаний для того, чтобы приобщиться к индустрии. Причины посещать эти мероприятия кроются далеко не в контактах, связях и знакомствах, без которых, честно говоря, разработчик-одиночка теоретически может обойтись. Как и все самое важное, причины приехать в другой город на сходку или конференцию кроются у нас в голове. Мы все социальные животные. Общение и социализация для нас жизненно необходимы. Даже если мы работаем в гордом одиночестве, потребность в общении никуда не пропадает. Ее не обязательно чувствовать, но поверьте, такая потребность существует. Я уверен, что на свете есть индивиды, которые действительно способны прожить счастливую жизнь без взаимодействия с другими людьми. Но с очень малой вероятностью именно вы являетесь одним из них. Когда каждый на этом свете считает себя интровертом, а уж человек, который избрал путь разработчика-одиночки, скорее всего убежден в таком качестве своей натуры, я чувствую на себе ответственность за рассказ про некоторые вещи, скрытые внутри нашей черепной коробки. Во-первых, ваши социальные инстинкты будут постоянно требовать от вас быть подключенным к стае. Такая механика работы нашего мозга выработалась в связи с тем, что в первобытные времена в одиночку человеку выжить было крайне сложно. Те, у кого отсутствовала зудящая потребность стать частью общества, пытались в одиночку охотиться, строить себе жилье и обеспечивать себе безопасность. Совершенно очевидно, почему они не смогли передать свои инстинкты и свой подход к существованию дальше. Такие люди просто умерли, потерпев неудачу в своем начинании выжить в одиночку. Десятки тысяч поколений передавали друг другу тягу к объединению в стаю, не для того, чтобы современный человек решил, что он интроверт и попытался существовать ни с кем не общаясь. За десятки тысяч лет психика человека не изменилась никаким образом. Наш мозг все так же адаптирован на жизнь в пещере, а не в мегаполисе. Сейчас мы можем не ехать на сходки в другие города. Мы можем пообщаться с другими разработчиками в сети, не подозревая о том, что это всего лишь иллюзия настоящих разговоров. Во время живого общения с людьми у вас задействуются совсем иные области мозга, нежели те, которые мы используем при анализе информации в интернете. Орбитофронтальная кора активизируется, когда вы общаетесь с настоящими людьми, а височные доли, когда вы взаимодействуете с экраном телефона. Тут возникает парадокс. Вам кажется, что вы общаетесь с людьми достаточно много. В
ходе переписки или просмотра роликов в интернете. Но никакого удовлетворения социальных инстинктов такое общение вам не принесло. Мы подвергаем свою эмоциональную стабильность огромному риску, изолировавшись от других людей за экраном телефона. Мозг любого из нас не приспособен к существованию в изоляции. Если мы не будем чувствовать, что мы часть чего-то большего, то социальный инстинкт так и останется неудовлетворенным. Вы, скорее всего, это Когда даже не баба не осознаете. Ну, Мозг типа, просто да. без вашего ведома решит, что вы несчастны. Химические процессы в О! голове поменяются, дофамина и серотонина станет вырабатываться меньше, у вас начнутся депрессия и упадок. Ну, это, конечно, прям для таких мега продвинутых пользователей. Техники. Такое унылое состояние очень пагубно скажется на Я способности к тому, разрабатывать что рядовой пользователь, ну, ему будет стрёмно нахуй. Вообще прикасаться к своей видеокарте, чтобы не сломать его. Не говоря уже о том, чтобы такой, ну, просто пластиковый корпус снять и так далее. А так, да, прикольно. Конечно. игру в одиночку, а мозг так и не сообщит вам: а давай-ка махнем на сходку. Вам нужно догадаться, каков выход из сложившейся проблемы самостоятельно. Посетите сходку разработчиков, Технопорно. почувствуйте, что Типа, вы да, часть чего-то получается, большего. технопорно. Это необходимо для удовлетворения ваших социальных потребностей. Вторая скрытая причина, по которой сходки разработчиков стоят того, чтобы выбраться из уютной квартирки и ехать далекие дали, заключается в том, что общение с другими людьми формирует в нашей голове некие образы. Мы не способны познать ни одного человека до самого конца, до всех мелких деталей его мышления. Нам может казаться, что мы чудесно понимаем людей, осознаем все, что они нам говорят, и улавливаем смысл каждого их действия. Только стоит задуматься, а существует ли на свете кто-нибудь, кто на 100% понимает нас самих? Так если нет ни одного человека, который понимает нас на 100%, то как мы можем быть уверенными, что существуют люди, которых мы поняли на 100%? При общении с людьми формируются и обрастают деталями их образы у нас в голове. Именно эти образы, скомпонованные нами самостоятельно, мы и можем понять. Как сильно отличается этот образ от реального человека, зависит от нашей внимательности и особенностей восприятия. Но образ этот никогда не будет полностью соответствовать самому человеку, особенно если знакомство с ним поверхностно. Наше представление о других людях никогда не соответствует действительности. Наше представление о них – это то, как мы их воспринимаем. На сходках разработчиков формируются именно поверхностные образы, но они-то нам и нужны. Мы сами наделим образы разработчиков большим количеством личностных качеств, которые будем потом трактовать как качества, необходимые для разработки успешных игр. На мероприятиях я нередко встречаю людей, творчеством которых я восхищаюсь. Когда мне удается пообщаться с разработчиком, который был причастен к созданию игры, что мне полюбилось, это формирует в моей голове образ человека, достигшего того, чего хотел бы достичь я. Тут и приходит важное понимание, что разработчики видеоигр – это далеко не сверхлюди. Раньше мне казалось, что человек, делающий игры, особенно в одиночку, представляет собой некое многорукое сверхсущество, которое 20 лет училось рисовать, 20 лет училось писать код, еще 30 лет изучало все тонкости самодисциплины. Такой образ очень сильно отличался от того, каким я видел сам себя. Мне начинало казаться, что для того, чтобы делать игры, я должен очень сильно преобразиться. Перестать быть тем, кем я являюсь сейчас. Стать дисциплинированным чудовищем. Наш мозг не особо-то любит перемены.
и всегда будет стараться избегать того, что угрожает представлению человека о себе. Процесс избегания будет состоять из бесконечного поиска причин, почему нам не стоит заниматься разработкой видеоигр. Имея в голове представление о разработчике как о многоруком чудовище, мы вечно будем располагать оправданиями, чтобы ничего не делать. У нас всегда не будет хватать на разработку времени, сил, вдохновения, мотивации или чего-нибудь еще. Объективной причиной бездействия в нашем случае станет естественное нежелание вашего мозга настолько кардинально менять свое «я» для достижения цели. Даже если разумом вы будете понимать, что приобретение новых качеств и изменение собственного «я» сделает вашу жизнь лучше и краше, ваш мозг продолжит сопротивляться и отказываться работать. Ну вот вы на сходке разработчиков или на конференции, и вы видите не многоруких монстров с 3 головами и многолетним стажем за спиной, а обычных молодых ребят, распивающих напитки, экономящих на закуски и отпускающих шутки на отдаленные от разработки темы. Образы этих людей потеряют ту монструозность, которая провоцирует ваш мозг принимать защитную позу и воспринимать новое увлечение как угрозу вашей идентичности. Путь от образа «я сейчас» к образу «я разработчик» перестает казаться вашему мозгу длинным, тернистым и ведущим к такому огромному количеству изменений, в ходе которых от вашего нынешнего «я» не останется и следа. Очеловечивание образа разработчика поможет вам избавиться от некоторых оков, что мешают вам развиваться как профессионалу. Ну, Глава 5. да. Чужой среди своих. Я сталкивался со странным убеждением, что на таких сходках и лекциях стоит появляться только тогда, когда за плечами у вас будет то, что можно показать людям. Ну, вообще, Желательно да. уже выпущенная игра, заработавшая $1 миллиард. Требования к себе у людей разные. Не, хотя нет. Можно много Ну, не то перечислять чтобы, причин да, стесняться типа, и сидеть ну, в доме. просто У всех этих причин будет это одна было бы общая черта заебись. – абсурдность. Вот У в меня чем для вас прикол. есть 2 новости. Плохая и хорошая. Плохая новость заключается в том, что человеку, с которым вы начинаете беседу на сходке, будет плевать на то, чем вы занимаетесь, даже если за плечами у вас что-то воистину выдающееся. Хорошая новость заключается в выводах из плохой новости. Если вы ничего не умеете, никому не будет до этого дела, а значит, вам нечего стесняться своего статуса новичка. Разработчики точно такие же люди, и для каждого из людей самым важным и интересным является одна единственная вещь – он сам. Каким бы неудачником или мастером вы бы ни были, вашему новому знакомому будет всегда интереснее говорить о себе, а не о вас. Чтобы показаться отличным собеседником, вам достаточно просто внимательно слушать. Я часто начинаю знакомство на сходке с фразы «Привет, а чем ты занимаешься?». В ответ я получаю «Я 3D-моделлер», «Я музыкант» или «Я дизайнер уровней». Это уже дает возможность продолжить беседу, задавая дополнительные вопросы о том, где человек работает, как он научился тому, что умеет, и к каким проектам приложил руку. Если слушать человека внимательно, давать обратную связь и быть вовлеченным в его речь, поверьте, вы не покажетесь скучным, назойливым или приставучим. Напротив, такая беседа останется у человека в воспоминаниях как нечто очень приятное. Позвольте людям самим говорить о себе, и общение с вами станет для них отличным времяпрепровождением. Не стоит бояться, что в ответ на встречный вопрос «А ты чем занимаешься?» вам будет нечего ответить. Я часто встречаю на сходках людей, которые просто приглядываются к индустрии, но еще в ней не работают. И я ни разу не видел, как их кто-то унизил за стремление к знаниям. 2 года назад на одном мероприятии со мной познакомился обычный парень, не имеющий никакого отношения к разработке видеоигр, но очень сильно интересующийся тем, как устроена эта отрасль. После знакомства я начал обращать внимание, что он посещает вообще все лекции и мероприятия, которые связаны с созданием видеоигр. Мы пересеклись с ним еще кучу раз, и с каждым разом он создавал впечатление все более уверенного специалиста в области разработки. Сейчас он делает весьма успешные игры со своей собственной командой, а ведь прошло не так много времени с тех пор, как он стеснялся говорить о себе. Его пример вдохновляет. В истории этого парня я вижу возможность двигаться вперед без устали и менять свою жизнь согласно собственным желаниям. Помнить такое – это очень вдохновляет. И теперь вы знаете, где у вас есть возможность приобрести запас вдохновения и заработать новые убеждения. Убеждение, что вы способны делать игры. Один мой знакомый с восторгом описывал, как поменялось его мышление, когда в гостях у него побывали 2 профессиональных разработчика. Они сидели у него на кухне, на том же самом месте, где он обычно сидит с женой и обсуждает простые бытовые вопросы.
Два его новых товарища говорили про договоры с именитыми издателями и про то, как распорядиться инвестициями. Они обсуждали это так обыденно, словно речь шла о рутинных бытовых проблемах. Именно присутствие в кругу общения таких ребят помогло моему товарищу сформировать представление о том, что делать игры – это выполнимая работа. Мы всегда строим планы на жизнь и формируем свою программу действий, исходя из того, что нам кажется возможным. Если же в кругу нашего общения одни только люди, профессии которых не связаны ни с риском, ни с творчеством, то вероятность резко сменить профессию на разработчика игр будет куда меньше. Вам и вашему мозгу нужны живые примеры людей, преуспевших в этом деле. Вам нужно общение с разработчиками. То, о чем вам поведает живой человек, а не запись на YouTube, по многим причинам гораздо лучше отложится в голове. Вместо посещения доклада от местного разработчика в каком-нибудь баре, безусловно, можно послушать лекцию более именитых деятелей индустрии на YouTube. Но толку от этого будет, как ни странно, куда меньше. Первая лекция, которую я посетил, была посвящена дизайну уровней и проводилась в помещении ночного клуба, работающего в обеденное время как обычный бар. Я все еще учился в аспирантуре в то время. Память об утомительных лекциях в университете и о школьных уроках еще не остыла. Для меня стало приятной неожиданностью, что зубодробительное разгрызание гранита науки в формальных и строгих стенах университета не имело ничего общего с неформальной лекцией в баре. Отличия заключались в том, что выступающего все слушали с жадным вниманием. Никто не скрипел стульями, не залипал в телефонах, не шептался, не хихикал на задних партах. В помещении не было угрюмой атмосферы академической покорности. Общая заинтересованность, страсть к своему делу, светлая атмосфера – все это не прочувствовать, если не оказаться на подобном выступлении вживую. Чтобы сохранить в памяти все услышанное в такой обстановке, не нужно даже особо напрягать мозг. Во-первых, имея в своем распоряжении множество различных маркеров для запоминания, мозг растаскает текст лекции по большему количеству ассоциативных цепочек. Во-вторых, у нас у всех есть еще одна интересная особенность. Память человека работает лучше, если он обладает знанием, что не сможет в любой момент вернуться к этому материалу. Вернуться к лекции в интернете можно, казалось бы, когда захочется, и мозг сам принимает решение не фиксировать подавляющую часть информации. А вот отмотать время назад и попасть на лекцию, которую вы слушали вживую, уже невозможно. Мозг воспринимает такую лекцию как ускользающую информацию. Проводились эксперименты, в ходе которых сверялось количество запоминаемой информации студентами двух групп. Первая группа имела право только слушать лекцию, а вторая записывала ее на свои смартфоны любым способом – видео, аудио, что угодно. Весьма очевидно, какая из двух групп запомнила информацию лучше. Материалы, которых мы не помним, не участвуют в процессе нашего мышления, никак не влияют на нахождение путей решения вставших перед нами проблем и не помогают генерировать новые идеи. Видео в сети хороши только в том случае, если вы примете полученное знание здесь и сейчас. В ином случае доклад от местного разработчика мобильных приложений окажется куда полезней, чем многочасовая лекция с YouTube-канала Game Developer Conference. Не стоит оставлять без внимания и тот факт, что опыт местного разработчика будет проще применить в собственном проекте. Я слушал про разработку AAA игр с многомиллионными бюджетами, и это было интересно. Но к чему мне знание о том, как потратить $1 миллион на целый штат сотрудников и выдать целое ничего, с которым придется клянчить еще $1 миллион у инвесторов? Я не собираюсь таким заниматься. А если вы все еще сомневаетесь в высокой важности общения даже при работе в одиночку, то подумайте о том, что самое жестокое наказание в тюрьме – это изолятор. Заключенные больше Я подумал, изнасилование. с самими собой, нежели в компании других преступников, среди которых есть по-настоящему грозные и опасные особи. Глава 6. Наши помощники в 3D. По сравнению с 80-ми, вместо дьявольского низкоуровневого ассемблер в нашем распоряжении находятся удобные движки, работу в которых освоить возможно и без технического образования, а также огромное сообщество разработчиков, где вы обязательно найдете человека, знающего решение всех вставших на вашем пути проблем. Но и на этом наши козыри отнюдь не заканчиваются. Помимо самого игрового движка, можно использовать, разумеется, еще и множество другого программного обеспечения. Иной раз это ПО может заменить целые команды разработчиков.
Так, например, крупные студии пользуются обеспечением Anima. Оно позволяет создавать толпу управляемых компьютером персонажей, которые будут имитировать настоящую жизнь. Прогуливаться по городу, останавливаться, чтобы поболтать, сидеть на скамейках и реагировать на неожиданные вещи. Вы думали, что создатели огромных игровых миров, где живут сотни NPC, писали код для каждого из них самостоятельно? Как бы не так, это было Anima или подобное ей программное обеспечение. Но речь идет не о таких серьезных и дорогих решениях, а о чем-то попроще. Если вы собираетесь делать игру в 3D, то вашим верным другом станет Blender. Он могуч, он бесплатен, в нем создаются невероятные вещи, а самое главное, на Blender можно установить колоссальное количество дополнений, расширяющих функционал этой программы. Так, например, многим может пригодиться MB Lab – дополнение, позволяющее генерировать людей. Вам не придется прорабатывать каждый полигон человеческого лица и возиться с его скелетом. Работа в MB Lab больше напомнит создание персонажа в компьютерной игре, где в нашем распоряжении находятся различные ползунки для регулирования веса персонажа, его возраста и оттенка кожи. Отдельные программы, которые помогут вам сделать 3D-модель человека со всеми костями, или Mixamo Fuse. Они представляют собой куда менее перегруженное программное обеспечение, нежели Blender, но и дальше работать с гуманоидоподобными сущностями вы в них на данный момент не продвинетесь. Для анимирования вашего только что собранного 3D-персонажа вам не нужно прибегать к Motion Capture, который используют для сложных анимаций крупные студии. Сам этот способ подразумевает наличие у вас дорогостоящего оборудования, навороченных видеокамер и кучи датчиков, которые вы прилепите к профессиональному объекту и будете заставлять его выполнять различные акробатические трюки. В однокомнатных квартирах этот вариант кажется совсем уж абсурдным. Сейчас и камеры, и датчики, и самого каскадера заменит программа, которая так и называется – каскадер. С ее помощью вы сможете создавать чрезвычайно реалистичные анимации. Программа самостоятельно, без вашего Я, кстати, участия, блендером учтет пытался центр пользоваться, тяжести но персонажа, инерцию движения и не задержался параболические на нем. траектории. Не Еще потому, более что он простой путь плохой, анимирования 3D-персонажей лежит через онлайн-сервис, а просто потому, что что-то на базе как-то которого вы сможете найти отвлекся на невероятное другое. количество уже созданных анимаций, скачать любую понравившуюся Мне кажется, лично вам микрофон и супер далеко. применить ее на своем персонаже. Привет, Для Джимс. того, чтобы ваш персонаж двигался воистину впечатляюще, пускал молнии, огненные шары, а каждый его шаг поднимал в воздух столбы пыли, можно использовать FXir. Эта программа является собой редактор частиц, а ведь именно с помощью частиц проще всего создавать подобные визуальные эффекты. Рисунок 6 вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Что касается создания окружения, то и здесь у нас найдутся помощники. Проблема для Продолжай начинающего свою игру 3D-скульптора говорить. может Так. стать не сам процесс моделирования какого-нибудь дерева или колонны, а такой процесс, как текстурирование. Без текстуры ваше дерево будет выглядеть как серый столб, а с текстурой любой серый столб начнет выглядеть как дерево. Бесплатными помощниками в деле создания текстур могут стать такие программы, как Logiter, Armor Paint, Materialize Image to Material Paint Как и бы это Quixel сказать? Mixer. В этих приложениях вы сможете создать PBR-текстуры. Они имитируют реально существующие материалы вроде камня, дерева, травы и тому подобное. Сколы на камнях, В целом, куски как каменных бы деревьев, да, но в бесплатные то же время статичные как бы и ткани нет. не всегда в видеоиграх являются действительно многополигональными объектами. Иллюзию высокой степени детализации им создают именно PBR-текстуры. Но что делать, если желание учиться моделировать и рисовать У меня текстуры темп нет, такой а игры медленный. делать очень хочется? В наши дни Вот даже как бы это не обрастая означает, что потихоньку 3D инструментами моделирование всякими разработчиков разными. Вот, игр например, для вас графический закрыто. планшет приобрел и Существуют различные онлайн-магазины, сейчас вот осваиваю его, именуемые сижу. маркетплейсами. Там вы можете купить ассеты, Оказывается, наборы я различных не уже так уж смоделированных херово объектов, которые рисую. можно использовать в своей игре. Ассет может включать в себя, например, десяток 3D-объектов на определенную тематику. Бар, детская площадка, средневековая деревня. Если автор ассета Как указывает, с что он прохождением не против GTA. использования этого ассета в коммерческих целях другими людьми, Да. то вместо того, чтобы моделировать целую деревню, вы можете ее просто купить на таких ресурсах, как Unity Asset Store, Envato, 3D Model Heaven или Unreal Marketplace. Вы ошиблись, если вы подумали, что есть всего два варианта для создания 3D-игры. Или сделать модели самостоятельно, или купить модели за деньги. Третий вариант заключается в том, чтобы пользоваться ассетами бесплатно. На Unreal Marketplace каждый месяц раздается весьма внушительный набор ассетов на самые разные темы и в самых разных стилях.
Средняя цена всего раздаваемого набора в любое другое время составляет от 25 до 50 тысяч рублей. А в момент акции вам достаточно просто скачать то, что вам предлагают в этом 200 месяце. душ. Более того, вы можете просто установить в поиске галочку «Free» в разделе «Цена» и выбрать что-нибудь из выложенных в общий доступ ассетов. Есть ресурсы, на которых вас вообще круглые сутки ждут бесплатные наборы 3D-объектов. Oyanel, TurboSquid и CG Trader. Если вам кажется, что игра, созданная с использованием ассетов, всегда будет высмеяна игроками, то посмотрите на игру Bright Memory и почитайте отзывы к ней. Это проект, созданный одним человеком, который ни разу в жизни не занимался моделированием. Все, что вы видите, это комбинация скачанных и купленных ассетов. Игрокам нет никакого дела до того, кто сделал 3D-модель главной героини, или, например, кто нарисовал горы на заднем плане. Даже крупные студии используют собственные ассеты из проекта в проект. Так, например, в Red Dead Redemption 2 вы сможете найти точно такие же деревья, которые вы видели в GTA 5. Создателям 3D-моделей также на помощь могут прийти быстро развивающиеся нейросети, вроде Instant Nerve от NVIDIA, которая способна превращать 3D-объекты в целые улицы из реального мира путем обработки сотен фотографий. Reality Scan от Epic Games позволит вам с помощью камеры мобильного телефона сканировать в 3D любой попавшийся под руку объект. Достаточно будет побегать вокруг него, записывая видео или делая фотографии. Разумеется, нейросети сделают работу весьма грязно и неаккуратно, но кому-то подправить детали и заняться ретопом, уменьшение количества полигонов, будет куда проще, чем моделировать с нуля. Попробуйте установить себе разные программы и посмотреть ролики об их возможностях, чтобы определиться, какой набор инструментов вам нужен для реализации ваших идей. Глава 7. Наши помощники в 2D. Если вам, как и мне, 3D неинтересно и чуждо, а свой путь к успеху вы планируете проложить плоскими спрайтами вместо трехмерных фигурок, то встанет вполне резонный вопрос: в какой же программе начать творить? Самой раскрученной программой для рисования является Photoshop, но его цена словно устанавливалась с одной простой целью – отпугнуть новичков. Поиск бесплатного аналога может привести вас к программе GIMP, которую, опять же с помощью бесплатных плагинов, можно вполне развить до точно такого же функционала, которым хвастается Photoshop. Помимо GIMP, я рекомендую обратить внимание на программу Krita, примеры анимации в которой я советую вам посмотреть на YouTube. Эти работы у многих вызывают восторженный душевный трепет. Krita и GIMP прекрасно годятся для создания растровых изображений. Растровое изображение – это файл, представляющий собой мозаику из цветных пикселей, самых маленьких точек, которые может отобразить ваш экран. Откройте фотографию вашего товарища в ВК, сделайте свой собственный снимок или нарисуйте и сохраните что-нибудь в Paint, перед вами представит растровое изображение. А смену размера картинок обжигаются многие начинающие разработчики, которые не могут определиться с тем, в каком же размере и формате им рисовать объекты для своей игры. Чтобы не обжечься о мыльные рисунки, я могу дать весьма точную рекомендацию. Для начала выберите, в каком максимальном разрешении вы бы хотели видеть свою игру. Я бы рекомендовал адаптировать всю графику под Full HD, то есть рисовать все объекты под размер экрана 1920 на 1080 точек. Но тут возникает проблема, свойственная растру. Взгляните, например, на Фиармониум, рисунок 7. Рисунок 7 вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Высота моего персонажа 167 пикселей. Если вы создадите в GIMP или Krita холст высотой 167 пикселей, то в попытке пририсовать мелкие детали вы сможете изобразить только неразборчивую кашу. Несмотря на то, что в игре этот персонаж присутствует как объект высотой в 167 пикселей, нарисован он был в размере куда более высоком. Я рисую все объекты в размере вдвое больше, чем мне необходимо, и уже только перед самым экспортом уменьшаю размер с выбранными мною настройками интерполяции, то есть настройками сглаживания при изменении размера картинки. Я советую вам поэкспериментировать с разными настройками интерполяции в программе, которую вы выберете, и решить на глаз, какой алгоритм изменения размера изображений вам нравится больше. Определившись с выбором, не отступайте от него. Изменяйте размеры ваших рисунков для одного проекта с одними и теми же настройками. Если же вы хотите погрузиться в атмосферу ретро-игр, и ваш будущий шедевр планируется быть выполненным в пиксель-арт, то вышеперечисленных проблем у вас не возникнет.
Ваш единственный правильный выбор – рисовать объекты таким образом, чтобы квадратный пиксель являлся самым мелким объектом на экране. Для CatMaze я выбрал разрешение 480 на 270 пикселей. Вся игра рисовалась под этот размер без всяких уменьшений и увеличений. Главный персонаж Алеста заняла всего 44 пикселя в высоту. Рисунок 8. Рисунок 8 вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Для рисования я использовал всего один инструмент – карандаш с твердыми краями и размером 1 пиксель. Каждый квадратик на этой картинке был кликом мышки. Когда вы видите один экран CatMaze, вы видите приблизительно 129 600 кликов мышкой. Изображение в пиксель-арте – это все те же растровые изображения, но нарисованные на уровне пикселей, а не появившиеся в процессе размашистой работы кистью с неточными краями. Несмотря на то, что такой инструмент, как карандаш, есть и во всем известной программе Paint, и даже в некоторых движках, позволяющих вам рисовать текстуры, изобретено множество программ, чтобы 129 тысяч кликов мышкой протекли менее утомительно. Самым мощным помощником в рисовании с помощью пикселей станет Ace Sprite. Программа хоть и платная, но ее цена крайне мала и на момент написания этой книги составляет около 500 рублей. Ace Sprite будет помогать вам не громоздить лишних пикселей при рисовании линий, а также предоставит кучу инструментов для работы с анимацией, и интерполяцией. Помимо Ace Sprite можно присмотреться к Pixel Edit, тоже весьма недорогой программе для работы с пиксель-артом. В отличие от Ace Sprite, Pixel Edit больше предназначен для рисования окружения, нежели для работы над персонажами. Если же вам принципиально, чтобы решение было бесплатным, можно посмотреть в сторону того же GIMP или Graphics Gale. Обе эти утилиты предоставят вам необходимый для нашей работы инструментарий. Но для 2D графики у нас остается еще и третье решение, забытое, игнорируемое, но не менее интересное, чем растровая графика или пиксель-арт. Я говорю про вектор. Я не предлагаю вам делать флеш-игры, потому что эта технология уже нигде не поддерживается. Речь идет об использовании редактора векторной графики с целью создания растровых изображений. Процесс этот выглядит так. Вы рисуете что-либо в векторе, а экспортируете уже в .png, один из форматов для растровых картинок, и в таком виде добавляете в игру. В векторных редакторах изображение состоит не из пикселей, а из математических формул. Главным плюсом такой структуры является то, что пока вы не отрендерили изображение, не нажали «Сохранить как .png», вы можете манипулировать размером картинки как угодно. На качестве рисунка это не скажется никаким образом. Рисунок 9 вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Современное привлекательное платное решение для вектора предоставляет Adobe Animate, а бесплатная – программа Inkscape. Плюсом работы в векторе является возможность рисовать мышкой и не чувствовать себя сумасшедшим. Мы размещаем на холсте прямую линию, а затем с помощью курсора гнем ее в выбранных местах. Таким образом, линия всегда остается аккуратной, а не дрожащей, как штрихи мышкой, выполненные в Photoshop. Недостатком векторной графики является огромная трудность создания переходов между цветами или рисования нечетких контуров. Вектор не подразумевает наличие мыла. Тут нет мягких кистей, а использование градиентов усложнено до безумия. Я очень часто довожу свои рисунки до ума уже в программах для работы с растровой графикой. Чтобы не рисовать вовсе, вы можете найти бесплатные 2D-ассеты на просторах интернета, но их узнаваемость будет куда выше, чем узнаваемость 3D-объектов, чей внешний вид во многом обусловлен постпроцессингом в движке и вашим вмешательством в структуры объектов. Вмешаться в уже нарисованный 2D-объект куда сложнее, а высокая узнаваемость бесплатных 2D-спрайтов крайне негативно скажется на индивидуальности вашей игры. Но взять некоторые объекты за основу для своих экспериментов с кистью или найти готовое решение, например, для интерфейса или эффектов, кажется не такой уж плохой идеей. Для покупки 2D-ассетов вам подойдут все уже перечисленные маркетплейсы. 2D-ассеты есть как и в Unreal Marketplace, так и в Unity Asset Store и на том же Envato. А вот за бесплатными 2D-ассетами можно заглянуть на Itch.io в раздел Assets, Kenney или Open Game Art. Не нужно без подготовки садиться рисовать. На данной стадии нужно лишь определиться с инструментарием и отвести несколько часов на изучение интерфейсов различных программ для рисования, а также ознакомиться с разнообразием бесплатных ассетов. Другим способом сэкономить ресурсы на рисовании может стать использование нейросетей. Упоминания достойны 3 из них. Платная Midjourney, доступная только по приглашению DALL-E 2,
и непростая в освоении, но зато полностью бесплатная нейросеть Stable Diffusion. Все они работают по единому принципу. Вы задаете текстовый запрос, который принято называть промпт, и на основе ваших слов нейросеть пытается создать изображение. Иной раз работа выглядит очень неплохо, но для того, чтобы найти им применение, вам придется подключить всю вашу фантазию, потому что нейросети эти пока что неповоротливы и понимают ваши просьбы или уж слишком буквально, или, напротив, в качестве результата выдают вам весьма абстрактные рисунки. Нарисовать, например, одного персонажа с нескольких ракурсов или с разным выражением лица с помощью нейросети у вас на данный момент не выйдет. Для анимирования можно освоить массивную науку покадровой анимации, которая используется во всех ретро-играх, двухмерных мультфильмов Disney и некоторых независимых проектах, вроде всеми известного Hollow Knight. Я и сам предпочитаю анимировать изображения по кадру, несмотря на то, что это занимает огромное количество времени. Но если вы спешите доделать свою первую игру, что является абсолютно правильным решением, я бы рекомендовал присмотреться к скелетной анимации. Скелетная анимация представляет собой процесс, для которого вам необходим персонаж, состоящий из мелких частей. Ноги, стопы, голова, волосы, глаза, руки, предплечья и так далее. Они должны быть нарисованы отдельно. Все эти кусочки собираются в скелет, и вам дается возможность манипулировать ими отдельно. Для того, чтобы персонаж, например, поднял руку, вам не нужно рисовать кучу кадров анимации, а достаточно просто потянуть его за кисть. Примеры такой анимации вы можете посмотреть в играх студии VanillaWare: 13 Sentinels, Aegis Rim, Odin Sphere и Dragon's Crown. Из платных приложений, позволяющих работать со скелетной анимацией, лидирующей по функционалу является программа Spine, а из бесплатных — Dragon Bones и, как ни странно, игровой движок Unity, предоставляющий достаточно массивный набор инструментов для работы со скелетной анимацией прямо внутри движка. Вам самим решать, к чему больше предрасположен ваш склад ума и с каким типом графики вам будет проще работать. Если, как и у меня, ваше мышление в 3D оставляет желать лучшего, а инженерная мысль не блещет искрами гениальности, то выбирать плоский холст для выражения своих идей не худший вариант. Множество отличных современных игр делается в 2D. Как научиться рисовать, моделировать или работать на движках, мы еще разберемся. Но какой бы способ выражения своих мыслей вы бы не выбрали, нас всех, и 3D, и 2D специалистов, объединяет работа со звуком. Глава 8. Я не слышу, дети. В классическом процессе создания музыки замешано множество людей. И музыканты, и композиторы, и звукорежиссеры. Создание музыки представляет собой сферу не менее сложную, интересную и глубокую, нежели создание игр. Нельзя недооценивать влияние музыки на вашу игру. Качество звука в игровых проектах во многом формирует атмосферу и общее настроение. Музыка может даже определить то, чем будет заниматься ваш игрок. Например, если в игре внезапно спокойная мелодия сменится эпичным военным маршем, то игрок начнет суетиться и искать угрозу. А когда стихнет последняя звонкая скрипка и зазвучит умиротворенная сельская мелодия, игрок поймет, что битва закончена. Есть несколько вариантов по решению проблемы с музыкой. Можно создать ее самому, как это сделал автор Cave Story, автор Iconoclast и автор Undertale. Мы с вами легких путей не ищем, поэтому я остановлюсь на этом варианте подробней. Лично я написал несколько композиций самостоятельно и попробовал парочку программ. Самой популярной и простой в освоении является, конечно же, FL Studio, известная старичкам как Fruity Loops. Но также, как и Photoshop, FL Studio отпугивает сумасшедшей ценой на лицензию. Наш взор придется сначала обратить на бесплатные аналоги. Первым достойным упоминания программным обеспечением для написания музыки является LMMS. Очень многое в нем схоже с FL Studio, так что освоение этой бесплатной программы поможет вам в будущем разобраться и с более профессиональным приложением. Sunvox предоставит немного более ограниченные возможности, но когда вам нужна музыка лишь для заднего плана, местные ограничения только сыграют вам на руку, вынуждая останавливаться на весьма незамысловатом звучании. Если вы делаете игру в ретро-стиле, то можно пойти очень интересным и неординарным путем. Установить себе эмулятор портативной приставки Game Boy Windows Movie и запустить Maker. на нем Little Sound DJ. Так вы получите аутентичный 8-битный звук из ушедших эпох, а заодно познакомитесь со всеми ограничениями, в которых приходилось работать в самом конце 80-х. Неплохими приложениями являются Fami Studio и Bosco C-Oil, которые позволят вам поработать с чиптюн музыкой и имитировать звучание старых консолей, но уже используя современные методы. Посмотрите на YouTube уроки обращения с каждой из перечисленных программ
и определитесь с тем, в какой из них звучание наиболее соответствует вашей задумке. Для того, чтобы написать композицию, играющую в главном меню Cat Maze, мне потребовалось знание о том, что такое минор и мажор, 2 недели и добрые советы моего хорошего друга-музыканта Expecto Amor, на которого я свалил обязанности по написанию всех остальных композиций к своим играм. В решении делегировать написание музыки другому человеку и заключается второй подход к обеспечению вашей игры звуковым наполнением. Вам не обязательно использовать музыку, которую создали вы сами. У нас есть несколько способов обеспечить свою игру музыкой, не притрагиваясь к нотной грамоте. Первый способ заключается в том, чтобы на ресурсах вроде того же Open Game Art найти бесплатную музыку. Обращайте внимание на лицензию, под которой распространяется композиция, и обязательно следуйте всем требованиям по указанию авторства. Я рекомендую присмотреться к лицензии CC BY 4.0, разрешающей коммерческое использование композиции при условии, что где-либо в вашем проекте будет упомянут автор, а также редкой удачей будет найти что-то подходящее под лицензией CC0, предоставляющей вам безграничные возможности по использованию и изменению композиции. Второй способ – купите нужную музыку на сайтах вроде того же упомянутого Envato. С одной стороны, выбор платных композиций значительно шире, чем бесплатных, а значит и вероятность подобрать что-то более подходящее вашему продукту куда выше. Но, с другой стороны, даже с наличием лицензии на использование находящейся в общем доступе композиции, вы можете попасть в очень глупую ситуацию. Композиция продается на стоках, а значит, что ее приобрели не только вы. Если другой покупатель включит ее в саундтрек своей игры и решит опубликовать этот саундтрек отдельно на каком-нибудь сервисе вроде Spotify, то ему придется обращаться к специальным дистрибьюторам, которые обеспечивают появление музыки на подобных интернет-площадках. Для распространения композиции и борьбы с конкурентами дистрибьютор закрепит права на трек за собой, и случится страшное. Всем, кто использовал эту композицию в своих видео на YouTube или Twitch, придет оповещение, что с их ролика с этой музыкой теперь исчезает монетизация. Чудовищность такого исхода событий заключается в том, что YouTube и Twitch – это очень массивные площадки для раскрутки вашей игры. Если блогеры при попытке загрузить видео с обзором или прохождением вашего проекта будут лишаться монетизации, то мотивация распространять информацию об игре у них не будет никакой. Лучше подумайте о том, чтобы прибегнуть к самому интересному способу придать вашей игре уникальное звучание. Можно найти непопулярных музыкантов на просторах сети и предложить им сотрудничество. Подавляющему большинству музыкантов будет даже приятно предоставить вам свои композиции или бесплатно, или за символическую сумму. Для них участие в вашем проекте может стать символом признания, а выход игры в свет вполне может открыть им новые двери и предложения к уже коммерчески выгодному сотрудничеству. Мое лихое описание того, как все на этом свете просто и что в наши дни студию из каскадеров с дорогим оборудованием заменит программа «Каскадер», штат из десятка аниматоров уместится в ярлык Sprite Pro, а целый оркестр поместится в LMMS, вполне может обидеть тех, кто работает с одной из перечисленных мною программ и твердо убежден, что его дело сложное и уважаемое. И в этой обиде кроется кое-что очень плохое и неправильное. Глава 9. Разрушительное самолюбие. Что же в итоге отличает нас от Сакагути и Миямото, задавших направление развития ключевых игровых жанров в конце 80-х? Почему, имея в распоряжении такие удобные программы и вычислительные мощности, современные студии состоят из сотен людей? Можно было бы сказать, что Final Fantasy и Super Mario технически куда более простые игры, нежели то, что мы разрабатываем в наши высокотехнологичные дни, и мое сравнение некорректно. Только стоит иметь в виду, что технологии, которые сейчас кажутся простыми и примитивными, в конце 80-х являлись таким же чудом, коим в наши дни является, например, Ray Tracing, система реалистичного отражения лучей. Через 30 лет вещи, сука, я вообще лошадей не умею рисовать, ёбаный рот. Мелкой и незначительной проблемой, как, к примеру, размещение на карте более 25% уникальных спрайтов. Те, кто не согласен, что в настоящее время разработка игр протекает чуть ли не играючи и не требует высоколобости, является одной из серьезных проблем для успешного создания игр. Я как-то переводил статью моего товарища и выкладывал ее на англоязычный Reddit. Он был автором весьма успешного ужастика от первого лица, разработанного на Unreal Engine. Игра называлась Never Again, а в статье описывался его тернистый путь от идеи до выпуска. Объясняя, почему он решил работать именно на Unreal Engine, мой знакомый разработчик использовал фразу «Я не программист, никогда на программиста не учился,
Потому мой выбор пал на Unreal Engine с его системой Blueprints. И это хорошая фраза, емкое объяснение и отличная мотивация. Я не уверен, что каждый из читателей этой статьи являлся программистом, но в том, что многие хотели бы сделать игру того же уровня и добиться того же успеха, сомневаться не приходилось. Я вижу в этой фразе луч надежды для тех, кто очень хочет делать игры, но абсолютно не знаком с программированием. После публикации статьи стали появляться первые комментарии. Один из комментариев столкнул меня с самым ужасным, деморализующим, высокомерным и претенциозным мнением, которое максимально разрушительно и вопиюще абсурдно. Автор этого комментария написал: «Я попрошу вас воздержаться от дискриминации людей, использующих Blueprints». В более развернутом объяснении своей позиции автор рассуждал о том, какими высокими знаниями, навыками и опытом нужно обладать, чтобы уметь перетягивать мышкой квадратные окошки. Что знания и опыт для освоения визуального программирования все-таки нужны. Просто количество требований к навыкам и умениям для создания игр сейчас смехотворно мало по сравнению с тем, что требовалось от разработчиков раньше. Считать ущемлением своих навыков высказывание, что работа с Blueprints подойдет не только программистам, нелепо и разрушительно. Такая позиция вредна. Чем выше мы оцениваем свои достижения, тем сильнее мы довольны собой и тем сильнее нам хочется себя наградить. Чаще всего награды выступают безделье или хотя бы приостановка получения новых знаний, потому что я ведь и так сделал достаточно. Горделивое самодовольство – это не то, что может послужить двигателем как в работе, так и в познании. У вас будет очень комичный вид, если вы освоите простой навык и после этого мысленно поставите себя на один уровень с теми, кто потратил несколько лет на изучение чего-то более низкоуровневого, чем визуальное программирование. С таким подходом возможность стать настоящим специалистом сведется на нет. Вы так и останетесь парнем с Reddit, который будет обижаться на фразы вроде «Blueprints — это не программирование». Людям, которые далеки от разработки видеоигр, достаточно бегло глянуть на Фиармониум и услышать, что я в этой игре не отвечал только за создание музыки, как они видят во мне многорукого волшебника, обладающего вагоном знаний и опыта. Безусловно, приятно, когда тебя воспринимают высококвалифицированным специалистом, но важно понимать, что в нашей ситуации это ложь. Те, кто хотя бы чуть-чуть погружен в разработку видеоигр, прекрасно понимают, какой ерундой я на самом деле занимаюсь. Я вожусь с детским движком Construct и сгибаю векторные линии мышкой, когда рисую. Это и рядом не стояло с тем титаническим трудом, которым занимались наши предки в лице гениального Сакагути и Миямото. У меня нет и 1/100 знаний и навыков, что были у них. Но, безусловно, поощрять себя нужно. Я не предлагаю отказываться от гордости за свои успехи. Освоить Blueprints – это все-таки далеко не 5-минутное дело. Есть условия, при которых гордость и высокое мнение о собственных навыках не наносят вреда. В перечень таких условий нужно обязательно включить понимание предела своих возможностей. Когда перед нами встает новая задача, мы оцениваем ее сложность, ориентируясь на свое прошлое. Поверьте, когда вы только учились ходить, принять решение дойти до мамы давалось с трудом, потому что ваш опыт ходьбы заключался в бесконечных падениях, шишках и фрустрации. Куда проще доползти до мамы на четвереньках. Но ходить вы все-таки научились, и теперь это действие не представляет проблемы. Ваш опыт подсказывает вам, что ходить не так уж и трудно, теперь это даже проще, чем ползти. Пример можно привести и катание на велосипеде, и игру в видеоигры. Любое действие, которое уже завершалось успехом хотя бы один раз, дается нам куда легче в следующий. К нам приходит осознание собственных возможностей. Мы обретаем нужный опыт и уверенность, что у нас все получится и в следующий раз. Представьте, что вы уже изучаете движок и проходите курс, разбитый на несколько равных по сложности видеоуроков. Окей. Если в течение первого дня обучения уже завершен аж один видеоурок, то появляется объективная причина порадоваться и передохнуть. Но в случае, если вы уже давно занимаетесь прохождением курса, и в вашей жизни значится день, когда успешно было пройдено 19 видеоуроков, то такое достижение, как «я завершил один видеоурок», перестает восприниматься поводом для гордости. У вас уже есть осознание, что можно делать больше. Вы познали свой лимит. Достижения из прошлого чертовски сильно влияют на то, каким вам видится горизонт возможного в настоящем. Я встречался с маркетологами, которые тратят весь день на написание 2-3 маркетинговых писем. Они твердо убеждены, что выполняют трудную работу и делают действительно много. Именно преждевременное чувство удовлетворения от своей деятельности мешает им делать больше. Я отправлял по 30 маркетинговых писем за день.
каждая из которых не была точной копией предыдущего. И я даже не устал, потому что за день до этого я отправил 40 таких писем. На то, какими перед нами предстают наши возможности, влияют и достижения других людей, которые мы очень внимательно и вдумчиво проецируем на себя. Спортсмен по имени Томас Берг в 1896 году пробежал 100-метровку за 12 секунд, установив мировой рекорд. За прошедшее время люди не отрастили себе дополнительных ног, никаким образом не мутировали, не начали бегать на руках, но в наши дни пробежать 100 метров за 12 секунд уже не означает взять золото на Олимпийских играх. Это теперь норматив для всего лишь 3-го спортивного разряда. И знающие люди могут бросить меня аргументом про ручные и автоматические секундомеры, но погрешность в вычислениях не была столь уж значительна, чтобы оспорить мою мысль. Томас Берг продемонстрировал лимит в 12 секунд. Позже это значение спустилось до 9 секунд. И тогда прежний результат перестал выглядеть как суровый, невыполнимый вызов. Задача, растеряв свою грозность и ореол невыполнимости, становится просто проходной рутиной. Человек, знающий, на что он способен, делает намного больше. Между пределами, которые поставил перед собой парень с Reddit, и лимитами, которые установил себе Сакагути, неимоверно глубокая пропасть. И мне хотелось бы грубо и грозно отрезать, что пропасть эта состоит из жалости к себе, слабой воли, отягощающей лени и вопиющего лицемерия, но все не так однозначно. Причины, по которым мы работаем мало, плохо и медленно, лежат куда глубже. Многие боятся заходить очень далеко в проверке своих возможностей из-за страха сгореть. На меня такие люди смотрят снисходительно и жалеют за то, как я несчастлив в своей работе и как близок к выгоранию. Но, во-первых, я счастлив. А во-вторых, причины выгорания кроются отнюдь не в работе. Выгорание наступает не потому, что мы много вкалываем, а потому, что мы много волнуемся и неправильно отдыхаем. Мы еще поговорим о выгорании, но перед тем, как научиться не сгорать, нужно научиться работать. Сосредоточьтесь на мысли, что разработка видеоигр – это увлекательный и интересный процесс, да нельзя упрощенный современными технологиями. Слава Грис, какие игры сделал? Ну, Глава 10. вполне. Учиться, учиться, учиться. Так, сейчас. Обучение – это путь к силе. Tales of Symphonia, Кратос. Перед тем, как познавать пределы своих возможностей, необходимо набраться хотя бы минимальных знаний и навыков. Мы не сможем пробежать и сотни метров, если не умеем ходить. Но вот беда. Сейчас рядом с нами нет Так. которые возьмут нас за крошечные ручки и помогут удержать равновесие. Игры. Здесь только мы и необъятных размеров океан разрозненных знаний про разработку видеоигр. Пересечь Игры. этот океан можно 3 путями. Первый путь. Сейчас знания и навыки можно приобрести в государственных учреждениях, как по программе бакалавриата. Ну, его самый для тех, кто успешный этот закончил под школу, Фермониум, так насколько и я по понимаю. программе магистратуры, для тех, кто уже может похвастаться Ну, наличием по крайней диплома мере, он высшего это делает образования. все соло, Не так такое уж большое что... количество вузов идет к ногу со временем столь точно, чтобы внедрить программы по обучению разработчиков игр. Но тем не менее, выбор у абитуриента есть. В Москве можно присмотреться к высшей школе экономики, где можно поступить на направление геймдизайн и виртуальная реальность, системный геймдизайн. Другим вариантом может послужить Московский политехнический университет с направлением программное обеспечение игровой компьютерной индустрии. В Санкт-Петербурге можно поступить в Университет промышленных технологий и дизайна на специальность анимация и графика компьютерных игр, или же в ИТМО на технологию разработки компьютерных игр. Порадовать наличием прогрессивных специальностей могут и Институт дизайна. Он сделал и игру на сервиса в Векторе, Челябинске, получается. и даже Вятский государственный университет в Кирове. Наиболее актуальную информацию, конечно, стоит искать уже к моменту поступления, а не надеяться, что в одном абзаце я перечислил все вузы, где есть столь современные кафедры. Но у государственного образования имеется ряд громоздких изъянов, о которых я не могу умолчать. Управленческий аппарат в больших учреждениях – это весьма неповоротливая структура, в то время как игровая индустрия чрезвычайно изменчива. Вот вас учили решать Это цена проблемы при бата. работе с Unreal Engine 4. А в день вручения диплома компания Epic Games выпускает Unreal Engine 5, новую версию движка, где старые проблемы решены, а новые пока не изучены. Директора множества игровых компаний хоть и неплохо относятся к наличию у сотрудника диплома о высшем образовании по направлению разработка игр, но и не считают такой атрибут обязательным для приема на работу. Для них важна ваша способность решить конкретную тестовую задачу. И в слове «конкретный»
и кроется подводный камень высшего образования. Создание игр – это отнюдь не тот процесс, который можно унифицировать. Каждый игровой проект индивидуален, а каждый разработчик сталкивается с уникальным и неповторимым набором проблем. Столь досадная аксиома обесценивает опыт преподавателей, которые физически не смогут предусмотреть необъятное многообразие трудностей, с которыми столкнутся их студенты при разработке собственных игр. Плюс ко всему, уметь и учить – это совсем разные, даже независимые друг от друга навыки. В государственных учреждениях нет такого направления, как педагог по игровому дизайну. Это, на мой взгляд, противоречит существованию направлений, обучающих разработке игр. Кадры, которые умеют и делать игры, и учить делать игры, являются чрезвычайно редким ресурсом. Второй путь получения знаний – это дополнительное образование, представленное в России в виде множества платных курсов. Такой курс не будет длиться дольше, чем несколько месяцев, а программу курса чаще всего разрабатывает тот же человек, который этот курс и ведет. Такой подход позволяет максимально быстро подстраиваться под изменчивую реальность и не тратить время на изучение устаревшей среды разработки. Курсы бывают весьма узконаправленными. Вам не придется тратить время на что-то общеобразовательное. Можно сразу обозначить те вещи, которые вам необходимо знать для успешного завершения вашего личного проекта. Берете курс «Дизайн 2D персонажей», прибавляете к нему курс «Написание игровых сценариев», и у вас появится достаточно навыков, чтобы начать создавать свою визуальную новеллу. Возможность пройти образовательные курсы звучит очень соблазнительно. Курс снимает с вас ответственность за собственное обучение. Добрый и умный учитель проведет вас за ручку по изнурительной тропе образования, а ваши однокурсники будут поддерживать друг друга советом и веселой беседой. Но все не так радужно. Я сам вел курсы и сам задавал себе страшный вопрос, которым потом пугал других знакомых мне преподавателей. А много ли ваших студентов продолжили делать игры после курса? Преподаватели не любят отвечать на подобное. Некоторые даже воспринимают ушедших из индустрии студентов как личную неудачу. И, честно скажу, неудач у каждого из нас очень много. После прохождения курсов по разработке игр в индустрии остается меньше 10% слушателей. Проблема заключается не в квалификации преподавателя и даже не в самом студенте. Тайна исчезнувших из индустрии кадров куда глубже, интереснее и сложнее. Давайте вспомним о слове «конкретный». Именно уникальность и неповторимость задач, которые возникнут перед вами в ходе разработки собственной игры, станут решающим фактором в пополнении очень тоскливой статистики. Никто и никогда не сможет вам объяснить, как сделать конкретно ту игру, которую хотите сделать именно вы. Даже если вы окончите вуз и пройдете курсы, то в любом случае наступит момент, когда вы зайдете достаточно далеко в разработке игры и с досадой осознаете, к решению незаурядной индивидуальной проблемы вас никто не готовил. Как говорится, это мы не проходили, это нам не задавали. И тогда в поисках решения непредвиденной проблемы вам придется прибегнуть к навыку, приобретение которого является ключевым для разработчика-одиночки и представляет собой наш третий путь. Навык этот носит грозное и гордое имя самообразования. В вузах и на курсах вас могут научить делать 3D-модели, писать сценарии, анимировать персонажей, но все это меркнет перед умением получать знания самостоятельно. Тот, кто умеет учиться, не нуждается ни в преподавателях, ни в государственных учреждениях. Он не будет спотыкаться о проблемы, решение которых не разбиралось на занятиях. Он будет учиться их решать. Разумеется, в данном случае я говорю исключительно о разработке игр. Если вы хотите стать, например, врачом или пилотом, то настоятельно рекомендую все же получить высшее образование. Я не хочу умереть в вашу смену. Если визуализировать обучение как необходимость перепрыгнуть глубокую пропасть, то все, что сделает преподаватель, это позволит вам постоять на краю подольше. И пока вы мнетесь перед неизведанной бездной, вы лишь откладываете необходимость приобрести тот единственный навык, который поможет вам освоить почти все на свете – умение получать знания самостоятельно. Казалось бы, что учиться это нечему. В нашем распоряжении множество ресурсов. Вы знаете, сколько книг написано про разработку игр? Книги научат вас игровому дизайну, построению уровней и маркетингу. Авторы будут стремиться провести вас по извилистой тропе к желаемому успеху. Сиди да впитывай знания. Того, сколько уроков и курсов существует на YouTube, не счесть.
Просто вбейте в строке поиска уроки Unity, уроки Unreal Engine, уроки Construct. Если заглянуть на официальный сайт выбранного движка, всегда можно найти там исчерпывающую документацию, а иной раз и уже составленный последовательный курс. Можно отыскать решение многих необычных проблем на просторах сети, а если утомил поиск, то всегда есть возможность заглянуть на форум разработчиков и переложить ответственность за решение возникшей трудности на плечи более опытных товарищей. gamedev.ru, c2community.ru, prodevs.ru и так далее. А уж количество групп в ВК переходит все мыслимые границы. Используйте для поиска или названия движков, или фразы вроде GameDev, Game Development, разработка игр. Вам откроются многолюдные сообщества таких же увлеченных ребят, как и вы. Бесплатные лекции, бесплатные циклы видеоуроков, бесплатные материалы, предоставляемые самими разработчиками движка на безвозмездной основе. Тысячи форумов с ответами на десятки тысяч вопросов. Все это в нескольких кликах мышкой. Так в чем же проблема? Зачем нам курсы и вузы? Зачем мне писать столько страниц текста про то, как совладать со столь массивным объемом информации? А потому что совладать с ним действительно сложно. Без внимательности и дисциплины уроки и сообщества лишь пополнят список ваших заказов в браузере. Покупая курсы, вы на самом деле не приобретаете знания, потому что знания, они повсюду. Разработчики движков не прячут способы работы с их программами куда-то в таинственные дебри, доступные только посвященной касте преподавателей курсов. Все лежит в свободном доступе. Талантливые художники и разработчики уже раскрыли свои секреты. Они ведут стримы, выкладывают обучающие видео, делятся знаниями. Вместе с приобретением курсов покупается куда более важная вещь – дисциплина. Вы платите не за знания, а за кнут, которым вас к этим знаниям будут подгонять. Кнутом я называю неизбежно следующее за вашим бездельем наказание, которое дает внешний стимул заниматься и учиться. Тут штука в том, что стыд перед коллегами, осознание того, что куча денег была потрачена впустую, или любая другая причина, которая будет мотивировать вас... тут скорее типа речь о том, что конкретно... Без кнута, который держит... Короче, надо, имей в виду, что речь идет конкретно про, скорее всего, менторство. Вчерашние студенты ужасаются глубине и хаотичности. То есть, если ты с конкретным человеком ведешь разговор тет-а-тет, и он прям вот прямо в прямом эфире с тобой вот так вот общается и указывает на твои ошибки, и дает тебе конкретные задания, вот типа ты вот сиди сейчас, вот делай вот это, то да. Но если ты покупаешь курс по типу скиллбокса, где тебе дают материалы, и где ты что-то делаешь, и потом это задание отправляешь на проверку или типа того, это совсем другое. Тут нужен человек именно, который вот будет стоять у тебя над душой. Тогда да, это действительно будет работать. Это будет работать. Но, то есть вот именно штука с дисциплиной. Но без этого только сила воли. Глава 11. Тяжело в учении. Я не буду его ничему учить. Он достаточно умен, чтобы самостоятельно разобраться, как пользоваться книгами. Record of Lodoss War. Advent of Cardis. Кузнец Анвар. Заглянув хотя бы одним глазком за кулисы профессии разработчика видеоигр, можно ужаснуться тому, как много нужно уметь, даже с учетом того, что большую часть работы за нас делают программы. Дел все равно остается не впроворот. Игровой дизайн, маркетинг, локализация, сотни анимаций, тысячи 3D-моделей. Знание об объеме предстоящих трудностей губительно. Представьте, что вы проголодались и вспомнили, что на кухне в вашей квартире лежит вкусная шоколадка. Ваш мозг знает, что для того, чтобы добраться до соблазнительной сладости, вам нужно всего лишь встать, пройти пару метров, и вот вы уже шуршите сверкающей оберткой. Представляя такую примитивную программу действий, вы встаете, открываете дверь на кухню, а там шоколадку охраняет могучее трехглавое чудовище. Вступив с ним в неравный бой, вы проваливаетесь под пол. Оттуда в темные смрадные подземелья.
Одолев монстра в свирепом бою, вы тратите 3 дня и 3 ночи на поиск выхода из подземелья и наконец-то добираетесь до шоколадки. Принял бы ваш мозг решение сходить за шоколадкой столь же легко и безоговорочно, если бы знал все подробности о тех суровых испытаниях, что его ждут? Едва ли. Ваш мозг предпочтет сберечь свои ресурсы и минимизировать вероятность быть истощенным в подземелье до голодного обморока. Этим примером я хотел рассказать немного о том, как мы принимаем решения. Я не для красного словца представил вас и ваш мозг разными персонажами. Дело в том, что время, когда вам захочется съесть шоколадку или начать изучать визуальное программирование, по изначально неведомому нам наитию определяет именно мозг. Мы лишь покорно исполняем его волю. Нейробиологи давно обнаружили, что решение человека становится осознанным только через 10 секунд после того, как мозг уже твердо его принял. Доказывающий эту теорию эксперимент заключался в том, что испытуемым предоставили возможность нажимать на одну из двух кнопок под правой и левой рукой, а параллельно показывали им разные буквы на экране с интервалом в полсекунды. В момент, когда человек, участник эксперимента, решал, он должен был запомнить букву с экрана и позже назвать ее ученым. Во время всей этой странной вакханалии ученые замеряли активность коре головного мозга испытуемых. Намерение двигать правой или левой рукой соответствует различным сигналам в мозге, что позволяло ученым сопоставить, когда решение нажать на кнопку было реально принято мозгом, а когда осознанно участником эксперимента. Разрыв в осознании составил около 10 секунд. Решение принимается На самом деле это через RDR 2. через 10 секунд мы гордо Да, выдаем это пускай решение будет за так, свое собственное. Это напоминает ситуацию, когда на многолюдном и шумном застолье кто-то очень удачно пошутил, но шутку расслышал лишь сидящий рядом товарищ и через пару секунд выдал вашу остроту за свою, собрав овации и громкий смех. Решение сесть учиться, начать работать или залипнуть в социальной сети наш мозг принимает, не советуясь с нами. В понимании того, как он работает, и кроется возможность преодолеть большинство наших проблем. Потому первое, что стоит усвоить на пути к выпущенной игре, это принципы работы своего мозга. Согласитесь, человек, который занимается сваркой, должен иметь представление о том, как работает сварочный аппарат. Человек, который работает таксистом, должен понимать, как управлять автомашиной. Разработка игр – это интеллектуальный труд. Наш сварочный аппарат или машина – это наш мозг. Но ни на каких курсах по разработке игр работать головой вас не научат. Без понимания того, откуда берется мотивация и почему она может улетучиться, вероятность 3 года просидеть за компьютером, создавая свою игру и довести ее при этом до конца, уменьшается в десятки раз. И работа, и обучение без знания дела превращается в хаос. Иной раз учиться очень хочется, и этот процесс затягивает. В другой раз, вместо того, чтобы потратить свободные часы на образование, мы залипаем на YouTube, а в третий раз работаем на одной только силе воли, изматывая себя и не получая от процесса никакого удовольствия. У многих знакомых мне разработчиков работа течет по наитию и привязана к их настроению. Из-за этого ребята работают крайне неспешно, а когда приходит время в срочном порядке исправлять ошибки в игре или торопиться с ее выпуском, им приходится мучиться и заставлять себя вкалывать через силу под давлением паники и стресса. Я не буду вдаваться в очень глубокие подробности и пробегу сейчас только по тому срезу знаний, который обязательно пригодится для понимания самого себя. В нашей голове есть клетки, которые называются нейронами. Они получают и принимают сигналы, а также формируют собой скопления, которые можно назвать центрами принятия решений. Для краткости обзовем их ядрами. Ядра были очень здорово визуализированы студией Pixar в мультфильме «Головоломка». Разные колоритные персонажи определяли манеру поведения и ход мыслей человека, в голове которого они заседали. Ядра и правда себя так ведут. Каждая из них отвечает за удовлетворение определенных потребностей в общении, сексе, статусе, безопасности и так далее. Секс! Если вы решили делать игру, то это решение было принято в ядрах, а мыслительный аппарат остался в стороне. Ядра решают, слушать вам эту книгу дальше или нет. Если во время обучения захотелось отвлечься на смартфон, то опять же спасибо ядрам. Все, что человек себе придумывает, отправляется на обсуждение в центре. Благодаря ядрам. решения. Я сказал, что... Вы, Ну, как я то, что понимаю, сказал. решили разрабатывать игры.
то ядро, которое отвечает за ваше положение в иерархической структуре общества, начнет поддерживать эту идею аргументами в духе: разработка игр поднимет наш статус, выпущенный проект принесет нам денег, а ядро, которое отвечает за безопасность, тихонечко, но при этом не менее убедительно парирует ему фразой: а вдруг денег игра не принесет, вдруг ничего не получится, и мы просто потеряем силы и время, и ресурсов на выживание у нас совсем не останется. К нему присоединяется ядро, отвечающее за удовольствие, и предлагает нам открыть ленту новостей в какой-нибудь социальной сети, чтобы посмеяться над старыми картинками. И вот вместо работы или обучения бездумно листается лента в социальной сети. Мы даже не успели понять, какой эмоциональный и пылкий спор развернулся внутри нашего черепа. Нам показалось, что залипнуть в телефон было самостоятельно принято. Да ёб твою мать. Ничего мы не решали. Это все ядра, диалога которых даже не слышно. Все произошло очень быстро, неосознанно и без нашего участия. Из всей этой информации можно сделать вывод, что человек абсолютно не контролирует своего поведения, что, разумеется, ошибочно. Мы не контролируем свое поведение напрямую, но можем определенным способом влиять на центры принятия решений и подталкивать ядра к тому, чтобы их спор всегда заканчивался положительным для нас результатом. Один из фокусов заключается в том, что аргументы, которые ядра используют друг против друга, сформированы не на почве их собственных умозаключений, а на наших с вами убеждениях. Ядра не генерируют информацию, они не придумывают идеи и не делают никаких выводов самостоятельно. Они используют лишь те знания, которые уже есть в нашей черепной коробке. Поведение контролируется убеждением. Да не. И до тех пор, пока у нас в голове присутствует мысль, что самообразование – это океан, который не переплыть в Моментами нормально. желание сесть и делать игры будет ускользать, а усидчивость во время просмотра роликов сведется на нет. Гудзон, в тебе тоже ядра, короче, говорят сейчас. Всегда знала о такой особенности своего мышления. Воспитание человека всегда заключалось в прививании ему одобряемых социумом убеждений. Например, ребенку объясняют, что воровать нельзя не только потому, что за этим поступит наказание, но и потому, что это аморально. Если такое убеждение закрепится достаточно прочно, то ядра этого человека при обсуждении насущных проблем никогда не прибегнут... Так ты потягай ядра, Зачем нам работать вообще? Давай-ка просто наворуем. Человек даже не услышит призывов к воровству, он просто о нем не подумает. Люди использовали этот трюк с убеждениями, чтобы человеческое общество не погрязло в хаосе. Благодаря воспитанию мы даже не задумываемся на полном серьезе о том, чтобы действительно совершить что-то аморальное и жестокое. Если безумные идеи возникают, то ядра, вооруженные убеждениями, что так делать нельзя, быстро растопчут все гадкие и аморальные побуждения. Но почему мы думаем, что процесс воспитания уже закончился? Если нашим воспитанием больше не занимаются учителя и родители, это означает лишь то, что теперь им занимаемся мы сами. Мы должны закладывать полезные нам убеждения в свою голову самостоятельно и также самостоятельно вычеркивать убеждения вредные. Убеждение, что поглотить огромное количество знаний мучительно сложно, присутствует у многих. Во время своего обучения я находился в ситуации, которую, как ни странно, можно назвать куда более выгодной, чем современный порядок вещей. Если сейчас у вас есть книги, курсы, образование в вузах, уроки на YouTube и форумы, то когда я сел изучать Construct Classic более 10 лет назад, все, чем я располагал, это официальная документация на очень сложном английском. Документация эта не представляла собой последовательной и структурированной базы знаний. Передо мной был скорее перечень функций и возможностей движка в PDF-файле листов эдак на 15. Пугал ли меня объем необходимых для усвоения знаний? Отнюдь. Пугало ли меня то, насколько сложно делать игры с таким крошечным количеством информации? Нет. Я тогда понятия не имел, как делаются игры и как мне будет сложно разобраться, что к чему. Сел бы я возиться с прыжком, если бы знал, что впереди меня ждет неделя зависающих анимаций, плохой физики, истерик и фрустрации. Думаю, Незнание что благо. я бы не пошел за шоколадкой, если бы знал, что меня ждет трехглавый монстр. Ситуация, в которой вы находитесь, информация, которая вас окружает, и знания, которые у вас уже есть, оказывают мощное влияние на формирование новых убеждений.
Если не создавать вокруг себя информационного поля, которое способствует появлению твердой убежденности, что вы можете научиться всему самостоятельно, то и нужное убеждение в голове не отложится. Не меняя ничего вокруг себя, невозможно поменяться самостоятельно. В случае, когда информация о свирепом чудовище уже просочилась в ваш ум, чертовски сильно помогает концентрация на настоящем. Нет смысла пытаться выпить весь океан за раз или держать в голове, что рано или поздно вам предстоит это сделать. Решая задачу, думайте только и только о ней. Никогда не стоит спешить забегать вперед. Любая глобальная цель достигается решением сотни маленьких, конкретных вопросов. Вы решили сделать платформер? Погрузитесь сначала в мелкую лужицу информации о прыжках, потом в такую же лужицу информации о техниках передвижения, а затем потихоньку осваивайте дизайн уровней. Вы не заметите, как глубоко вы зашли. Из-за отсутствия знаний о предстоящих невзгодах у меня не образовалось в голове убеждения, что сейчас мне будет трудно. Я полез в болото, о глубине которого ничего не знал, а когда тина начала заливаться в рот, отступать назад было уже поздно, потому что тогда я приобрел еще одно важное убеждение. Пока у человека есть сложности, он счастлив. Это звучит противоречиво только в рамках современной культуры. В нынешнем мире за истину выдаются весьма разрушительные для нашей мотивации принципы, которые заключаются в том, что каждый из нас уже прекрасен. О, а привет, наше Дима. мнение Я тут уже хотел спросить важно. вас как Просто художник. так, по умолчанию. Нет, я не Жизнь умею. вокруг Я нас впервые становится все проще и проще. рисую. Охоту на диких зверей заменил поход в магазин, кровавую борьбу за право спариваться заменил брак или тиндер. Реальная физическая опасность в повседневной жизни нам грозит только тогда, когда мы случайно перешли дорогу на красный свет. Человек не предназначен для такой жизни. Эволюция создавала существо, чей мозг не дает усидеть ему на месте до тех пор, пока он не удовлетворит свои базовые потребности. Но сейчас все наши потребности удовлетворены, а трудности, на которые можно было бы потратить силы, трактуются современной культурой как некий рудимент существования, которого нужно избегать. Мы были созданы для трудностей. Вы бы знали, как сложно отзеркалить изображение пиздец в башке своей нахуй. Наш мозг вырабатывает психическую энергию в невероятных количествах. И если раньше она направлялась на выживание, то сейчас мы распыляем ее на незначительную и откровенную ерунду, тратя силы на ругань в интернете, на потребление мусорной информации, на абсурдный культ продуктивности или же на очень поверхностное, неглубокое творчество. Потому что Зачем зеркалить? И приобретение навыков Потому что хочу. без преодоления Потому что у нас надо. нет никакой причины высоко себя оценивать. С этой А ведь стороны, именно чтобы все было. самообесценивание – это одна из болезней современного мира. Хотите поднять самооценку? Нифига себе. Блин, мне реально это прям сложность вызывает безумную. Что не достигли того, о чем мечтали В башке как будто какой-то барьер тогда стоит, учитесь знаешь. и работайте. Учиться создавать игры в одиночку трудно. Сейчас, как вы уже знаете, инструменты для разработки игр стали невероятно простыми, и лучший способ вернуться в первобытное состояние и столкнуться с трудностями – это разрабатывать игры без поддержки команды, а учиться без поддержки преподавателя. Учиться будет трудно, но справляться с трудностями – это естественное состояние человека. Ваш мозг постоянно выделяет психическую энергию именно для того, Выглядит прикольно. чтобы вы справлялись с трудностями. Без работы над собой вас ждет самообесценивание, влекущее за собой целую вереницу проблем и комплексов. Глава 12. Зачем вообще делать игры? Одна из причин, по которой мы можем забросить обучение и разработку игр в самом начале своего пути, заключается в неправильной трактовке целей, побудивших нас выбрать именно такую сферу деятельности. Давайте лишний раз разберемся, правда ли вам нужно делать игры, или же вы на самом деле хотите чего-то другого. Осознать свои истинные желания – дело отнюдь не из легких, и для понимания того, как зародилось стремление делать игры, нужно еще немного углубиться в принципы работы нашего мозга. Главным стимулом при генерации целей является удовлетворение наших базовых потребностей, которых на самом деле всего три – размножение, безопасность и статусность, иерархическая потребность. Не стоит думать, что наша психика отличается от психики пещерных людей. Мы все такие же дикари, и волнуют нас на самом деле такие же вещи. Как видите, потребности делать игры природы в человеке не заложена. Она появляется в голове,
когда мозг инвентаризирует память с целью предотвратить риски. Мозг, анализируя все многообразие вероятностей вашего будущего, может обнаружить, что в вашей жизни есть риск, например, стать нищим. Такое неблагоприятное будущее напрямую повлияет на вашу безопасность, потому что не будет Порой денег, сложно случае слушать болячки, такие и аудиокниги, положения в ну, обществе, когда вот говорит о потому что таких в нашем темах, мире деньги и статус идут рука об руку. потому что звучит Главное, это верно и удовлетворить желание размножаться тоже станет труднее, потому что так вы себе. будете заняты выживанием. Мозг начинает Ну, искать знаешь, способы из разряда как предотвратить будто эти бы риски. те какую-то Он дичь определяет вопрос, затирает какой результат ваших предполагаемых действий спасет школьник-анимешник, вас от нахуй, вот как предполагаемой будто бы. нищеты, и приходит к выводу, что надо бы заработать денег. Именно Или заработок в алкаш приводимом мной какой-нибудь. примере становится потребностью. Дальше, инвентаризируя вашу память, мозг пытается найти информацию, способную посодействовать формированию плана действий для достижения поставленной цели. Например, когда-то в прошлом мы услышали пару фактов об успехе разработчиков компьютерных игр. Образ выдающегося творца виртуальных миров запомнился. Мозг отложил его на полочку и достал как раз в тот момент, когда обнаружил какие-то угрозы для наших потребностей. В поисках способа избавиться от обнаруженной им опасности он прикидывал, Похуй, а короче, может ли разработка примерно. игр минимизировать риск остаться неудовлетворенным в одной из ключевых потребностей. Вполне вероятно, так. что в вашем случае мотив делать игры появился по другой причине и из других воспоминаний, но сам процесс идентичен. Мозг выдает вам мотивацию на какое-либо действие только в том случае, если он предполагает, что это действие закроет какую-либо потребность или хотя бы убережет от грядущих рисков. Мозг рассуждает примерно так. Сейчас что-то, кажется, грозит нашей безопасности. Значит, нужно найти способ, как эту безопасность нам обеспечить. Так, посмотрим тут, поищем тут. Ага, вот этот способ должен сработать. Дам-ка я своему носителю немного Криту. мотивации на реализацию именно этого способа. Авось все получится. В каком же случае что-то может пойти не так? Например, если потребность закроется раньше времени, то выработка энергии Не, закончится. но я с одной стороны Этот процесс понимаю, работает следующим что, образом. ну, для, Вот вы увидели ну, рычащего нахуя волка. он это все Мозг тут говорит. же вытащил из памяти информацию об этих опасных существах, нарисовал перед вашим сознанием несколько картинок с кровавыми укусами, поставил вам цель. Надо скрыться от этого Как зверя. бы И выдал достаточно энергии, чтобы вы сорвались с места и кому-то бежали вот вдвое это вот быстрее все танцеберка. Что произойдет, когда вы скроетесь от волка? прям необходимо Необходимость услышать, как бежать и будто бы. прятаться исчезнет. План действий станет бесполезным. Выдача психической энергии именно на быстрое передвижение Ну, в закончится. целом-то. Примерно по этой же причине люди считают эффективными Да различного выглядит рода забавно. курсы для обучения. Если вы занимаетесь самообразованием, то никакого Выглядит прикольно. конкретного волка у вас в комнате нет. В конечном итоге, А мне если вы кажется, заплатили за оно, курс, ну, то как-то вашим будет волком нормально станут смотреться. преподаватель, сроки и риск потратить деньги впустую. Ваш мозг нарисует Ну, это тревожную отчасти мой ситуацию первый исключения из рисунок. образовательного учреждения в Вот случае, тут еще детали если вы добавлю. будете Это вот учиться на завтра. недостаточно усердно. Курсы Ну, искусственно типа создают вам завтрашний стрим так потребность будет. не попасть в неприятную ситуацию. И тревога, которую вызывает Короче, нелицеприятные просто, картины вашего будущего, можно сказать, где вы обкатываю унизились перед группой, потеряли деньги или столкнулись с гневом графический учителя, планшет. вынудит ваш мозг генерировать достаточно мотивации. При обладании знанием о причине, почему нужны курсы, наша современная культура начинает казаться чем-то, что полностью уничтожает наш потенциал. Нас учат стремиться к стабильной работе, к жилью в безопасном районе, к надежным и верным отношениям. Мы живем в таком изобилии, что не нужно быть высшим классом, чтобы потребность в безопасности и размножении была удовлетворена. Вероятность, что вас съест дикий зверь, почти равна нулю, а вероятность умереть голодной смертью исключается повсеместным наличием магазинов. Все наши базовые потребности способны закрыть весьма Ну, это средняя Слава зарплата. Грис. Мы перенасыщены изобилием, а без потребностей мозг не генерирует мотивации. Когда мы находимся в полном покое, комфорте и достатке, нам тяжело начать что-то делать, потому что у нас, как у любого биологического организма, абсолютно пропадают всякие причины как-то менять свою жизнь. Необходимость размножаться на некоторое время удовлетворяется на всем известных интернет-ресурсах, а потребность приобрести достойное место в иерархии себе подобных многими из нас достигается Ну, я к путем тому, что понижения это Слава талантов и Грис, качеств он окружающих.
Общаясь с огромным Я количеством видел его разработчиков, стримы я заметил интересную и тенденцию. всякое Нас такое. всех условно Ну, можно разделить на тех, кто преуспел на поприще создания игр, и на тех, кто он годами такой топчется на месте. слегка Все, звезданутый разумеется, чувачок. познается в сравнении, но в данном контексте я отнесу Он, лишь насколько я себя понимаю, и когда-то потому что проводил за 6 лет моей истории я выпустил 3 типа разработанных Game в одиночку Jam. игры, 5 игр выпустил на Nintendo Switch как И, издатель, блядь, да как он еще, как вы могли хуесосил игры заметить, там книгу некоторые. записал. Причем игры-то Наблюдая были за довольно-таки тенденция неплохие. заключается в том, что и я сам, и те ребята, Ну, то которых я есть, считаю куда продуктивнее и я успешнее знаю. себя, редко начинали свои Ну, карьеры поначалу мне находясь показался в зоне прикольным комфорта. чуваком, но когда я вот Жизненные стрим ситуации, глянул, где он побудившие там нас начать оценивал игры, саморазвиваться, едва ли можно назвать счастливыми. Я да. слышал историю разработчика, который с Ну, грустью наверняка вспоминал, неплохой как чел, ему не но хватало денег моментами, на покупку конечно, сладости жене. Другой негатив делился как опытом будто проживания с жесткий. наркозависимыми, потому что А? другого жилья он позволить себе не мог. А Посмотри-ка третий рассказывал Макоко. про по-настоящему Я не опасные понял, почему ты не ситуации, спишь? связанные с его не очень-то и легальной, Тоже но ты единственной котенку. доступной в его родном городе работой. Мне самому пришлось пережить Если весьма чего длительный играть? период, в который я был буквально нищим. Я работал в центре временного содержания несовершеннолетних, и за сущие гроши возился с трудными Смотри. подростками и их куда более трудными родителями. Я сталкивался с детской наркоманией, с долгими и болезненными процессами лишения родительских прав. Я разбирал и документировал события, о которых вы, может быть, слышали в новостях. В ночные смены полиция привозила в наше отделение убежавших из дома детей, чтобы на следующий вечер к нам явились их проспавшиеся отчимы и вперемешку с руганью в адрес своих чад демонстрировали тотальную невменяемость. Один из них через каждое бранное слово отвлекался, успокаивался и предлагал мне купить у него металлолом. Моя реальность состояла тогда из грустных историй о несчастных детях. Мне не верилось, что мои потребности могут быть удовлетворены. Спать удавалось очень мало, потому что частенько приходилось оставаться на ночные смены. А помимо работы еще была учеба в аспирантуре. Я не мог позволить себе сходить к стоматологу или вообще вылечить хоть что-нибудь, если вдруг заболею. Я не мог обеспечить будущего своей жене. Я часто пропускал обеды на работе, потому что не хотел тратить деньги. Когда у моего отца был день рождения, мне сложно было придумать достойный подарок, на который бы хватило средств. Он любил смотреть фильмы с ноутбука, а не со своего небольшого телевизора, так что я подарил ему HDMI-провод. На день рождения родному отцу мне удалось подарить только чертов провод. Именно в тот момент мой мозг осознал, Да он что намного я на нахожусь чем в зарабатывает. плачевном положении. Слава Грис. Он начал искать способы привести мою жизнь в порядок. Ты чё? Мозг выдал мне столько мотивации. Наличие этой Какое-то книги время тебе ни я о чем не решил на говорит. день рождения отца принести У него ему дохуя новый чего. телевизор с отличным экраном Он 7,4 хорошо дюйма. монетизировал, типа, HDMI-провод свои пришел знания и ко там мне. прочее. Пока наша культура побуждает нас стремиться к комфорту и к состоянию, когда мы можем сказать «у меня все нормально», мозг наш требует стресса и тревоги. Люди платят за то, что мы над ними Ну стоим да, как серьезный да. преподаватель. Люди отдают деньги, чтобы их образованию сопутствовали Такой. экзамены и жесткие сроки сдачи работ. Вместо обучения дома на уютном диванчике многие предпочтут быть привязанными к графику занятий, Слегка потому что мы понимаем, инфо-цыганствует. вероятность получить навыки увеличится. Нужда завести себе надзирателя-преподавателя доказывает необходимость наличия тревоги для появления мотивации. Если ваше задание будет проверять живой человек, вам будет страшнее сделать что-то неправильно. И именно этот страх обеспечит вас силами на то, чтобы вообще что-то сделать. Даже если вы способны учиться самостоятельно и работать в одиночку, то представьте, сколько всего вы бы еще могли добиться, если бы от успешности вашей деятельности зависело бы нечто большее, чем просто получение новых знаний. Я бы написал эту книгу за неделю, если бы все 7 дней надо мной стоял серьезный мужик в маске и держал бы у моего виска заряженный пистолет, курок которого он готов спустить, если я еще хоть раз отвлекусь на сообщения в ВК. Четко определите, какую потребность вы пытаетесь закрыть разработкой игр. Эта потребность существует. Вы же заинтересовались этой книгой. Зачем вам все это? Вам просто нужен статус разработчика? Если да, то поверьте, вы его получите на первой выставке игр, куда принесете демонстрировать свой незаконченный проект. Доводить игру до полноценного выпуска в таком случае у вас не будет нужды. Вам нужны деньги? При таком раскладе вы вполне можете отвернуться от собственного проекта
когда вам подвернется какая-нибудь прибыльная работа или если вы найдете инвестора. Может, это звучит иронично, но отсутствие возможности устроиться на доходную работу станет в вашем нелегком деле только преимуществом. Скажу честно, разработчиков-одиночек очень неохотно берут в крупные команды, потому что все понимают, что мы привыкли все делать сами, и сработаться с нами сложно. Я рекомендую на любой из сходок спросить понравившихся вам разработчиков, а зачем, почему вы вообще решили делать игры? Некоторые ответы блеснут оригинальностью, некоторые рассмешат, некоторые вдохновят, а некоторые обнажат личностные проблемы человека, с которым вы ведете беседу. Например, на одной конференции я общался с парнем, который начинал разработку игры в команде из 5 человек, затем сократил ее до 2 человек, а на самом мероприятии присутствовал вообще в гордом одиночестве. Его главной мотивацией к разработке игры было послать к черту как можно больше народу и научиться все делать в одиночку. Из более близкого общения с ним я сделал вывод, что он долгое время был лишен возможности доказать окружающим свою самостоятельность. И именно потребность получить статус независимого индивида Обнажи проблему, зачем ты хочешь делать игры? сразу и сокращать свою команду. Самый простой способ разобраться, зачем же лично вам делать игры, заключается в том, чтобы задать себе вопрос «зачем, почему?» 5 раз. Такой нехитрый трюк очень помогает наладить и другие аспекты своей жизни. Но мы тут говорим только про разработку, верно? Главное, не рационализировать эти ответы, не отвечать чужими словами, не жить чужими целями и не спешить. Блять, я вот это хочу все нарисовать. Сука, это невозможно. Иной раз хватит и 2-3 ответов, чтобы понять, является ли разработка игр действительно тем, что вы хотите. Для примера я задам этот вопрос себе. Почему я делаю игры? Потому что мне нравится рисовать, придумывать персонажей и создавать миры. Зачем мне рисовать, придумывать персонажей и создавать миры? Затем, что я хочу самовыразиться. Зачем мне самовыражаться? Так я стану счастливее. Зачем мне становиться счастливее, чем я был? Затем, что я боюсь того беспросветного существования, которое я вел до того, как нашел свое призвание в разработке игр. Почему я боюсь вернуться к тому существованию? Это страх уже вне моего контроля. Психическая энергия на потребность в безопасности выделяется без моего участия, а то, какой была моя жизнь до выпуска первой игры, буквально грозило моему здоровью. Как видите, ответы на 5 вопросов в итоге свелись к тому, что я хочу удовлетворить одну из 3 базовых потребностей. Выходит, что цель, с которой я делаю игры, никуда не денется. Потребность в безопасности останется со мной навсегда, а мозг до конца дней будет искать способы закрыть риски для моего здоровья. Найти более простой путь для обретения желаемой безопасности можно, забившись, например, в бункер, где можно будет питаться консервами и жить долго и скучно. Но сделать это нам мешает уже культура нашего общества. Именно она преображает наши примитивные потребности в нечто сложное и запутанное вроде создания игр. Каждый из нас определенным образом трактует и саму культуру, и то, что определяется внутри нее под словом «безопасность». Лично я под этим понятием подразумеваю возможность хорошо питаться, получать достойное медицинское обслуживание, а также развиваться в качестве профессионала, ибо новые навыки позволят мне минимизировать риск остаться ни с чем в тот момент, когда прежние умения перестанут быть востребованными. Культура способствовала тому, что мое примитивное желание приняло столь сложную форму. Вот почему убеждения, воспоминания и понимание своих потребностей помогают сделать игру сильнее, чем навыки владения конкретными программами. Мотивация и силы делать игры берутся именно из умения понимать себя и регулировать процесс своего мышления своими убеждениями. У меня в памяти очень хорошо сохранился документальный фильм «Indie Game The Movie», рассказывающий о судьбе нескольких выдающихся игровых разработчиков. И когда у меня возникла нужда изменить образ своего существования, мой мозг вспомнил это замечательное кино и выдал мне мотивацию повторить путь главных героев фильма, а также узнать о профессии разработчика еще больше. Чем дольше я разбирался в том, кто же разрабатывает видеоигры, тем чаще я сталкивался с тем, что иной раз за выдающимися проектами стояли разработчики-одиночки, чью роль мне так легко было примерить на себя. Задайте себе вопрос, зачем, почему я хочу делать игры, и ответьте на него 5 раз. Убедитесь в том, что выбранная вами деятельность действительно способна закрыть имеющиеся у вас потребности.
Глава 13. Хм. Кто делает игры в одиночку? Знания об играх, разработанных одним человеком и разошедшихся безумными тиражами, Ага. очень благоприятно скажется на мотивации для достижения нашей цели. Вижу проблему. Если мы хорошенько запомним этих талантливых людей, поиграем в созданные ими и хорошие, и плохие игры, и получим от этих разнообразных проектов эмоции, то это поможет в момент упадка сил снова прийти в себя. Мы вспомним, например, что живет на свете некий Дайсуке Амайя, которому удалось справиться с еще более суровыми испытаниями, нежели мы поставили сейчас перед собой. Дайсуке Амайя – один из первопроходцев движения независимых разработчиков. Еще в начале нулевых он в одиночку создал игру под названием Cave Story. В те времена еще не было крупных площадок для распространения игр, выпущенных без издателя. Издатели же, в свою очередь, занимались преимущественно крупными, высокобюджетными проектами. Дайсука выложил Cave Story на своем сайте и позволил скачивать ее абсолютно бесплатно. Cave Story представляет собой нелинейный платформер в духе Metroid и рассказывает крайне трогательную историю от лица небольшого робота. В игре изумительные проникновенные диалоги, запоминающаяся музыка, несколько концовок и очень много талантливых дизайнерских решений, разбирать которые можно на страницах отдельной книги. Игра разлетелась по всему интернету. Ее перевели на множество языков, а позже, уже в сотрудничестве с издателем, Дайсука выпустил Cave Story Plus, которую можно найти как в Steam, так и на игровых приставках. Но именно оригинальная, бесплатная Cave Story перевернула сознание многих разработчиков. Еще бы! Этот человек продемонстрировал то, как далеко лежат лимиты разработчика-одиночки. Вдохновившись примером Дайсука, Тоби Фокс в одиночку сделал игру Undertale, размер и активность фанатского сообщества которой поражает Не знал, что Cave Story такая старая. Чтобы оценить популярность Undertale, я рекомендую использовать такой сервис, как steamspy.com. С помощью своих алгоритмов он может рассчитать примерное количество владельцев игры в Steam. Так вы увидите, что у Undertale около 3 миллионов владельцев. Далеко не все крупнобюджетные игры расходятся таким тиражом, а у нас идет речь про небольшую игру, сделанную на коленке одним человеком. Она подкупила аудиторию своей обычностью. Например, в ней можно было закрутить роман со скелетом. А многие персонажи и вещи оказались далеко не тем, чем представлялись игроку в самом начале. Если вас пугает минималистичный внешний вид Cave Story и Undertale, то я снова упомяну разработанную одним человеком игру под названием Bright Memory, которая на момент выхода блистала современной графикой и использовала систему трассировки лучей, создающую эффект реалистичных отражений. А как это работает? То есть тут любую игру можно? Например, я может счесть такое нагромождение эффектов вопиющей бескусицей, но невозможно отрицать статистику, демонстрирующую более 1 миллиона продаж. Bright Memory выглядит и играется как высокобюджетный боевик от третьего лица с кучей динамичных сцен, взрывов и эффектов. Низкий бюджет игры и факт, что игру сделал один парень из Китая, выдает только небольшая продолжительность этого проекта. 1 миллион проданных копий – это, конечно, великолепный результат. Возможно ли превзойти его, например, в 10 раз? Определенно. Stardew Valley, которую Эрик Барон разрабатывал на протяжении 5 лет, была продана тиражом более 10 миллионов копий только в Steam. А ведь купить игру можно еще и на приставках и развивать свою виртуальную ферму уже там. Именно вокруг созидания строится игровой процесс Stardew Valley. Нельзя не упомянуть трогательную историю To the Moon, созданную на движке RPG Maker разработчиком-одиночкой по имени Кан Гао. Его грустное и светлое творение доводило до слез самых суровых и черствых игроков. А позже To the Moon стала целой серией игр, общий тираж которых воистину огромен. Отдельного внимания заслуживает игра Iconoclasts, разработчик которой, Иоаким Санберг, превратил свой проект в долгострой. Он разрабатывал свою игру больше 10 лет, собрав все возможные ошибки разработчиков-одиночек, но преодолел все моральные и материальные трудности. Его игра хоть и не стала многомиллионным хитом, свое признание в определенных кругах она получила и является отличным представителем независимых игр. Существует еще множество проектов, которые могут вас заинтересовать и вдохновить. The Stanley Parable, Wings of V, The Beginner's Guide, Return of the Obra Dinn, Wings of V, Fortress, Papers, Please, Five Nights at Freddy's, Pinstripe, Dust, Thomas Was Alone, Lisa,
Axiom Verge, Fight and Rage. Ну, вообще, да, ладно. Лиза и там прочее, уже да. запаслись аргументами против моей позиции о Joyful невероятных там. возможностях человека. Главный из этих аргументов заключается в том, что все перечисленные мной игры можно отнести к ошибке выжившего. Не стоит судить об успешности разработчиков-одиночек по проектам, которые выстрелили. Ну и да, стали есть сверхуспешными. такое, есть такое. Существуют тысячи игр от разработчиков-одиночек, которые провалились в пух и прах и о которых мы ничего не знаем. Я не буду с этим спорить. Не, ну Слава Грис не тупой. Провалились. Он Тех, кто выпустил Он успешный понимает, проект что и сейчас вычисляет идет информационное количество голодание в успехов этой в сфере. миллионах. Именно в Вы не сфере говорите, что с игр, командами разработчиков дела создания обстоят игр. иначе. Тысячи И как проектов, бы созданных поэтому и усилиями создаются больших всякие студий, эти, как и маленьких команд, провалились. Только вот критерии как называется, разработки типа отличаются от критериев провала игры, разработанной дружной скиллбоксы и компанией тому ребят. прочее. Они-то делят прибыль между собой. Если игра, И разработанная в команде как бы из по 10 сути это человек, не продалась наебывают, 100 000 действительно что делятся очень информацией, но хорошо просто для тут игры от независимой эта студии, информация, она по то каждый из факту разработчиков как получил бы доход с 20 000 находится в копий. открытой, Если же я один продам 100 в 000 открытом копий, доступе, по то я идее. получу доход от 100 000 копий. Они как бы Наличие еще 4 человек в занимаются моей тем, что команде не разжевывают сделает игру информацию, ровно в 4 хотя бы раза немного, успешней или в 4 раза лучше. Скорее наоборот. и компонуют От его тебе. разработчика-одиночки Вот гораздо типа, легче мол, вот окупиться. И перед тебе тем, вот как это мы надо. перейдем уже к составлению программы действий, я хочу еще раз вспомнить Сакагути и Миямото. Многие современные независимые игры, ставшие хитами, действительно близки по техническому исполнению к играм прошлых эпох. To the Moon вполне могла бы существовать на SNES, а Iconoclast выглядит так, словно бы это игра от SNK с аркадного автомата из середины 90-х годов. SNK. Вот только Кангава не писал своего рендера, а Йоаким Сандберг не заморачивался о количестве спрайтов и размере уровней. Современные технологии выполнили за этих разработчиков ту работу, с которой раньше справлялась команда людей. Обязательно поиграйте хотя бы в одну игру, разработанную соло. Так вы сформируете представление о возможностях разработчика-одиночки и узнаете о человеческих возможностях еще чуточку больше. Глава 14. Какой порядок действий-то? Итак, мы определились с тем, какие риски и невзгоды придется преодолеть и какие потребности требуется закрыть. Стало очевидно, что именно разработка игр удовлетворит наши нужды. Нам удалось запастись не только убеждением, что мы созданы для сложностей, но и примерами из жизни людей, которые преодолели непреодолимое и показали лимиты человеческих возможностей. Но в этой мозаике есть еще один элемент, который может помешать довести проект до конца. Вы можете знать, чего хотите. Вы можете быть убеждены, что для достижения желаемого нужно именно сделать игру, притом исключительно в одиночку. Но только вот тропа, которая лежит между вашей мотивацией и вашей целью, едва видна в густом лесу из вопросов: а за что хвататься-то? Как делать игры? Как начать? Если вы все еще не осознаете конкретную программу действий для самообучения, то вот она, простая и прямолинейная. Выбираем движок, находим абсолютно любой курс или набор уроков в сети и начинаем кропотливо повторять все, что нам вещают с монитора. Я не рекомендую привередничать в выборе автора уроков в самом начале, потому что вы все равно не располагаете достаточными знаниями о движке и не сможете здраво оценить компетентность человека, которого слушаете. Просто будьте внимательны к собственным ощущениям и к результатам своей деятельности. Если вам ничего не понятно, если все работает не так, как рассказывает автор уроков, если вам не подходит темп повествования или не устраивает длина роликов, ищите другую серию занятий. Их много, у вас есть из чего выбирать. Я уверен, что если вы уже зашли так далеко и принялись за учебу, то у вас есть хоть какая-то идея игры, которая определит направленность уроков. Будет это платформер или ужастик от первого лица? Искать ли вам уроки про работу с 2D на Unity или про систему передвижения в Unreal Engine? Если же идей нет, то наберитесь пока терпения. Скоро мы поговорим о способах придумывать игры. Освоив интерфейсы, ознакомившись с возможностями движков, попробуйте сделать в стол хотя бы что-нибудь авторское и самостоятельное. Можете попытаться повторить механику из игры, которая вам нравилась в детстве.
Под механикой подразумевается набор условий и правил, используемых в игре. Вид от первого лица плюс возможность стрелять во врагов – это механика шутера. Необходимость добраться от точки А до точки Б с видом сбоку и с необходимостью постоянно прыгать – это механика платформера. Самих механик может быть множество. Ничто не мешает в механику платформера добавить механику прокачки из ролевых игр. Продумывать взаимодействие механик Ну, друг с другом типа, очень у меня увлекательный и есть сложный процесс. подписка на Но в Литресе. начале пути Это я Литрес. рекомендую остановиться на простых и популярных механиках, не создавая никаких нагроможденных симбиозов из гонок и шутера. Тут вам на помощь уже придут не серии уроков и курсы, а конкретные запросы для решения конкретных проблем в духе «Как сделать исчезающую платформу в GameMaker». Поисковые системы выведут вас или на короткие видео по теме, или на обсуждение на форумах. А если нет, то вы всегда самостоятельно можете задать любой вопрос на одном из посвященных разработке форумов. Вам придется рисовать или моделировать в том случае, если вы хотите создать авторскую игру, а не склеить ее из ассетов. Подход в обучении рисованию никоим образом не отличается от подхода к изучению движка. Садитесь, ищите уроки, повторяете, повторяете, повторяете. Поверьте, вам не нужно достигать академического совершенства. Вы вполне можете придумать проект, основанный на ваших навыках. Например, сейчас становятся популярными игры, выполненные в стилистике игр PlayStation 1 и демонстрирующие весьма простые модели персонажей. В плоском мире 2D-графики возможностей упрощать себе жизнь с помощью выбора удобного стиля тоже неимоверно много. Я рекомендую вам посмотреть на игру Limbo, графика в которой не блещет деталями, но запоминается своей мрачностью и минимализмом. А также стоит приглядеться к проекту One Shot, который при достаточно лаконичном исполнении радует пользователя стильной картинкой за счет простеньких световых эффектов и приятной цветовой палитры. Рисунок 10 вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Хорошая палитра должна стать главным центром внимания начинающего 2D-художника, потому что иной раз только благодаря ей... Я не пойму, это сам Слава Грист читает или... Представьте, если бы в Thomas Was Alone или Limbo был кислотно-зеленый фон и розовые Или персонажи. вроде нет. Строгий и тонкий вкус вмиг бы растворился в месиве из дурно сочетающихся цветов. В создании палитр вам помогут бесплатные веб-приложения, например, Adobe Color, пресловутые уроки на YouTube, а также работа других художников. Я рекомендую вырабатывать насмотренность путем сохранения тех изображений, стили палитры которых вам приглянулись. Не стоит заниматься бездумным накоплением прикольных картинок или видеороликов. Вам нужно анализировать то, что вы видите. Пытайтесь мысленно ответить себе на вопросы. Как художник реализовал переходы между цветами на этой картинке? Что здесь за палитра? Как устроена композиция? Чем больше материала вы проанализируете, тем осмысленнее вы будете созидать, потому что развитый вкус – это основной залог создания радующего глаз изображения. Используйте трюки, подсмотренные у других художников, и осознайте свои собственные предпочтения. Нравится ли вам обводку персонажей? Нравится ли вам аниме-стилистика или западный стиль рисования находит в душе больший отклик? Используйте сочетание цветов, которые приглянулись. Считайте, сколько видов деревьев нарисовал художник для игры, которая вас зацепила своим внешним видом. Обращайте внимание на то, как дизайнер расположил спрайты и в чем была особенность их рисования. Это бесконечный и очень увлекательный процесс. Еще один неплохой трюк заключается в том, чтобы постоянно перерисовывать одно и то же. Если первой вашей работой стало, например, дерево, 3D или 2D не имеет значения, вряд ли вы сразу придете к выводу, что оно шикарно настолько, чтобы вводить его в игру. Скорее всего, вы приметесь полировать детали, крутить ползунки и пытаться привести свою неуклюжую и некрасивую работу в божеский вид малой кровью. Не перерисовывать же ее по новой, верно? А вот и неверно. Перерисовывать с нуля то, что вам не нравится, всегда эффективнее и быстрее, чем пытаться исправить рисунок, загубленный еще на стадии наброска. Нарисуйте или смоделируйте один и тот же объект несколько раз с нуля. Поставьте эти рисунки рядом, и вы очень сильно удивитесь. Я постоянно наблюдаю за тем, а какие вещи спотыкаются разработчики в своих начинаниях. Одна из наиболее частых ошибок заключается в том, что работа новичка больше напоминает некое подобие мышиной возни. Он слишком сконцентрирован на деталях своего проекта
и не может поднять голову, чтобы понять направление своего движения. Если привести совсем конкретный пример, то я во время собственного обучения рисованию пытался изобразить женщину-кошку из вселенной комиксов Marvel. Как бы я ни старался, рисунок получался вялым. Женщину-кошку из вселенной Я Марвел. осознал, что моей Ясно. ключевой ошибкой стала концентрация на мелких деталях и отличительных признаков выбранного мною персонажа. Ну, DC, Вместо ладно. того, чтобы Он, набраться ну, аж терпения, немного ошибся. разобраться с тонкостями черт С кем не лица бывает. женщины-кошки, определиться с расположением губ, размером глаз и длиной носа, я уделял колоссальное внимание ее стильной маске. Маска, безусловно, является очень ярким элементом, но концентрация на такой мелочи на ранних стадиях превращала мою работу в неуклюжую возню. Маска, хоть и была одним из элементов, характеризующих персонажа, но она всегда должна была оставаться лишь дополнением к общей картине. Первое время персонаж должен походить на набор шариков, конусов и цилиндров, и уж после того, как в этих грубых кусочках проявится читабельный образ, наступит время, чтобы низко склонить голову над листом бумаги и, наконец-то, начать уделять время деталям. Что касается самой разработки игр, концентрирование на мелочах выглядит немного иначе. Я знаком с разработчиком, который несколько месяцев топтался на месте и не мог заставить свою игру быть увлекательной. Его система боя казалась неудобной, некомфортной и, что самое страшное, непонятной. Вместо того, чтобы взглянуть на картину в целом и понять фундаментальность своих ошибок, он пытался исправить общее улучшением частного. Иными словами, вместо того, чтобы переделать неработающую систему боя целиком, он пытался добавить больше эффектов, больше элементов интерфейса, поменять местами пару иконок и надеялся, что это поможет. Хорошая игра весело играется и на кубиках, без красивых интерфейсов или спецэффектов. Если что-то вас смущает собственной идеей еще на стадии совсем сырого прототипа, то, поверьте, нагромождение на этот прототип мелких деталей и красочных спецэффектов лишь усугубит ситуацию. То, что вам кажется несовершенным в самом начале, при дальнейшей обработке будет становиться только хуже. Страсть заморачиваться на детальках в самом начале пути мне ясна и понятна. Мы стремимся получить как можно больше эмоций от своей деятельности, а эмоции нас захлестнут уже тогда, когда перед глазами мы увидим хотя бы малюсенький, готовый кусочек. Ведь вряд ли может обрадовать то, что месяц разработки увенчался всего лишь прыгающими по экрану кубиками. Мы же еще не понимаем вначале, что получится в итоге. А понимание это нам нужно для получения удовольствия от своей работы. Но чем больше у нас накапливается опыта, чем больше мы прошли путей... Вообще пиксельная графика, она или от кривого прототипа к прикольна именно тем, что если ты не умеешь рисовать, то как будто бы это вот оно. Видеть готовое в незавершенном. Когда опытный художник смотрит на грубый набросок, он способен увидеть всю картину целиком. Когда опытный разработчик видит прототип, То есть пиксельную графику контролить куда проще, чем что-либо другое. Поэтому, не знаю, если вам сейчас показать грубый мне скетч показалось, финальной что картины, начинать с вы него не как поймете, будто бы как нормальная таким тема. результатом можно наслаждаться. Тут же ничего не понятно. Но автор, Ну поэтому у меня в опытный принципе ровных вообще линий, стоит видит красивую и Asa почти Pride. завершенную работу. Приобрести умение мысленно дорисовывать созданное можно не только путем проб и ошибок. Тем, кто рисует, я очень рекомендую посмотреть видеороликов из разряда Speed Painting. Они представляют собой ускоренную запись того, как художник создает то или иное произведение. Обратите внимание, в какой момент происходит переход от общего к частному, и пытайтесь выработать навык не строить свою работу вокруг одной-двух деталей. Для игрового дизайна я же рекомендую посмотреть видеоролики с бета- и альфа-версиями знакомых вам игр. Найти эти ролики можно по запросу, включающему в себя название игры и подпись «Альфа», «Тема» или «Концепт». Таким образом, тем, кто играл в Ori and the Blind Forest, будет интересно посмотреть на YouTube видеоролик Ori and the Blind Forest Interactions Concepts. Рисунок 11 вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Несмотря на чудовищно примитивную графику, даже этот ролик выглядит как демонстрация весьма интересной и динамичной игры. Кубик, которым мы управляем.
Да, вот, все. Ушли спать. Да. Здорово, че делаешь? О, здорово, Арсен. Рисую. Оформление для стрима. Ну, так сказать, Нейросетки бы сделал. не. Хули толку не рассесть. Надо собственной рукой это делать. Поставь стаблефу, Сион. Да стоит у меня Stable Fusion. Просто хочется самому рисовать. А потом... Нарисай каракули, а потом дай нейросетке, чтобы сделал шедевр. Да не. В таких произведениях души нет, как будто бы. Созданные, типа, нейросетью. Слишком стерильные, идеальные. А тут я как бы еще удовольствие от процесса получаю. И попробовать попрыгать на этом тусклом фоне. Но если уже на такой стадии играть в ваш проект неинтересно, будет ошибкой думать, что нагромождение деталей спасет игроков от уныния, в которое вы собрались их погружать. В хорошую игру будет интересно играть и без графики, частиц и наворотов. Долгое время огромная часть вашей игры будет существовать только в воображении. Умение видеть в своих набросках целые миры, полные деталей и нюансов, А очень тут я важный вижу навык, прям который внутреннюю душу способствует получению художника. светлых Произведение эмоций как во время искусства. разработки, Да-да-да. так и на этапе обучения. Нужно радоваться тому, что сегодня вы смогли заставить квадратик на экране прыгать, потому что в вашем воображении этот квадратик уже давно принял облик интересного героя, а серый фон – это чертовски красивый лес, призывающий игроков отправиться на неповторимые приключения. Сильные эмоции во время процесса обучения и созидания важнее, чем кажутся. Для того, чтобы определить место эмоций в столь, казалось бы, изнурительной деятельности, как самообразование и разработка игр, нам снова нужно поговорить о чем-то важном, о нашей памяти. Всегда больше думайте Если об вы не общем, а понимаете, о частном. то это Не ваши увлекайтесь проблемы. деталями до Я тех пор, художник, я так пока вижу. общая картинка не станет ясной. Глава 15. Я все забыл. Процесс обучения работе с Blender, Photoshop, Unreal Engine, Construct или с любым другим приложением можно условно разделить на две стадии. Сначала мы осваиваем возможности программы и обретаем понимание того, как в ней что-либо созидать. А в ходе второй стадии мы нарабатываем навык и совершенствуем собственные умения. Первая стадия может вызывать трудности и недоумения в первую очередь при попытке освоить игровые движки. Для успешной работы вам нужно научиться разговаривать с ними на их языке. Процесс создания какой-либо игровой механики выглядит примерно так. Сначала механика появляется у вас в голове. Например, вы хотите, чтобы платформа начинала падать вниз спустя секунду после того, как игрок на нее приземлился. А потом вы пытаетесь объяснить вашу идею движку. Для объяснения вы уже используете язык самого движка, логика которого варьируется от программы к программе. Разными способами в разных приложениях вы будете растолковывать, какая конкретно платформа должна упасть после того, как ее коснется персонаж. То же самое касается и рисования. Вы должны научиться объяснять программе, какого цвета и какая кисть вам сейчас нужна. На первой стадии обучения вы осваиваете логику программы. Вы постепенно начинаете понимать, какая кнопка в интерфейсе программы вызовет ту или иную реакцию. Вы придете к пониманию, что произойдет,
Если вы напишете выражение вроде lerp, переменная 1,1,0.1 в construct 2, это будет означать, что значение переменной, которой вы дали название переменной 1, станет единицей за 0,1 секунды, пройдя все тысячные доли от значения, которому переменная 1 была равна до запуска этого выражения. Кроме логики, для освоения новых программ нужна, разумеется, и память. При просмотре урока, например, по GameMaker, вам может показаться понятным каждое действие преподавателя. Но когда вы сядете воплощать в жизнь то, что вы только что видели, к вам быстро придет Че осознание, думаешь насчет что вы не Marvel запомнили Rivals? ни порядка Ща действий, на ни хайпе. расположения Говорят, кнопок. как Overwatch. Хорошая Это игра. не какой-то ресурс, который можно Я накопить, пробовал. а потом использовать в нужный момент. Я поначалу думал так Хранить себе, всё, что но вы видите. Бытует очень вредный миф о том, что в нашем удивился. мозге Когда отпечатывается застримишь. любое, А даже я его самое играл уже. незначительное событие. Не Может, знаю так даже. оно и есть, но вот достать это воспоминание – непосильный труд. Под рукой мозг держит только тот набор воспоминаний, Но он чисто который, как как он Overwatch. считает, поможет ему сделать его главную работу – минимизировать риски и обеспечить ваше выживание. Лучше всего запоминается то, что хотя бы слегка отличается от нормы. Попробуйте вспомнить то, чем вы занимались в прошлом месяце. Какие-то конкретные дни. В первую очередь в памяти всплывут какие-то необычные события, вроде прогулки по новому месту или встречи с новыми людьми. А вот вспомнить обычный вторник будет уже сложнее. Мозг не хранит информации о ваших действиях и событиях вокруг вас, если эти действия и события мало отличаются от уже знакомого опыта. Трудно вспомнить каждую поездку на работу. А вот если в один из дней по дороге встретилась ваша одноклассница, которую вы не видели 10 лет, то такое событие запомнится. Мы запоминаем те элементы, с которыми мозг связал или отрицательные, или положительные эмоции. Когда события протекают ровно и без эмоций, они очень быстро забудутся. Если мы получили удовольствие, мозг это запомнит, чтобы потом повторить. Если мы получили заряд негативных эмоций, мозг это запомнит, чтобы, напротив, избежать повторения. Во время разработки игр я сталкивался с тысячей проблем и исправил тысячи багов в своих играх. Помню ли я каждый баг? Конечно, нет. Я отлично запомнил первый баг, мешавший игрокам наслаждаться моей первой игрой, потому что такая деятельность, как исправление ошибок, была мне в новинку и выделялась среди тех дел, которыми я занимался обычно. Помимо этого, я отлично помню совсем сумасшедшие глюки, которые превращали мои проекты в цирк с конями и полностью ломали правила игры. Это отложилось у меня в памяти по той причине, что я испытал очень яркие эмоции, когда увидел от своего тестировщика видео, где он вытолкнул игрового персонажа с игрового поля и отправил его гулять за границами экрана. Как вся эта информация о нашей памяти поможет в обучении? Вы должны понять, что нужно как можно скорее пытаться применить полученные знания. Взгляд на нечто, что вы создали сами, очень воодушевляет. Если мозг зафиксирует, что вы испытали радость при взгляде на свой рисунок или 3D-модель, он обязательно сохранит информацию о тех шагах, которые вы сделали для достижения яркого результата. ЕКТ есть геймдев компании, если да, то какие? Я наблюдал, когда еще будучи бакалавром, Много давал всяких. компьютерную грамоту пожилым людям. Я рассказывал им про то, как Тот перетаскивать же файлы ЕКТ из папки в папку занимается и чем вырезать сейчас отличается от копировать. созданием игр. Я видел скучающие лица и понимал, что моя группа едва ли запомнит текущую тему. Никто здесь не испытывал ярких эмоций. Тогда я перескочил через урок и научил их менять заставку рабочего стола. Они тут же увидели явный результат приложенных усилий и впали в детский восторг. Их действия привели к тому, что на рабочем столе меняются картинки. Это весело, это приятно, это надо запомнить, решил тогда их мозг и захватил с собой еще несколько событий, предшествующих смене обоев для рабочего стола, а именно пресловутую тему про вырезать и копировать. Еще множество лет назад психологи еще выявили, всякие что обучение происходит разработчики-одиночки по типу Monster Attack. которой вы только что обучились, моментально приводит к Много обратной кто, связи. блин. Например, к резкой смене изображения на рабочем столе. Первые часы обучения работе в Blender
сводятся к манипуляции с кубом, что не вызывает никаких эмоций, потому что это крайне скучный процесс. А вот когда руки дойдут до кнопки, добавляющей к вашему кубу загадочные модифайеры, то первое время вам будет очень весело перебирать все возможные комбинации, превращающие ваш подопытный кубик то в бублик, то в шарик, то в ромбик. Ваш мозг сохранит воспоминания о модифайерах. В чередовании знание-результат и заключается качественность курса. Если первые 20 уроков вам будут просто объяснять, как работают интерфейсы, и не предоставят демонстрацию того, что же вы можете создать в этой программе, то запомнить что-либо из услышанного у вас получится с большим трудом. Стремитесь получать эмоции от образования. Демонстрируйте ваш результат близким, чтобы получить удовольствие от их гордости за вас и тем самым лучше запомнить способ, с помощью которого вы этого результата добились. Разбавляйте скучные технические уроки обучением чему-то, что или зрелищно, или находит отклик именно в вашей душе. Я восхищаюсь женской красотой и начинал обучение рисованию именно женской анатомии, чтобы как можно быстрее получить на холсте те контуры и образы, что вызывает у меня восторг. Всегда повторяйте уроки, чтобы дрочить! Извиняюсь. Множество исследований доказывает, что применение знаний сразу после получения многократно увеличивает срок хранения этого знания в вашей Void голове. One. Без Спасибо за осмысления и фоллоу, повторов подписку любое на знание ютубе. будет учиться, не оставив и следа. И помните важную вещь. Пока вы читаете текст или смотрите видео, мозг потребляет информацию, а не усваивает ее. Переработка потребленной информации начинается в момент Ставьте лайк на вашего ютубе. думающего мозга. То есть, когда вы не заняты вообще ничем и ни о чем не думаете. В наше время люди неосознанно позволяют мозгу простаивать только во время сна. Именно тогда воспоминания и знания раскладываются по полочкам и усваиваются. Перерывы в обучении нужны не только для того, чтобы сохранить силы, но и чтобы лучше запомнить изучаемый материал. Перерыв не должен строиться на логике «отвлекусь на что-нибудь другое, например, проверю социальные сети». Вы так не дадите вашему мозгу отдохнуть, потому что для него на самом деле нет никакой разницы, что за информацию вы пытаетесь обработать – документацию Unreal Engine или подборку смешных картинок. Мозг продолжает и работать, и запоминать. Перерывы в процессе обучения должны сопровождаться информационным вакуумом. Прогулка без наушников, душ или ванна, просто восседание в середине комнаты в полной тишине – все это способствует процессу запоминания. Именно в эти моменты мозг обрабатывает полученную информацию. Каким образом настроить свое мышление на то, чтобы в моменты простоя не пребывать в отвлеченных мыслях, станет вопросом следующих глав. А пока мы вернемся к обучению. Если первая часть процесса обучения заключалась в освоении возможностей и логики программного обеспечения, с которым мы имеем дело, то следующая фаза заключается в освоении и совершенствовании своих собственных возможностей. Применяйте полученные знания как можно быстрее. Демонстрируйте результаты своего обучения тем, кто может за вас порадоваться. Чтобы отдохнуть, не используйте социальные сети или просмотр фильмов. Вашему мозгу нужно побыть в тишине и покое, чтобы обработать полученные знания. Вторая часть обучения становится доступной, когда мы уже более-менее научились понимать логику инструмента, с которым мы работаем. Мы уже можем объяснить ему, какая кисть нам нужна в Photoshop, какую строчку кода надо выделить в Unity или куда переместить тот или иной объект в Blender. Теперь нам нужно нарабатывать навык. Один из лучших советов, что я слышал: лучше всех рисует тот, кто больше всех рисует. Конечно, стоит сюда добавить, что рисовать нужно осмысленно и самостоятельно выискивать ошибки, которые вы совершили. Но тогда красота и лаконичность этой фразы немного развеется. Против самообучения изобразительному искусству существует весьма сильный аргумент, и заключается он в том, что вам нужен мастер, способный указать на ваши ошибки и преподнести на блюдечке способы их устранения. Я учился рисовать без надзирателя. Я знаком со многими 3D-моделерами, у которых также никогда не проверяли их работ. Тем не менее, их труды выглядят замечательно. Для достижения такого результата необходима, в первую очередь, насмотренность, о которой я уже упоминал, но в контексте поиска ошибок в своих работах
раскрою этот пункт чуть шире. Мы с вами воспользуемся таким замечательным человеческим свойством, как неспособность видеть бревна в своем глазу и способность находить соринки в чужом. Смотрите не только на те рисунки, модели и игры, которые вам нравятся, но уделяйте не меньше внимания тому, что вызывает у вас отторжение. Вот вы наткнулись в сети на картинку и считаете ее полной ерундой. Задайте себе следующие вопросы. Что не так с этой картинкой? Почему эта модель кажется вам такой некрасивой? Почему вам не нравится эта игра? Таким образом вы наберете знаний о тех вещах, которых стоит избегать в своем творчестве. Вторым способом исправления ошибок в работах может послужить простая загрузка вашей первой картинки, модельки или игры в интернет. Существуют группы начинающих художников и 3D-моделеров, где вы можете запросить критическую оценку, а также почитать, за что ругают других. Квалификация тех, кто начнет вас критиковать, не всегда будет заоблачно высокой, и я не буду отрицать, что чаще всего академические знания у комментаторов будут отсутствовать. Но едва ли эти знания найдутся у тех, кому предстоит делать репосты ваших работ и покупать вашу игру, потому их мнение все равно очень и очень важно. Ваши работы должны нравиться не академикам, а обычным пользователям. Для того, чтобы быстро тренировать навык, нам нужен мужик в маске, который будет держать пистолет у нашего виска и торопить нас производить столько картинок, чтобы планшет или мышь начинали дымиться, а коды писать столько, чтобы у клавиатуры вылетали клавиши. К нашему счастью, в мире разработки игр такой мужик существует. Он Ебаный рот. Game Jam. Game Глава Jam. 16. Игровое варенье. Сам термин «джем» пришел к нам из музыкальной индустрии. Событие, когда участники группы собирались вместе, чтобы без предварительной подготовки создать новый материал или же просто потренироваться, называлось Jam Session. Game Jam подразумевает примерно то же самое. Организаторы джема выбирают тему игры и устанавливают сроки от 2 дней до нескольких месяцев, а участники, как вы могли догадаться, делают на заданную тему игру. Количество проводимых на просторах интернета джемов бесконечно. Иногда джемы организовывают с денежными призами. Иногда призом является контракт с издателем, а иногда на джемы привлекают участников, не предлагая взамен ничего, кроме веселья. Свою платную лицензию движка я выиграл на джеме от сообщества C2 Community. Рассмотрим, как выглядит джем на примере такого мероприятия, как Ludum Dare. Одного из крупнейших джемов, в котором участвуют разработчики со всех стран мира. Количество участников сводится к 1000 человек. Организация чаще всего выглядит следующим образом. Сначала участники голосуют за тему игрового джема. Затем объявляются даты, в которые он проводится. И прямо перед самым включением таймера объявляется тема, набравшая больше всего голосов. На разработку игры дается обычно 2-3 дня. Работать можно как и в команде, так и в одиночку. Для обоих способов участия предусмотрены разные сроки сдачи работ и разные номинации. Во многих городах в это время проводятся мероприятия, которые собирают участников джема под одной крышей. На таком мероприятии смотря можно на какой познакомиться с другими работе. ребятами, найти себе команду или просто посмотреть на то, как протекает Твоя творческий работа процесс. требует чего-то Иной раз организаторы по предоставляют даже типу, не место для знаю, сна. В ну последние хз. минуты джема В чем заключается разработчики твоя работа? судорожно заливают сборки своих игр и оформляя странички на предназначенном для этого сайте. Чаще всего используется ресурс itch.io, на котором по запросу Концепт Ludum Dare художник. вы можете ознакомиться с тем, что вообще представляют собой игры, сделанные так быстро. Угу. Чаще всего это очень коротенькие проекты, в которых Понял. разработчики демонстрируют необычные идеи, механики и пытаются порадовать пользователя не степенью прорисовки и детализации объектов, а минималистичным стилем и необычным игровым процессом. Прославленная игра Hollow Knight начиналась именно как проект на джеме. Моделька полого рыцаря, созданная за 3 дня, практически без изменений перекочевала в финальную версию игры, что разошлась многомиллионным тиражом. Как проект на джеме начиналась и игра Celeste, доработанная версия которой собрала огромное количество наград и получила общественное призвание.
Джемы стали прекрасным способом, чтобы обкатать идеи этих игр. После публикации проектов начинается голосование. У Ludum Dare в качестве жюри выступают сами участники. Вы играете в проекты коллег и выставляете им оценки по разным шкалам, вроде графики, настроения и увлекательности. Чем больше оценок вы проставили, тем больше оценок и отзывов вы получите в ответ. Пожалуй, нигде, кроме Ludum Dare, я не видел системы, позволяющей заработать такое огромное количество комментариев к своему творчеству. Именно по этой Такая причине же система годится для того, чтобы опробовать свою идею джема есть и в прикинуть, нравится ли она игрокам, насколько она Siberian понятна Game Jam. и стоит ли продолжать делать игру в том же направлении. Это российский Кому-то может геймджем. показаться плюсом возможность быть замеченным. Они часто проводят джемы. Например, мой проект на Ludum Dare, который я случайно засунул в номинацию игр, разработанных в команде, а не в одиночку, занял там 32 место. Не самый плохой результат, но можно и лучше. Тем не менее, мне написал издатель маленьких игр, который предложил выкупить у меня этот проект за небольшую, но очень приятную сумму. Но важность джемов заключается не только в возможности найти коллег по цеху, обкатать механику своей игры и получить признание. Как обычно, самое ценное заключается во влиянии подобного мероприятия на наш мозг. Сейчас придется вспомнить то, что я говорил ранее про мотивацию и цели. Мозг может определить наши неудовлетворенные потребности. Он может отыскать в воспоминаниях информацию про разработчиков игр и интерпретировать ее как один из способов потребности наши удовлетворить. Но то, чего ему не хватает по сей день, так это программы действий. Логическая цепочка «я недоволен, сделаю игру, стану доволен» не очень сложна. А вот если углубляться в конкретику, то точных шагов мы пока не знаем. Как эту игру делать-то? Даже если мы научились программировать, рисовать и насмотрелись на игровой дизайн в других играх, программы действий по применению этих знаний у нас пока еще нет. Эту программу действий обеспечит нам игровой джем. Разработка игры за 3 дня отличается от разработки игры за 3 года только масштабами. Делать нам придется то же самое и, возможно, в том же самом порядке. Когда мы разработаем небольшую игру за 3 дня, программа действий для разработки игры за пару лет станет нам гораздо понятней. Качество самой игры даже не будет иметь значения. Разработка игры на джеме поможет определить наши слабые и сильные стороны и сформулировать, а каких навыков и знаний нам бы еще поднабраться. На любом джеме я пытаюсь разбить работу на 3 равные части. Сначала я занимаюсь механиками. Я придумываю, какие события развернутся в моей игре, какие препятствия встанут перед игроком и какими навыками их преодоления я его наделю. На разноцветных кубиках я реализовываю ключевых врагов, физику передвижения и возвожу какие-то элементы уровней. Во второй части разработки я стараюсь разобраться со всей графикой в игре. Нарисовать персонажа, анимировать его, добавить ему врагов и нарисовать блоки и спрайты, из которых я буду в дальнейшем собирать уровни. Третья часть заключается в натягивании графики на код и создании самих уровней. Из разработанных в первых 2 частях материалов я уже собираю саму игру, словно конструируя полосу препятствий для игрока. Участие в джемах выявит ваши слабые стороны, а знание своих слабостей поможет вам спланировать разработку полноценной игры так, чтобы исключить из нее элементы, с которыми вы не справляетесь. Совсем не выходит писать диалоги? Так расскажите историю без слов. Ограниченное время, как ни странно, служит здесь моим союзником, потому что позволяет выработать опытным путем один из важнейших навыков разработчика – отсекать свои идеи. Во время разработки игры должен наступить момент, когда пора перестать придумывать новые интересные штуки, прекратить вводить новых персонажей и больше не расширять игровую вселенную. Без навыка сказать себе «нет» в тот момент, когда в голове возникает идея «а давай добавим персонажу тройной прыжок», разработка игры может превратиться в многолетний долгострой. Рамки, как временные, так и творческие, как ни странно, являются отличным помощником креативности. Творец без рамок погрязнет в разработке на долгие годы. Я могу потратить на анимацию главного персонажа хоть несколько месяцев, но я занимаюсь этим, чтобы игры делать, а не залипать в том, смысл чего весьма сомнителен. Чем дольше мы делаем игру, тем больше вероятность отказаться от этого проекта вовсе
растеряв всякую мотивацию, цели и желания, или же просто застрять в бесконечных переделках. Мы лучше учимся, если над нами есть надзиратель, и эффективнее работаем, если нам грозит штраф или увольнение. Мы – социальные животные, и отсутствие взаимодействия с другими людьми, как ни странно, не делает нашу жизнь проще. Без угроз, наград и надзирателей мы сами должны себя контролировать. Но это так сложно. Давайте разберемся, почему. Глава 17. Суровая дисциплина. Самодисциплина – единственный моральный принцип. Свобода – это не право действовать как душе угодно, а контроль над самим собой. Паскал Суэджер. Надпись на каменном алтаре. Неверное представление о дисциплине является одним из вредных убеждений, которыми наши ядра будут приводить нас к безделью. Образ дисциплинированного человека, нарисованный массовой культурой, отчасти по моим наблюдениям, в этом что-то есть. В плане того, что я вот как человек, который участвовал в геймджемах, могу сказать, что действительно превращаться в такого персонажа не хочется. Кажется, что подобные люди живут в вечных лишениях и крайне... Что действительно геймджемы очень сильно прокачивают. Тебя как творца, что ли, и так далее. И те решения, которые ты принимаешь для того, чтобы успеть к сроку, они как бы это, да. Иногда бывают удачными, иногда нет. Но в принципе ты как бы это сказать, получаешь опыт. Оборачиваясь назад, ты как бы такой вспоминаешь, ага, а вот если бы я сделал вот так и тогда, то было бы намного лучше и так далее. А то, что он говорит, вот, ну, с надзирателем там прочее, конечно, это, ну, сильно утрировано. Проще говоря, когда ты загнан в рамки и поставлены какие-то особые условия, то выходить из из этой ситуации, как бы это сказать, точнее, и поиск выхода из этой ситуации может неплохо так прокачать твой креатив. К примеру, если брать старых разработчиков, старых игр, то они были загнаны в рамки технического характера. Они должны были уместить комплексно серьезные игры, либо там, ну, в общем, какие-то маленькие там типа, вот, размеры памяти. То есть, чтобы там и сюжет был, и там прочее, и так далее. А некоторые просто на это хер клали и, в общем, делали какой-то упор на что-то другое. Ну, дай конкретнее, приведу пример. Например, тот же Ninja Gaiden на NES, на Dendy, грубо говоря. Они неплохо так сумели вместить сюжет, отличный там геймплей, вот в простой такой маленький картридж. А он был размером, ну там сколько-то килобайт или что-то в этом роде. И при этом как бы они искали безумный баланс в том, чтобы... Хотя на тот момент поиск баланса... Не, конечно, играл сильную роль, но они по большей части хотели сделать игры сложными безумно. Чтобы люди продолжительное время сидели и играли дома в одну игру.
чтобы они сразу сходу не прошли и как бы не назвали игру хуетой. Тогда реально типа шла такая типа тема, то что игрок играл в игру, чтобы конкретно победить ее. То есть победить самого разработчика, типа. Тогда типа шла такая тема. Как бы такая тема, да. Как бы такая штука. Ну и в общем, ограничение это может быть неплохо. На самом деле. Суть в этом. Несчастны. Многие из нас сводят понятие дисциплины к игнорированию своих желаний. Вам, например, хочется понежиться в теплом душе, но вы обязаны включать струю ледяной воды. Вам хочется поиграть в видеоигры после работы, но вы вынуждены в очередной раз тратить время, например, на повторение того невыносимо сложного урока по Unreal Engine. На самом деле дисциплина не связана с игнорированием своих желаний. Чтобы объяснить эту позицию, мне придется отвлечься и пояснить, что мы, на самом деле, постоянно существуем в 3 временных периодах – прошлом, будущем и настоящем. Мы мыслим прошлым, когда оцениваем какое-либо событие или поступок, исходя из полученного нами ранее опыта. Программа действий составляется именно на основе уже пережитых событий. Размышления в духе «у меня не получится научиться рисовать», потому что я однажды уже пытался, и у меня вышла невнятная ерунда, берутся как раз от существования в прошлом. В настоящем мы находимся в те моменты, когда удовлетворяем свои сиюминутные потребности. Отвлечься от работы и полистать ленту новостей или посмотреть очередное бесполезное видео на YouTube – это сиюминутная потребность. Она возникает, когда мозг спонтанно подкидывает нам идею посмеяться над старыми картинками с новыми подписями, потому что когда-то они нас уже смешили, и было бы неплохо посмеяться снова. Потакание подобным потребностям может сбивать с рабочего настроя, изматывать и оставлять нас без сил. Но при правильном подходе погружение в настоящее является лучшим способом расслабиться и перестать муссировать мысли о прошлом или тревожиться о будущем. Я подробнее остановлюсь на феномене настоящего, когда мы будем учиться отдыхать от разработки или же наслаждаться ею. В будущее мы попадаем, когда концентрируемся на размышлениях о грядущих днях, на предвкушении эмоций от выпуска игры, на ожидании момента, когда нас закидают деньгами и славой, в общем, на предвкушении удовлетворения той потребности, которую должна закрыть именно разработка видеоигр. Или же, напротив, концентрируемся на выдуманных провалах еще даже не начатых дел. И вот представьте себе, что вы сидите и работаете. Вы тратите огромное... Но он больше не про рамки, а про надзирателей элементов. Если человеку нужно надзирать, то вероятность такой, что он ссылается на сайт, крайне мало. Ну типа да. И предлагает абсолютно безвозмездно выполнить... Ну это индивидуально у каждого. Желаний. Будете ли вы у него Конечно. просить удовлетворить ваши сиюминутные желания настоящего? Например, попросите ли его проверить ваши оповещения на смартфоне, ответить друзьям в Телеграме, посмотреть новые видео на YouTube? Я крайне сомневаюсь, что кто-то потратит столь редкую и ценную возможность на такую бестолковую ерунду. Весьма очевидно, что вы попросите у Джина того, что касается вашего будущего. Это может быть или новый навык, который поможет вам добиться цели, или какие-то материальные ценности. Даже несколько чемоданов денег не удовлетворят ваши сиюминутные потребности. Вы будете тратить эти средства только в будущем и обеспечивать ими именно будущее. Все ваши заветные желания улучшают вашу жизнь в перспективе, а не сию секунду. Вы, наверное, думаете, что джинов на свете не бывает. Но один джин все-таки есть. Это вы сами. За вас никто никаких желаний исполнять не будет. Исполнить их можете только вы. Так почему тому джину, который сейчас сидит и работает, вы загадываете исполнить такое бесполезное желание,
как проверить почту или посмотреть смешные картинки. Почему именно этому конкретному джинну, единственному из всех существующих, вы загадываете бездельничать, в то время как вымышленным существам из сказок, обещающих выполнить любое желание, вы бы загадали что-то действительно стоящее? В рамках понятия дисциплины каждое неправильно принятое решение выглядит как суровое противостояние на ринге. В одном углу удушающее безделье, за которое вы будете себя ненавидеть, а в другом углу несколько выпущенных игр, которыми вы будете гордиться. Я не прошу своего джина эльфа 85 уровня в игре Lineage 2, которую я так любил, но которая отняла у меня слишком много возможностей. Я попрошу у джина 3 выпущенных игры. Дисциплина заключается в исполнении тех желаний, которые пришли к вам из будущего. Дисциплина – это ответ на вопрос, что я могу сделать в настоящем, чтобы получить желаемое в будущем. Если вы хотите, например, прыгнуть с парашютом без инструктора, то вы включаете дисциплину, активно ходите в парашютную школу, занимаетесь там так усердно, как только можете, а потом, вуаля, прыгаете с парашютом в гордом одиночестве. Ваше желание исполнено. Безалаберность удовлетворяет только сиюминутные потребности, в то время как дисциплина удовлетворяет более глубокие и продуманные нужды. Второй миф, который в наши дни свойствен образу дисциплинированного человека, заключается в том, что дисциплина включает в себя необходимость терпеть неудобства. Вставать в 5 утра, мыться в холодном душе или же сидеть за компьютером по несколько часов кряду – все это можно трактовать как неудобство. Логическая ошибка такого утверждения заключается в том, что мы терпим неудобства не только тогда, когда пытаемся быть дисциплинированными. Мы терпим неудобства все время. В далеком детстве нас учили держать голову, чтобы та не падала назад. Ее тянула вниз гравитация. Гравитация мешала нам ходить и на 2 ногах, а перестать писаться стало вообще одним из самых сложных вызовов. Казалось бы, все эти проблемы в прошлом. Но как можно оставить в прошлом гравитацию? Она всю жизнь тянет нас к Земле. Прямо сейчас вашу голову что-то тянет вниз, а ваш мозг каждое мгновение контролирует состояние вашего мочевого пузыря, чтобы вы не описались во время прослушивания. Мозг принимает и отдает такое неимоверное количество сигналов нашему телу, что пересчитать их является задачей воистину непосильной. Если мозг перестанет выполнять свои функции в полной мере, мы упадем на землю, описаемся, опустошим кишечник, начнем задыхаться и попросту потеряем сознание в столь жалком и неподобающем виде. Если вы носите часы, то только стоит на них сосредоточиться, как наличие на руке какого-то сдавливающего браслета Я тут не в бане. неудобным. Опять интерактивная утопия. Трусов, носков А за или что я тебя любых банил? других элементов одежды. И какой у тебя Думаете ли никнейм? вы о часах, трусах и носках каждую секунду? Мы испытываем огромное количество неудобств в любом случае. Секрет дисциплины не в том, чтобы принимать неудобства, а в том, чтобы их не чувствовать, игнорировать их. Я не игнорирую каждую секунду желание отвлечься на видеоигру или на сообщения в социальной сети. Я просто не замечаю Пока не наличие банил. этих неудобств, так же, как я не ощущаю и наличие часов на моей руке или действия гравитации на моем голове. Господи. Разумеется, я не стану игнорировать реальные призывы моего организма в случае, если ему понадобится еда или физическая разминка. Но противостояние неудобствам, которые не приведут нас к потере здоровья, вполне могут быть приравнены к контролю мочевого пузыря и должны проходить неосознанно. Со мной ничего не случится, если я сегодня не буду смотреть на котиков в интернете. В современной культуре жизнь в дисциплине не изображена как жизнь полная лишений. На самом же деле Что за жабу всё обстоит рисуешь? с точностью да наоборот. Оформление Именно стрима. современный вальяжный образ жизни Я только сегодня с непомерным эльфийский планшет потреблением, получил. стабильной работой и полным отсутствием увлечений обрекает Ну, людей на лишение. купил. Все желания из их будущего так и И вот остаются юзаю просто его. желаниями. Глава 18. Основы дизайна видеоигр. Неплохим способом научиться дисциплине станет игра в видеоигры. Жаба? Мы способны проводить за играми Не. десятки часов.
Но если игры станут нашей работой, то эти десятки часов мы провели, значит, не за бездельем, а за самосовершенствованием. Такое понимание позволит куда проще воспринять необходимость следующие 10 часов провести за просмотром уроков и тренировкой навыков, потому что мы уже будем знать, как много времени мы готовы посвятить тому, чтобы стать лучше. Я могу сколь угодно долго рассказывать инопланетянину о том, как выглядит кошка, но куда эффективнее будет просто показать ему это прекрасное создание и обратить его внимание на ее отличительные особенности, вроде мягких лапок, умилительной мордашки и хлопковых ушек. Так и вашим лучшим учителем в освоении искусства игрового дизайна станут не книги, видеоролики или наставники, а чужие игры и личные впечатления от них. В вашей наблюдательности кроется залог успешного освоения такой на самом деле абстрактной и изменчивой науки, как дизайн видеоигр. Разрабатывая независимый продукт, мы находимся в чрезвычайно выгодном положении, которое позволяет нам игнорировать общие тренды и формулы удержания игроков. Оставим это AAA студиям. Нашей миссией должна стать разработка игры, которая нравится в первую очередь нам самим. Это наш единственный путь. Если делать то, чего мы не понимаем и чем мы не умеем наслаждаться, то работа не завершится успехом. Она лишь приведет нас к упадку сил и загонит в тупик. Вам придется попрощаться с привычным процессом игры в проекты того жанра, в котором вы собрались работать. Вы не просто должны бегать по уровням и получать удовольствие. Вам нужно выяснить, что делает изучаемый вами продукт хорошим или, напротив, плохим представителем жанра. Прислушайтесь к собственным эмоциям. Какие моменты в этой игре вас раздражают, а какие, наоборот, вызывают восторг и почему? Сосредотачивайтесь на том, что побудило вас принять то или иное решение в игре. Почему, например, вы пошли именно в эту сторону? Быть может, дело в том, что разработчик очень умело расставил свет и вы выбрали более освещенный путь? Оперирование понятием игровой цикл поможет вам лучше понять происходящее на экране. Любая видеоигра представляет собой на самом деле повторение одних и тех же действий. У линейных платформеров игровой цикл, например, представляет собой дойти от точки А в точку Б, и так столько раз, сколько в игре уровней. В метроидваниях же игровой цикл заключается в следующем: найти босса, победить босса, приобрести новую способность, обнаружить области применения новой способности. После этого мы снова находим босса и повторяем все по кругу. Игровой цикл в рогаликах сводится к изучению процедурно сгенерированной области с целью найти усиливающие вашего персонажа предметы и способности, чтобы в определенный момент убиться об очередного босса и начать все по новой. Безусловно, я чудовищно утрирую определение игрового цикла в рамках различных жанров, но для образовательной цели нам необходимо сначала научиться мыслить общими образами, а затем уже сосредотачиваться на частностях. Сформулируйте в блокнотике, в чем заключается игровой цикл игр, который вам симпатичен и хорошо знаком. Просто записывайте действия, которые вы совершаете в этой игре, и указывайте причины, побудившие вас их выполнить. Пишите до тех пор, пока не определите, где же в этом проекте начинается новая петля. Внутри цикла спрятана ключевая механика, которая обрастает дополнительными активностями. Ключевая механика – это то, во что уже можно поиграть и получить удовольствие. Вспомните мой пример с Ori and the Blind Forest. Даже без графики, эффектов и дополнительных механик игра увлекает. Но стоит иметь в виду, что отнюдь не во все хорошие игры будет приятно играть в том случае, если с них срезать все детали. Я наблюдаю в разработке видеоигр два подхода. Первый заключается в том, чтобы впечатлить игрока размахом, деталями и вложениями, закрыв все дыры вашей игры деньгами и человеческими ресурсами. Ярким примером такого подхода становятся открытые миры в современных AAA играх, поражающие воображение игроков сумасшедшим объемом разношерстных декораций. Создание такого мира в одиночку заняло бы у разработчика целую декаду лет.
Противоположный метод заключается в изящной экономии. В этом случае отсутствие ресурсов и возможностей выставляется так, словно автор добровольно установил себе какие-либо ограничения, обращая их в свой стиль. Самым выразительным примером служит оригинальная Silent Hill, выходившая в свое время на PlayStation 1. Ресурсов этой консоли не хватало для отрисовки открытых пространств. Оттого разработчики прибегли к хитрому трюку. Они замостили улицы в Silent Hill густым туманом. Как вы знаете, туман в дальнейшем стал отличительной особенностью серии. Почти все рисунки в визуальной новелле Tiny Bunny выполнены в черно-белой палитре. Мало того, что выбор стилистики выделяет ее визуальный ряд среди других новелл и подчеркивает мрачность описываемых в ней событий, так еще и рисовать, используя лишь градации серого, гораздо проще, чем составлять сложную цветовую схему. В Call of Duty Black Ops Cold War многие игроки были впечатлены тем, что к NPC можно подойти с любой стороны и начать беседу. У каждого NPC была своя анимация поворота к игроку, а сидящие NPC, к которым игрок подходил сзади, поднимались со своих мест, разворачивались и иной раз даже ворчали на игрока. Это потрясающая деталь, но создание анимаций является очень трудоемким процессом, и соло-разработчику нерационально тратить свои ресурсы на реализацию подобной механики. Но и отнимать у игрока возможность взаимодействия с NPC только по той причине, что игрок подошел к нему сзади, тоже является весьма неуклюжим решением. В способах выхода из сложившейся ситуации и заключается метод изящной экономии. Если поставить NPC спиной к стене, то у игрока просто не будет возможности подойти к нему сзади, а значит и не возникнет необходимости дорисовывать анимацию разворота. Идея взаимодействия с NPC через закрытую дверь в Bloodborne гениальна. Разработчики не моделировали персонажа, не занимались лицевой анимацией, не сталкивались с проблемой позиционирования при взаимодействии. Они просто сделали так, что NPC не открывал нам дверь в свой дом и оставался невидимым. Изящная экономия воплоти. Наблюдать различные способы экономии можно и в кино. Особо заметные примеры можно увидеть почти в любом фильме, где есть сцена перевоплощения человека в какое-нибудь страшное существо вроде оборотня. Эти сцены очень дорогие в производстве. Оттого режиссеры уже чего только не придумали, чтобы и зрителя не разочаровывать, и ресурсы сэкономить. Частенько сцена перевоплощения прерывается кадрами с изумленными лицами свидетелей сего действия. Иной раз все разворачивается за спиной главного героя, и монстр находится не в фокусе, что позволяет сделать анимацию менее детализированной. А способ показывать только тень человека, превращающегося в оборотня, абсолютно великолепен. Аниматор в этом случае работает только с контурами, а звуковые эффекты и воображение зрителя уже дорисуют все остальное, сохранив нужный пугающий эффект. Подглядывайте, как экономят разработчики тех игр, в которые вы играете, и тех фильмов, которые вы смотрите. Без внимательного анализа большинство решений останется незамеченным, потому что так и должно быть. Игрок не должен знать, что вы решили увести экран в затемнение на драматичной сцене лишь для того, чтобы не рисовать одноразовые анимации. Любой дорогой в производстве элемент может быть использован несколько раз. Игры-рогалики являются живым примером того, сколько различных игровых ситуаций можно создать с одинаковыми элементами. Но в то же время некоторые проекты, вроде Devil May Cry 4, могут разочаровывать игрока тем, что разработчик вынуждает его держаться по уже пройденным уровням в строго обязательном. Прикол. Hero Craft мне написали. Открылась вакансия для графического дизайнера, который работает с АИ.
Сегодня пришел планшет, уже на работу приглашает. Лол, да. Смешно. А. В обязательном порядке. Учитывать ограниченность ресурсов нужно еще на стадии написания сюжета. Не стоит придумывать сцены, декорации для которых будут использоваться единожды. Нет никакого смысла показывать какого-нибудь босса, сидящим в своих покоях, а потом отправлять его на встречу с игроком на специальной арене. Стройте сюжет так, чтобы использовать как можно меньше локаций и объяснить, почему босс или уже был на арене в момент нашего прибытия, или же почему мы попали в его покои и решили драться там. Мы не можем себе позволить такое расточительство, как разработчики Anthem, где детально прорисованные джунгли с горами, водопадами и десятком видов деревьев нужны лишь для того, чтобы мелькать под ногами игрока, пока он летит на реактивном ранце. Если вы добавляете в игру объект или локацию, у этого должен быть какой-либо смысл, кроме как впечатлим игрока детализацией. Большинство начинающих разработчиков спотыкаются об амбициозность своих проектов. В одиночку можно, разумеется, сделать что угодно. Это всегда вопрос в первую очередь времени. На создание JRPG в открытом мире у вас может уйти больше лет, чем вам отведено на этом свете, и браться за такую игру попросту нерационально. Качество выпускаемых вами игр будет зависеть не столько от количества потраченного на них времени, денег и сил, а сколько от используемого в них опыта. Чем скорее вы доведете игру до выпуска, тем больше опыта вы сможете вложить в следующий проект. Хватаясь за разработку игры сумасшедших масштабов, вы рискуете потоптаться на месте, потерять несколько лет жизни и выгореть. Игра, разумеется, так и не будет выпущена. Всегда определяйтесь с ключевой механикой, вокруг которой строится ваша игра. И в первую очередь реализовывайте те вещи, без которых ваша идея не может существовать в принципе. Я замечал, что когда я или мои коллеги рассказываем о новом, едва начатом проекте, нам обязательно задают вопрос, а будут ли в игре пасхалки? Пасхалками или пасхальными яйцами называют шутливые упоминания и отсылки к другим проектам.
В этом нелепом вопросе меня сильнее всего мучает мысль, а какого черта я должен думать о таких мелочах в самом начале разработки. Я еще не до конца отполировал ключевую механику, а по пасхалках я подумаю через год. Одним из основных критериев ключевой механики является ее понятность. Если вы зайдете в Steam, найдете там игру, которую вы любите и хорошо знаете, и начнете читать негативные отзывы, то обнаружите парочку отзывов, которые написаны словно о другой игре. Авторы этих отзывов попросту не поняли, как играть в этот проект, и остались им недовольны. Это абсолютно нормальная ситуация, потому что игры запускают люди с абсолютно разным игровым опытом. Если вы делаете стратегию, то будьте готовы к появлению игроков, которые в стратегии никогда в жизни не играли и понятия не имеют, что такое юнит. Ваша задача – сделать игру понятной для людей с любым игровым опытом. Перед тем, как наращивать ключевую механику всю остальную игру, вам стоит убедиться в том, что эта механика понятна игрокам. Единственно верным способом такой проверки станут шоу-кейсы. Показывайте свою игру другим игрокам на сходках разработчиков, фестивалях. Просто зовите друзей к себе домой и внимательно наблюдайте за тем, как люди играют в то, что вы сделали. Шоу-кейс представляет собой возможность дать кому угодно попробовать поиграть в ваш проект, пока вы сами стоите рядом и общаетесь с игроком напрямую. Ни в коем случае не комментируйте и ничего не подсказывайте игрокам. Просто запоминайте, в каких местах игроки поняли, что им надо делать, а в каких местах им было очень сложно. Настоящая критика – это не хвалебные отзывы или остроумные замечания. Настоящая критика – это действия ваших игроков. Если игрок говорит, что игра замечательная, но уделяет ей минуту времени, он лжет. Если игрок ругает ваш проект, но не может оторваться от контроллера уже несколько часов, он лжет. Следите за действиями ваших игроков, а не за их языком. Когда ключевая механика будет готова, время приступать к реализации дополнительных активностей. Под ними я подразумеваю все, без чего игра, возможно, будет Так, хуже, привет, но папа все еще можно 072106. Её 6. всё еще можно будет Маты играть. писать нельзя. Чаще всего это Не ругайся в количественные каком показатели. плане? Размеры уровней, Ну, численность не ругайся с боссов, другими наличие чатерсами. локализации на разные Просто языки, не негатив и какие-то так далее. эффекты, мини-игры Здравствуй. и сложные элементы интерфейса. Такой порядок действий поможет вам сохранить уйму времени, потому что, поверьте, одна переделка всегда несет за собой уйму других переделок. Однажды игрок предложил мне внести незначительные изменения в феромоне, Только в этом плане. которое позволило бы главной героине атаковать на ходу, как это было реализовано в Cat Maze. А ты хочешь Я блеснуть же шел своим по словарным той же запасом? серии Castlevania, и атака приковывала персонажа к месту, делая бои более тактическими и вынуждая игрока с умом подходить к атаке, а не просто без остановки долбить по кнопке удара. Если бы я внес такое изменение, то мне пришлось бы править баланс, двигаясь в сторону усложнения, потому что битвы с врагами стали бы в десятки раз проще, и игрок мог бы всех убивать. Его можно развить, как бы то ни было. Это как бы не конец. какие-то наводящиеся снаряды, и вся защита всегда строилась на том, чтобы двигаться. Игрок становился уязвимым лишь когда стоял на месте. Каждый день А новое стоять на месте слово. он вынужден был, чтобы атаковать. Для правки баланса мне бы пришлось пересмотреть поведение 60 монстров и 14 боссов. Честно, мне проще сделать новую игру, чем переделывать одну из ключевых механик, ибо за годы разработки вокруг этой механики выстроилось неимоверное количество побочных элементов. Когда дом построен, поздно переделывать фундамент. А если фундамент построен плохо, то и дом в скором времени развалится, вне зависимости от того, как красиво вы облицевали стены. Не стесняйтесь демонстрировать сырые сборки вашей игры. Чем раньше вы заметите свои ошибки в ходе наблюдения за игроками, тем меньше работы вам придется проделать по их исправлению. Глава 19. А как быстро я сделаю игру?
Неосознанно мы догадываемся, как работает мотивация, потому что начинающие разработчики обязательно поинтересуются тем, сколько времени им потребуется для достижения результата. Я сам, когда учился рисовать, задавал художникам неуклюжий вопрос. А сколько времени ты потратил на этот рисунок? Интерес к длительности процесса приходит от того, что мы понимаем, чтобы не сдаться, нам нужен результат. Идти по дороге образования и не наблюдать никакого прогресса – это удручающий процесс, который создает иллюзию того, что мы топчемся на месте. Вспомните бабушек и обои на рабочий стол. Идея о том, что разработчик-иконокласт потратил более 10 лет на свой проект, мотивирует только к тому, чтобы похвалить бедолагу за его железную волю, но никак не к тому, чтобы оказаться на его месте и начать делать игры. Если бы я сказал, что от момента прослушивания этой книги до момента, когда ваша игра появится на виртуальных полках магазинов, пройдет 10 лет, вы бы тут же перестали ее слушать. Разумеется, и 10 лет – это огромный срок даже для такой комплексной и длинной игры, как Иконокласт. Сделать что-нибудь, во что можно поиграть полчасика, реально и за выходные на джеме. И этого уже будет достаточно, чтобы приобрести мотивацию перейти к более сложным и навороченным играм. От момента, когда я сел осваивать движок, до момента, когда я выложил свою первую игру на джем, прошло около месяца. Нельзя сказать, что я проводил за Construct 2 все свободное время, учитывая, что у меня его тогда было в обрез. Я работал воспитателем в социальном центре, учился в аспирантуре, занимался ремонтом дома и подрабатывал очень плохим художником. Ирония заключалась в том, что перед началом джема я был уверен, что моим основным преимуществом перед более опытными разработчиками станет умение относительно сносно рисовать. Но опубликованные перед началом джема правила быстро выбили меня из колеи. Почти полностью запрещалось использовать собственные рисунки. Можно было брать только наборы изображений из свободного доступа. Я потратил 10 дней на то, чтобы сделать свою первую игру Sleepy Saver. Как видите, срок, за который вместе с подготовкой я сделал свою первую игрушку, составил всего месяц и 10 дней. Рисовать нельзя было или не, бред какой-то. Да и вас оно волновать не должно. Не нужно засекать минуты, по истечению которых вы можете с чистой совестью отбросить все начинания и сказать: ну все, у меня не получилось сделать игру за месяц, я бездарность, пойду-ка я займусь чем-нибудь другим. Мы все схватываем информацию с разной скоростью и приходим в индустрию с разными навыками, некоторые из которых могут ускорить процесс обучения, а некоторые, напротив, замедлить. К последним я отношу навыки работы в программах, которые очень схожи с теми, на которые вы собрались перейти. Переучиваться всегда сложнее, чем учиться, потому что помимо того, чтобы что-то запомнить, вам придется еще и что-то забыть. Сейчас я сделаю игру, подобную Sleepy Saver, за сутки. Раньше создание анимации бега занимало у меня 10 часов, затем 6 часов. К своему текущему проекту я сделал анимацию бега 16 кадров за 4 часа. Где-то всегда будет аниматор, который выдаст такой же результат за час. Но какое мне до него дело? Мне важно качество результата, а не потраченное на работу время. Всегда, абсолютно на любом этапе вашего развития будут существовать специалисты, которые в 2 раза быстрее создадут то же самое, что сделали вы. Создать можно все, что угодно. И если у кого-то очень опытного на создание игры уйдет год, то я на данном этапе своего развития потрачу 1,5 года, а новичок 3 года. Проецировать чужую эффективность и скорость на свои собственные умения бессмысленно, потому что за какой бы срок кто-то не сделал бы игру и не нарисовал бы картину, вы сможете так же, но только когда наберетесь такого же опыта. Основная деталь, которая отличает новичка от профессионала, заключается как раз в количестве затрачиваемого на выполнение задач времени. Вы можете рисовать или создавать крутые игры уже сейчас. Просто у вас на созидание уйдет больше времени, чем у людей, которые давным-давно занимаются тем же самым. И это нормально. Но я хочу отметить, что в ваших силах ускорить этот процесс.
Трюк, который я опишу, пришел из рисования, но использовать его можно в любом виде деятельности. Заключается он в том, что мастер тратит на свою работу меньше времени, чем новичок, по той причине, что драгоценные минуты не уходят на мышиную возню, состоящую из лишней суеты и движений. Для того, чтобы нарисовать линию, проходящую через весь холст, новичок сделает гораздо больше штрихов, нежели профессионал, который справится с этой задачей одним размашистым движением. Использовать это знание можно в простом упражнении. Нарисуйте несложный объект и посчитайте, какое количество движений вам потребовалось. Если вы уложились в 100 штрихов, то в следующий раз попробуйте уложиться в 80, а потом в 50. Рисунок, выполненный в 50 штрихов, будет нарисован вдвое быстрее рисунка в 100 штрихов. А вот это интересно, Этот то, же что он фокус говорит. прекрасно используется и в программировании. Практически всегда есть способ выразить что-либо куда более лаконично, чем это делает новичок. Я смотрю на свой старый код, и он сейчас мне кажется скачками по зигзагообразной линии, нежели непринужденной прогулкой по прямой тропе. При работе в Construct можно создать блок с условием для действия. Условием может быть, например, если нажата кнопка прыжка, а действием – сам прыжок персонажа. Чаще всего во время разработки блок с условием обрастает новыми деталями. Например, помимо условия «кнопка прыжка нажата», нужно добавить условие, что персонаж находится на земле, персонаж жив, игра не стоит на паузе и так далее. Construct подразумевает, что в один блок можно засунуть неограниченное количество условий. Но по какой-то неведомой причине я очень долгое время под каждое новое условие создавал отдельный блок. Мало того, что мой код приобретал воистину неказистый и неудобный вид, так еще и создание каждого блока отнимало у меня несколько секунд. Дальнейшие попытки сориентироваться в монстре, которого я создал, отнимали у меня уже часы. Избавление от вредной привычки заниматься этим бездумным созданием лишних блоков сделало мою работу в разы быстрее и профессиональней. Новички тратят больше времени не на создание игр, а на мышиную возню и лишние движения. Противодействуйте лишним движениям в рисовании. Боритесь с излишне громоздкими решениями в коде. Задумывайтесь о лаконичности в своих действиях и решениях, и вы станете намного быстрее. Рисуйте одно и то же, совершая меньшее количество штрихов. Переписывайте громоздкие части своего кода в пользу лаконичности. Так вы научитесь работать быстрее. Глава 20. Я разработчик. Есть определенный тип людей, которые симпатичны мне меньше всего. Я отношу к ним тех, кто четко понимает, какая конкретно цель должна быть достигнута для удовлетворения их потребностей, но при этом не прилагает никаких видимых усилий для ее достижения. 6 лет назад мой знакомый с пылким воодушевлением делился со мной планами по запуску одного весьма перспективного онлайн-сервиса. Сам он работал менеджером среднего звена. Навыки веб-программирования он приобретал в свободное время и никуда особо не спешил. 5 лет назад он все еще хотел реализовать все те же идеи. И 4 года назад. И 3. И даже в этом году при встрече с ним я точно знаю, что буду слушать то, как он с трепетным воодушевлением рассказывает о перспективном будущем своего сервиса. Такие же слова я услышу и в следующем году, и через 2 года, и через 5 лет. Да, как бы таким не Почему так стать. происходит? У человека вроде есть неудовлетворенные потребности, уже сформирована приблизительная программа действий, накопился массивный запас мотивации. В чем же тут пробел? Чего ему не хватает, чтобы изменить свою жизнь? Мы не можем поменять свою жизнь, не изменив себя. Если в моей шкуре внезапно окажется другой человек, то мои дела пойдут совсем по иному пути, потому что он будет иначе мыслить. 8 лет назад, когда я еще работал воспитателем в Центре временного содержания несовершеннолетних, я был не способен принимать те решения, которые я принимаю сейчас. И дело не только в моих нынешних навыках, знаниях и опыте. Дело в том, как теперь работает мое мышление
и какие убеждения я приобрел. Если бы мое мышление осталось прежним, то я все еще идентифицировал себя как воспитатель, но сейчас я разработчик. У нашего мозга есть очень неприятная особенность, и заключается она в сопротивлении изменениям. В условиях перемен ему труднее просчитать риски, оттого он предпочитает этих перемен избегать и создаст нам образ самого себя, за который мы будем цепляться изо всех сил, даже если это разрушает нашу жизнь и перечеркивает наши мечты. Мозг будет изо всех сил пытаться оставить нас такими, какие мы есть сейчас, особенно если базовые потребности у нас удовлетворены. Монолог нашего мозга может звучать как-то так. Ты сыт? Да плевать, что в ресторан тебе не сходить, мне до этого дела нет. Эти вопросы к твоему эго. Каши овсяной же ты купить сможешь, верно? Ну вот и все, значит сыт. А дикий зверь за тобой не гонится, нет? Ну так сиди и не рыпайся. Разработчиком, видите ли, он захотел стать. Ты бухгалтер. Нам ничего не угрожает, пока ты бухгалтер. А что там с тобой будет, когда ты станешь, видите ли, разработчиком? Я понятия не имею. Я не хочу лезть в это непонятное болото. Вдруг там даже каши нет. В общем, шиш тебе, а не мотивация стать разработчиком. Сиди и таблички свои заполняй. Вы можете сколь угодно долго говорить «я разработчик», но это не помешает надломить ваш упертый мозг в его твердом убеждении, что куда выгоднее сохранять свое нынешнее «я», чем внезапно приобрести новую роль. Множество наших неверных решений исходит из того, что мы боимся навредить своей идентичности. Наш имидж и образ отчасти определяет наше поведение. Вы знаете себя как бухгалтера, и взбалмошное проявление креативности может разрушить образ рассудительного и спокойного человека. Причем не только в глазах других людей, в ваших собственных тоже. Проводилось множество экспериментов и исследований, доказывающих, что выбрав что-то одно, человек с большей вероятностью будет принимать все последующие решения, исходя из того направления, с которым он определился в самом начале. Тот, кто когда-то решал, хочет он стать менеджером или художником, будет неосознанно пытаться увести свою карьеру как можно дальше от той специальности, которую он отсек. Кто-то рекомендует убить свое «я», чтобы познать себя заново как абсолютно иное существо. Но такой подход отдает эзотеризмом, а сам совет является востребованным только потому, что он звучит по-бунтарски круто и чрезмерно лаконично. Дела обстоят немного иначе. Наше как таковое «я» существует одновременно в 3 вариациях. Есть реальное «я», идеальное «я» и социальное «я». Реальное «я» — это то, кем мы себя ощущаем в данный момент. Идеальное «я» — это то, кем мы хотим себя ощущать. Я упущу подробный рассказ только о социальном «я», которое представляет собой то, как мы хотим восприниматься другими людьми. Современные технологии практически объединили эту форму самовосприятия с идеальным «я». Наша социальность — это интернет, а там мы можем регулировать свой образ, подгоняя его под идеальное представление о себе. Мой вышеупомянутый знакомый, работающий менеджером и грезящий о собственном онлайн-сервисе, чертовски крепко вцепился за свое реальное «я». Его мозг знает, что этот человек пытается превратиться в свое идеальное «я», но прогнозировать неясные риски нового «я» — это дело, которого мозг попытается избежать, всячески препятствуя переменам и в характере, и в манере поведения моего несчастного товарища. Именно этот конформизм и желание сохранить свое «я» определяют поведение людей, совершающих новые выборы в поддержку своих старых решений. Не создавать онлайн-сервис – это тоже выбор, который мой приятель принимает каждый день. Еще одна любопытная деталь заключается в стремлении реального «я» к комфорту и покою, к ситуации, в которой мозгу легко просчитать риски. Мы можем быть недовольны собой,
а между нашим идеальным «я» и реальным «я» может пролегать огромная пропасть из непокоренных вершин и неприобретенных навыков, но мозг всегда будет цепляться именно за текущую форму самовосприятия и всячески препятствует достижению идеального «я». Подумайте о том, кем бы вы хотели себя видеть и почему. Если вы слушаете эту книгу, то явно разработчиком видеоигр. Образ творца-одиночки может привлечь по разным причинам. Кто-то представит себя на крутых конференциях, кто-то будет фантазировать о том, как он читает тонны положительных отзывов на свою игру, кто-то хочет оказаться на интервью на определенном YouTube-канале. Образ идеального «я» у всех разный, но чаще всего он сопряжен с адреналином, приключениями и рисками. Вы не мечтаете лежать дома за приставкой и чесать животик. Вам хочется свершений, признаний и самовыражения, что сопряжено с рисками быть непонятым, униженным и оскорбленным. Сопротивляясь переменам, мозг может подхватить болезненную веру в то, что начатое дело нужно бросить, ибо все самые страшные сценарии непременно сбудутся. У нас в голове загноится язвой иррациональная уверенность, что игра не найдет своего игрока, она никому не понравится, у нас ничего не получится и так далее. Вооружившись гнусными мыслишками, мозг будет подло подставлять подножку каждый раз, когда мы попытаемся изменить свое «я». Но теперь мы знаем механизм, провоцирующий появление таких катастрофичных и унылых убеждений. Наш мозг боится за нашу идентичность. Вся эта ерунда, которая нас пугает, это лишь невнимательно просчитанные им риски. Самые худшие сценарии мозг использует для того, чтобы мы никогда не менялись. Чтобы утверждение «мою игру никто не увидит» стало истиной, нужно сначала в этом убедиться, а чтобы в этом убедиться, нужно сделать и посмотреть, увидит ли ее кто-то или нет. В противном случае это не то утверждение, исходя из которого стоит строить свои планы на жизнь. Это просто суетливый домысел. Вам нужно признать, что новая профессия отчасти сделает вас новым человеком, с новыми увлечениями и новым кругом знакомств. Вам не избежать перемен, и это прекрасно. Если бы вы не хотели перемен, вы бы не стали думать о том, чтобы делать игры. Перед тем, как начать неистовый марш к своему идеальному «я», это идеальное «я» нужно сначала сформировать. В этом процессе нам может помочь старая схема, по которой мозг ищет в воспоминаниях способы удовлетворения наших потребностей. Когда я посмотрел Indie Game The Movie, меня сильнее всего впечатлил образ Эдмунда Макмиллана, одного из разработчиков великолепной игры Super Meat Boy. Я достаточно быстро узнал, что в кино его представили весьма однобоко, и он отыгрывал там роль уверенного в себе жизнерадостного толстячка. Но в абстрактности этой роли и крылся ее шарм. Взяв за основу столь выразительный образ, я и сформировал свое идеальное «я». В начале своего пути я стал рассуждать над проблемами в духе «а как бы Эдмунд решил этот вопрос?». Конечно, находясь на прежнем месте работы, я не мог знать, как Эдмунд заполнил бы документы на подростка, которого привезли ко мне ночью на отделение в сопровождении толпы полицейских. Но подражание непринужденности и жизнерадостности его персонажа помогало мне принимать решения с куда большей уверенностью и легкостью. Я потихоньку сближал свое реальное «я» с идеальным «я». В процессе подражания не стоит заходить далеко и создавать себе кумиров. Напротив, образ должен быть максимально абстрактен, чтобы давать вам больше свободы в выборе действий в новой роли. Хоть Эдмунд и стал для меня идейным вдохновителем, но он мне знаком лишь по роли в вышеупомянутом великолепном фильме и по 2 интервью, что довелось прочитать. Углубляться в биографию и характер этого человека я не стал. Не хочу разочаровываться в том, каков Эдмунд на самом деле. И не собираюсь сделать рамки своего идеального «я» катастрофично узкими. Мне немного жаль, что настоящая «я»-концепция не подразумевает существование какого-нибудь отвратительного «я», потому что держать в голове образ существа, на которое мы крайне не хотим быть похожими, является занятием весьма полезным. Я чрезвычайно боюсь казаться нытиком, и мое отвратительное «я»
представляет собой беспомощного и плаксивого персонажа. Как только мое поведение и мои решения начинают совпадать с поведением и решениями, которые принял бы этот капризный дурачок, я одергиваю себя и пытаюсь снова собраться. Ситуацию еще усугубляет наш конформизм, который является иерархическим страхом. Страхом потерять свою стаю. Пока у вас есть коллектив, а в коллективе вы занимаете не самый низкий статус, то мозг будет цепляться за возможность сохранить текущее положение дел, избегая риска остаться без стаи. В этом контексте мой совет посещать сходки разработчиков должен прозвучать еще более убедительно, потому что вам необходимо показать вашему мозгу, что вот же она, новая стая. Если хочется перемен, то стоит убедить свой мозг, что оставаться таким, какой вы есть сейчас, попросту опасно и чревато тем, что рано или поздно вы потеряете возможность удовлетворять ваши растущие потребности. Вам придется перестать воспринимать свою нынешнюю роль как что-то положительное, потому что вам нужен стимул для перемен. Я думаю, что он у вас уже есть. Просто еще раз вспомните, зачем вы собрались делать игры в одиночку и зачем слушаете эту книгу. Только не нужно думать, что я призываю начать ненавидеть свою нынешнюю жизнь. Это было бы, безусловно, очень эффективным способом найти достаточное количество мотивации для перемен. Но провоцировать возможную депрессию и чрезмерно завышенную тревожность мне не хочется. Я призываю сконцентрироваться на том, что именно вы хотите поменять в своей жизни, раз решили сменить вектор своего развития. Вряд ли вами движет простое любопытство. Глава 21. Я один, и это хорошо. То, что один программист сделает за один день, два программиста сделают за 2 дня. IT-мудрость. Причины, по которым мы выбрали делать игры именно в одиночку, у всех разные. Но вот трудности и прелести, с которыми мы сталкиваемся на пути одиноких воинов, у многих из нас будут схожими. Поговорим сперва о прелестях. У меня был опыт работы в команде, которая благополучно развалилась. Я консультирую различные студии разработчиков перед выпуском их игр и наблюдаю все внутренние процессы, ошибки и трудности взаимодействия. Я насмотрелся на тот, другой берег, где люди толпятся плотными рядами и работают вместе. Я вполне осмысленно остаюсь Робинзоном на собственном острове с пальмами, пляжем и мячиком Уилсоном. После полученного опыта я твердо укоренился в своем личном убеждении. Самое трудное в разработке видеоигр в одиночку сводится к тому, чтобы перестать наконец-то восторгаться тем, насколько же это, черт возьми, классно делать игры одному. При работе в одиночку вам предстоит заниматься только теми проектами, которые вас вдохновляют. Вы вольны делать игру в любом жанре, который вам по душе. Крайне мала вероятность того, что так же сильно, как своя собственная идея, вас зажжет идея чужого проекта. Мне сложно представить, какой должна быть игра, чтобы я занялся ее разработкой с таким же восторгом, с каким я занимаюсь своими собственными проектами. Второй плюс заключается в том, что еще на стадии формирования идеи мы ставим перед собой те задачи, которые хорошо понимаем. Никто не сможет мне объяснить, что нужно что-то нарисовать или написать так же четко и понятно, как я сам. Каким бы красноречием ни обладал мой коллега, передать свое видение таким, каким оно пристало у него в голове, невозможно. Он и сам едва ли осознает до конца то, о чем меня просит. При разработке, например, платформера, очень важно проработать механику прыжка. И если я в команде занимаю должность программиста, то задание «сделай прыжок, как в такой-то игре» от игрового дизайнера является весьма адекватным и логичным. Но вдруг мне не нравится прыжок в упомянутой игре. Смогу ли я повторить чужую механику, если она мне не симпатична и кажется сломанной? Сортов вещей, которые любому из нас неприятны, очень и очень много, но разницу между ними уловить крайне затруднительно.
А выделить особенности чего-то субъективно хорошего куда проще. Может быть, мне и удастся повторить чужую механику, но если она мне не нравится, я, перебирая сотни вариантов реализации, не смогу идентифицировать тот самый, который нужен нашему игровому дизайнеру. Формулируя задачи для самого себя, я куда четче вижу, каким должен быть результат. Третий плюс работы в одиночку заключается в том, что еще на стадии планирования проекта мы сможем учесть свои сильные и слабые стороны. В моей игре Cat Maze, например, всего 2 мужских персонажа. Это связано с тем, что мне неинтересно рисовать мужчин. И, если честно, я не особо-то и хорошо справляюсь с этой работой. Еще при написании сценария я учитывал отсутствие навыка справляться с дизайном героев мужского пола и тем самым определил пол ключевых действующих лиц. Безусловно, хороший лидер будет считать, что он знаком со слабостями и достоинствами своих подопечных и пытаться учесть их. Но, к сожалению, познание своих сильных и слабых сторон – это бесконечный процесс, полный неожиданных открытий для самого творца. Разрабатывая все тот же Cat Maze, я и подумать не мог, насколько сильно мне понравится рисовать монстров. И в процессе создания одного из них я прибегнул к 4-му плюсу работы в одиночку. Соло-проект является куда более гибким. Когда я, сидя за компьютером в час ночи, внезапно решил сделать из рядового монстра ключевого героя повествования и вплести его в сюжет, мне не требовалось проводить долгие беседы со своими коллегами о целесообразности реализовывать столь внезапную идею. Я избежал утомительных бесед с игровым дизайнером. Мне не пришлось формировать техническое задание для художника, от которого потребовался бы увеличенный портрет. Но... Не возникла необходимость вынуждать дизайнера уровней придумывать, где этот персонаж будет обитать. В час ночи я придумал персонажа и историю, связанную с ним, а к 7 утра уже закончил вплетение этого героя в игру. Мои коллеги бы все еще спали. 5-й плюс заключается в том, что я, будучи и художником по локациям, никогда не буду вымучивать не вдохновляющие меня фоны, или, будучи дизайнером персонажей, никогда не буду работать в неприятном для меня стиле. Лично мне больше всего нравится рисовать природу, поэтому я не являюсь большим фанатом урбанистических локаций, вроде каких-нибудь складов или заводов. Тогда стоит ли мне переносить действия своей собственной игры на завод? Конечно, нет, ведь иначе мне придется его рисовать. А я не хочу рисовать завод. Все локации, все герои и абсолютно все события моих игр мне глубоко симпатичны. Если же я окажусь на проекте, где действия разворачиваются, например, в индустриальной среде, а рисовать мне придется различного рода современные механизмы, то я, конечно, не буду творить с таким же воодушевлением, с которым творю сейчас. А что самое ужасное, я не смогу отличить завод, который хорошо нарисован, от завода, который плохо нарисован, потому что мне не будет нравиться нарисованное в любом случае. Угадайте, как это в итоге скажется на качестве проекта? Если я почувствую, что мне не нравится работать над каким-либо элементом, то я вполне могу убрать его из своей игры. Заключается в том, что удается сэкономить кучу времени, не участвуя в бесконечных видеоконференциях между членами команды. Вам не придется озвучивать свой план на неделю, а потом отчитываться, почему вы его не выполнили. Вам не придется отстаивать свои идеи, расходуя силы и нервы на придумывание аргументов в пользу их реализации. Что сами придумали, то в игру и пойдет. Также вам не придется доказывать, почему, например, катающиеся на аэродинамических скейтбордах устрицы – плохая идея для игры про динозавров. А ведь иной раз коллеги и не такой абсурд предложат. Вам не придется продумывать уникальный подход к каждому из своих партнеров. Не нужно будет подбирать слова, которые не покажутся им обидными, когда вы будете критиковать их работу. Вам не придется изобретать и запоминать методы убеждения коллег в своей правоте. Выстраивание межличностных отношений в команде – это тяжелый труд. И самое неприятное заключается в том, что не все это понимают. Пока вы пытаетесь придумать подход к товарищу,
Ему до таких тонкостей совместной работы не будет никакого дела. Он продолжит изъясняться так, что его коллеги всегда будут неправильно трактовать его слова, а кто-то даже обижаться, потому что растолкуют нечто, сказанное им, как хамство. Все, что я перечислил, отнимает невероятно много времени. Лично у меня сформулировано весьма суровое разграничение между временем, которое я считаю продуктивно проведенным, и временем, которое я воспринимаю потраченным впустую. Реализация идей – это продуктивно проведенное время. Доказывать кому-то, какие идеи хороши, а какие нет, балансируя в чате на грани конструктивной критики и бесполезного обмена сообщениями, шутками и мемами, это непродуктивно проведенное время, являющееся бессмысленной суетой. Никто не будет спорить с мыслью, что получать удовольствие от работы – это очень важно, ведь так? Тяжело возвращаться к делу, которое не приносит радости, и получение радости от разработки – это ключевая составляющая в профилактике выгорания. Доделанная до конца работа, или хотя бы видимая часть работы, это колоссальный источник радости. Здесь дела обстоят точно так же, как и с обучением. Видимый результат дает прилив сил. Когда я работаю один и, например, доделаю какую-то механику, я любуюсь тем, как она работает, и получаю удовольствие в тот же миг, как работа была завершена. Лицезрение нового элемента в своей игре является моей наградой. Чертовски приятно наблюдать свое детище в действии. Это дает мне сил приступить к реализации новых идей и веру в то, что все у меня получится. В работе же с командой я никогда не мог быть уверен, что добавленная мной в игру механика или персонаж не будут подвергнуты изменениям. Перед тем, как моя работа отмечалась как сделанная, ее должны были заверить и обсудить члены команды, что, разумеется, происходило не в ту же секунду, как я добавлял что-то новое в проект. Всем предварительно нужно было ознакомиться с моими нововведениями, обдумать их, затем созвониться, обсудить каждый аспект и, возможно, что-то подправить. Затем составить техническое задание программисту или художнику и терпеливо ждать, пока то, что сделал я, будет синтезировано с результатом его работы и появится наконец-то в игре. Прекрасное чувство «я доделал» появлялось через огромный промежуток времени после того, как я ставил точку в своей работе. Далеко не факт, что всплеск гормонов радости в тот момент мне был так же необходим, как когда я закончил одно дело и готов был приступить к другому. Более того, совсем не обязательно, что всплеск гормонов радости вообще произойдет. Может быть, полное одобрение вовсе не будет восприниматься как награда, потому что между утомительной чередой обсуждений и совещаний я забыл, что конкретно я делал, и уже успел погрузиться в другие задачи. Предпоследний плюс, который я хочу отметить, заключается в том, что все ошибки на собственном проекте – это наши и только наши ошибки. Я не делаю идеальных игр, которые способны угодить всем и собрать десятки тысяч положительных отзывов. Мои игры не стали суперхитами, но каждый новый мой проект становится лучше предыдущего, ведь можно сколь угодно повторять «учитесь на чужих ошибках», но обучение на чужих ошибках далеко не так эффективно, как обучение на своих собственных. Я не делегирую свои обязанности другим людям и ни с кем не разделяю ответственность за свои косяки. Любой негативный отзыв – это не вина программиста, игрового дизайнера или художника. Это моя вина и моя ответственность. С выходом новой игры, разработанной в одиночку, я получаю куда больше знаний и опыта, чем если бы я был на проекте, например, просто художником. Художнику нет дела до отзывов в духе «у игры неотзывчивое управление и плохой игровой дизайн». Художник может свалить провал проекта на своих коллег, которые занимались этим самым управлением и дизайном, и с чистой совестью считать свою работу выполненной на ура. Я же наберусь опыта и продолжу развиваться вширь, совершенствуясь в разных направлениях, а более того, я еще и заработаю больше. Последний плюс является самым очевидным и касается вышеупомянутого заработка.
Моя первая игра, Reflection of Mine, не стала суперхитом и продемонстрировала весьма средние продажи. Но доход с нее позволил мне уволиться с моей предыдущей работы и начать посвящать все свое время разработке игр. А представляете, что было, если бы мне пришлось делить этот доход с кем-либо еще? Я бы так и оставался воспитателем. Когда вы один, то сами можете подстраивать содержание вашего проекта под ваши таланты, предпочтения и личностные особенности. Вам будет проще придать игре целостности, потому что, например, сюжет будет учитывать ваши навыки рисования, а внедряемые в игру механики – ваши навыки программирования. Глава 22. Я один, и это плохо. В этом мире не существует правильного или неправильного. Только черная бездна человеческого сердца определяет хорошее и плохое. Паскал Суэджер, проклятый мечник Геральт. Почти не существует ничего объективно хорошего или объективно плохого. Даже у самого налаженного процесса всегда есть свои недостатки, с которыми приходится смириться. Этот процесс расходует силы, а вещи, которые вы воспринимаете как что-то, что нужно терпеть, полностью зависят от ваших личностных особенностей. Кому-то в работе придется терпеть необходимость принимать решения самостоятельно, а кто-то может насладиться выяснением отношений с коллегами при работе в команде. Работая в одиночестве, я не трачу силы на терпение. Меня все устраивает. Потому мне пришлось для текущей главы задать на своей публичной странице вопрос: в чем, на ваш взгляд, заключается главная трудность при работе над игрой в одиночку? Полученные ответы я вынес на эти страницы. Первая, самая весомая по мнению подписчиков проблема, уместилась в чрезвычайно лаконичное и чуждое мне утверждение. Через длительное время разработки видеоигры в одиночку приходит ощущение, что ты делаешь никому не нужную ерунду. Я никогда прежде не задумывался о подобном отношении к собственной деятельности, потому что разделение труда на полезное и бесполезное является таким же абсурдным, как деление мира на черное и белое. У всего есть оттенки. К объективно полезной работе можно отнести только труд врачей и спасателей, а без деятельности всякого рода актеров, спортсменов, музыкантов, художников, журналистов, писателей и разработчиков видеоигр, казалось бы, вполне можно обойтись. Иными словами, если взять за истину утверждение, что разработка игр – это ненужная ерунда, то единственный верный путь должен всех нас привести в медицинское училище. Когда я был воспитателем, то занимался отчасти объективно полезной деятельностью. Я проводил время с детьми, оставшимися без опеки своих родителей, играл с ними, учил их чему-то новому, читал им книги и помогал делать домашние задания. Весьма внушительную часть времени я, правда, просиживал штаны на планерках с коллегами, заполнял абсурдное количество документации и переставлял местами абсолютно одинаковые огнетушители, потому что на них были номера, и по плану отделения они должны были стоять каждый на своем месте. Если следовать утверждению о бесполезности маленьких видеоигр, то мою деятельность по разработке можно было бы отнести к никчемному перетаскиванию огнетушителей, а не к социально значимому воспитанию детей. Как же у меня получается после того, как я приносил объективную пользу обществу, со спокойной совестью просиживать штаны за разработкой ненужных игр? А получается потому, что я помню восторг детей, когда я показывал им свои игры. Я не забуду, как всем отделениям ребята собирались у компьютера и пытались решить головоломку, в создании которой принимал участие один из них. Я видел, с каким воодушевлением после моих рассказов о разработке они брались за новые для себя задачи. В них загоралась вера, что они могут сделать самостоятельно абсолютно что угодно. Самые бойкие хулиганы успокаивались, ломая голову над моей Reflection of Mine, потому что прохождение некоторых уровней в их компании становилось очень статусным достижением. Сейчас, когда я читаю некоторые особо трогательные отзывы на свои игры, я могу и прослезиться.
Однажды мне пришло письмо с подробным рассказом о том, как Фиармониум поспособствовал выходу игрока из затяжной депрессии. Игра стала светлым лучом в тяжелый период его жизни, а сюжет позволил поверить в свои силы. Мысли, возникшие у него при игре Фиармониум, помогли обрисовать тот путь, что пролегает от его нынешнего состояния к счастливой жизни. Безусловно, я не получаю такие письма каждый день. Мои игры не столь популярны, чтобы дотянуться до всех игроков, которым они могут помочь. Но одно такое письмо в год уже дает достаточно причин, чтобы отнести видеоигры к полезной деятельности и забыть нелепое утверждение, что делая игру, я занимаюсь ерундой. Делая игры, мы создаем нечто, что поможет людям стать чуточку счастливее. Разве это недостаточно важное дело? Второй недостаток работы в одиночку, по мнению подписчиков, заключается в том, что у одиночек куда ниже потолок качества проекта. Один человек не может быть мастером абсолютно всех дел, и в каких-то аспектах игры обязательно появятся просадки. Подобное утверждение звучит убедительно. Действительно, каким образом у программиста получится нарисовать хорошие текстуры, а у художника написать отличный сценарий? Но считаете ли вы, что все сценарии в AAA-играх являются эталоном непревзойденной работы? Над ними же трудились отдельные сценаристы, которые ничем, кроме построения сюжета, не занимаются. Сценарии к высокобюджетным фильмам пишут не операторы или мастера по декорациям, а специально нанятые люди, которые занимаются только одной единственной деятельностью. Но только вот иногда они выдают такую лютую чушь, что при просмотре стыдно становится даже зрителю. Если бы секрет качества заключался бы в том, что каждым аспектом продукта должен заниматься отдельный человек, тогда бы ребята, работающие в команде, создавали бы только шедевры. На практике все отнюдь не так, а мастеров дела не существует вовсе. Насколько хорошо нужно, например, уметь рисовать, чтобы решить, что ты уже годишься на роль игрового художника? Где эта грань? Если действительно талантливого художника спросить, достиг ли он совершенства в своем деле, то он ответит отрицательно. Нам всем, абсолютно на любом уровне знаний и навыков, всегда есть к чему стремиться и куда развиваться. И всегда будет кто-то лучше, чем мы. Освоение какого-либо навыка – это бесконечный и очень увлекательный путь, и на его обочине не установлено знака «С текущего момента и далее ты достаточно хорош, чтобы делать игры». Идеально отполированные аспекты видеоигры в сумме могут дать абсолютно невнятный и стерильный результат, в то время как схематичная простота некоторых элементов способна придать проекту уникальный шарм. Графику в Undertale едва ли можно назвать восхитительной, но вся игра создана с учетом возможностей Тоби Фокса, и упор в ней делался совсем на другие вещи. При этом есть множество замечательных игр, которые лишены хитрых сюжетов, продуманных героев и сложных диалогов. Игроки могут полюбить такие игры или за атмосферу, или за игровой процесс. Существует и пласт игр, основанных на очень простых игровых механиках, реализация которых осуществляется крайне несложными манипуляциями в движках. Взять хотя бы To the Moon или весь жанр визуальных новелл. Тем не менее, аудитория таких проектов воистину огромна. Разработчику-одиночке не нужно осваивать все аспекты разработки на заоблачном уровне. Ему достаточно знать все о своих слабых и сильных сторонах и адаптировать свои идеи под свои умения. Если в вашей игре нет сюжета, то и ваше нежелание развиваться как сценарист никоим образом не отразится на качестве работы. А вот если вы работаете в команде, и к вам устроился сценарист, которому просто нужна еда, тогда в игре появится дурацкий сценарий и придурковатые персонажи. Перечисление успешных проектов, которые были разработаны в одиночку, иной раз прерывается вальяжным взмахом руки и небрежно брошенной фразой «это все просто ошибка выжившего». Действительно, возможно ли посчитать, сколько игр, сделанных соло, остались незамеченными и убыточными? Насколько правильно приводить в пример только успешные продукты?
Контраргументом здесь будет встречный вопрос о том, а сколько игр, разработанных в командах, провалилось. Я не думаю, что существует подобная статистика. Но весьма очевидно, что как и работа в одиночку, так и работа в команде не гарантируют успеха игры. Наличие или отсутствие дополнительных людей, работающих над проектом, никоим образом не является залогом его успешности. Кто-то приводил аналогию со строительством, сравнивая создание видеоигры с постройкой дома. Утверждение звучало так. Одному можно соорудить будку или небольшой домик, но если хочется отправиться в космос, то в одиночку собрать космический корабль у вас не выйдет. Очень хорошо, что существуют еще люди, которые строят будки. Иначе космических кораблей было бы куда больше, чем космонавтов. Не у всех разработчиков есть желание создавать AAA-игру с открытым миром, вышками и реалистичной графикой. Так же, как не у всех игроков есть желание в это играть. Являясь редактором публичной страницы инди-игры в ВК, я вижу, какое огромное количество людей, выбирая между очередным AAA-блокбастером и непонятной игрой от независимых разработчиков, отдают предпочтение непонятной игре от независимых разработчиков. Не обязательно набивать активностями многие километры игрового пространства для того, чтобы самовыразиться. Кому-то хватит для этого линейного приключения длиной в 5 часов. Задумайтесь, для каких целей вы создаете игру, что именно вы хотите сказать. Нужен ли вам для этого объем игры AAA уровня с многомиллионным бюджетом? Быть может, вы искренне желаете просто приютить щенка, и все, что вам нужно, это будка, а не космический корабль. Множество критики, проповедуемого мной подхода делать игры одному, заключалось в трудности оценки объема работ, что невольно приводит к ситуации, когда проект превращается в изнурительный, демотивирующий долгострой. К этой же категории замечаний я бы отнес утверждение, что при работе в одиночку часто сталкиваешься с сюрпризами из-за недостатка опыта в той или иной узкоспециализированной сфере, а также из-за вероятности застрять в переделках. Я объединил эту критику в один блок, потому что на все эти проблемы есть один ответ – игровые джемы. Делая небольшие игры, вы научитесь оценивать объем работ и обретете навык предвидеть сюрпризы, а также избавитесь от навязчивой идеи переделывать проект каждый раз с нуля, потому что у вас будет знание о том, что финализировать игру и взяться за разработку новой гораздо проще и эффективней, чем переделывать старый проект. Предпоследнее, малопонятное мне замечание попало на страницы этой книги только ради весьма забавного примера из моей практики. Кто-то в комментариях утверждал, что разработчик, делающий игру в одиночку, автоматически загоняет и проект, и свой потенциал в рамки. Мой пример заключается в том, что когда я искал свою первую работу художником, мое портфолио состояло в основном из нарисованных женщин и парочки фонов. Со всем остальным я справлялся плохо. Но один из моих первых заказов требовал от меня того, чтобы я нарисовал более 80 животных для детской мобильной игры. Умел ли я рисовать животных? Нет. Были ли мне интересны детские игры? Нет. Раскрыл ли я свой потенциал? Судите сами. Вот одна из зверюшек, которых я из себя с огромным усилием воли таки выстрадал. Рисунок 12 вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Иными словами, именно работа в одиночку позволяет мне раскрыть свой потенциал, в то время как работа на сторонних проектах вынуждала меня рисовать абсолютно безидейные и неинтересные мне вещи. Однажды к солнечной игре с чрезвычайно милыми персонажами и котиками меня попросили добавить разлетающуюся во все стороны кровь. Интересно, как принятие этой просьбы помогло бы мне раскрыть свой потенциал и выйти за рамки? Подобная просьба от коллеги скорее перечеркивала сформированный мной графический стиль и идею, которую я вкладывал в свою работу. Ему нужна была не сама кровь. Он хотел видеть больший отклик от столкновения персонажа с препятствием и зачем-то сам стал придумывать, каким образом этого отклика можно добиться.
Ему стоило осознать проблему, которую он планировал решить с помощью крови, и попросить художника решить вопрос о недостающей сочности анимации столкновения. Искр и блесток вполне бы хватило, чтобы урегулировать вопрос без кровопролития. Последний блок замечаний к разработке игр в одиночку выводит нас к новой главе. Чрезвычайно часто люди жалуются, что в командах им проще генерировать идеи, в то время как в одиночестве остро ощущается нехватка воображения и формируется ограниченный взгляд на игру. Эта проблема – прямое следствие непонимания некоторых аспектов работы нашего мозга. Работая в одиночку, вы встретитесь с определенными сложностями. И только вам решать, идентифицируете ли вы их как непреодолимые преграды, или же, не глядя, перешагнете через невозможность сделать AAA-игру в открытом мире, отдав свое предпочтение созданию короткого и эмоционального приключения. Глава 23. Там, где живет фантазия. Обучение созданию видеоигр строится на повторении уже придуманных до вас механик. Но, чтобы созидать, а не просто накапливать знания, вам нужны идеи в том направлении, в котором вы собрались двигаться. Будете ли вы делать двухмерную игру или предпочитаете 3 измерения? В каком жанре вы собрались работать? Когда дело доходит до практики, до вашего первого игрового джема, размытые образы еще не созданных игр должны обрасти конкретными деталями. Вам придется продумывать сотни мелочей, изобретать интерфейсы, объяснять игроку, почему ваш герой орудует именно мечом, а не дробовиком, продумывать отклик от действий и поведение монстров в маловероятных ситуациях. Если же никаких представлений о собственном проекте у вас так и не появилось, то для какой, на ваш взгляд, деятельности будет вырабатываться психическая энергия? Разумеется, нас может осветить краткий миг озарения, когда яркая мысль якобы сама пришла в голову и подтолкнула нас на путь разработчика игр. Но нелепо полагать, что идея эта явилась без приглашения. Моменту озарения на самом деле способствовало множество факторов. В наших силах этими факторами управлять и провоцировать появление идей. Отвлекитесь немного от прослушивания и представьте себе будку. Лаконичную деревянную будку с треугольной крышей, звонкой цепью и металлической миской в радиусе пары метров. Стоит это чудо на зеленой лужайке около загородного дома, а рядом лежит небольшая косточка. После того, как этот образ прорисовался у вас в сознании в мельчайших деталях, закройте глаза и представьте себе 3 животных. Представили? Я почти уверен, что среди них был хотя бы один пес. Если нет, то или нечто другое ассоциируется у вас с будками, или же за это короткое время что-то иное вас отвлекло и по ассоциативной цепочке вывело ваш разум к образу другого животного. Если же все пошло по плану, то эта книга заложила вам в голову образ будки, и, отталкиваясь от него, ваш мозг сгенерировал образ пса. Никаких собак я здесь не упоминал, вы сами придумали собаку. Чаще всего такая игра с воображением воспринимается как некий психологический фокус или притча в духе «не думай о белой обезьяне». Но важно понимать, что именно в этом фокусе и кроется один из ключей к воображению и к механизму генерации новых идей. Для полного понимания процесса созидания нырнем в глубокое прошлое. В средневековой Германии некогда жил один барон, о брутальной суровости которого слагали легенды. В одной из битв ему отсекли руку, но вместо того, чтобы принять роль страдающего калеки, барон продолжил участвовать в битвах и установил себе железный механический протез, нагонявший на врагов еще больше ужаса, нежели настоящая рука. Несколькими веками позже всем известный Иоганн Гёте сделал этого барона героем своих произведений, наделяя его еще более выразительным характером жестокого и отчаянного воителя железной рукой. Уже на нашем веку, но совсем на другой стороне света,
Появляется гениальная манга «Берсерк», повествующая о приключениях брутального воина с железной рукой. Носит этот воин имя Гац, в то время как вышеупомянутого барона звали Гёц. Является ли это плагиатом? Как вообще получилось, что обнаружилась такая подозрительная схожесть между персонажем японской манги Гатсом и воспетым в европейской литературе бароном Гёцем? Конечно, это не плагиат. Гёте своими трудами сделал брутального однорукого барона участником массовой культуры. Гёц становился предметом размышлений. Он прочно укоренялся в ассоциативных цепочках, оказавшись в головах людей. Разрозненные элементы из образа барона Гёца кочевали из разума в разум, из идеи в идею, пока не встретились в голове молодого Кентара Миюры и не воплотились в Гатсе. Помимо барона, мышление Миюры объединило в себе образы средневековой Европы и породило продуманную и стильную вселенную Берсерка, элементы которой массово встречаются в серии игр Dark Souls. А уж в сознании скольких разработчиков проросли идеи и образы Dark Souls не пересчитать. Игр, вдохновленных этой серией, развелось немыслимо много. Все идеи, которые мы генерируем, не берутся из вакуума. Наш мозг, подобно большой математической машине, способен лишь складывать, делить и умножать ту информацию, что попало в него извне. Прочитанные нами книги, увиденные нами картины, услышанные нами слова, пройденные нами игры и просмотренные фильмы – все это плотно утрамбовывается в нашем сознании и становится почвой для наших новых идей. Не будете же вы спорить с тем, что у человека, лишенного медицинского образования, может появиться идея, каким же образом надо лечить, например, рак? В его голове нет знаний ни о методах лечения, ни о каких-то исторических примерах, которые могут подсказать направление работы. В свою очередь медик, чья голова забита подобной информацией, решит вопрос с куда большим успехом. Образы и знания, которые откладываются у нас в голове и формируют наши идеи. Внимательнее отнеситесь к потребляемой информации и, если к вам не приходит вдохновение и вы не можете ничего придумать, переключайтесь на другие фильмы, игры или книги, а после этого больше времени проводите без получения новой информации в принципе. Перед разработкой Фиармониум я очень впечатлился увиденным на просторах YouTube фанатским клипом на песню «Меркури» музыканта Ghostmain. Видеорядом в нем служила весьма мрачная нарезка из старого мультфильма про клоуна Коко и Бетти Буп, а полная адреналина тяжелая электронная музыка придавала всему происходящему шарма. На досуге я читал литературу по психологии и заинтересовался становлением неврозов, а вечером решил пересмотреть свой любимый мультфильм Дисней «Пиноккио». Таким образом, в моей голове одновременно закрутилась музыка Ghostmain, классическая анимация в мрачном антураже и знания по психологии. Неудивительно, что мой мозг пришел к идее сделать Фиармониум, проект, в котором игроку выпадает роль фобии в сознании подростка. Исполнить я все это пытался в стиле Дисней 1930-1960-х годов, а сопровождать сей опус было решено мрачной электронной музыкой. На момент появления этой идеи в моей голове витали яркие образы. Они впечатляли и вдохновляли меня. А теперь представьте, что получится, если закинуть в голову смешные картинки из вульгарных публичных страниц, короткие и суетливые видео из TikTok, глупые истории с Пикабу, однообразные матчи с онлайновых игр и сотни бессмысленных сообщений из очередного чата. Все это будет крутиться у вас в голове, как в миксере. И как вы думаете, какой же вид примут ваши идеи при напряженной попытке что-либо сгенерировать? В лучшем случае никакой. Идей просто не будет. В худшем вам в голову придет мысль о том, чтобы переснять «Один дома». Образы, крутящиеся в миксере мышления, определяют не только ваши идеи, но и отчасти ваши желания. Нехватка сил и мотивации при разработке игры в одиночку упоминалась как главная беда чуть чаще, чем все остальные вместе взятые проблемы разработчиков-одиночек.
формировании мотивации участвует множество процессов, но сейчас мы упомянем только один из них. Вы наверняка не раз смотрели какое-нибудь мотивирующее видео или читали мотивирующую книгу, которая, судя по отзывам, поменяла чью-то жизнь. Страница за страницей это литературное произведение и вас наполняло энергией, вселяя стремление работать и развиваться. Вам казалось, что вы становитесь новым человеком, вдохновленным и сильным. Море будто становилось по колено. Но проходило время. Вдохновение улетучивалось, а силы растрачивались на рутинные дела. Недавние мечты откладывались на пыльную полку, где уже заканчивается место. Там пылится и без того множество старых амбиций. Почему так происходит? А потому что после этого видео или книги мы снова ныряли в омут коротких и суетливых видео или разгребали болото комментариев под какой-нибудь скандальной новостью. В нашем миксере мышления не бесконечно много места. Мы не можем мыслить тысячей образов, у нас есть лимит. У всех он разный. Пока воспоминания о книге или видеоролике свежие, светлые идеи или мысли крутятся у вас в голове и подталкивают к великим свершениям. Но стоит вам подкинуть в миксер информационного мусора, как мотивация и вдохновение заменяются чем-то в разы менее адекватным. Информация, которую вы потребляете, определяет то, какими будут ваши идеи, появятся ли они вообще и хватит ли у вас сил на их реализацию. Если у вас дефицит идей, попробуйте для начала посидеть 10 минут в пустой комнате с выключенным компьютером и телефоном. Это даст вашей думающей части мозга отдохнуть и освободит ресурсы для той части мозга, которая занимается упорядочиванием знаний и информации. В современном ритме жизни мы отводим очень мало времени для работы механизма, который называется архивирующим мозгом. Именно там формируются ассоциативные цепочки, способствующие появлению прекрасных идей. Эта область работает только тогда, когда вы не получаете информацию извне. Повторить этот процесс после получения полезных или вдохновляющих знаний вдвойне полезно. В современном океане информации и мусора, где каждая онлайн-помойка борется за наше внимание, вынырнуть на свежий воздух и более избирательно отнестись к тому, чем мы кормим наш мозг, является задачей, решение которой требует невероятных усилий. Но именно успешное прохождение этой непростой миссии определит гениальность нашей будущей игры. Глава 24. Гори, но не сгорай. Иногда мы себя настраиваем ударно поработать грядущим вечером, но уже ближе к ночи, на самом исходе дня, обнаруживаем, что вместо того, чтобы созидать, мы провели очередной вечер за просмотром не самых полезных видеоматериалов на YouTube или за бессмысленной попыткой пролистать ленту новостей до самого конца. Если вашим аргументом в пользу того, чтобы не заморачиваться и свободно отвлекаться на незначительную ерунду, станет то, что листание новостных лент – это необходимый нам отдых, то спешу огорчить, вы понятия не имеете, что такое отдых. Безусловно, мы не без оснований опасаемся за свое психическое здоровье, когда много работаем и много учимся. Некоторые напуганы эмоциональным выгоранием настолько сильно, что почти ничего не делают, а в сторону тех, кто просиживает долгие часы за делом, они бросают снисходительный взгляд и бубнят про неизбежное перегорание. Разумеется, стоит быть аккуратным, но и излишняя жалость к себе до великих свершений тоже не доведет. Нужно понимать, что листание ленты новостей и общение в чатах для вашего мозга являются такой же работой, как и решение сложных логических задач в ходе разработки видеоигры. Просмотр фильмов, чтение книг, компьютерная игра – все это тоже процессы, которые не позволяют включиться архивирующей части мозга. Мы продолжаем находиться в напряжении и отслеживать тысячи стимулов и сигналов в период практически любой активной деятельности. Недостаточно просто отвлечься от разработки на вкладку в браузере со смешными картинками. Это никоим образом не спасет вас от выгорания. Но так делают почему-то все, кто действительно боится сгореть. Они отдыхают, продолжая содержать свой мозг в тонусе и напряжении.
Выгорание по своей симптоматике очень схоже с депрессией, и многие мои коллеги частенько путают два столь малоприятных состояния. И выгоранию, и депрессии сопутствует удушающая апатия, нехватка сил, нежелание работать, потеря веры в себя, негативные мысли, утрата мотивации к созиданию и неспособность получать удовольствие от вещей, которые вам нравились. Даже подъем страстей твою мать. превращается в настоящее испытание. Выгорание – это не просто усталость. Если вы устали, вы все еще можете получить удовольствие от игры в видеоигры, от просмотра хорошего фильма или от времяпрепровождения с семьей. Если же вы выгорели, то любимые дела перестают приносить радость, а все желания испаряются, оставляя за собой лишь пустоту и апатию. Исчезновение сил для работы и утрата желания созидать являются основными причинами, почему многие проекты так и не доживают до выпуска, а разработчики начинают жаловаться друг другу в потере мотивации. Скорее всего, часть этих ребят просто сгорели. Я не всегда был аккуратен и, разумеется, перегорел. И тогда, по ошибке, принял этот недуг за развивающуюся депрессию. Спрятаться от нее я пытался в работе, зарываясь в бюрократию своих дел еще глубже, но тем самым я лишь усугублял свое состояние. Мне не хотелось ни работать, ни отдыхать. Два столь противоречивых стремления сигнализировали о том, что я перегорел. Но самое страшное и очевидное, что игнорирует перегоревший человек, это свою тревогу. Простая усталость обращается в испепеляющее пламя выгорания только на фоне стресса. Ни один невроз не развивается без перманентной тревоги. Сколько бы вы ни работали, вы не сгорите, если не находитесь в деструктивном стрессе и лишены тревог. Причинами тревожности могут стать не только внешние факторы, вроде злых начальников и невзгод в семье, но и внутренние. Высокие требования к себе, страх оказаться недостаточно компетентным, опасения стать неинтересным другим людям, боязнь быть высмеянным за свое творчество и леденящий душу ужас от возможности провалиться. Все это оперативно обращает нашу усталость в выгорание. Стресс, безусловно, не всегда бывает разрушительным. Стоит отличать тип волнения, который вас стимулирует развиваться и работать, от другого типа, который портит вам настроение, отвлекает и деморализует. Это нормально волноваться о том, как, например, встретят ваш проект игроки и не обнаружится ли там куча багов в день выхода игры. Такой стресс даже стимулирует быть внимательнее и работать лучше. Но если ваша жизнь обременена обстоятельствами, которые вместо бодрящих всплесков адреналина только провоцируют нервозность, то тогда шансы выгореть утраиваются. На момент, когда я выгорел, я разрабатывал Фиармониум около 6 месяцев. Предыдущие проекты наградили меня слепой уверенностью в том, что у меня достаточно много опыта и умений, чтобы сделать новую игру в гораздо более сжатые сроки, чем я был на самом деле способен. В итоге через 6 месяцев у меня был готов настолько незначительный кусочек Фиармониум, что я стал корить себя за такую непродуктивность и на почве презрения к собственным умениям подгонял себя, чтобы работать все быстрее и быстрее. Я сам создал себе стрессовую ситуацию невменяемыми требованиями, при формировании которых я не учел очевидных вещей. Фиармониум представлял собой куда более технически сложный проект, нежели все то, за что я брался раньше. Я пытался работать над детализированной покадровой анимацией с такой же скоростью, с которой я работал над примитивной костной анимацией в Reflection of Mine. В этой книге я уже давал советы о том, как важно определить свои возможности и не выполнять меньше, чем мы способны выполнить. Сейчас я снова акцентирую внимание на пределах наших возможностей и порекомендую не пытаться выполнить теперь уже больше, чем позволяют наши способности. В формулировании предела своих возможностей стоит внимательнее концентрироваться на условиях, в которых вам некогда удалось превзойти самого себя, и стараться учесть все факторы, вследствие которых ваши трудовые будни раньше приносили больше результата, чем сейчас. Учитывайте даже погоду. Я, например, не сразу осознал, насколько же мне плохо работается в жару, когда все, что я могу делать, это сидеть напротив вентилятора и просто таять.
Иной раз я плохо работал на фоне стрессовой ситуации в другой сфере моей жизни, которая занимала меня тогда с головой и не давала погрузиться в разработку. При попадании в новую среду стоит пересчитывать свои лимиты. Если вам, например, нужно 2 часа, чтобы нарисовать что-нибудь красивое в Photoshop, с которым вы работаете уже 5 лет, то не рассчитывайте на то, что при работе в только что установленном на ваш компьютер Blender вам потребуется столько же времени для создания чего-то прекрасного. Разрабатывая игру в одиночку, очень легко изменить самооценку в худшую сторону. Оказавшись один на один и с кодом, и со сценарием, и с графикой, вы вполне вероятно где-то продемонстрируете не самый выдающийся результат. Первый показ вашей работы может спровоцировать шквал грубой критики от комментаторов в интернете. Мнение «я ни на что не способен» лишь прочнее укоренится в вашем сознании, порождая еще больше тревоги и стресса. Стоит иметь в виду, что оценка вашего творчества – это не оценка вас самих и даже не оценка ваших умений. Если я нарисовал плохую картинку, это не значит, что я не могу нарисовать хорошую. Это лишь значит, что конкретно эта картинка плохая. Мы учимся. Даже выпустив 1, 2, 3 игры, мы все продолжаем учиться. И если мое творчество не находит отклика в сердцах достаточного количества людей, это отнюдь не значит, что я ничтожество. Я буду учиться, и все получится в другой раз. 4, 5, 6. Какая разница? Мне нравится сам процесс создания игр и процесс обучения этому ремеслу. Решение любой проблемы – это всегда, абсолютно всегда лишь вопрос времени. Если у вас не получилось сделать красивую анимацию персонажа, это не значит, что вы бездарности должны корить себя. Это значит, что вам нужно сделать анимацию еще раз. И еще раз. Момент, когда у вас наконец-то все получится, лишь вопрос времени. В процессе созидания вы станете автором бесчисленного множества никем не замеченных работ. Это естественно для творческой деятельности. Не судите об успехе других авторов только по играм, о которых вы слышали. Поверьте, каждый из них сделал или начал делать кучу проектов, которые так и не увидели свет. И если такие свойства разработки игры в одиночку, как необходимость брать на себя неимоверно много задач и возможность уронить свою самооценку ниже плинтуса,